лезут. Так, ладно, окей, пусть пока стоит. Так. Все, бисмилля, короче. Ага. Интересно. Странно, блин. Это у меня просто... Как этот... Как занавеска, короче, висит, да? Так. Так, начал. Так. Фу, микрофон, надеюсь, у меня не сдох. Так, тузамбаском надо протереть. Прокручивать. Так, микрофончик. Прием. Alles gut. Я. The good. Так, Беркешес. Слева, справа пока Беркем юг. Так, бисмилля. Более-менее узмакидом шекелем ложкой. Тома, конечно, теребит еще. Ну, постараюсь провести нормально. Сейчас этот чай-пай заварю себе, потом попутно. Что-нибудь когда слушать будем тогда, короче. Только что я пил. Более-менее этот у меня горло открылось. Этот. Ну, бара кра. Толок на кра, и поэтому надо этот. Все равно стрим надо делать, и как бы идет время. Так, сейчас я. Мен келген жауап беремін стримдамын. Так, в этот момент начинает, само собой, писать тонны людей. Так, с последних новостей сразу с Телеграма начнем и, так скажем, то, что идет. Давайте подряд, короче, все будем подряд, короче, читать. Что произошло за эти дни, мен толком не успевал смотреть, честно, не до этого было. Как говорится, өлім ұяқтығында ұятқан кебек болдым. Шулай, этот, таки, честно, блин, меня рубило, меня этот контузило, так что не супер момент. Так, куда бы это поставить пока? Что-то звук у него, блин, маленький, что ли? Maximum volume. Интересно. Так, давайте вот сейчас что-нибудь начнем читать. Там тем много, конечно, но мы будем сейчас определять по обстановке, как, где, как, что. Так, пока Беркеше, притом, давайте уж начнем. Бисмилля. Так, давайте сперва закончим, вот отсюда начнем. Так. Ну, давайте вот с Куштау Байрама, последнее. Дашу Козыреву в суд ведут уже 5 силовиков. 18-летняя девчонка, вся вина которой стихи Шевченко на листке бумаги. В наручниках 5 силовиков ее конвоируют, еще 3 охраняют коридор. И все 8 поди гордятся своей работой. Да, интересно. Что тут? Ну да, там еще по видео видно, что они еще этот охраняют вот этих как их, корреспондентов еще, блин, вдобавок держат, чтобы они там что-то там
не напрыгнули на силовиков, наверное. Так, дальше продвигаемся. Просто спонтанно бүгін башлайым, туғанлар. Короче, потому что мен білмеймін, с чего начать даже, я не знаю, честно. Я 3 дня как будто в отключке был. Ну, что-то я смотрел, но там больно свои темы там, кое-какие. Потом пройдем эту тему про Узбекистан, будем полный рост их, как говорится, обсирать. Так, я им оставил так, на заметочку их поставил. Ничего особенного, просто колонна российских штурмовиков под Покровском на «Жигулях». Сложно поверить, но когда-то это считалось второй армией мира. А что, воевать сразу в гробах, на колесах удобно. Ждем, когда московский цирк пожертвует для наших мальчиков одноколесные велосипеды. Нет, сегодня же только я слышал чуть-чуть это Майкл Наки, он говорил, что на великах тоже хуярят. Вроде и на великах едут, ну, нормально, блядь, зима, велик. Лыжи надо дать, ёпта, лыжи, блядь. Скидывайтесь, уёбки, на лыжи хотя бы. Пусть, как говорится, гребут нахуй. Нужно учиться во всем видеть хорошее. Ну да, это пиздец. Осторожно, уровень иронии и сарказма в этом тексте зашкаливает. Надеюсь, дорогие земляки, все вы смотрели прямую линию, совмещенную с традиционной большой пресс-конференцией Владимира Пидоровича, блядь. Я все ее просмотрел, посчитал своим гражданским долгом в наших экономических условиях. И знаете, каков результат моего просмотра? Вот прямо главный вывод, сделанный мной из выступления нашего дорогого президента, вывод следующий. Я многому у него научился. Вот из всего, что ВВ, блядь, говорил, я понял, нужно во всем, в любой ситуации в стране, в войне, в экономике, в спасенной жизни любого русского человека учиться видеть хорошее. Оптимизм и задор в выступлении президента вдохнул меня новой надеждой и веру в положительные перспективы. Да, пиздец нахуй. Пиздец. Так, идем дальше. Я об этом говорил, не говорил. Тут вот целая хрень. Так. Наиля Муллаева какая-то. Общественный деятель пресс-службы ЛПР, проект помощи политзаключенных Дуслок. Верность себе и своим ценностям. Спешу расстроить новых подписчиков. Так, залез, Геннадий. Зурайты надо, блядь. Спешу расстроить новых подписчиков, патриотов. Я не затянулась и не планирую. Понятно же, что твит был на эмоциях написан. Последнее, что я буду делать, это оправдываться перед украинцами. Не хочу озлобиться из-за кучки долбоебов, которым остается только воевать в тви и писать гадости и пожелания смерти мне, потому что на фронте у них все очень плохо. Бить в показания нельзя, потому что это теракт и никак не поможет вашему живому положению на фронте. Еще чуть-чуть этой хитне или пикне, блядь, и я зетнусь. Самое бесполезное истеричное существо, с которым должно быть стыдно иметь даже приятельские отношения. Это какая-то мандавошка из Казани, короче, да? Понятно. Это, ну, мне тоже это наехали же на днях, блядь, потом почитаю мои комментарии, блядь, ВКонтакте. Наблюдаю, как мне десятками светополитики украинцы пишут угрозы, пожелания смерти, оскорбления. Я прекрасно понимаю, что вчерашнее это закономерное действие продолжающей войны. При этом моя реакция более чем последовательна и логична. Пусть война скорее закончится и никто не будет страдать. Пусть все вернется своим любимым. Больше мне нечего сказать по теме. И я хочу к ней возвращаться. И не хочу к ней возвращаться. Берегите себя и перестаньте быть такими озлобленными. Плюс без негатива, но кажется, люди, которые называют себя российской оппозицией и устраивают шествия, должны осуждать подобные террористические акты в России, которые регулярно случаются в Белгороде, Курске, а теперь еще в Казани. Ебанутая нахуй! Это мразь ебаная нахуй! Наиля Муллаева, кутағына сур, блядь, нахуй! Минкерге сен тобып нахуй, пәттәңе сыгам, блядь, тварь! Аузына берем. Короче, нихуя, блядь, мы,
который, блядь, я, блядь, уже, сука, блядь, говорю это чуть ли нахуй, 2 года уже долблю про это, что, блядь, ебашили по Башкортостану и по Казани, нахуй, и по Татарстану ебучему этому. Блядь, это говорит, нахуй, оказывается, оппозиционеры, подобие этих сраных навальнистов, или кто там еще, кого она там еще хотела задвинуть, Кашапчиков, что ли, блядь, или Габасова, блядь. Чтобы мы что-то говорили, блядь, украинцам, чтобы не бомбили, наших жалко. Хуй вам в сраку, блядь, нахуй. Барсегазнадан не жалко, твари ебучие, блядь. Если вы сами себя чмырите, кидаете, блядь, как подобие, как Хабиров, особенно, блядь, нахуй. После него вот еще мы дойдем до этих хуеплетов. Я в тот день высказывался про него и такие этот не докурил. Один уебок, оказывается, он же депутат Курултая был, блядь. Какой-то черт, блядь, который пиздел, блядь, красиво читал какой-то текст, блядь, типа какие-то душманы, понимаешь ли, против Башкортостана, и типа они неправильные, а эти пидоры хабировские правильные, блядь. Вот из этой категории, блядь. И мы должны что, смотреть, блядь, и не бомбить? Не-не-не-не-не, блядь. Пиздец. Так, проснулась 40 минут назад от взрыва и трясущихся окон. В соседний дом прилетел беспилотника. Просто пиздец. Просто что-то, блядь, желтое что-то там. Кто-то в точке поставил, блядь. Ну, давайте. Ну-ка, что за дуслог? И прочитаем теперь от... Это же Идель-Урал пишет. Идель-Урал это, само собой, кашапчики, блядь. Тема явно у этой монголушки этой Абдрахмановой, блядь. Она, наверное, отвечает, блядь. Чуть не зетнулась. Представительница Дуслуг татарстанского проекта помощи политзаключенным Наиля Мулаева решила на весь интернет заявить, что Украина не имеет права бить по Казани, потому что это лишь вызовет озлобленность, и такие, как Наиля, настроятся против Украины. Ранее Наиля уже неоднократно высказывала свою симпатию русской империалистической войне, на которой массово гибнут и жители Татарстана. Также она рассказывала, что боится не русских, несмотря на свою нацистскую и явно деградантскую позицию. Татарлар акцент на позицию, она продолжает оставаться частью татарстанского проекта борьбы за право татарстанских политзаключенных, который добивается освобождения из российских застенков гражданских активистов Республики Татарстан. Хуистан! В данный момент пока вы, блядь. Так. Российские власти официально заявили, что 3 украинские дрона были сбиты, еще 3 подавлены системой РЭП. То есть они не попали в цель, и вместо военных объектов попали либо гражданские дома, либо рядом. Места, куда упали сбитые дроны, российская власть затем объявила истинным целям этих дронов. В тот же самый момент местным жителям объявили, что на Казанском пороховом заводе проходят какие-то испытания. И все хлопки, которые оттуда были слышны, это не взрывы после прилета дронов. Ведь дроны летели по гражданским домам и никак иначе. На самом деле Татарстан был атакован не Украиной, он был атакован Россией, которая захватила Татарстан, используя как полигон для размещения военных заводов, которые позволяют России вести захватческой войны. Каждый удар по Татарстану это удар не украинский, а российский. Ведь Украина не бьет не намеренно конкретно по Татарстану, а бьет по российским военным объектам. И это не вина Украины в том, что данный объект разрушен в Татарстане. Украина бьет по России, которая прикрывается Татарстаном от этих ударов как щитом. Это вина России, которая вполне помогла организовать военные заводы у себя на Рублевке, но там нельзя, свои жалко, нельзя допустить, чтобы туда кто-то бил по Татарстану, можно, колонии же не жалко. Манкурт Наиля это не только не хочет понять, но даже не стремится, ведь для нее Татарстан не оккупирован, а является органичной частью России, и она больше россиянка, чем татарка. Да пидораска она, блядь. Россиянка, в голове которой розовая фантазия о том, как после войны все просто разойдутся по домам и банально забудут о сотнях тысяч, а то и миллионах убитых и искалеченных людей, о разрушенных городах и селах, о уничтоженной экологии и природе целых регионов. Для Наили это просто компьютерная игра, которую в любой момент можно выключить, но вдруг из этой компьютерной игры материализовались вполне настоящие дроны, которые напугали Наили уже в реальной жизни, немного пошатнули ее твиттерский статус, верность себе и своим ценностям.
Ну понятно, блин, Татарстан свободный за Урал. Это они написали. По тексту уже понятно. О, ну мат, справа тоже салям, слева тоже салям всем. Понятно, короче, а таких до хрена. Вон ВКонтакте я просто делать нечего в тот день, как болел, короче, закидывал этот хрень, да ведь? Ну, писал комментарии под какие-то посты, блядь, Хабирову. Ну, налетели на меня, блядь, пиздец. Чуть не сожрали. Так, просто подряд все идем по новостям. Свободная Башкирия. 89-й год, видео какое-то. Война идет какой-то, 89-й год, блядь. Тиран, потерявший ощущение реальности, обращается к народу на 25-м году своей диктатуры. Он думает, что будет править вечно, и даже представить не может, что выступает последний раз в жизни. Ровно через сутки свержения и казнь Николая Чаушеску с разницей в 35 лет. С точностью до минуты. Вот что значит собрать вокруг себя невежественных трусов и лицемеров. Положение Путина и Лукашенко почти ничем не отличается от положения Чаушеску. И добавим Асада. Асад в засаде, блядь. Так что у Асада еще жена хочет Себастьяна сделать, блядь, в Англию, потому что что-то ей нахуй не хочется уже в этом тюрьме народов, блядь, жить, блядь. И нахуй нужен такой хуй, блядь, у которого нечего взять уже, блядь. Она уже додоила его нахуй и дергает нахуй от этого длинношеего ублюдка. Так, давайте послушаем. Второе декабря 89 год. Ну да, и жену, и его самого тоже ебанули. Вот таким же образом. Но тут, конечно, Путин у нас ушлый пидор, как говорится, развелся быстренько нахуй, чтобы этот, блядь, крестным отцом быть сразу всем, блядь. Нахуй ему жена, блядь, да? Если есть, блядь, всякие проститутки, блядь. Вот так. Так. Ну, самое интересное, в последние дни, что-то какие-то взрывы, блядь, в России, да, блядь, пиздец, нахуй. Ну, непонятно, блядь, все непонятно. После самоката все интересно так пошло, блядь. Самокат, узбек, нахуй. И узбеки домогаются до меня, никак не могут понять, что, блядь, нахуй, что вот так вот деньги любите, нахуй. И, как говорится, и сосать, как говорится, планируйте, что будете сосать, так скажем, блядь, в тюрьме. Виноват, не виноват, но сосать придется, потому что вляпались. Так, очередной уже 18-й за последнее время поджог отделение полиции на сей раз Г. Владимир, блядь. По видео сразу понятно, что зажигала учительница английского языка местной школы. Что за хуйня? Как известно, все сильные гипнотизеры ГУР СБУ ежедневно командуют россиянами. Это несложно. Теми, кто верует в телевизор, Соловьева и Путин, действительно можно рулить без особых проблем. Стоит добавить голос пару начальственных ноток, и обитатели России по привычке, не рассуждая, бегут исполнять самые экзотические хотелки гипнотизеров. Завороженные гыкающими голосами из трубок русские взрывают свои банкоматы в Сбере, поджигают мегамаркеты и кружат банкоматы. Последние дни телефонисты разгулялись. Все везде искрит, трещит и полыхает. Удивительно другое. Составчик приглашенных на прямую линию президента РФ был известен заранее. Почему же никто из них не получил команды огреть фюрера стулом? А, это Невзоров пишет. И что тут произошло, блядь? Что за хуйня?
Ну, какую-то ментовку нахуй чем-то облили, понятно. Так. Ну да, Панаму несколько раз сегодня прослушали. Что происходит, блядь? Панамский какой-то ебаный проход какой-то, блядь. Где он, хуй его. Лидер Панамы ответил на угрозу Трампа отобрать Панамский канал, заявив, что он принадлежал и будет принадлежать Панаме. На что Трамп разместил вот такой коллаж. Что за хуйня? Посередине типа флаг этого, что ли, блядь? Коллаж. Американский флаг на фоне канала и подпись «Добро пожаловать на канал США». Помимо этого, Трамп заявил о насущной необходимости вернуть Америке Гренландию, которая принадлежит Дании. Ранее он говорил о принесении Канады в качестве нового штата США. Ну да, насчет этого тоже пошел нахуй, сказал Дания нахуй послала, говорит, сразу Трампа за такую тему нахуй. Как раз таки вот до этого я слушал вот этого украинца. Он вроде из Дании выходит, я так понял. Ну, я так подозреваю. И вот он сказал, что в Дании нахуй его послали. Вот и все. Ну, в тот день мы в последнем эфире говорили об этом, не говорили, вот это давайте еще раз прослушаем. Дополнение. Вернетесь с мужиками. Мы вас все очень любим, поэтому мы вас все ждем дома. Мы очень надеемся, что у вас там будет все хорошо, а я знаю, что там все хорошо. Мой там, они вас ждут. Меня убивает это мондаложки, но реальная мондаложка, блядь, которая, блядь, заботливо так, блядь, этих лохов 18-летних отправляет, блядь, на смерть и говорит, мой там, говорит, я знаю, что там хорошо. Где хорошо, блядь? В окопе, нахуй, грязи, блядь, по полметра, блядь, нахуй. Копать окоп, там в траншеях жить в холоде, блядь. Где хорошо, блядь? Сука, это же, блядь, я просто мен бір жақтан Аллаға шүкір етемін екен, мына 3 күн, блядь, шейладым, блядь. Но әлі де өзіме келгенім жоқ. Блядь, мынау өзінен өзі теге хатынлар юғалғаны Аллаға шүкір, блядь. Я представляю, блядь, свою жену, которая пыталась меня отправить нахуй на войну, блядь. Это же пиздец, это просто пиздец. Это вот я вот ее в этих лицах, вот этих ебанутых лицах вижу, особенно у этой пидораски, свою бывшую. Ну, грубо говоря, да? Вот она, представляю, блядь, отправляет. Ну чё, там все нормально, съездишь, хуйня. 200 тысяч заработаешь, блядь, нормально? Нормально, блядь. За эти 200 тысяч, которые уехали, кто-нибудь за эти 2 года, уже, грубо, 3 года, блядь, вернулся, нет? Кто-нибудь вернулся, блядь? Нихуя. Нихуя, блядь. С каждой деревни, блядь, нахуй, минимум, блядь, 1000 человек, нахуй, уехало, и один, может, вернулся, блядь. И то без ног, без рук. Не говоря, блядь, нахуй, все регионы России, блядь, что происходит. Просто ужас. Так, соловьиный помет. Реально, блядь, соловьиный помет, пиздец, нахуй. Избушка из курьих ножек, нахуй. В Карелии участникам СВО выдали вот такое вот жилье. Он пожаловался, и Бастрыкин поручил проверить информацию о халупе. Вот ради такого русского мира они поперлись в чужую страну. Пиздец, халупа. Давайте посмотрим. Карелия. Древние, блядь, нахуй. Древние эти, блядь, двери. Еще они не открываются. Страшно пнуть, она разваливается вся. Ну что это такое, вот. Вот. На дрова даже не годится. В 2005 году я встал на очередь как погорелец. Когда ушел в армию, отучился, ушел в армию, пришел, мне сказали, что это был 2012 год, что моих документов нет. Это Лабинский поселковый мне сказал. Я говорю, как нету? Они их потеряли. Мне пришлось в 2012 году встать заново. Вот выбивал, уехал на спецоперации, приехал, мне предоставили вот такое вот жилье. Нам дали вот это жилье, администрации, мы приехали сюда вместе с ними. Когда мы зашли в эту квартиру, мы были просто в ужасе. Причем администрация была в таком же ужасе, как и мы. Потому что все течет, печки нет, одна комната не отапливается вообще никак.
там должны были быть батареи, но их нет вообще. Нам предложили здесь сделать небольшой косметический ремонт. Ну, тут я не знаю, какой небольшой его надо делать. Проще его весь по кирпичам разобрать и заново сложить. А я знаю, это пидорасии, дома такие. У нас в аулах то же самое, от колхоза строились, короче, если помните, коттеджи мы их называли как-то, блядь, или как-то, не помню. Одноэтажные, кирпичные, из белого кирпича, на 2 хозяев. И посередине, спереди получается сад, дом чуть дальше, слева, справа получается двор, а за двором огород. Ну, здесь я не знаю, это узкожопая система, но в Башкортостане примерно так. А сзади получается огород. У каждого там по 25-30 соток, короче, ну, сколько хочешь, блядь. И вот эти колхозные дома. И там это выдавались тем, кто в колхозе работал раньше. Просто вроде бы, блядь, бесплатно, хуй поймешь как, короче, вот так. Это, ну, вот примерно так. Из этой системы. Но эти дома у нас люди ухаживают всю жизнь. А здесь явно, блядь, бабушки и дедушки сдохли уже давно, в 90-х, наверное. И 30 лет минимум в этом доме никто не жил. Потому что ширибеткен овашлара, bütün нәрсе сигрибеткен. И им дали в Карелии, притом Карелия, вы сами понимаете, блядь, Сибирь, там сырость, зима, по жизни, блядь, слякоть, наверное, всякое, ну, дерьмо, короче. Ну, как Норвегия, короче. А в Норвегии, блядь, дома железобетонно, нахуй, покрашены, блядь, нахуй, нормальная краска, норвежская краска, которую хуй ты отколупаешь его, блядь. А здесь, блядь, все, блядь, дерево уже, ну, как сказать, блядь, так скажем, блядь, зажелтело, блядь, так скажем, да, ведь, ну, уже, ну, на дрова не годится, блядь. Это так, прихожка, ну, как это, где обувь снимаешь, блядь. А дальше внутри это пиздец. Ну, как можно, нахуй. Притом, Карелия, главное, печка, газа нет. Карелия, в России, который газ продает Европе, везде. В Карелии газа нету. Печка на дровах. Печка на дровах. Это пиздец. Так. Да, вот здесь уже, блядь, про ужас. Да, в тот день я это слышал уже несколько этих, ну, не знал, как это все комментировать, блядь, этот уёбка. Ужас. Хохлы. Движуха метр, блядь, измеритель ректальный. Застой. Ужас. Хохлы. Вот типа такой хуйня. В минеральных водах взорвали ларек с фейерверками. В Новосибирске взорвался банкомат. Горючую смесь сбросили на автомобиле в Ленобласти с квадрокоптера. В Екатеринбурге в полицейский автомобиль прилетел коктейль Молотов. Это новости только за сегодня. Уже второй день продолжится фаер-шоу. По всей стране всего совершено более 20 поджогов. Вот это, мне кажется, ужас. Пиздец. Ну да, меня порой поражает, мне кажется, блядь, нахуй, реально, блядь, этот пидор Путин, нахуй, до такой степени уже, нахуй, стал старым ебанутым, блядь, что со своим каким-то словом ужасом, блядь, пытается, блядь, напугать, я не знаю, нахуй, людей или чего, блядь, или разговаривать со своими внуками, что ли, блядь. Такое чувство, блядь, нахуй, в тот день, я когда это услышал, не поверил, нахуй. И во всех каналах это прокручивали. Я не мог понять, нахуй, о чем он говорит, уебок. Пиздец. С ним, точнее, блядь, его слушать, себя не уважать, я думаю, нахуй надо. Потому что без нас его все комментарии нам выведут, преподнесут. Лучше их послушать, чем его самого, блядь. Так, вот это меня убило, нахуй. В нью-йоркском метро нелегал из Гватемалы, прибывший в США в 2018 году, облил горючей жидкостью женщину и поджег, блядь. Меня убило это, нахуй. Я, видя этот видос, я охуеваю. Горит, и никто не тушит ее, главное, блядь. Никто не хочет спасать. Вот, горит,
И никто не тушит, блядь. Вся горит, стоит она. Никто не тушит. Она умерла. Просто я в ахуе. Как можно смотреть и не тушить? Главное, его взяли. Маленький какой-то уебок, нахуй. Гватемала. Где-то ебенях, где-то нахуй. Там внизу где-то, блядь. В сторону Мексики, внизу, наверное, да? Если не ошибаюсь, блядь. Ну явно эти, блядь, многобожники ебанутые, нахуй. Нахуя, блядь, это такое делают, да? Ну тоже шиза какая-то, блядь. Женщина скончалась, видео чудовищное. Этот вопиющий случай сильно подставил нелегалов, которых собирается выдворить Трамп, и сплотил ее сторонников. Трамп обещал закрыть границы в первый же день своего президентства и выдворить всех нелегалов из страны. Сложно представить себе, как это будет выглядеть и чем эта история закончится. Ну, чем закончится нахуй. Особенно это нашему любимому этому, надо сказать, который бежал, блядь, Алтынай Валитов, блядь, как говорится, Хайрщига Жилькорши, который, блядь, нахуй, когда его говорили, блядь, заедь сюда в Европу, он бежал в Америку. Ну вот примерно вот таким, блядь, петушатникам, которые бежали нахуй из Башкортостана, с Татарстана, не говоря, что, блядь, узкожопый мир бежал, блядь, там, сука, полигонами, блядь, нахуй. Вот. Посмотрим, как их будет выкидывать нахуй и куда они, блядь, будут отчаливать. Посмотрим, как это будет происходить нахуй. Ну а так, мне кажется, это будет просто пиздеж опять. Опять скажут нахуй, нихуя никто никуда не поедет нахуй. Опять переиграют, и вот и все. Опять то же самое, петушиные бои нахуй. Пиздобольство. Рейтинг набивают, понимаешь ли, блядь. Чтобы пытаться, так скажем, точнее, пытаются Трампа возвысить, чтобы его уже заранее боялись. Примерно вот такая хуйня. Потому что сколько лет говорили в этом, получается, в Европе, что вот выселят. Блядь, никто никого не выселяет нахуй. Никому ничего не нужно. Если начинается это выселение, начинаются бунты здесь. Они знают, что это такое, блядь. А им эти бунты нахуй не нужны. Вот так вот. А бунты здесь бывают жесткие. Это не Россия нахуй. Здесь выебут и высушат. Особенно во Франции, блядь. Если такая хуйня будет, пизда будет. А в Америке я не знаю. Там бывают бунты или нет. Вот так вот. Так. Идем дальше. Так. Инсайдер. Украина. Первое подразделение украинского легиона, которое формирует в Польше, уже поехало в Украину. Посол Украины в Польше Боднар. Обучение первых добровольцев легионеров продолжится на украинских полигонах. Количество добровольцев посол не называет. Вот теперь опять возвращаюсь в Башкортостанга. Мне Курдегес каких-то людей, они уже как бы подготовили, да, ведь получается, Петро Лещенко, украинцы не будут рабами Москвы. Салям. Само собой, и никто не хочет быть рабами Москвы, особенно Башкортостан с Татарстаном. Наши манкурты, как говорится, хотят, почему? Потому что они, так скажем, пока сосут, так скажем, блядь, нахуй, из этой власти, что могут. А мы, как говорится, такого, как говорится, сосания, так скажем, не хотим. Как говорится, мы хотим, наоборот, в рот надавать Путину и так далее. Всем вот этим сосаторам, блядь. Так. Получается, если в Польше вот такая тема, легион какой-то подразделение подготовили, кто такие? Раз это вопрос. Явно это смесь бульдога с носорогом. Там не только украинцы, там весь мировой сброд собрался, я думаю. И понимая вот такую тему, почему я постоянно предлагал и предлагаю Башкортостану, Татарстанга сообразить свою какую-то дивизию, свою какую-то общую, так скажем, совместную башкортотарную шунды легионом. Вот примерно вот легион. Имя даже вышло, да, ведь легион, да. Но легионом как-то не хочется называться. Почему? Потому что есть уже узкожопый легион какой-то свободной России. Нахуя как они быть нам? Нам надо, блядь, просто башкортотар, олга, урусны сыгырья нахуй. Вот и все.
Вот наш девиз, блядь, урысны сырья, пока нахрен Башкортостан, Татарстан не будет независимым. Нам не надо под кого-то подстраиваться, названия какие-то нахуй. Главное нам собраться. Собраться на земле украинской для того, чтобы в первую очередь помочь самим себе и тем самым помогутся само по себе это положение, наше движение поможется и Украине, и Крыму. Поэтому заинтересованность Зеленского должна быть такая, что Крым, который отобран когда-то в 2014 году, блядь, нахуй, этой пидорасии, он вернется. Но куда он вернется, он сам будет решать. Хочет независимый Крым будет, хочет с Украины, похуй, не нам решать, блядь. Хазарин дошел Крым, Турунайн, Башкана, Хатраха. А вот мы, Башкортостан, Татарстан, мы будем точно независимые. Вот это наше, как говорится, желание. Поэтому, если интересно украинцам, я всегда говорю, передайте мои слова, познакомьте меня с людьми, с кем можно разговаривать и решать эти ебаные проблемы. Я вам постараюсь их решить. Я соберу народ, я подниму народ, иншаллах. Главное, чтобы вы поддержали меня оружием, боеприпасами и движением через Башкортостан с Татарстаном. Вот мне вот этот коридор интересует. Напрямую Москву ебашить я не собираюсь, потому что это ваша волна. Вы в Крым зашли, в Курске зашли, значит по Курску вы должны ебашить с левого фронта до Москвы. Это я вам дарю. Москва ваша, в вашем репертуаре. А мы через Башкортостан с Татарстаном пойдем с правого фланга, освобождая наши все земли. Понимаете, цель такова. Вы освобождаете свое, с кем хотите там внутри, хоть с Африки зовите людей, похуй мне. А мы освобождаем свое. Но цель наша уничтожить Москву. Вот только таким темпом мы можем что-то добиться. А так по-другому никак. Вы будете дохнуть, вы будете просить, собирать людей. Не знаю, долго это все будет происходить или нет, но Трамп, я так понял, блядь, может в любое время сыграть, блядь, в плохую игру, блядь, против всего этого дерьма и просто, блядь, раскидать все как есть, нахуй. Крым, само собой, никогда не вернется Украине, таким образом, другие земли тоже не вернутся. В итоге вы останетесь только в окружности своего Киева. И все. Расширения у вас нихуя не будет. Если Башкортостан с Татарстаном, Ичкерия, я еще не говорю, да, ведь там Черкесия, как я понял, они тоже 50-50 мусульмане, и Дагестан. Короче говоря, Кавказ. Кавказ, Башкортостан, Татарстан, если не врубится в эту тему сейчас, в данный момент пока горячо, то Украине, ну, я не знаю, блядь, тужиться надо, тужиться. Так, инсайдер. Могилы военных на свалке обнаружили в Ессентуках. Ну да, сегодня тоже как раз таки об этом я увидел, я охуел. Получается, посмотрим-ка, что за хрень. Могилы на свалке. Город Ессентуки, 9 декабря 2024 год. Вот приехали и охренели. Вот. В каких тут условиях бойцов наших хоронят. Вот тут болотистая местность. Ложбина, тут строительный мусор. Свалка здесь была. Теперь вот подгребают и прихоранивают. Вот куча мусора вокруг. По большому счету, ну, короче, бывшая свалка. Вот такая ситуация. Из руководства города и те люди, которые здесь должны за все отвечать, ничего они по существу рассказать не могут. Вот свалка, блядь. Ну, как бы не бывшая, она и есть свалка. Я смотрю, не бывшая. Блядь, это и есть свалка, нихуя не бывшая, блядь. Там дальше смотреть я не вижу смысла. Короче, это... Смысл какой? Ну, в любом городе, за городом
за городом города любого, да, или деревни любого, есть такое место, типа, куда народ все равно закидывает мусор свой какой-нибудь там, строительный, да и вообще, блядь, мусор. И вот создается мусорка, блядь, на пастбище, блядь. Вот вам нахуй такая же хуйня, блядь. Участок для захоронения погибших на войне в Украине выделили на месте бывшей свалки, на кладбище Франчиха. При этом на бывшую свалку продолжается свозить мусор, пишет Лем мобилизация новости. Чиновники мэрии и администрации кладбищ проблемы игнорируют, мусор просто прикапывают и продолжают сохранить бойцов. О каком уважении к усопшим тут может идти речь? Хуйня это? Потом, блядь, эту свалку разровняют, кладбище разровняют, и вам еще дом построят тут, там, блядь, какой-нибудь там элитный дом нахуй будет на костях, блядь. Так что это пидорасия. Все по-пидорастически. Так. Парвина Абузарова. 4 года за призыв не отправлять мужей и сыновей на войну. Если вы прочитали это сообщение, то, пожалуйста, не отправляйте своих мужей и сыновей на эту войну. Такое сообщение в ноябре 2022 года написала в инстаграме татарская блогерка, предпринимательница и дизайнер одежды Парвина Абузарова. И сразу получила уголовное дело. В этом тексте судебный эксперт-лингвист усмотрел признаки призыва к действиям, направленных против безопасности российской пидорасии, а именно призывы к неявке на военную службу с целью уклонения от ее прохождения. 13 февраля 23 года в ее квартире прошел обыск, сама Парвина была задержана и ей предъявили обвинение по статье 208 УК РФ. Эта статья касается публичных призывов к действиям, угрожающим безопасности России. Как отвечает правозащитник, именно она активно используется в судах для преследования людей, выражающих антивоенную позицию. На суде Парвина своей вины не признала, она зачитала ходатайство о привлечении уголовной ответственности сотрудников, которые провели обыск в ее квартире. Ее взыскание компенсации в размере 15 миллионов рублей с ФСБ за моральный, физический и материальный вред. Похоже, ФСБ это не понравилось, и Парвину Абузарову приговорили к 3 годам лишения свободы в колонию общего режима, несмотря на наличие 2 несовершеннолетних детей. А позже суд апелляционной инстанции еще ужесточил приговор, добавив лишение права заниматься административной, электронной и информационной сетей на 1 год. История Парвины это не единый случай, правительство отмечает, что статья 208 статьи 4 с начала войны в Украине активно используется для подавления антивоенного настроения, а после ее новой редакции от ноября 2024 года под нее можно подвести вообще практически любое высказывание, которое не соотносится с политической властью. Это тематика, ну понятно. Короче, давайте послушаем ее. Что за хрень? Кто такой? Пожалуйста, нет. Гребаный интернет, блядь. Грузит. Отправляйте своих мужей и сыновей на эту войну. Такой пост в ноябре 2022 года в своем инстаграме написала татарская блогерка, предпринимательница и дизайнер одежды Парвина Абузарова и сразу получила уголовное дело. В этом тексте судебный эксперт... Это рассказывает вообще другая, а там, да, в хиджабе вроде бы мусульманка Парвина, но явно имя, конечно, странное, таджикское какое-то имя, Абузарова. Парвина это точно это таджикское имя. Короче, понятно, смесь бульдога как с носорогом, как и я. Наверное, такая. Нечистый татар. Привет, Чебаркуль. Так. Понятно. Короче говоря, засунули ни за что 4 года. Интересно. Потом погуглим ее. Кто такая вообще она была. Ну вот, получается, значит, каждый из нас, который сейчас про то, что, блядь, мы хуячим, как говорится, Москву, получили, значит, по этой статье. Ну, мы, значит, уже понятно. Мы приговоренные в итоге, получается. Поэтому... Сегнеп ресейге қайтып беруінің файдасы жоқ. А то меня, блядь, кеше бір жаза комментарийда Куршик, Уфада, туда-сюда, блядь, удивляют люди, блядь, нахуй. Кімсің, нәрсәсің, жазу жоқ деген. Танышу мағынасы сразу Куршик шай ішеміз.
Это из той категории, блядь, нахуй, явно, блядь, засланные казачки Хабирова, блядь, которые хотят увидеться. И сразу, наверное, тебя упаковать, наверное, хотят. И сидят, наверное, как раз-таки в этом Куштау-Байраме и везде в других местах. А мне это с Куштау-Байрама пишут, блядь. То один писал, то другой писал, блядь. Я такие непонятные сразу, блядь, нахуй блокирую, блядь. Ну, шлай. Шондыхаль. Так. Введение западных миротворцев решит демографическую проблему в Украине. Представьте, 40 тысяч голодных мужиков и сотни тысяч голодных украинок. Преподаватель КНУ имени Шевченко. Нихуя себе. Давайте послушаем, что за хуйня. Вы представляете, как это решить демографическую проблему сразу в Украине? Миротворцы. Минимум 40 тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских, понимаете? И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели выехать по тем или иным причинам, и мужья, которых или на войне уже убиты, или покалечены. А ты что думал, Салям? Короче, понятно. Это понятно с Украиной. Но я вам постоянно башкортларга, татарларга то же самое говорю. Sizni boshqirt ham tatarlarni kim sigir ekan, a? Наверное, rahmat aytirsiz, хотя бы qozoqlar kelib sigir ketsalar endi. Удовлетворить etib ketsalar. А вдруг урыслар siga, если Украина ляжет под них, а? Потом ведь урысларга siga. Опять получается, Башкортостанда, блядь, узкожопый мир создастся, блядь. Больше станет их нахуй. Татарстан, само собой, нахуй. Только в две щеки будет брать нахуй. Они же любят нахуй узких. Вот так вот. Шундыхаль. Поэтому, как говорится, как это говорят, крепчайте, крепчайте, или как там, блядь. Нагагаз, блядь. Пятаевизна нахуй. Трепкуевиз лучше сразу лучше, блядь. Трепкуевиз нахуй. Скажите нахуй, все. Я не ебусь нахуй. Так. Министр образования России заявил, что у русского народа есть дополнительная 47-я духовная хромосома, которой нет у других людей. Это хромосома православия. Образование России? Нихуя себе. Мало написать дикую какофонию. Для ее концертного воплощения нужен коллектив извращенцев, который возьмется ее исполнить. В соответствии с нотами необходимо рыгать, скрипеть, тринкать, визжать, ломать балайки, запускать анальные рулады, хрустеть и т.д. Если не будет такого оркестра, то какофония останется на бумаге. Не искалечит ничьих ушей, никакого не доведет до эпилепсии. В России Путин заслуженный какофонист. Постоянно пишет новые, все более бредовые шедевры внутренней и внешней политики. Они призваны сотрясти своим звучанием мир. Министр образования – важный персонаж путинского какофонического оркестра. Он не только озвучивает российский бред диктатора, пропагандирует русский фашизм, мракобесие, но делает этот набор обязательно для школ. Кравцов туп, угодлив и феноменально невежественный, что делает его идеальным главой Министерства образования. Удивительно, что у министра так мало орденов. О самом Кравцове почти ничего не известно, кроме того, что он появился на свет в Гриффит Университи в результате неудачной попытки клонировать карликового кенгуру. Ученые были в ужасе от результатов эксперимента, но российская разведка купила уродца за 17 тысяч австро-долларов, увезла в Москву, где он был зачислен в ЕР. А затем и министры. Нихуя себе. Так. Ищи свою Башкортостан. До нас дошла новость, что в Альшейском районе из более чем 200 мобилизованных в 2022 году остался в живых только один человек. Заслуга Хабирова. Вчера Рамиль Рахматов пил водку за своих убитых друзей и в пьяном угаре клялся отомстить хохлам. Обещал всеми силами участвовать в пропаганде, что отправить еще больше мужиков из Рюмска умирать в Украину. А кто такой Рамиль Рахматов, блядь? Интересно, блядь.
Рамиль Ахматов, кто такой нахуй? Татар башкорт кызы белән танышырга тырышам, һаман булмай. Юк инде, юк, булмый инде, булмагач, хуй поделаешь. Миндә дә шулай. Так. Так, Рамиль Рахматов, давайте посмотрим, чтобы я не ошибиться. Это что за хуй, блядь? Посмотрим рожу его, блядь. Погуглю. Не из этого, аспекты, хуекты. Кто такой, блядь, Рахматов, блядь? Рамиль Рахматов, блядь. А, ну это он, да, пруфы, блядь. Черт ебаный, блядь. Понятно, все. Все, understand. Так. Так. Махмуд Аль-Хасанат. О, Башар, не зря твоя шея была сотворена длинной. Да, это тоже я чуть-чуть прослушал сегодня. Про Башара. Ну, я читаю все подряд по порядку. На самом деле, да, у Башара что-то длинная шея. Получается, Аллах Та'аля таким пидорасам, получается, дает такую длинную шею, наверное. Для чего-то непонятно. Ну вот он в своем эфире повествует то, что, наверное, он будет повешен за эту длинную шею, говорит. Типа вот, типа того. Ну, не знаю, короче, там, ну, надо слушать, я как бы все это озвучивать не могу, но суть главная, то, что он говорит, что нужно радоваться, то, что Сирия победила этого пидораса. Поэтому нам еще рано радоваться за эту пидорасию, поэтому нам, чтобы как Сирию взять в свои руки, эту всю пидорасию, нужно, как говорится, постараться. Вот так вот, потому что они тоже еблись, кстати, блядь, 13 лет, как все говорят, да, 13 лет. А может еще больше, блядь, 13, это мы, которые мы примерно знаем. А его отец, этот хуй, был еще какой-то, грубо говоря, 50 лет, блядь. 55 лет, 53 года, вот так. В итоге полвека, нахуй, эти суки держали. А тут, блядь, четверть века этот чупашила Путин нас 25 лет уже гнобит, блядь. 25 лет мы его не можем чпокнуть, блядь. До такой степени мы трусы, что ли, а? Не, ну, мин олнамын шуны, блядь, а? Шуны ведь енді 25 жыл ішінде ведь енді, блядь, 25 мәртә сігіп болар ей, блядь. Хотя бы елына бір мәртә башынан нахуй сектіргәш бір нәрсе білән. Давно сдох бы уже. Так, что тут пишет, блядь? Майкл Маки, давайте почитаем. Один из героев нашего сериала недавно покинул тюремную клетку и отправился на фронт. Речь идет о военноблогере 13-м. Ну, том самом, который делал вид, что воюет, а на самом деле сидел в каком-то комнате в тылу. После его ареста его начали разоблачать его же коллеги, и почти никто не вступился, а ахматовцы, которых разоблачал уже он, нанесли ответный удар. По его словам, его буквально пытали. Теперь он на передовой, непонятно, долго ли проживет, поэтому разоткровенничал. Давайте же погрузимся в его актуальную историю, которая, как и всегда, рассказывал солдат, полна трусости, измены и обмана. Ну, тут надо слушать, нахуй, понятно. Как-нибудь потом. Вот так вот. Ну, это каждого ждет. Башкортостан да шундук. Халь. Вот такой черт, который в тот день выступал, мы, ну, потом еще покопаемся, под него еще много чего нарыли мы. Этот ублюдок, депутат. Ну, вот такие депутатушки, блядь, и будут гнобить, нахуй, любой башкорт, блядь, тотарно. Вот такая вот хрень. Поэтому я считаю, что Башкортостан, Татарстан, никто не должен, блядь, нахуй ехать. Вообще уже все, заебали вы уже, блядь. Остановиться вам надо, блядь. Чтоб на Москву остаться, вы должны еще, блядь, живы, ёпта. Так. 23 декабря. Опять Невзор. WhatsApp с высокой вероятностью заблокируют в России. Депутат Стрелцов назвал вероятность блокировки WhatsApp в России высокой.
В РФ собираются блокировать мессенджеры, в частности WhatsApp, если те будут отказываться от срочно предоставлять все данные пользователей и содержание их аккаунта по запросу органов. Польза от начинания есть, всем станет очевидно, кто из мессенджеров сотрудничает с ФСБ. Если не запретят, значит точно сотрудничает и все сливает ФСБ. А если не запретят, значит точно сотрудничает и все сливает ФСБ. А, будем засекать, окей. Невзоров вроде бы тоже был из политиков. Не тупой человек. Умнее уж, чем Миндан. Кура. Так. Мен әлі 3 күн ширлеп яттым әлі мен. Ширлеп яттым 3 күн. Мында yok, не до спорта, мында. Блять, кроваттан тұрып болмады. Құсасы келе, бош әйләнә шулай. Ойлар сегіліп бітті. Так. Ни за что не догадаетесь, что происходит на видео. Так. Рассказываю. Это жители одной из микрорайонов Владивостока празднуют появление асфальтированной дороги на улице. Этого события они ждали 10 лет, поэтому в честь него устроили танцы, фуршет и детский утренник. Вы только представьте, всего каких-то 10 лет, и у людей появился асфальт. Сверхдержава, не иначе. Ну да, ну вот. Ну да. И во всех, нахуй, пидорасии регионах, блядь, то же самое, блядь. Они строят дома, потому, ну, строят, а дома, как бы, строят это экскаваторы, блядь, гусеничные, всякое вот это поеботина, тракторы и так далее, да? Им нахуй асфальт нужен, да, ведь? И вот таким образом они заканчивают стройку, строят там 50 домов, блядь, по 50 этажей, нахуй. 500 нахуй квартир, или 5000 квартир, да, сколько это можно сказать, блядь. 5000 квартир построят, блядь. Дорог нихуя нет, ничего нет. Как хочешь ползи, по грязи. Туда, блядь, нахуй. Вот и все. Вот так, блядь. А наблюдая я Норвегию, Германию, вот это, все вот эти места, я всегда наблюдал. Всегда европейцы строят сперва дорогу, строить, чтобы туда доехать по асфальту. Нормальный цивильный человек, блядь. И эти гондоны узкожопые, Башкортостана, Татарстанга говорят, что они цивилизацию нам принесли. Это сикканляр, блядь. Вы просто вдуматься в это. И они строят, европейцы, асфальт, чтобы доехать до пункта назначения по асфальту. Сделав асфальт, потом начинают строить дома. Это вот цивильная страна. Башка, потому что у них варит, а не у каких узкожопых, пробитые нахуй, очком нахуй. Тупорылые, блядь. Понастроят, блядь, по болоте, потом ходишь, блядь. Ну ты зато в элитном районе живешь, блядь. Только гости, которые захотят приехать, покупайте резиновые сапоги, нахуй. Без резиновых сапогов вы охуеете, да? Или что-то в этом роде, блядь. Так же и в этом было, блядь. В Подольске, блядь, Подмосковье, блядь. Ебучих всяких районах в ихних. Главное, блядь, нахуй. Начало есть, начало асфальта есть. Вот представьте, заезжаешь в дома, есть асфальт. Вот главная улица, есть асфальт. Все, вот в дома заехать, нихуя нет асфальта, блядь. Ты охуеваешь, блядь. Главное, блядь, чистые машины подъезжаешь, а грязно уезжаешь, потому что ты хуй оттуда выйдешь. Болото и красный вот этот, блядь, перекопанные, там все перекопанные, потому что строили дома, перекопанные все. И не серая земля, а красная глина, нахуй. Грязь. Так, в РФ растет поголовье старых советских пионерок. Ой, блядь, что за пиздонерки какие-то. Девочки, с левой ноги. Ёба дались нахуй. 3-4. Раз, два, 3-4. 3-4. Ебанутые. Вот с такими бабушками далеко точно не поедешь, нахуй. Вот по идее, Блёхтан
Bizni nenelerimiz, qortataylarimiz o'tib ketgani ham aybat ekan. Представьте, у нас были бы вот такие бабушки, дедушки. Представили, да? И с одной стороны, Аллах шкур, они этого не видят. Все, они как бы свое получили, накосячили, ушли. По сути, их тоже как бы мы не можем лелеять, любить. Ну, любить-то любить будем, но имеется в виду со стороны ислама мы их как-то не можем как бы, так скажем, плюсовать в ту сторону, то что они были коммунистами, блядь. Коммунисты были и эти, так скажем, блядь, атеисты. Поэтому, исходя от этого, ну, не все, конечно, но по крайней мере. И их уход, наверное, Аллах не зря, как говорится, их забрал. Ну, само собой. И старые эти там помоложе их, конечно. Но, по крайней мере, ебанизм, нахуй, вот этого коммунизма, если уж ощущается даже в 21 веке, ну, мы реально, точнее, не мы, блядь, нахуй, это пидорасия, реально живет какой-то в жопе, что называется, это, я не знаю, блядь, хуй его знает, блядь. Что тут написано главное, блядь? Опять Невзоров. В десятках городов бодрые старпёрши выкапывают из схронов значки и красные галстуки, сколачивают дружины и начинают свой марш. Куда идти они не знают. Но единственное место, куда им имело бы смысл направиться, это знаменитый Репербан в городе Гамбург. Только там извращенцам Геронт Офилам предлагают старушек в скаутской и школьной форме $150. Советские пионерки за 60 будут отличным пополнением в рядах репербановских красоток. Нихуя себе. Эй, блядь. Репербан, иногда его также называют Kids. Это центральная улица квартала развлечений для взрослых и красных фонарей в Гамбурге, на севере Германии. Ну такую хуйню я, блядь, нахуй в этом видел, блядь. В Бельгии, блядь, охуел, блядь. Но там явно там бабушек нету, нахуй. Там нормальные тёлки, блядь. И там, блядь, минимум от 200-250 вот так начинается, блядь, с ними. Вот так. Улица красных фонарей, блядь, каких-то ебаных. Так. После атак БПЛА, СБУ и ракет ВМС и в четверг Новошахтинский НПЗ в Ростовской области полностью прекратил свою деятельность. Это был один из крупнейших НПЗ в стране. Молодцы. Вот, шунаргами айтам, мана парадос. Когда украинцы говорят, что они бомбят военные какие-то объекты по Татарстану, там, по Башкортостану, это нормально, окей. Но вот по нашим заявкам, нужно бомбить по хабировским, шаймийским и хуям, блядь, вот этим минихановским домам. По ихним домам надо ебашить. Именно их выкуривать надо с их домов. А для этого украинцы явно не подпишутся. Они же тоже, как те рота башкир скажут, мы людей не убиваем, нахуй. Поэтому нам, людям из Башкортостана, с Татарстана, должно быть похуй. Люди там, не люди, дети, не дети, нам до пизды должно быть это. Кровожадность, нахуй, этой войны мы должны, как говорится, показать им. Показательным образом. По-другому они не очнутся. То, что вы сейчас по Казани что-то прилетело из 8-3, что-то ёбнуло, это же куром насмех, нахуй. Хуйня, блядь. Хуйня, блядь. Если уж ебашите, нахуй, ебашьте вот этими, нахуй, далеко ебашащими, вам же добро дали вроде бы. Нахуй туда, блядь, дроны пускаете. Дроны пускайте поблизости. А в дальняк ебашьте, в дальнем ебаните нахуй огромным каким-нибудь бомбой, блядь. По Казани и по Башкортостану. Пусть, блядь, там огромная дыра, нахуй, посреди Уфы будет, нахуй. Центральный рынок, допустим, ебаните, нахуй, в Уфу, блядь. И центральный рынок Казани. Нормально, нахуй. Подохнуть народ, блядь. Ничего страшного.
Манкурты нахуй. Манкурты, хуйня. Пары нормальных, хуйня тоже. Хоть зато, блядь, азгенас сілкеті балырға, понимаете? Үшкіртірге керек аларны, блядь. А былай олар алмай кутағымны да. А вы церемонитесь нахуй. Церемонятся они, блядь, когда, чё? Сука, блядь. Менің қолда шындай әйбірлер болса, блядь, давно шулай ішлер ем, блядь. Так. Вот этот Альпаута я слушал. Альпаут вообще, вот мне что-то как он ведет, блядь, передачу, мне понравился. Вот этот Рамазан Альпаут. Так, туғанлар мен мында. Так, туғанлар мен мында, короче, у меня как обычно, блядь, интернет кидает нахуй. Короче, у меня как обычно, блядь, интернет кидает нахуй. Параша, блядь. Какую-то создать. Какую-то создать. Так, я здесь. Не знаю, что-то с интернетом. Нихуя, наверное, кто-то опять присасывается. Сука. Вроде у меня там пароль стоит, блядь. Ну-ка. Нет, подключено 2 только. Да, есть у меня, короче, так глуши, блядь. Твари, блядь. Особенно в эфире перемотка идет вообще мощная. Так, где мы остановились? Сейчас. Главное, что этот Сирии радуется то, что, блядь, нахуй получается, от Путина, блядь, получается, избавились или что-то в этом роде, блядь, и хотят как бы построить, блядь, нормальную жизнь. От Асада, само собой, плоско. Ну, пока у меня, вот видите, идет глюк интернета. Слава Украине, да. Алекс Ковель. Так. Слушать невозможно, блядь. Тут поиски интернет. Ну вот тут с Украины, как я понял, но живет где я не знаю. Вот он говорит, короче, Молдова готовит военную операцию в Приднестровье. Ну, вроде бы Молдова хочет отжать Приднестровье. Ну, давно пора, блядь, как говорится, забрать. Есть шанс, получается, вот этой военной, так скажем уж, ну, как всегда я говорю, блядь, печальной истории с Украиной, у нас шанс. У кого-то это шанс, и в этот момент шанса, если мы не используем Башкортостан, рассказывать сказки, нахуй, вот так надо было сделать, вот так надо было сделать, а вместо нас, блядь, нахуй, все уже, блядь, порешают, нахуй, другие, нахуй, люди, и все. И также все этой пидорасии, нахуй, будут править эти узкожопые, нахуй, и вся эта пидорасия с такой же и так далее, блядь. Что-то в этом роде, блядь. Короче, глюк эфира у меня идет, блядь. Сброс интернета или что, блядь. Просто тупит интернет у меня, блядь. Что-то происходит с интернетом, блядь. Не знаю почему, блядь. Хайван, блядь. Вроде, блядь, тут интернет есть там, блядь. Должен, он не должен. Пока еще меня расстраивать. Недавно только один интернет закончился. Сейчас это у меня второй, блядь, остаток. Я заебался уже пополнять их, блядь. Слабый, блядь, он еще не тянет, блядь. Надо в каждом телефоне сим-карту иметь надо. Чтобы, блядь, Wi-Fi не раздавать. Не тянет Wi-Fi. Ташагинский, блядь.
Нет, есть, блядь. 116 гигов у меня еще есть, блядь. Просто глюк. Записи, блин. А ты что думал, это ты с ТикТока? Мечетсин Талманом. С ТикТока ты? Если что, в ТикТок я перейду, потому что я одному чуваку тоже только что говорил, он сидит тут или нет. Мазут заливать пляжи Анапы, а власти ничего не делают. Ну да, насчет мазута, сегодня что ли слышал в новостях, вроде бы уже в сторону этого Керченского пролива, с Анапы, представили, да? В сторону уже Крыма потекло оно, все это дерьмо, блядь. Нахуй природы, грабеж природы, считай, блядь, бүтін Сібірні, блядь, китайлар, как саранча ошап еттілер. Полностью, блядь, эти, сука, узкоглазые китайцы, нахуй, выебали, нахуй, Сибирь. Все при Путине, нахуй. Не говоря о том, что еще услышал такую хуйню, что тайозы сраные, блядь. Поэтому, Туганар, срочным образом, бізге нужна независимость. Срочным образом. Независимость от этой, так скажем, всеми ресурсами и добавить свои еще дополнительные земли. Вот на днях я загружал одну карту, я охуел насчет одной карты, и там прям, я так и не понял, но это другую карту я нашел, где я его нахрен загружал, я об этом говорил или нет. Говорю, как всегда, с Куандыка до новой земли полностью нужно это делать Башкортостан и Татарстан. Все, другого варианта не должно быть. Чтобы у нас был проход к океану. И этот океан мы точно марать не будем, как этот Путин, блядь. Нет. У нас не было армии моряков. У нас не было морпехов. Никогда. Кроме СССР. Да ведь? И поэтому мы сделаем такую хуйню. Иншаллах. Мы сделаем это. Мы откроем для нас, для будущих наших детей, откроем этот проход. Потому что этот проход будет нашим, в первую очередь, как всегда я говорю, чтобы у кого-то в дальнейшем, после этой пидоресии, нахуй, что-то, блядь, не просить, нам только самим надо делать это все. Когда мы сами что-то будем делать, нам никто не будет предъявлять нам что-то, блядь. Понимаете? Никто не будет нам предъявлять. Что мы еще, блядь, которые хотят независимость. Там по дороге кто у нас? Чуваши, марийцы, удмурты, вот эти, Окша, Ирзя, Ингрия. Все они пойдут, само собой. Но для этого, не говоря еще вот этих, тех дальних узкоглазых, блядь, нахуй, сейчас, получается, вареники у корейцев тувинские. Все получали, блядь, нахуй, документы с Тувы, и их шлепают как тувинцев, нахуй. И вот такая хуйня, блядь. Ну, пока еще, нахуй, полноценно, блядь, вроде бы, блядь, их в плен не взяли, или что, блядь, нахуй. Ну, пока до украинцев они, блядь, живыми не дошли, я так понял, блядь. Не понял, блядь, чтоб допрашивать. Кто такие, что такие, блядь. 16 миллионов, что ли? Загадывали пожар в Россию, что же склад шахедов. Интересно, да. Ничего туда не долетело, а главное уничтожили. Вот это удивительно. 16 миллионов там долларов, короче говоря, на эту тему. Не понял, короче, который сегодня я первый раз наткнулся на него. Он говорит, что 16 миллионов из этой темы именно не то, что там, допустим, какие-то там металлы или что-то там. Короче, у меня пиздец интернет глючит. Я рад ТикТок экран. Ну да, сейчас я, наверное, просто мне кажется так. Я сейчас как раз переключусь, ну да, уже все, кэшебетте, короче, надо кэшевик. Короче, у меня интернет глючит. Ёбаный интернет, как меня достал он, блядь.
Так, bir kishigina qoldi menda, да. Так, сейчас я вот этот трансляцию закончу. Час 25, короче, потому что буду ТикТок, наверное, писать. Потому что в ТикТоке можно временами писать, временами не писать. А так интернет сега. Мы сега, блин, что-то интернет, блядь. Слабый сигнал. Что-то погода хуевая или что, блядь, дождь или что. Тупит, блядь. Тварь, блядь. Киряк Маганда, нахуй. Так, xayrli жамағат. Бүгін мен уже әзгіне так 1 сағат 23 минут стримді алып барам ютубта. 2 ютубта едім бүгін. Қазір тиктокқа кіреге болдым. Интернет бүгін әзгіне тупит. Попробуем вот таким образом макаром писать, короче. Как раз мы можем так... мы можем так әзгіне обмануть интернет. Потому что интернетка телефон бәйленген. Поэтому глюк у него идет. Так. И вот, про шахедов и про 16 миллионов. Короче говоря, запчасти они завозили, короче, получается, в этот Елабугу, это Алабугу, чертову, блядь, представили, да, блядь, это, когда это, блядь, это дохуя, когда это, блядь, это ебаное место открылось-то, блядь. Ну, минимум, блядь, 2-3 года, наверное, то сколько они делают? Мы как услышали это, наверное, 2 года, да, наверное, блядь. Не знаю. Получается, если кто-то его сжег, значит, и кто-то там, блядь, сделал, блядь, диверсию, нахуй. Если, блядь, шахед туда не долетел, значит, кто-то диверсию сделал. Или что-то не так, блядь. Непонятно, что там произошло, непонятно. Но мы когда-нибудь доберемся. Истина где-то рядом. Так. Так. Роскомнадзор ограничил доступ к Ютубу для всей России. Вот мне кажется тоже, блядь, YouTube, мне кажется, не работает, да, получается. Поэтому у меня только 3 человека вот сидят. Реально, из России, мне кажется, никто уже не заходит. Все, пиздец, мне кажется. Я так понял. В тот раз, я помните, в последнем эфире говорил, давайте сделаем, никто там мне ничего не сказал, давайте сделаем в WhatsApp группу, и через этот WhatsApp будем подключать всех желающих, кто захочет. Но потом, блядь, только что читал, да, это уже и WhatsApp хотят заблокировать. Пиздец, нахуй. Не знаю, как вы будете смотреть, блядь. Ну, реально, железный занавес, блядь, у вас. Железный занавес, товар. Блин, блядь. Аллаға шүкір біз, блядь, шығып тұрғанбыз, блядь. Так. Ну да, вот YouTube заблокирован, в РФ конституционный эксперт. Сегодня объем трафика упал до мизерных 20% от нормального состояния. Наблюдается усиленная планомерная блокировка. Кемдер барма Башкортостаннан. Вот есть кто-нибудь из 5 человек, кто-нибудь из Башкортостана? Напишите, вы можете смотреть меня спокойно или нет? Вот это мне интересно. Если не можете, тогда вам надо реально в ТикТок заходить. ТикТок, наверное, же можно открывать через какую-то хрень все равно. Через VPN. Так, идем. Вот это меня убило, блядь. Президент Кыргызстана призвал Европарламент не вмешиваться во внутренние дела страны. Как они могут, находясь за 1000 километров от Кыргызстана, знать, что тут у нас происходит? Если вас так беспокоит этот вопрос, приезжайте к нам. Мы вам не враги, мы дружим и сотрудничаем со всеми странами мира. Однако мы независимые и суверенные
государства и вмешиваться во внутреннюю политику страны не нужно, заявил президент Кыргызстана Джапаров, комментируя резолюцию Европарламента о положении в области прав человека в Кыргызстане. На днях Европарламент принял резолюцию о положении в области прав человека в Кыргызстане и по делу лидера партии социал-демократа Темирлана Султанбекова, который был задержан по подозрению в подкупе голосов. Партию после этого отстранили от участия в выборах. Ну, что я могу сказать? Я уже давно говорю об этом, наверное, блядь, да, ведь уже несколько месяцев, несколько раз уже конкретно говорил вам, блядь. Нехуй, блядь, ставить какого-то тюремщика ебаного нахуй в президенты, блядь. Что, другого не могли найти, что ли? Путевого, который не будет нахуй сосать, блядь, у Путина, блядь. Он же у вас сосатор у Путина, нахуй. И потом, блядь, меня надо потом Кыргызстан, блядь, начинать выебываться. Не трогай нас, блядь, мы такие ровные, блядь. Ну, если вы ровные, нахуй, 3 раза поменяли президента, какого хуя его выбрали, блядь? Который сосет хуй у Путина, блядь. А? Вот ответьте мне, напишите мне комментарии. Если тут есть кто-нибудь из Кыргызстана. Поэтому, туғанлар, если сіз бізге реально туғанлар, как вот казахлар кебек, то вы, блядь, должны конкретно к этому, блядь, относиться вопросу серьезно, а не хуйней маяться. И топить только за честные, нахуй, выборы и демократию, блядь. Против Москвы. Вы должны быть против Москвы, нахуй. И сжечь, нахуй, свои красные паспорта, нахуй. И пиздуйте домой из России, блядь. Узбекам об этом говорю постоянно, блядь. Таджикам, кыргызам, всем, блядь. Я же вам говорю, блядь. До этого таджики были. На днях только это высказывался. Столько вот до него пиздец у меня негатива, блядь. Тот день только вчера увидел, блядь. Таджикам... Мы увидели таджиками, что произошло. Потом ждали, кто же будет, нахуй. Узбек. Самокатчик, ёбаный в рот, блядь. Потом... Кто потом? Сейчас остается очередь кыргыза. Вы не думаете, блядь, что кыргыз пролетит, блядь? До этого, помните, летом я еще говорил, что, блядь, с этими какими-то хуями подрались в какое-то кафе, блядь, и засунули этих кыргызов, получается, уже в обезьянник, и в итоге хотят отправить на СВО. Было дело? Было. Уже было с вами, по идее, дело. Уже вас сунули, как говорится, носом в дерьмо это. Военную операцию, блядь, эту ебаную. А вы еще до сих пор думаете, блядь, с кем же нам дружить, блядь? Сосать у Путина или все-таки не сосать ни у кого, а дружить со всем миром? Определяйтесь, блядь. Понимаете? Вы же такие герои, блядь, нахуй. Снесите этого ебаного своего, ебаного, как он, Джапарова, блядь, нахуй. И не надо мне говорить, нахуй, не учи, блядь, вы там, как этот, ну, сейчас дойдем до этих комментариев, от узбеков почитаем, блядь. То, что, блядь, нахуй, вы сами в дерьме, само собой. Башкортостан и Татарстан внутри России, мы в дерьме. И мы хотим выйти оттуда. Но вы-то вышли. Вы-то вышли. Шикан кеше, ничего, блядь, от какой-то киля, блядь. От какой-то килмәскәй шиккач, блядь. Кутакка сыз қайтып келдіңізме? Көчеләрне, Шиприяны, Москвада. Павлодарайки, блядь. Так. Вот здесь интересно, я вчера выцепил одну вещь, блядь, еще. Из Фейсбука что-то скидывал, хуй знает, что это такое. Так. Вот, детский сад Балашак. Вакансия воспитателя. В мусульманской, татарской, башкирской детский центр требуется воспитатель. 40 000 рубль зарплата. Мына оңнадық енді. Оңнадық. Воспитатель 40 000 рубльға жүруге тиіс екен. 40 000 рубль деген нәрсе деген ол қазір. Мана 40 000. Давайте вот, я, блядь, не поленюсь, зайду сейчас конвертер плюс. Давайте вот, давайте сейчас зайдем. 40 000 рубльны бүгінгі курсқа бәрі қараймыз. 40 000 рубль. Мана бүгін ол 395 доллар 379 евро екен. Өзбек ақшасына 5 104 000. Блять, или как, я не знаю, 5 миллион, наверное. Қазақ ақшасына 206 000. Қазақ ақшасына 206 393 бола екен. Вот примерно қырғыз ақшасына 34 379 бола екен. Ну вот представьте. И Украина 16 629 гривни. Вот представьте, за 40 000 рублей
Башкортостанда. Поделим его на 30 дней. Как можно прожить? Объясните. Если килограмм мяса стоит минимум 500 рублей. Вот как может это воспитатель прожить за 40 тысяч, блядь, с детьми, с мужем и так далее? Ну, муж явно на СВО. Вот вопрос. После этого вы думаете, что вот эта пидорасия, получается, допустим, вас же к этому настраивает, победив Украину, добавит вам зарплату. Нихуя туганлар. Победив Украину, зарплата у вас не добавится, поймите, что не в этом суть. Суть от этого, блядь, у вас ни хорошо, ни плохо, наоборот, хуже будет. Хуже будет, но хорошо не будет. И те, которые сейчас получают 200 кусков в этом ебучей войне, блядь, если они останутся какие-то живы, вернутся, они уже не будут получать эти деньги. Все, они будут искать работу. Есть процент инвалид, или процент нахуй, минимум, блядь, вот таких всяких ебанутых, маньяков минимум будет там, блядь, тюремщики. Остальная вот эта вся басота, которая будет нахуй, инвалиды нахуй еще вдобавок. Вот это вас ожидает. Вот это вас ожидает. Вас больше ничего не ожидает, блядь. Шумдыхан, Дюслар, поэтому зарплата, конечно, просто убивает, блядь. Вот ВКонтакте как раз в тот день роясь, увидел одну вещь. Ну, так, скрин сделал. Ураза Байрам во дворе соборной мечети Уфа, 1945 год. Спасибо нашим бабушкам за то, что сквозь холодные годы атеизма и безбожия сохранили и донесли до нас религию наших предков. Да простит Аллах и грехи и ведет их в райские сады. Да, донести-то донесли, но Харбарабис мусульман мекен. Манашуна Сурапалина Юзюздан. Мы же, блядь, манкурты. Все же манкурты, которые топят за русню. Как от вас не быть? Вы же и атеисты, и манкурты, и все в одном флаконе у вас, блядь. После этого эти бабушки молодцы. Bizning nanaylar, abilar shab, Allohga shukr. 45-yilni namoz o'qiganlar. Ufada, Uranda. Xotinlar gana, abilar gana yolliqda. Irkishi yo'q вообще. Как это так? Их построили, интересно, почему-то, я не знаю. Во дворе соборной мечети. Наверное, получается, непонятно. Может, это один кусок двора были женщины, а в другом куске были, наверное, мужчины. Или внутри мужчины. Такого не может быть. Непонятно. Значит, много людей могли ходить туда. Значит, все люди туда поехали. Если и внутри забиты, и наружу стоят только одни женщины, значит, одна часть женщины были, наверное, другая часть мужчины. Примерно так можно понимать. Есть, ну, допустим, Ураза Байрам. Вот так, наверное, прошел он. Интересно у них. Но самое интересное, что 45 шла ухаганлар, и явно, когда они заходили туда, там не стояли всякие менты, их не пропускали, наверное же, через, как говорится, металлоискатели, блядь. Понимаете? Вот этим они могут гордиться. А мы, как читаем сейчас, Москвада, Хамбашкирилада, через металлоискатель. Плюс еще на пол рожи ложат, блядь, и топчат мечети и говорят, блядь, кого-то ищут, непонятно кого, блядь, мечети, кого можно искать, блядь. Шулай. Поэтому, как говорится, ими мы гордиться можем, но не нами. Нами нечем еще гордиться. Мы еще горды и шишляганабызюк. Кроме того, что Украин утырып Украин утырып кына йөрибез. Әле бер нәрсә без йотоклы эш эшләгәнебез юк. Только проигрышные дела мы делаем, блядь. Джаханнамские дела, шайтанские дела мы делаем, блядь. Которые, потому что главный шайтан там к этому, как говорится, вас подзывает.
Вы идете по его пути, и, как говорится, вы не можете понять, где ложь, где правда. Вот задача наша. Херовая. Туланлар. Сейчас как раз до комментариев дойдем. Так, сейчас я это запишу. Исем берегу именно. Так. Стрим номер 1. Так. Что за нахуй? Так. Ну да, так более-менее будет тянуть, потому что 2 ютуба он что-то сегодня решил не тянуть. Вообще, гаденыш. Тупойский, блин. Не тянет и все. Так. Теперь вот перейдем к тем комментариям, которые мне накидали вчера, позавчера, что-то в этом роде, пока я валялся тут. Итак, ну я там-то голосовым ответил, но хочу теперь более прочитать, теперь более интересно и каждому отдельно ответить. Я, ты знаешь, в любом положении, да, ведь вот в любом положении, когда вот выходит какая-то сенсационная такая вещь, да, ведь я пытаюсь это эмоционально, жүректен шығарып сөйләргә тырышам. Мына, заметьте. И тут также вот өзбекні поставы қылышкан деген мені видеомге, там я сегодня вроде смотрел, не ошибиться, уже около 10 тысяч просмотров, я охреневаю просто, как они смотрят его, не могу понять. У меня ютубу пизда пришла, по идее, блядь, он не двигается, он вообще. Но его смотрят, значит она куда-то пролетела. И тут какой-то Буратино мне написал вчера, ну это было вчера, вроде бы, я вчера это скриншотил, мне пишет ответ. Мне кажется, мен Давид Кубайверна, что я говорил, даже не помню, на татарском говорил, или как, порой иногда мне надо, наверное, прослушивать, зачем они мне такие комментарии пишут, я не могу понять, может они не догоняют. И самое интересное, как сегодня и уже где-то копернул, закидывал, то, что я, оказывается, русский язык не знаю. Блять, я хуею, блять. Мен орыс тілін білмеймін екен. Ну, блядь, если сіз өзбектер білесіз екен орыс тілін, ну, молодцы, блядь, но мен білмеймін екен. Хуй с ним, блядь. Я могу даже так опуститься, блядь, перед вами. Хуй с ним, блядь, сказать, блядь. Фору дать вам, так скажем. И давайте продолжим. Вот этот какой-то хуй Буратино, главное, Буратино его зовут, из узкожопой книжки Буратино, блядь. Ну, явно манкурт, блядь. Ну, узбек себя назвал Буратиной, ну, явно, блядь, ебанутый. Он ненормальный. И он мне пишет. За Путина умирать будешь ты, татарин. Вот это меня в последнее время бесить уже начало, блядь. Бу джаллопларга гапиряпман, что мен даже hozir birinchi YouTube kanalimni yopib qo'yishdi, где ko'proq odam bor edi. Ikkinchi YouTube kanalim meni O'zbek, Boshqirt, Totar degan ismi ham bor. U bekardan bekar yozilmagan. И shunaqa kanaldan chiqib turib men o'zbekcha gapiryapman, tatarcha gapiryapman, yana bilgan tillarimni gapiryapman, endi o'rischa ham gapiraman, само собой. Auditoriya ukrainskaya deb hamma tilda gapiryapman. И menga shuni yozganiga hayron qolaman. И тут для них вчера образовалась у меня мысль. Вот я забыл эту мысль, вот сейчас пришла эта мысль. Как раз я вспомнил. За Путина умирать будешь ты, татарин, деганда. Я как бы, знаете, как психанул, знаете почему? Потому что o'zini mana shu Буратино, o'zbek bo'ladigan bo'lsa, mana shu Буратино, men o'zbekcha gapiryapman. Надеюсь, меня башқұртлар, татарлар поймут endi.
не о вас речь. Тут сейчас разборки с узбеками. Короче, o'zbeklarga qaranglar mana. Men hozir sizlarga toza anjoncha gapiraman. Anjoncha toza gapiraman, чтобы вы охуевали. Endi qaranglar. Ты tatarin deganiga men вообще jahlim chiqib ketyapti. Nimaga? San itni ami. Eshit meni. Masha Buratina. Hayvon. Men если o'zbeklarni gapiryapman ekan, значит men ashi o'zbek bo'lganim uchun gapiryapman. Shuni qulog'ing eshitib olsin. Qanjiq. Men o'sha deb gapiryapman, o'zbeklarim uchun gapiryapman. Itni ami. Men naxu tatar bo'lib gapirmayapman. Sen menga yozayotganingda itnami, sen o'zbek deb yozgin menga. Gandon, tushundingmi endi? Надеюсь, men senga javob berdim. Буратино сраный. Если ты тут меня наблюдаешь, но писать не можешь, потому что я тебя заблокировал. Чмо. Надеюсь, я тебе донес, блядь. Если другие слушают узбеки, донесут до тебя, ублюдка, блядь. Если я не был бы узбеком, нахуй, теперь на русском, я бы не говорил бы, блядь, нахуй, про узбеков что-то. Я же не предъявляю, нахуй, до такой степени другим каким-то нациям. А именно узбекам, потому что мен o'zbekman. Tatarman, boshqurtman. 3 ta qonim bor. Uchoviga ham javob beraman, нахуй. А ты, ублюдок, уже переходя, когда ты говоришь то, что я, оказывается, блядь, получается, узбекларно издеваюсь. Ты издеваешься уже не узбеклардан, а татарлардан, получается. Понимаешь? Итна ами. Исходя от этого, когда ты акцентируешь, ублюдок, свои комментарии в дальнейшем, в других местах, если даже ты будешь писать, ублюдок, если я где-нибудь я тебя увижу еще с твоим комментарием, в других моих каналах, пиши, что, блядь, я звучал как узбек для тебя, понял? Ублюдок, я всем говорю, өзбекками өзбек, татаргами татар, башкортками башкорт, блядь, нахуй. И не нужно презирать, нахуй, мои нации, ублюдок. И возвышает свой узбекский народ, гандон. А сен, вот именно өзбек bo'la turib, men senga o'zbek bo'lib gapiryapman, нахуй, sen manqurtsan. Надеюсь, я тебе донес это, блядь, ублюдок. Если ты вот таким темпом, я считаю, да, в Казахстане такую хуйню пронес бы, тебя бы каждый казах выебал бы. Потому что ты проходишь те, так скажем, национальные, блядь, нахуй, миллятчиликны, который, блядь, нахуй, ну, как сказать тебе, блядь, нахуй, получается, из моих 3 наций только выбираешь для тебя удобное, блядь, не подставляя свой узбекской нации. Понимаешь смысл, да? Надеюсь, я тебе донес, блядь, ублюдку, блядь. А shunga bu kommentariyalar manqurtlarni kommentariyalari deb men nom berib, yozib internetga загружать qilib qo'ydim. Надеюсь, вы поняли. Узбеки, татары, башкирты, казахи, кыргызы, кто нас понимает, они поняли, надеюсь, меня. Я вам донес. И не нужно, нахуй, блядь, нахуй, переходить, нахуй, на какие-то, нахуй, нации, блядь. Если ты нацист, Буратино сраный, то твоя суть будет вот такая, путиносовская, нахуй. Я в тот день только высказывался про это, нахуй. Вам пизда придет, нахуй. В Сирии, нахуй, воевали узбеки. Эти узбеки, мусульмане, они миллятчимас. Ular millatchimas. Ana shu musulmonlar keladi, o'zbeklarni hammasini еще раком поставят. Именно вот таких хуесосов, подобие этого Буратино, я этого желаю, буду делать дуа за это. Чтобы, блядь, Узбекистан поставили раком, нахуй. Чтобы, блядь, нахуй, выебали, нахуй, Мирзияевых и всех вот этих Буратин сраных, московских. Чтобы Узбекистанда рабство, нахуй, закончилось. Вот за это я буду до конца долбиться. До своих жизней до конца, иншаллах. Потому что мен узбек. Синя. Тотарга тотар, башкортка башкорт. Надеюсь, донес, блядь. А так я вообще топлю за свободу Башкортостана, Татарстана. Чтоб ты имел в виду. Идем дальше. Это предложение, только на одно предложение его ответил я. Что и делаете.
За Путина умирать будешь ты, татарин. Что и делаете? У нас центральноазиатов хоть какая-никакая есть свое государство. А у тебя грязный татарин, ничего нету. Ты пожизненно раб Кремля и смайл ржаки. Окей, окей. Если я раб Кремля, я внутри раб Кремля. Я же уже до этого в других эфирах объяснял. А вы хуесосы, вот такие манкурты, не узбеки, а манкурты. Вы уёбки мирзияевские, нахуй, каримовская вот эта басота, балалары, блядь, нахуй. Сіз итсеккенлер, независимый була тұрып, Мәскәүні, нахуй, шпырганы келиясылар. Ошындан кейін мен кіммін bu yerda? Мен сенге иш берияппан. Қанжық, мен сенге иш берияппан. Сен мені Россияға келияпсан, если на то пошло, блядь. Понимаешь смысл? Надеюсь, я вам объяснил, блядь. Ублюдкам, блядь. Вот таким, которые возомнили, нахуй, и пишут мне всякую хуйню, не поняв мой канал, о чем я долблю вам, пидоры, в течение года, блядь. Особенно узбекам, тупорылым, блядь. Второй какой-то Сабир, блядь. Ты что, малый, очень очко не железное, лицо не показываешь? Сабирчик, нахуй. Я тебе только могу, нахуй, блядь, кутамы üçünü көрсатышым мүмкін, блядь. Если захочешь сосать, я тебе надаю, как говорится, лещей, нахуй, в рот, блядь. Вот примерно так. Надеюсь, ответил, пидор, блядь. Так, сейчас запишу. Там дохуя. Сейчас пройдемся, по всем пройдемся. Надеюсь, после этого они начнут, блядь, понимать, надеюсь, блядь. Пытаюсь донести до них. Чисто поэтому я, как говорится, буду доносить им, блядь, это все. Чтобы они, блядь, им доходило, блядь, ублюдкам, блядь. Шуларға айтам бетінде, башқұртлар һәм татарлар должны понимать, блядь. С манкуртами только так. Только так. Другого варианта нихуя не будет. Пощады манкурты не должны ждать. Понимаете? Пощады никак не должно быть, потому что шул манкуртлар, мына көріп тұрасыз бетінде, вот по комментариям даже, еще мы по татарским комментариям где-то я закидывал, тоже пройдемся. Манкурты даже независимого Узбекистана показывают себя с какой стороны, видите, да? После этого вы, как вы думаете, жить с новоиспеченными манкуртами из Башкортостана с Татарстаном, не говоря другие районы еще? Чуваш, Тамары и Башкалар, блин. Как вы хотите какой-то общий язык найти? Это пиздец. Это пиздец. Это вот нам этот урок, блядь. Это урок, нахуй. Дети коммунистов, блядь, узбеков вот это всю хуйню пишут. Потому что они не вкуривают, в чем проблема. Они не вкуривают. Они увидят только один какой-то пост, блядь, и начинают на него писать. Идемте дальше. Имена даже есть, блядь. Они такие герои. Имена даже у них есть, блядь. Если они настоящие. Ильхом худой Берганов. Татарин, замолчи, пошел нахуй. Уважай узбекский народ. Я не обвиняю весь татарский народ, что среди у них есть засранец, как ты, безмозглый. Ильхом худой Берганов. Яхшем худой Берган экен сені. Ильхомчик, блядь. Запомни, блядь. Кстати, у меня, блядь, Ильхом, у меня одноклассник был, надеюсь, не он, блядь, нахуй. Ну, у него фамилия была другой, что-то Мирза Ахмедов, что ли, что такое, Мирза, что такое. Короче, ладно. Ильхомчик. Это из той же категории, ублюдок. Мен сеня, я, блядь, на узбекском скажу. Мен сенге, Ильхом, мен сен үшін өзбекмін. Болурамы? И он, и еще самое интересное, знаете, что не самое интересное? Этот момент, когда они комментарии пишут, резко на русском начинают писать. Вот это меня убивает, нахуй. Они же узбеки. Ну, пиши на узбекском. В чем проблема?
Мен онда, блядь, нахуй, татар тілінде, орыс тілінде сөйлеймін, по-разному, наверное, сөйлеймін мен онда. Может, өзбекшада сөйлеймін да хуево. Но именно оларда принцип жылай. Олар бит иностранный тілні білелер. И олар орыс тілінде яза білелер. И орыс тілінде отвечать етелер. Чтобы как бы побольше, наверное, охватить народ, или комментарий так прозвучало как-то не на узбекском. Они не могут лично мне написать, они должны как бы на публику написать же, и поэтому надо написать на русском. Но тогда пиши на английском. Хуй ты на русском-то, на нашем, как говорится, захватчике Узбекистана пишешь на русском, а? Да доебаться до тебя, до хуя здесь можно, до тебя, понимаешь, Ильхамчик. Поэтому безмозглость не у меня, а у тебя, ублюдок. Ты, ублюдок, блядь, научился где-то, блядь, русскому языку, блядь, который я, альхамдулилля, наверное, как-то, я не знаю, Аллах, наверное, дал мне с 5 лет как-то знать этот русский язык почему-то, я не знаю. Наверное, он нужен мне, наверное, поэтому я знаю его. Но я знаю Аллах Ашкар и татар тілін, и узбек тілін. Но ты, получается, игнорируя свой язык, пишешь на русском мне. Нахуя? Мен аңламайм шуны, блядь. Если син пишешь меня татарину, тогда пиши на своем узбекском, чтобы я как татарин тебя понял. Нахуй ты подставляешь, тут получается русский язык. Интересно, блядь. Ладно, доебаться уж дохуя можно, но идем дальше. Пахлаван Садыкджанов. А тебя, узбек, за попу трогал. Оставь свое мнение при себе. Блядь, тоже. СМС, так скажем, комментарий ни о чем. А тебя, узбек, за попу трогал, оставь свое мнение при себе. И что? Кто меня трогал? Чё трогал, нахуй? Как будто он, блядь, свечку держал, нахуй. Уёбок, запомни один раз и навсегда, нахуй, блядь. Если, нахуй, я вам не рассказывал, хуй с ним было бы, нахуй. Я вам, блядь, где-то полгода назад, блядь, своих других ютубов, где заблокировали, может, и здесь, не знаю, есть эфир, как рассказывал, меня лучше не бесить, нахуй, я же говорю вам, блядь, рассказывал о том, что, блядь, есть в Москве здание корабль, Ереван Плаза, метро Тульская. И весь, блядь, этот корабль, дом называется кораблем, Тульская, большая Тульская, дом 1, блядь. Все трансы узбеки. Все пидоры, нахуй, жопу долбили их русские по 5000 рублей в час, как они нам рассказывали, блядь, нахуй. Это были узбеки. С Ташкента, с Намангана. Мен gapirmadim uni, a? Men gapirmadim shekilli. Gapiryapman mana hozir yana yangidan eslatyapman sizlarga. Что нахуй за попу вашу явно нахуй трогали. Но мен Аллаға шүкір. Кутымны нахуй bir kimga beriga даже не собираюсь. Allohga shukr, men musulmon. A siz oqsha uchun kutingizni da berasiz ekan. 37 million ichida transilarim bor ekan, jalablar. Yana nima gapiraman deyapsizlar menga nahуй? Ублюдки. Твари ебучие, блядь. Идем дальше. Камиль Алишеров, блядь. Был ахмакты. Вот этот язык меня убил, нахуй. Вот этот язык казахский или кыргызский. Вот это надо распознать. Был ахмакты тутуп бутылкага отыргузу керек. Бут улуттун мусулмандарын соғып жатат. Айбан сені Алла жазымды берсін. Бұл сатқын провокатор татар булар. Опять татар. Видите, да, как смысл? Узбек нету там. В моей нации нет узбека, нет башкирта, сразу татар. Потому что они и ищут козла отпущения. Потому что история там к ним приписана так. История подведена к ним так, что татарлар бүтін жерде хуёвый. А узбеклар все охуенные, но только сосут у Москвы. Кыргызлар тоже сосут у Москвы. Таджики тоже сосут у Москвы, но все охуенные. Нигде в истории у них грязи нет. Но все пидоры. Татар булар 1941 жылы немістерге сатылып, 15 республиканың солдаттарын атып өлтіріп тұрышқан. Нам татарым лишь бы даром деген соқ ошондон. О,
Видите, какой Манкурт как хорошо написал? Ну, явно это кыргыз написал. Это про 41-й жил, если он пишет, это про крымских татар, если уж на то пошло, которых очернили и отправили, получается, в далекие края, в Узбекистан и Казахстан туда, грубо говоря, на каторгу. И чеченцев, и черкесов в этой теме. Попробуй вот в наш контингент, этот Камиль Алишеров, рассказать это нам. Я лично сам нахуй тебе все зубы перебью за вот эту твою нахуй историю сраную, лживую нахуй. Мразь, блядь. Кутыня нахуй не то, что бутылка нахуй. Кутыня нахуй, вот это все, что ты нам написал, вот это надо засунуть нахуй. Историю нахуй, которую лживую в твою бошку кто-то вдолбил, пидор. Надеюсь, ответил. Абдул-Джалиль Азизов. Отвечаем. Дальше. Малай, твое «м», ты, сукин сын, следи за языком, ебальником совета свою задницу засунь, вонючий малай, скоро тебе придет Аллаху Айбар. Абдул-Азиз Азизов, я тебе тоже говорю одну вещь, что ты, aminga kirib ketgin, bo'ptimi? Men sukin sinmasman. Shuni bilib qo'ygin. Itni ami sensan. Itni amidan chiqqan ham sensan. Chunki sen bu videoni ko'rgandan keyin, tushunmaganingdan keyin Manqur o'risni amini yalagan, kommunistlarni yalagan, hamma shu gniloy nahu узкий мирga tapit qilgan pidarassan. Абдул-Азиз Азизов, запомни, гнида. Бахтияр Эшмурадов, да хуя пиздишь, козел, пошел нахуй. Коротко и ясно. И тут только один более-менее написал, Иркин Нуриддинов. Вот ему лайк, я его как бы пропустил. Он написал, не знаю, за всех что ли он написал, блядь. Точнее, он первый вообще-то написал 20 часов назад, а те 17 часов назад потом написали. После него, видя это комментарий, они пишут вообще другие вещи. Нехуй ехать в Россию, лучше зарвали бы своих Узбекистане чиновников и харамхорларны. Agar adolat bo'lsa O'zbekistonda ruslar kelib ishlardi bizda o'zini. Mana shu qancha odamni ichidan bittagina o'zbek bo'lgan bo'lsa, mana shu Erkin Nuriddinov degan odam нормальный комментарий yozibdi. Представили? Вот это произошло вот за эти 20 часов, которые, блядь, меня нечаянно не было, блядь, в интернете, блядь. Щегляб ётканым. Вот представьте, блядь, после этого этот шквал вот этих ёбаных манкуртов, это всего лишь человек 5-6, да, прочитал, блядь, сколько там, человек 8-10. И представили, что Манашул Холок хочет хорошую жизнь с узкожопами. Приезжая, блядь, нахуй, само собой, в Москву, зарабатывать, блядь, подметая дворы и также, блядь, жить в Узбекистане, в нищете. Где нету газа, света, нахуй. Ну, лохи, блядь. Лохи 21 века, которые не могут порешать своим президентом. А про президента мы отдельно еще перейдем. Я в тот день только это высказывал. Это как там ебли происходят, нахуй. Мирзиёев, нахуй, с двумя своими киёбала, нахуй, не может решить, блядь. Там, получается, борьба за власть идет. Поэтому поймите одну вещь. Уёбки, манкурты. Yugurganniki emas, buyurganniki. Alloh taolam shunaqa odamni qo'yadi. O'zimizni Temurlan ota-bobomizga o'xshagan, Amir Temurga o'xshagan odamni qo'yadi O'zbekistonga. Ko'tillarga sikadi hammasi. Hammasi mana shu manqurtlar, hammanglar пиздой вы накроетесь, блядь, нахуй. Все нахуй, амилlarga kirib ketasizlar нахуй. Вы не захотите рождаться нахуй. Потому что будет порядок, блядь, в Узбекистане. И Узбекистан не будет, нахуй, склонен никогда Москве, блядь. Потому что Москву мы уничтожим. Москвы не будет, нахуй. Сами по себе вы должны восстать и сами по себе жить, блядь. Благополучно, нахуй. И газ, и свет, все должно быть внутри быть. Нихуя себе, блядь. Манкурты, блядь. Шундыхаль, Дуслар.
Сейчас запишу. Просто полный, блядь, шквал эмоций, нахуй, блядь. Тошнит, блядь, от этих манкуртов Башкортостана, Татарстана, и еще эти ублюдки в Узбекистане, которые, не вкуривая, блядь, как они говорят, русский язык, который я не знаю, оказывается, не вдалбливаясь, нахуй, в слова, мысли, которые я доношу до них, блядь, от кутанара, блядь, нахуй. Менге nimalardir yozyapti, блядь, itnamidagilar. Och kanal, nахуй. Kanal ochib, menga nахуй, chiq nахуй debatga. Гандон, канал ochib, menga debatga chiq, я тебе нахуй вообще щелят имею там, блядь, на этом дебате. Если ты будешь, нахуй, ломиться за Москву, блядь, нахуй. Shu Moskvadagi Kremldagi yulduzcha boru, shu yulduzchani uchiga kirgizib qo'yaman ko'ting bilan, nахуй. Xo'sh, ozing bilan, nахуй, qo'ndirib qo'yaman shu yerga. Ублюдокni. На словесном базаре, блядь, я тебя, блядь, забазарю так, нахуй, что охуеешь, блядь. Шундыхан, Дуслан. Поэтому даже вот снег пошел. Когда снег пошел, и тут комментарий я увидел, блядь. Это было вчера, блядь. Ну, охуеть, Тубанар, охуеть. Но это уму непостижимый халь слышать от узбеков, которым просто говоришь, чтобы эти долбоебы, блядь, не ездили в Москву, блядь, нахуй, и никакие, нахуй, самокаты, хуйкаты, ни хуйней не страдали, была, меня петух кебек, аташланып, меня нәрседер язалар еще, блядь. Мен олнамын, блядь, мен олнамын, бұларның, блядь. Просто хуею, блядь. Так, вот это я говорил, не знаю, скидывал. В 2025 году Россия потратит 277,8 миллиона рублей на ассимиляцию коренных народов. Представляете, блядь, это просто пиздец, нахуй. Впервые мы увеличили размер единой субсидии региона на мероприятия по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2025 году средства на реализацию субсидий получит 61 регион. Заявила так называемый вице-премьер Татьяна Голикова. Получается, на всякую хуйню они могут тратить, на войну тратить, туда-сюда тратить, а вот пенсии, там, людям помочь и так далее, нихуя они не могут потратить. Итог какой? Итог такой, что, блядь, нахуй происходит, блядь, так скажем, блядь, не знаю, Башкортостан, Татарстан, просто Аллах там, блядь, пусть быстрее, блядь, откроет глаза, нахуй, уши, я не знаю, если сравнивать этих узбеков, вот этих узбеков именно, не как я, метисов, именно узбеков, щи узбекlarni, с ихними мозгами тупорылыми, нахуй, то получается, нахуй, узбеки охуенные люди, но они могут ездить в Москву, подметать улицы, целоваться в десна, давать в жопу, нахуй, богатым русским и таким образом проживать и гордиться, что они узбеки, нахуй. Вот такой лозунг 21 века у узбеков. Если это Амир Тимур знал бы, всех кастрировал бы, блядь. Всех на кол, нахуй, посадил бы, блядь. За позор, нахуй, узбеков, блядь. И они еще что-то мне бурагозят тут, нахуй, ублюдки, блядь. Поэтому мы до такого степени не должны опускаться, башкортлархан, татарлар, должны понять, что мы реально, нахуй, блядь, все-таки, нахуй, на чуть-чуть, блядь, цивильные, нахуй, чем они, мои узбеки, недотепы, нахуй, которые никак не могут, нахуй, оценить, нахуй, мои, блядь, старания в ихнем лице, блядь, в моем адресе, блядь, чтобы они, нахуй, уёбки, нахуй, уехали из России, не могут понять, нахуй, ну, что поделать. Поэтому мы должны, Башкортостан, Татарстан, показать, что мы можем, как говорится, пизды надавать, нахуй, Москве, в конце до концов, и стать независимыми. И показать, как правильно строить независимость. Без диктатуры, как у них Каримов 30 лет ебался, Рахман Имамали, нахуй, этот еще хуй, блядь, кыргызский какой-то еще чупашила, тюремщик, блядь. И еще Мирзияев добавок здесь еще. Не говоря про Казахстан, да ладно, Казахстан тут рядом. А те-то что, трое, блядь, болваны, блядь, натуральные, нахуй.
которые терпят своего президента нахуй. Вон, в Сирии уничтожили. 6 секунд нахуй. Терпели, пизды надавали. Асад вон в засаде сейчас. Так же Мирзияева тоже надо нахуй. И того, всех нахуй надо, всех. Но, наверное, это только пойдет тогда, когда мы двинемся нахуй. До этого никто не двинется. Если только из Сирии сила не придет. Шондыхай, Дуслар, это просто пиздец нахуй. Так. Так, дальше я что-то читал, не читал, блядь, 23 декабря, что-то я говорил, не говорил. Или я уже читал это. Апелляционный военный суд РФ утвердил приговор брату башкирской политэмигранта Руслана Габбасова. Как стало известно, апелляционный военный суд 18 декабря оставил без изменений приговор Рустаму Фаряриддинову, брату башкирской политэмигранта Руслана Габбасова. У них одна мать, но разные отцы. Напомню, 7 августа 2024 года Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал Фаряриддинова виновным в содействии террористической деятельности и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы. Ну, короче говоря, понятно. Мына отдельно Руслан Габбасов. Вот смотри. Руслан Габбасов. Мына братан. Ладно, менен ұлысың, братан деп мен сеңе айтам. Но мен сені барып келішмін, сам понимаешь. Если до тебя донесли это. Вот смотри. Вот сені братом Рустем, әйме. Грубо говоря, блядь, Адаш, да? Утра. Сені үшін утра ведь был, понимаешь? Сені үшін утра был. Окей. Теперь сильно еще утрач. Давай мы будем его раскидывать в таком эквиваленте масштабном. Утра за свободу Башкортостана. Можно так сказать. За свободу башкортов и татар. Потому что он же микс. Татар-башкорт. Он ведь әткәсе был Рустамның әткәсе татар болған, наверное. Я так понял. Әнкәсе бұларның әнкәсе башкорт инде. Понятно. И вот. Получается... Башкор, татар, метислар инде. Ну, грубо говоря, мана мен кебеклер инде. Утра Рустем, получается, за дела, так скажем, брата своего. За Руслана Габбасова. Утра Алсынов за свои Карахалок. И за ним 80 человек. Плюс еще те. Там Рамиляпа, еще другие. Еще там... Вдобавок, если добавим Татарстана, кто сидит. Все вот это наше, так скажем, я не знаю, как их назвать, блядь. Пленные, наверное, этой пидорасии сидят за то, что Башкортостан, по идее, должен быть свободным. Но, мында один косяк, Руслан Габбасовка это предъява. Косяк в том, что без кымыламайбыз. Мы не двигаемся, блядь, нахуй ни на шаг. Ни на шаг. Вот күнде бір нәрселер сөйлеуіміз бұл файда түгел. Бұл файда түгел. Бізге уже ниндейдір дәрежені уже қолға алып нәрседер ішлей башларға керек. Ол нәрсе дегені. Ол дегені, возвращаясь к тому, что каждый день говорю про Украину, это чтобы вот за этого Рустама Фаряриддинова, за Рамиля Саитова, за Айрата Дильмухаметова, да за всех вообще не при делах людей, им же откуда-то должна быть прийти помощь. Тот день сравнивал, как вот в тюрьме получается этой ебучей Сирии. Аллах Та'аля им отправил эту помощь. Кто-то должен был жить там, значит, чтобы они спасли. Но, говорят, до сих пор еще ищут. Еще копают, непонятно, до сих пор ищут. И теперь вопрос. Ладно, Аллах шкур, пока этих копать не надо нигде. Вроде бы мы знаем, где они сидят. Но для этого же надо какие-то действия. Мы же какими-то моментами идти должны туда. Уже, наверное, надо начинать идти на Москву и так далее. Какие-то действия делать, освобождать пленных и так далее. Но вот для этого, Руслан Габбасов, ничего не делаешь. Я в тот раз хотел связаться с Айгуль Эмрань, но пока что-то контакты не могу найти, не знаю, как с ней связаться. Во-первых, Ефилята, я там, никак не мог вообще что делать, тупил, короче. Поэтому
Туганлар, Кемени Иште, передайте Руслану Габбасову, чтобы он конкретно уже услышал, получается, мою мысль и начал действовать. По-другому никак. Если мы дальше, получается, вот так будем спать, то они будут также сидеть. И как вот в Сирии 13 лет, если они, допустим, жили в лагерях, и в эти 13 лет сидели в тюрьмах. 13 лет, представили, да? А этим дали по 5, грубо. Да? И сколько ему сейчас дали? 5,5, да? И вот 5,5, ему еще добавить 5,5. В итоге, что за хуйня будет? 10 лет, блядь. Вот смысл. Шунарға, я считаю, что нам нужно тезірек қылмауларға. Тезірек кіреге керек уже Мәскеуіне сігір үшін. Былай отырып болмай. Мына шулай. Поэтому, надеюсь, вы этот кусок оторвете. Как раз вот сейчас и в ТикТок вроде записываю. И передадите, получается... Блядь, заряд утра. Бетон жерде, блядь. Передадите Руслану Габбасову, Айгуль Леон, чтобы они начали уже действовать. Пусть начинают шелестеть, если они могут договариваться с кем-то. Пусть зовут меня, пока я себя не буду показывать, само собой. Пусть зовут меня. Я всю свою позицию выскажу. Уже не в эфире, а выскажу так, с глазу на глаз, в ухо, я не знаю, WhatsApp, Telegram, хоть куда. Выскажу именно тем правительственным людям Украины, которые будут именно этим заниматься. И пусть присутствует там Руслан Габбасов, как сказать, я не знаю, ознакомитель этих людей или что-то в этом роде. Короче говоря, пусть ищет выход в Украину, чтобы я это действие начал говорить. Потому что я вот сколько веду эти разговоры, никто с Украины, украинцы не дают мне никакие контакты, чтобы я мог связаться с кем-то конкретно прям вот взял и позвонил в какое-то время, там назначили время, можно там завтра позвонить, тогда он скажет, окей, завтра. И мы созвонимся, перепишемся на голосовых и так далее. Там, если захотят там увидеть, реально, если я пойму, что это нормальные с Украины люди, вот для этого нужно подключать кого-то. Допустим, Шанашел Кеше это Габбасов, допустим, да, или там Айгуль Леон, или там даже Хишним Кашапов, он меня в лицо уже знает, Кашапов. Вот, и в итоге получается, чтобы мои слова, если даже надо будет, я свое фото им отправлю, какие-нибудь там, я не знаю, паспортные данные, блядь, хуево, блядь. Чтобы, главное, мои слова были услышаны в Украине, и они начали действовать. И начали действовать по этому принципу. По принципу, как всегда я озвучиваю это, сбора башкиртов и татар отдельно, не врубай вообще ни украинские войска, ни легионы всякие нахуй, ни вот тот даже, блядь, рота башкирт нахуй нам не нужен. Никто. Мы не под кем. Они будут только под нами. Все. Вот и все. Мы будем с ними, как говорится, сами работать. Что надо делать, что делать, мы сами это все будем объяснять. Самая первая задача ихняя дать, как говорится, расположение. Чтобы где-то там жили, обеспечение, туда-сюда, вот это все. И потом, само собой, это написать, там, вот столько-то расход туда-сюда, чтобы мы потом с бюджета Башкортостана и Татарстана вернули это. Проблем нет. Все, как говорится, на галочку. Галочка, что типа мы должны. Потом уже подготавливаться, шуетлерге, утыздам, илиге, хатлигетлерге. Мы их, само собой, будем рекламу делать, там, звать, везде трезвонить, звать вас всех будем. Само собой, вот так и будем, как говорится, встречаться с вами. По-другому никак. Вы по-другому вылазить не хотите из Башкортостана. Вот только вот этим методом вы, наверное, пойдете. И в этот момент мы уже тоже там должны быть, по идее. И Габбасов, и я, все. И Айсена вытащить с Турции. Не хуй там пиздеть свою историю, блядь. Если он хочет воевать, вот джихад.
И Руслана Габбасова джихад, и Айсину джихад, всем джихад, и Кашапова нахуй. И в итоге получается готовится. Готовится нахуй. Не по-детски, блядь. И не надо там нахуй в окопах обоссывать друг друга, блядь. Хуйней маяться, гнобить, игнорить. Нет. Наша задача будет уничтожить Москву, а не друг друга, блядь, сожрать, блядь. Вот такой темой мы должны заниматься, а не хуйней страдать, блядь. В интернете. Кем на гапрда? Чок, блядь, давай ему ответим, блядь. Уёбки всякие, блядь, пишут, блядь, комментарии, блядь. Нахуй это нужно? Наша цель, нахуй, железная, нахуй. Его надо просто исполнить, блядь, красиво, блядь. Уничтожить Москву раз и навсегда, блядь. Что вот эти всякие, нахуй, узбекские манкурты больше, нахуй, не ездили туда подметать улицы. Пусть пиздует у тебя Ташкент, нахуй, вылизывают, блядь. Суки. Ебучие, блядь. Так, инсулиновый кризис охватил Башкортостан. Вот, инсулиновый кризис, нахуй, еще в жопу, нахуй, там. В итоге, в 2021 году в РФ выпустили 16 миллионов упаковок инсулина, из которых 11 миллионов были российского производства. Однако международные компании с тех пор либо ушли с российского рынка, либо сильно сократили производство, и Россия осталась со своим 11 миллионов произведенных упаковок в год. Теоретически это перекрывает все потребности страны за год 9,6 миллионов упаковок. Однако теперь Россия также перенаправляет часть упаковок и на всей оккупированной территории Украины. Короче говоря, даже инсулин жетмеген şimdi, инсулин. Кстати, узбек Кортатаем от сахарного диабета умер. Вот. И я считаю, что это, ну, не шутка, нахуй. И если даже этой хуйни нет уж, Башкортостана, я ебал быть вообще, блядь, с этой пидорасией, блядь. Совместно. Почему? Потому что, блядь, все бабло, блядь, из Башкортостана куда-то ушло, и почему-то моему башкирскому народу и Татарстану нету инсулина, блядь. Это что за хуйня, блядь? Не то, что там, памперс, прокладка, гандон, aytganim yo'q onlayverlarni нахуй. Balkim olar da жетмейdir. Но мындайында, блядь, аптека еще инсулин жетмеген şimdi, блядь. Ну, bu пиздец, нахуй. Хайыршилик, нахуй. Пиздец, нахуй. Нищебродство, блядь, нахуй. И вы в таком положении, лаптоебы сраные, нахуй, хотите победить Украину, нахуй? Хуй вам в сраку, ублюдки, блядь. Пока Мин жив, нахуй, я буду, блядь, пиздеть, нахуй, на вас, блядь, до тех пор, пока, блядь, вот у меня есть возможность, нахуй. Я буду вас, блядь, гнобить, нахуй, до тех пор, пока есть у меня возможность. Аллах Таалам ширгина бермесін, мына. 3 күннен мен болмадым, ширлеп жаттым, блядь. Аллахым шифа берді, тұрдым, мына сөйлеймін мен сізге. Самое главное, башқұрт татар аунарға тиіш, блядь, что біз в таком темпе, блядь, как вы сейчас хотите жить, блядь, нахуй, мы не то что в 2050 году, нахуй, да мы уже скоро, завтра уже нас не станет. Потому что вы все будете узкожопами, блядь. Вы уже будете ими. Почему? Потому что на днях, опять вспоминаю, блядь, один видос этого СРС Балаяня, он говорит, что там, блядь, где-то там Эрезя, где-то Мокша, где-то Мар-2, как, ну, как бы их называют мордвинами, типа оскорбительно. И тут вспоминаю, блядь, почему-то хуя узкожопых, блядь, в России, блядь. Теперь я понимаю, по сути, это мы, придурки, думаем, что их дохуя. Кто их считал вообще, блядь? Их, по сути, не дохуя, поймите. Вот эти все, которые рассыпанные по всем, блядь, этим ебучим, грубо говоря, лагерям этих регионов, это не узкожопые. Потому что, блядь, Башкортостанда, Кубесе, вот это Эрзя, Мокша, как мы всегда говорили, их Мардвой, Марилар, Чувашлар, да херище, блядь, бездае. Мен уходом, бүтін Чуваш, Мари кызлары, блядь, Уфада. Вот и думайте, как их хуй, блядь, отличить от этих русских. Получается, нахуй, просто
этим долбоебам в голову вбили, что они нахуй русские. И все, они говорят себя русскими. И мы думаем, что это все русские. Русских там нихуя и нету, блядь. Как кот наплакал нахуй. Все эти вот эти всякие мокши, эрзя, вот они. Они ничем нихуя не отличаются. Может, конечно, они отличаются, для нас не отличаются. Такие же рыжие нахуй, такие же эти светлые. Голубые глаза, хуй поймешь, блядь. Что-то в этом роде, блядь. Но явно, блядь, вот здесь никто не говорит, что, блядь, нахуй, что мы где-то наебываемся. А мы наебываемся конкретно. Наебываемся от того, что мы сами себя наебываем. Что это все русские на всех землях. Это не русские, поймите. Привет тебе, да не весело. Olga basmaçlar, Кремльде утрада русских вражки нет, все поперемешаны и с другими народами. Шуна это митинга. Поэтому я говорю, вот поэтому я считаю, что, блядь, нахуй, вот этот тезис, который они сейчас постоянно, блядь, крутят, то, что русских много, нихуя их немного. Нихуя, поймите, блядь, их немного. Их немного, их нужно найти, во-первых, различить этих ублюдков, финно-угров вот этих. Потом уже понять, блядь, Марыму, Чувашма, Эрзяму, Мокшама, Кему. Бөтенөстен под шаблон Краснодарда да урыс диябыз. Краснодарда, может не урыс, это может это украинцы, которые забыли, блядь, что они украинцы. Донские казаки, блядь, кто они, блядь, вообще? Вот такими мыслями я еще не видел, не встречал вопросов, блядь. И в эта мысль вчера мне вот после того, как я услышал это Сырыс Балаян, вот этот Сырыс Балаян мне нравится. Вот мужик конкретно говорит, блядь. Вот он четкий, блядь. Он... Вот с ним я пойду против Москвы воевать, нахуй. Вместе, блядь, бок о бок я пойду с ним. Хоть он этот крестоносец там, Мары, это, Мокша, Эрзя, он, кто он там, блядь, Эрзя, он. Мне похуй, главное, урыстугурил, блядь. Понимаете? Вот искать надо у Руслана, блядь, и посчитать, блядь, сколько их, блядь. Но опять-таки, как это сделаешь? Потому что эти уёбки манкурты, которые забыли своих предков, они сами с собой будут говорить, блядь, я Иван Иванович, блядь, нахуй, из пизды Кукуева, нахуй, русский. Понимаете смысл? А в итоге, блядь, он оказывается украинец, блядь. В итоге он оказывается Мары, Чуваш, хз, блядь. Поэтому Туганар, как всегда говорю, нам, блядь, придется очень тяжело, блядь. Придется ебашить своих. Вот на это готовьтесь. Будем ебашить своих. Вот я не знаю, я готовлюсь к этому пиздец морально как-то, я не знаю, блядь. Как можно, блядь, ебашить своих? Придется ебашить своих. Другого варианта у нас нету, Туганар. Потому что мы не поймем, кто есть кто. Вот. Или... Крайняк, блядь, чтобы, блядь, не делать, нахуй, как Сирия, 500 тысяч, нахуй, трупов, блядь, в этой пидорасии. Придется нам, Туганар, просто, блядь, их, как в Китае, нахуй, загонять в эти пустые сейчас как раз обезьянники, в эти обезьянники, и переформатировать там, блядь. Перестраивать им мозги, нахуй. Разделять их. Получается, одну какую-то часть сделать, нахуй, Эрзе, другую часть чувашам добавить, другую, нахуй, этим марийцам добавим. Где не хватает, туда и добавим их, нахуй. И всех местами все перекидаем, переселим, нахуй, кто куда, нахуй. Ну, в идеале, нахуй, на месте надо их, на месте их казнить, на месте, чтобы их засунуть в эти же местные обезьянники, чтобы мы пока не разобрались с этим ебаной Москвой. А потом уже конкретно им выдавать такие паспорта, чтобы, блядь, получается... Сколько там тысяч это Эрзя, сколько тысяч это Чуваши, чтобы они поняли, кто они, блядь. Ну, грубо говоря, блядь, истребить этот узкий мир. Понимаете? А то ведь вопрос в тот день звучал от брата одного казаха, да, который Эрджан или Эрген, который говорил, блядь, давайте поднимем вопрос, что русских нет. И все против, блядь. Помните, блядь, и чеченец этот против, и Кашапов против, все повыскакивали. Не, мы тут проиграем, нахуй.
Я сказал, блядь, хуйней маются эти старики, я сказал, блядь, реально хуйней маются, блядь. Как будто Беткен, блядь, нахуй больше вопрос, да? Но я возвратился к этому как раз их спору и напоминаю вот этот момент. Как раз, блядь, чтобы, блядь, истребить их, давайте их раскидаем по региону и сделаем их своими нахуй. Нам же это легко, блядь. Кто-то будет такой же, блядь, крещенный, кто-то куда хочет, нахуй. А вот кто в Башкортостане останется, все поголовно примут ислам. Вот и все. И все, кто вот по одной, по две жены, допустим, взяли, пусть третьим, четвертым из женами возьмут. Согласие, 4 можно по исламу. И так мы, короче, сделаем из них башкортов, татар. Вот такой тезис можно продвигать. Каких-то больно заебах отдадим Казахстану, пусть их переебут, нахуй, перевоспитают. Вот и все. Узбекам отдадим, кыргызам, таджикам, пусть изгаляются над ними, нахуй. Над этими узкожопами, которые сильно будут выкобениваться, нахуй. Только таким образом мы можем полностью уничтожить эту пидорасию. Как в Америке же все говорят себя американцами, там же нет нацизма. Такого, что, блядь, как в России, блядь, что, блядь, начинает гнать то узбеков, начинает гнать то одних, то других, нахуй, затрахивают там. Это же мы не слышали за все время с Америки, такой хуйни нету, потому что они не болеют этой хуйней, блядь. Это уже отсталая хуйня, блядь. Это уже все, они прошли со своими африканскими рабами. Они заебались на этим уже. Они уже перешли, уже переформатировались они. А эти гандоны нас ведут это говно свое коммунистическое, нахуй. Никак не могут переформатироваться, ублюдки, блядь. В своем старом, блядь, социальном мире, блядь. Старом, именно вот, бабайском, нахуй. Царском даже я не говорю, а вот именно старом, блядь. Эквиваленте, нахуй, в своем, блядь, древнем мире, нахуй, пытаются. И потом еще говорят тут, типа, ИГИЛ хочет нас привести к пещерной жизни. Само собой. Пидорасия такая же система, блядь, что и ИГИЛ, блядь. И та, и эта нам нахуй не нужна. Нам нужна цивилизация. Цивилизация это когда и ислам сама по себе идет, и политика сама по себе идет. Никто никого не тревожит. И никто не говорит, хиджаб сними, трусы сними, на голову одень, блядь. Нет, нет. Все умеренно расставлено, правильно, красиво. Мысик ми біркім гада. Тотонмыйлар нахуй. Главное, когда всегда озвучиваю, в Башкортостане и Татарстане гей-парада не будут. Это однозначно. Хоть и демократия будет. Это себе на нос зарубите нахуй. Вот этих, как я вам до этого говорил, узбеков, трансов не будет. Трансов, узбеков пускать не будем. Нормальных мужиков только будем пускать, у которых стоит хуй и жопа нормальная, не продырявитая нахуй. Так скажем, блядь, тишина куте. Если уж, блядь, гнобить узбеков, блядь, можно гнобить вас до конца, блядь. Если вы не можете успокоиться, блядь. Поэтому, туганлар, самый интересный момент, что говоря об этом, обо всем вот этой, блядь, исторических данных, блядь, мы не можем одну вещь понять, что Башкортостан и Татарстан бірге, а именно бірге, вот этот весь сыр-бор вот за все вот это время не может решить. Вот заметьте, Кашапов, блядь, бьется сам, Габбасов бьется сам. У них нет сплоченности. Вот я, блядь, во время Кашапова тоже говорил, он же типа сам, говорит, не хочет Габбасов. Я тоже поражался, почему Габбасов не общается со мной. Просто нужно понимать, что один поле не воин, блядь. Если бы мен бір өзім Геракл был самый, блядь, я не знаю, какой-то, блядь, бессмертный, да, блядь, там фильм такой еще был же, блядь, как это, блядь, Горец, что ли, блядь, бессмертный, короче, да? Был бы я такой один, блядь, я нахуй ни Кашапов, ни Габбас мне никто не нужен был бы. Просто тупо зашел бы в Москву, нашел бы Путина сыграем на нахуй, шундаук нахуй, башку оторвал бы ему, и все.
все, сказал бы, все, давай, все, заканчиваем нахуй эту войну, блядь, в Украине, все, завязали, заебали нахуй. Всем, блядь, разделить земли нахуй, как положено, как я говорю, да, все, это закончилось бы. Вот это было бы как это, это когда ты бессмертный нахуй. Но мы не бессмертные, блядь, мы все смертные. Поэтому только сплочение наше может привести к уничтожению Москвы. А так, блядь, рак, лебедь, щука, это у всех есть. У всех наций это есть. Если бы в Сирии вот это рак, лебедь, щука, они бы тянули бы дальше, они бы еще лет 13 сидели бы. У них это было, вот видели, вам это пример. У них было, блядь. Вчера начал искать одну вещь, тоже наткнулся на какое-то, блядь, русское радио. Просто там не видно ничего, просто слушаешь, блядь, то, что пиздят. Подкаст называется как-то, блядь. И вот там услышал такие, блядь, лагеря какие-то, Аль-Холь, блядь. И просто мне интересно стало, Аль-Холь и еще какие-то нахуй. И тут, блядь, не могу вкурить, блядь, одну вещь. Короче, были какие-то ИГИЛ, еще какие-то хуй поймешь кто, вот это второй, я не знаю. И вот эти повстанцы. Вот это, Джалани. И тут получается, почему-то вот эти места нападают курды. Блядь, курды-то там хуй что делают, блядь? Понимаете, я даже не при делах, блядь. Если даже кто-то мне что-то предъяву будет делать, я даже не при делах, я в ахуе, я просто решил поинтересоваться вчера, блядь. Кто такие, нахуй? И вот какой-то, нахуй, лагерем, блядь, Аль-Холем, блядь, то ли командуют курды, блядь, или наоборот там живут эти, блядь, игиловцы, блядь. Еще где-то живут, блядь, в другом месте, и тут, получается, вот эти налетами, как басмачи, да, наезжают эти курды к ним, разъебывают их, блядь, забирают детей и так далее, и увозят в лагерь пленных. Курдский племенной лагерь, блядь. Племенной, нахуй, да? Ну, короче, лагерь пленных. Это что за хуйня, блядь? Я не могу понять, что там творится, блядь. До сих пор не вкуриваю. Ну, Аллах шкар, у нас этого нет уже. У нас один только племенной лагерь, это Путин, блядь. Вот этот лагерь только мы знаем цель. Мы не можем уничтожить. Мы до такой степени никчемные, блядь, твари, блядь, которые не можем это сделать. Понимаете? Они сделали в своей ебаной пустыне какой-то, нахуй. Где, блядь, пустыня, блядь, чёль. А мы, блядь, где природа, все, горы, бля, вода, не сдохнешь, мясо есть, все есть, блядь. До Москвы не можем доехать, блядь. Разъебать Путина. Мы недоумки, наверное, как вы думаете? А? Мы долбоебы или что, блядь? Или мы все-таки как из того тезиса, мы хотим жить? Мы не хотим умирать, наверное, да? Мы не хотим, наверное, умирать. Мы просто хотим подольше пожить, кайфануть, да ведь? Курнуть, нахуй, тыкнуться, нахуй, в жопу, да ведь еще? Как этот, блядь. Мэр Курска, блядь. Новенький, блядь. Которого пердолили, блядь. Шулай, Дуслар, поэтому, я не знаю, мысли до хрена, я не знаю, это шквал мыслей вам столько внутри, блядь, яна минда, блядь, яна, блядь, потому что не могу молчать, потому, вот, наверное, шуларға ғана мен бұл ахвалны алып барам, наверное. Мен уже теге қыздым, блядь, қыздым, чөнки уже менде шыдау қалмады, блядь, сізге мен жеткізмесем, кім жеткізер екен деп ойланам. Вот в таком репертуаре я это все делаю, наверное, уже, понимаете, потому что если подобие меня люди не появятся дальше больше, то пиздец нахуй. Тяжело будет. Тяжело будет, потому что суть доноса моих дел тоже имеет какое-то, наверное, окончание. Предел бар. И уж предел мы должны понимать, когда это закончится. Для этого, чтобы пока это не закончилось, нам нужно начать.
Начать наступление на Москву. Хотя бы сосредоточиться в Украине. Что дальше делать? И так далее. Как зайдем? Что будем делать? Само собой, об этом узнает Москва. Само собой, она будет уже на шухере. Само собой, блядь, нахуй, Башкортостан подготовится. Все это будет. И мы должны тоже быть готовы к этому. Шулайрак. Русские это те, у кого у крови есть моего татарская кровь. Русских нет, это собирательный термин. Компот, винегрет. Монголо-татарская. Их придумали в 18 веке Гольштейн, Готторпский. И уж на этом битында. Вот изначально я что говорил? Финно-угры. Мы же поняли, что русские это финно-угры. Ну вот давайте обозначать их финно-уграми. Вот из этих финно-угров, и то финно-угры же еще ведь, и вот эти Эрзи и Мокша вроде бы финно-угры. Вот в чем прикол. Получается это, блядь, Руинда, бездайкевик Ру, из этих финно-угров, есть ведь еще финны сами, и еще финно-угры какие-то, блядь. Вот эти финно-уграм заходят и вот эти марийцы тоже, по идее. Вот это все финно-угры. Вот это Эстония, это что? Эстония тоже финно-угры вроде бы. Вот из этой басоты вся эта тема. Просто, как говорится, отвлечение из этих финно-угров, получается, вот этих уёбков в виде Путина, нахуй, развелось. Вот и все. И это, блядь, маленькая хуетация, какая-то кусок дерьма, блядь, вот этих финно-угров, пытается держать, нахуй, всю эту пидорасию, блядь. Это мы не можем понять, блядь. И склонили голову, блядь. Ну как можно, блядь, а? Ну сколько можно это все дерьмо терпеть, туғандар? Мен шуны, блядь, жеткізем. Теге Эрзе Сырыз Болаян Сули, Кашапов Габасов Сули, Руслан Айсен Сули. Хуй с ним, блядь, кто-то мне из них не нравится, но я их постоянно произношу вам. Напоминаю, что вы тоже их прислушивались, само собой. Они более толково вам расскажут историческими данными, но факт движения-то нету. Harakat yo'q. Harakat qilsangina Alloh taolam barakat beram deyapti. Biz bit harakatsiz. Harakat qilmag'ach qo'ydan bizga нету инструментов, нету военной всей инструментарии. Почему? Потому что у нас нет харакята. У нас нету даже обычного, так скажем, инвестора, который просто нам купит, ёб твою мать, портянки, блядь, с кирзачами, блядь. Если уж по старинке воевать, блядь, по-русски, против русских. Понимаете? Как я вижу эти приходы, иногда сталкиваюсь, блядь, в ТикТоке или где-то этих сирийцев, пацаны, которые шли против Асада, все в джинсах, кроссовках, в куртках. Вот такая война сейчас, туғандар. Не надо в шинели переодеваться. Пильпак башана кирякми со звездой красной. Ничего не надо это одевать. Кирзовые сапоги, блядь, до яиц. Ничего это не надо. Просто оделся, как есть, блядь. И пиздуй, главное, блядь, выебать Путина, блядь. Какая разница? Главное, не голый, блядь. И главное, не замерзнуть. Сейчас уже зима, блядь. Хотя бы до весны нам собрать эти войска, Башкортостан, Хан, Татарстан, чтобы мы уже были готовы, блядь, допустим, к июню, даже не к июню, блядь, к маю, как раз к 9 мая победы, победить, как говорится, это зло, нахуй. Как раз, блядь, будет вообще классно, блядь. 25-й год, круглое число, оннан так, моннан илле биш, мына 25, 45-те беткән булса, так илле биш, 25, мында 30, 80. 80 ел. Если я, блядь, правильно посчитал, блядь. Ну да? А? Как вы думаете? Ровно
к 80-летию давайте ёбнем Путина нахуй. Красивое число, 80 лет. Конец этому Гитлеру 80 лет назад было, а через 80 лет мы ёбнем Путина. Нормальная тема. Круглое число, 80 лет. Да наши деды все скажут, молодцы, мои внуки, блядь, наши внуки скажут. Понимаете? А мы пока чмошники. Давайте уже закончим к 9 мая 25 года. Конец поставим в Москве полностью коммунизму и всей поеботине, Ленину и так далее. Снесем нахуй все, блядь, нахуй памятники Ленина по всей пидорасии. Везде, блядь, нахуй. Недавно только поставили опять хуя какого-то, блядь. Еще там, сука, он рекламирует это все говном где-то в Вологодской области, блядь. Черт, блядь. Ленина поставили. Опомнились. Они ебанутые, нахуй. Реально ебанутые люди, блядь. Тут не можем избавиться от, сука, от Путина. Тут и Ленин ставит, нахуй. Надпись на прилетевших в Казань дронах. Вот это меня убило, блядь, вообще. Вчера, блядь, наткнулся. Пидорасы. Как вам Киев за 3 дня? Сейчас увеличу. Нормально? За щеку взяли. Ёбаные гаранты. Мы вам не верим. Понимаете? Вот так вот. Прилетела вам такая вот надпись, блядь. Просто написано так. Это вот кусок БПЛА, блядь. Интересная вещь, блядь. Хотелось бы посмотреть вблизи его БПЛА, блядь. Как он выглядит. Интересно, блядь. И я же в детстве, блядь, запускал самолетики. У меня же все-таки отец был изобретатель. Самолетики, всякую хуйню, короче, он мог сделать. Я любил, блядь, пускать самолетики, блядь, в стадионе, в школе, короче. Вот так вот. Такие, блядь, аэропланчики, блядь, мы делали дома, блядь. Из этого, из дерева. Так. Тут вот Невзоров и как пиздят нахуй одного долбоеба нахуй. Послушаем. Нет. Где поебал? Во второй лесополке. Как лесополка называется? Рацию проебал, наверное, за это пизды получает. Сука, блядь. Как лесополка называется? Там еще не газа такая. А ты знаешь, что там хохлы, сука, наших пацанов, знаешь, сколько положили? Уебище, ебаные, сука. Валя? Это вот это, прикиньте, это вот это пиздюлево, я хуй его, блядь, ну, вот так, блядь, за 2 года, которые я служил, нам такой пизды точно не давали, нахуй. Если такой дали, то там война была бы, блядь. Но его реально пиздят, нахуй. Прям 2 руками хуярит. Главное, привязали за шконку какую-то, нахуй, его. За забор, что ли, блядь, повесили. И хуярит его сверху, блядь, вниз. И хуею, блядь. Это видосик командира орков рассылает друг другу в кассе учебного пособия, показывая самые эффективные методы воспитания личного состава. Сейчас это общепринятый стандарт боевой и политической подготовки. Жалеть тут некого. Жертвы могли бы догадываться, но во что вписываются, соблазнившись миллионами фронтовых рублей. Дуракам морочат голову телевизором, прославляющим их как героев Отечества и лучших сынов России. Но командиры им разъясняют, что они просто жадный, тупой скот, предназначен для забоя в канавах Украины. Невзоров. Блядь, Невзоров молодец, блядь. Что-то он топит, блядь, за всех, блядь. Темы хорошие закидывает, блядь. Вот так вот. Это просто пиздец, блядь. Поэтому просто мне жалко того пацана реально, блядь, этого долбоеба. Худой, блядь, сука, пиздец. Его же... Я хуел, блядь. Труп. Вот так вот. Ну да, вот я как раз закидывал, блядь, ебанизм ИГИЛа. И репортаж из секретной тюрьмы, как пытали и убивали врагов Асада. Журналист Эйнулла Фатулаев какой-то представляет новый репортаж. Вот его тоже я прослушивал. Что-то я говорил еще нахуй. Тут дохуя что-то. О чем я говорил, блин? Туганлар мына дұрыс айтты мына бір кеше.
А, вот я как раз это вчера. Күрә торып мына шул дөньяда булган җәһәннәмне, вот примерно асадовская тема, да ведь, как гестаповские времена Гитлера, когда он в печах сжигал всех и так далее, и образовал это где-то там в Сирии, ну, так скажем, в арабских странах, ну, это уму непостижимо. Явно еще есть где-то такие тюрьмы. Там какая-то барменные тюрьмы, мы просто пока не знаем этого. В Китае, допустим, в Мексике, там еще где-то, хз, короче, да. Но самое интересное, это в мусульманской стране такая хрень. И теперь сразу мы будем ставить сюда колды Янкивагинда, в эту тематику. Возвращаемся в Башкортостан, Татарстанга. Без шундыук положение дамыз. 21 ғасырда без шундыук колбус, шундыук зинданда, шундыук условия. И на это мы просто смотрим и говорим, да, это же все виноваты гей-Европа, американцы и так далее. Эти манкурты, которые озабочены тем, что враги извне, не видят, что внутри враги в Москве сидят. Поэтому без кровь из нос должны открыть им глаза этим долбоебам, чтобы не достичь вот этих тюрем. А в дальнейшем эти тюрьмы, они есть в России, но мы пока их не слышали. Точнее, слышим, не видели, наверное, более правильный будет. И вот после этого вот и выдвигайте себе какие-то планы, будете вы с нами уничтожать Москву или нет. Вот так. Ну, это понятно. Нет, а вообще, ну просто выводы. Ну вот, это я вчера говорил. Комментарий на это. Потому что у меня стрим Юга. Блядь, где мой микрофон, сука. Стрима у меня не было, поэтому я так комментировал. То, что, чтобы не забыть. Впечатление мином. Тюрьма. Вот это Седная. Это пиздец. Вот если бы был бы как-то связь с этими журналистами, допустим, Фарухом вон тем, да, или там Узбеком вон тем, Аюбом, я бы сказал бы, полностью допроверив вот это все, взорвать эту тюрьму полностью, разровнять с землей. Вот нужно только найти людей до конца, чтобы его нельзя сделать музеем, ничего нельзя его делать. Просто нужно уничтожить. Вот я так считаю, потому что оставить его для кого-то, для обозрения, это будет опять какой-то урок какому-то гондону, чтобы создал он такую же тему. Понимаете? В дальнейшем. Разницы нет, в какой стране, блядь. Поэтому я считаю, такие места надо уничтожать. Вот так. Забыть раз и навсегда, блядь. Разровнять нахуй и там больше ничего не делать нахуй. Пусть песком все зароется нахуй, перероется, блядь. Засыпет. Все. Забыли. Просто ужас. Как этот. А, вот, как раз даже дошли до этих ИГИЛовцев. Аль-Холь и Родж. Вот, годами живут жены и дети бывших участников исламского государства, признанных террористическими. На курдской территории Сирии в лагерях для военнопленных Аль-Холь или Родж годами живут жены и дети бывших участников исламского государства. На курдской территории Сирии. Вот этого я не могу понять, блядь, нахуй. Что за хуйня там? Что, блядь, и курды нахуй есть, и ИГИЛ есть, блядь. Такой сыр-бор, блядь, да ведь? Бардак какой-то, да ведь? И тут самое интересное, да, вот как мы люди, вот как обычный корахолог, как Алсынов говорит, мы однозначно мы, так сказать вам, да, сострадаем, наверное, как это называется, блядь, нахуй. Жалибіз енді оларны біз. Кіші кебек. Алланың жолында жалибіз енді біз оларны. Но, тут вопрос возникает, блядь. Тут вот до хрена, самое интересное, из Крыма людей, с Украины, я в ахуе просто. Мусульманки, украинки. Я раньше впечатлялся, что мусульманки и украинки очень много, чем эти узкожопые. Узкожопых вообще, по сути, нихуя. А вот украинок, мусульманок много. Альхамдулилля. И вот они туда поперлись. Какого хуя? И вот одна из них рассказывает то, что типа здесь будет все по исламу, туда-сюда. Ну, короче, наебали. И вот они в палатках этих жили. Но это же идиотизм. Это же идиотизм. И тут давно эту тему я должен был как-то рассказать, наверное, от себя, да ведь?
хотел вот добавить здесь как раз таки. Вот, допустим, это касаться будет каждого, начиная, как обычно, кто там бегает все, узбеки. Ну, если даже там есть узбеки, надеюсь, это не все женатые там, ну, они тоже, конечно, с женами, наверное, приперлись туда. Ну, по крайней мере. Исходя от этого, Башкортостан, Татарстан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, все там есть. Все эта солянка там есть. Теперь возникает один вопрос. Этим, ну, их я нормальными людьми не считаю. Это люди придурки. Почему? Обосную. Сейчас я... Иван пошла на то, сейчас я включу, чтобы эта запись пошла в ТикТок. Теперь, Тугана, вот обосновывая ту мысль, которую я хочу донести людям Башкортостана, Татарстана, и другие тоже пусть берут от этого толк. Сейчас сразу на меня полетят те мусульмане, наверное, которые больно такие выебистые мусульмане, я их называю, блядь. Да хуя крутить себя и мусульманов не надо, блядь, нахуй. Заебали вы меня, честно, блядь. И меня, нахуй, не нужно выставлять не мусульманином. Потому что син білмеген нәрсәні мен, как говорится, білмеймін. Мен білмеген нәрсәні син білмейсің. Надеюсь, это донес, да, такую тупую мысль. В итоге не нужно, как говорится, людей ставить такое какое-то непонятное положение, то, что он мусульманин или не мусульманин. Вот это хочу сказать. И вот, что за мысль? Вот, допустим, ИГИЛ и еще какая-то хуй поймешь кто, вот этот второй я не могу найти кто, и вот эти повстанцы. Окей, повстанцы вроде бы как мы думают. Пока я считаю, как мы думают. Примерно я с ними согласен. Теперь это касается всем, по сути, нашим, башкиртам, татарам и особенно вот крымским татарам, Крыму. Потому что у меня там тоже есть родственники, так скажем, да, и украинцам особенно есть родственники. Но всем касается это, давайте так скажем. Вот прикиньте, у вас есть своя земля. Аллах Та'аля вам сказал быть на всей земле мусульманами. Разницы нет, на какой ты земле родился. Вот мы родились, допустим, в Узбекистане. Значит, мы узбекские мусульмане. Башкортостанда башкорт мусульманары. Татарстанда татар. Казахстанда казах. Таджик. В Украине захотели мусульмане стать христиане, да? Стали крестоносцам мусульманами. Проблем нет. Это ихняя киндек кона тугульган жир. Где вот из пупка капнула кровь, это твоя земля. Теперь так. Я с любым нахуй ебаным этим, кто ученый, могу поспорить насчет этого. Похуй мне. У меня есть элем или нет. Я вам просто буду поставлять мысли адекватного человека. Вот прикиньте. И вы попиздили и стрельнули пизды с Таджикистана, самый дальний край беру я, не говоря, блядь, из Сахалина, попиздили в Сирию делать какой-то исламский джихад и против кого? Против Асада или против вот этой группы Джалани? Против кого? Вы там 3 группы не разобрались между собой, еще в сраку курды еще лезут в жопу без вазелина, блядь. Еще курды есть, американские, блядь. Еще Турция еще, ёб твоя матьская, есть, блядь. Вообще не при делах, сука. Но рядом, поэтому она при делах уже. И теперь вопрос, Тугана, вот вопрос. Куда барма, онда барб, если ты мусульманин своей страны? Ну ты живи там. И тут возникает вопрос. Как раз твой комментарий этой украинки. Мы хотели настоящий ислама туда-сюда. Окей. А кто вам не дает в Украине настоящего ислама? И она говорит, в то время как раз Россия захватила Крым туда-сюда. Ну, перескочи в Украину. Кто вас трогает? В чем проблема?
Вон в Европе везде игиловцы всякие, кто только тут не живет. Похуй, блядь. Хизбут-Тахрир, все тут живут. Вся басота вот эта. В чем проблема? Да хоть кем будьте нахуй, живите спокойно и все. Нехуй взрывать, блядь. Это раз. Потом, они попиздили туда. И что вы там, блядь, в пустыне собрались делать, нахуй? В пустыне вы хотите поменять полностью мировоззрение Земли, что ли? Это что за нахуй? За какой тупой головой вы пошли туда? Это не осуждение. Это я вам приношу факты, которые человеческого образа. Это постфактум, блядь, размышления. После ваших вот этих, то, что я услышал за вчера, блядь. И то, что я знаю вообще. За 39 лет, блядь. И охуеваю. И после этого вы поехали в какую-то осадовскую землю, когда этот хуй правил там 50 лет, поперли сюда и в течение 13 лет что-то хуйней маялись, и что там творите. Окей. И что? Вы создали государство, и что? И начинаете жить, и что? И что? Зовете туда людей, и что? Так же в палатках вы всю жизнь хотите жить, блядь? 13 лет прожили, еще раз в палаткой будете жить, блядь? Или вы что, блядь, из нормального оседлого жизни, блядь, не оседлую жизнь перешли, блядь, вот это, блядь, туда-сюда скачивать нахуй? Это раз. Нахуя? Поэтому башкортотарларга призываю такой хуйню не заниматься. Почему? Теперь к обоснованию более подробно. Вам это Айсен не скажет такую хуйню. Потому что он где-то он летает, хуй его, где он летает, но явно он не там, блядь. Мусульманин какой-то он не такой, блядь. Я вам рассказываю, блядь, как вижу ислам, как он должен быть. Башкортостан bilan Татарстан musulmonlikqa kelgan ekan, значит, shu bizni жерlar. И мы никуда не уезжаем. Не ищем ИГИЛ. Не ищем кем-то, кого-то, блядь, нахуй, себе не ставим ханом, падишахом. Понимаете смысл? И зарубите себе в нос, что у нас такого не будет. Искать кого-то, куда-то ехать не надо. И это не говорит, что вы ходили без штанов, нахуй. Там, блядь, проституция будет, нахуй, на высшем уровне, блядь, Башкортостана, Татарстана. Не, я не к этому. А к тому, чтобы вы вот такие, нахуй, группировки, секты не попадались. Очень много с Казахстана там я услышал, охуел, блядь. С Кыргызстана, с Узбекистана, с Таджикистана, само собой. Азию полностью забаламутили. А почему? Теперь второй вариант. Значит, получается, тот, который вас повел туда, хуй поймешь, какой-то хуй, вы даже его не знаете в лицо, который вас кинул там, этих женщин ебут все подряд, рождаются хуй поймешь кто, смесь бульдога с носорогом, блядь. Все болеют нахуй, говорят еще. Все, у всех, блядь, там легочные болезни, у всех, блядь. Потому что там холодно, все, пизда, все там, блядь. Итог. Ладно, он сюда, хуй с ним. Думаешь, блядь, ну это пиздец. Получается, вы попиздили куда-то, не оценивая свою возможность забрать свои земли от этих тагутов, которые держат тот же Казахстан, тот же Башкортостан, Татарстан, Чечню, Дагестан. Не задумывались об этом? Крым, Украина. Не задумывались об этом? Где можно было бы цивильно, красиво жить между с ними. Что именно вам приспичило нахуй пиздовать какую-то сраную Сирию, блядь, если уж на то пошло, блядь. Вы же сами себе противоречите, ёбаные мусульмане, которые возомнили себя игиловцами. Именно вам я обращаюсь. Которые предпочли
почему-то Сирию, а свою землю игнорируете, если Куранда айтылган, что бүтін жерде намаз оқырға ярый. Аллах Тағаланың жерлері дейілген бит? Дейілген. Это что за нахуй? Что за лицемерие, ублюдки? А? Поэтому, исходя от этого, это ваш косяк. ИГИЛ это ваш рожденный, точнее, приросток к вам, который прирос, блядь, в вашей тупой голове, блядь. Понимаете, да, смысл? Поэтому вы там мучаетесь. Переебанные женщины, мужья поздыхали уже давно, нахуй. Дети хуй поймешь от кого. Рожаете там же, блядь, в палатках. Пиздец. 21 век. А они даже не знают языка. Школы не видели, блядь. Вот цивилизация ислама, да? Мухаммад Пайгамбарымыз точно этого не хотел бы. Он этого бы не сделал бы, чтобы вы это сделали. Он явно такой херней, как вы страдаете, не страдал. И поэтому, когда вы пытаетесь своими тупыми головами казаться умными и тем самым опускать, как нас называете же вы, каферами, вам, ублюдкам, сперва нужно дорасти до чего-то, нахуй, чтобы совершать какие-то действия. Құранны білдім генә бит іш түгел ул. Яши дә белергә кирәк. Құранны білгәч, Құран буенча яши дә белергә кирәк. Если сен Құранны укып та, сен этот илмең бар икән, имансың икән, иманлысың икән, то, но сен яши белмәгәч, ни кута аласың аны, беләсең аны. Яши белмәгәч, блядь. Если не можешь жить, блядь, нахуй, какой ты нахуй, блядь, умничка, блядь. Ты пидорушка, блядь. Хуже, блядь, старой старушки. И то у нее мозги будут в порядке. Она не поедет в какую-то пустыню, нахуй, искать какую-то свободную страну, блядь. Ебанутые люди только туда едут. Вот это и есть секта, блядь. Вот это и есть секта. Я не хотел ковыряться в этом, давно хотел более-менее подробно, понимая, сказать. Я же всегда говорил, я не в курсе, что за хуйня. И всегда ИГИЛ, всегда, помните, я говорил, что это российское, нахуй, творение, блядь. Узкожопых, творение узкожопых. А кто его знает, нахуй, на самом деле, кто его? Мы же до сих пор не знаем, чье творение. Но над ними есть какой-то хуй, который над этим рулит, понимаете смысл? Руль есть там все равно. Но этот руль умный, но кто там ковыряется в этом дерьме, в этом всем, блядь, колхозе, блядь, этом лагере ихнем, это долбоеб марионеточный, который подставил столько людей, потащил туда за собой. Это как этот, блядь, Моисей. Ты куда нас, или Одиссей, или Моисей, блядь, куда ты нас, блядь? Ты куда, Одиссей, без, от жены, от детей, блядь? От такой же хуйни, блядь. Ты куда, Моисей, блядь? Моисей туда-сюда по пустыне водил всех, блядь. То же самое, нахуй. Искали, что искали, нахуй? Пизды получили он, нахуй, и все. Поэтому как раз-таки тут то выражение и югіргеннеке емес, бүйіргеннеке. Югірдилер, игилосы. Пизды получили от этого Джалани. И Джалани взял власть. Очень значит, вы не на правильном пути. Теперь вы должны это понять. И осознать, и принять, что вы в ебаном пути. Вы не на пути Аллаха, а в гнойном, нахуй, пути вы. Лжи и обмана, блядь. И за все это вы будете отвечать, ублюдки, блядь. Столько детей, женщин вы погубили там. Чьих-то детей, чьих-то женщин, козларым кемнедер. Хоть с Украины, хоть с Таджикистана, разницы нету. Вот так вот. А кто эти мужики, которые повели их туда, эти тоже, грубо говоря, манкурты. В рот ебать их, блядь, всех
нихуя не мусульмане, ублюдки нахуй. Которые, блядь, нахуй, возомнили из себя лучше нас. Ты, тварь ебаная, ты не можешь быть лучше нас, ублюдок. Ты ровный должен ходить вместе с нами. Тем самым тебя от осада можно не отличать. Как раз это все дерьмо происходит в этой осадовской земле, блядь. Одни дерьмофродиты, нахуй, там собрались, блядь, пытаются что-то уладить между собой, нахуй. Дерутся, блядь, сперматозоиды, нахуй, не могут понять, кто с кем, нахуй. Альхамдулилля, Аллах дал кому-то, потому что они все-таки поняли, кто здесь, блядь, косячит. И не надеюсь, они не опорожнятся, будут держать эту власть до конца. Не обосрутся где-то, нахуй, как ИГИЛ, блядь. Поэтому только хак юлдагна была баракят. К чему я это? К тому, чтобы Башкортостан... Почему я это вообще, эту тему взял? Это именно тот намек Башкортостану, Татарстану и другим регионам, даже Украине, Крым и всем мелким регионам, крестоносцам даже. Это тот момент, когда вы, придурочные, идете за Путиным, за Асадом, за ИГИЛом, за Хизбут-Тахри, за еще хуев каких-то шиитов, блядь, еще, блядь, за курдов, блядь. Вот вы из этой, блядь, так скажем, теории, нахуй. Вы из этой поеботины, можно сказать, блядь. Вот ваши мозги где озабочены. Ваши мозги вот этим забиты, дерьмом вот этим. Где это дерьмо охватило вас, что вы забыли свою республику. Ушедшие из Узбекистана, ушедшие из Башкортостана, с Татарстана. Да хуя откуда они ушли, блядь. Кавказ да весь там, блядь. Это вы, которые забили хуй на свою родину. Вот так будем излагать вас. Вот так преподносить вас надо, понимаете? Никто вам об этом не может сказать. Боятся, наверное, или что, я не знаю, блядь. Да мне похуй на вас, блядь. Кутагано куйгамман. Потому что вы мне не пророк мой. Меня пророком Мухаммад Пайгамбарымыз. А сіз меня, нахуй, сектантсыз. Поэтому вы мне никто, нахуй. Отам да түгіл, онам да түгілсіз. Имейте в виду, вот от этого сравнения вы не можете даже двинуться. Потому что вы никто. И это вы должны понимать. Шуларга Дуслар очень печально. Я, честно, блядь, когда его слушаешь, до слез слушаешь, блядь. Вот эти нытье людей. Еще я там всякие Айну слушал какую-то, явно, наверное, чеченка, которая рассказывает, вся плачет и рассказывает, что там пиздят нахуй всех, блядь, эти суки, какие-то курды нападают на эти лагеря, забирают детей, которых даже родители спрятали где-то в погребах, ямах, где-то там. Даже оттуда, короче, забирают, да? Короче говоря, забирает везде, ну, находят, да? Ну, где можно, блядь, в палатках спрятать детей? Ну, уму непостижимо же, да? Ну, нигде нельзя спрятать, блядь. И, типа, они жалуются то, что забирают оттуда. Ну, конечно, забирают, блядь, конечно, забирают. Чё, блядь? Ихняя есть территория, им дана эта территория, я не знаю, блядь. Блядь, если это курдская территория, наглую говорится там, блядь, про это. Ну, наверное, забирают, блядь. Наверное, забирают туганлар. Поэтому, когда речь идет, значит, о ИГИЛе, и о котором мы не знаем, когда мы не знаем и когда мы не осознаем пока этих, так скажем, непонятных людей, эти группировки, которые прутся, хуй поймешь куда, что-то делать, мы их пока не поймем, почему они пошли туда, почему у них какая-то цель непонятная, да,
мы все равно нахуй, как говорится, мы это не примем. Потому что у каждого этого народа, хоть ты там 1000 раз будь мусульманином, есть своя земля. Значит, мы свою землю должны беречь. И оставаться на своей земле мусульманами. Просто нам нужно уничтожить Москву. Башкортостан и Татарстан жире бар. Біз, Аллаха шүкір, мусульман. И после этого мы как бы не нужны, как говорится, точнее, не должны искать где-то что-то в виде того, что, блядь, вот типа мы такие, ну, безземельные, блядь, нуждающиеся, и пойти должны куда-то в ебенях, искать себе землю и создавать какие-то земли, блядь, дома себе, блядь. Это же нахуй, блядь. Ондай, блядь, заманадан бит енді уже біздің ата бабаларымыз юри, блядь, сегіліп уже тоқтаған битін шул Башқұртстанда. Шу Урал тауларын үткенлер, Татарстанда тоқтағанлар, Казахстанда тоқтағанлар. Никуда они не бегали, блядь, оттуда. Аттила бегал по всей этой пидорасии, потому что это все было наше. Пока эта пидорасия не пришла к нам, не забрала все. И Аттила явно не бегал ни в Америку, и еще куда-то нахуй. Хуйню не страдал. Он прожил свою жизнь, надеюсь, у себя там. Никуда не прыгая нахуй. Точнее, даже, может, он, если даже и прыгал, захватывал, но он возвращался к себе домой. А эти попиздили куда-то в Сирию создать какую-то новую мусульманскую страну, блядь. Ебанутые нахуй. Ты башта үзіңда создай, а потом пиздуй в другом месте что-то создавай. Үзіңда у разбитого корыта нахуй пытаешься в другой земле хозяйничать нахуй. Нихуя вы, блядь, расслабленные ублюдки, блядь. Суки, блядь. Поэтому шундыха, туганлар. Тут дохуя что можно говорить. Надеюсь, это я донес эту тему. Донес я, надеюсь, эту тему. И если вдруг какие-то новости... Блядь, нет мой микрофон. Если какие-то новости еще появятся, мы, может, поднимем эту тему. Но на сегодня хватит. Переходим на другую. Вот здесь черкесов в Сирии время перемен. Вот тоже поражаюсь. Черкесы в Сирии тоже были, оказывается. Я чуть-чуть послушал, потом что-то мне неинтересно стало. В Сирии, понятно. Короче говоря, самое интересное, вот тут тоже, чуть-чуть вспомним. Черкесов в Сирии время перемен. Он говорил так. Почему черкесы в Сирии оказались? Когда армян, оказывается, пускали, Сталин, гондон, армянам вернуться дал возможность, а черкесам не дал. Видите как? Какой нацизм шел Сталином. И окей. Давайте чуть-чуть вернемся назад и сейчас добавим. Если вот это было в прошлом, если, блядь, черкесам не дали, крымских татар выгнали, блядь, чеченцев выгнали и так далее. Окей, это все произошло. Но опять вопрос нашим старикам. А хуй тогда они замолкли, блядь? Какого хуя нам оставили этот коммунизм, ебанизм Путина? А? В чем проблема-то? Получается, значит, корни-то наши трусливые нахуй. Это тоже мы должны понимать. Боролись до Салавата Юлаева. После Салавата Юлаева никто не боролся нахуй. Пиздец, заебись, да ведь? Получается, 125 лет никто не борется. Грубо говоря, по Башкортостану, а может больше. Когда там Салават Юлаев Улюкикен, не могу сейчас цифры сказать. Примерно так. Жукфейк. А меня крикет гандон. Черт ебучий нахуй. O'zbek emassan, o'zbekcha yozibsanmi? Iningni amiga kirib ketgan. Bo'ptimi? Qanjiq yo'g'ini. Itdan bo'lgan chimo, блядь. Порой, блядь, вот этих манкуртов, узбеков перестаю любить нахуй вообще. Гнить нахуй. Мочить надо этих узбеков, манкуртов тоже. Также и башкиртов, и татары относятся также. Короче, всех манкуртов будем мочить. По Аллаху верса.
Құлағына, блядь, құрал тұрсын, блядь, кутлеріне сігем, нахуй. Затрахали гниды ебаные, нахуй. Создадим так, что, блядь, нахуй, они, блядь, суки, блядь, в одном зиндане, блядь, с узкожопами оказались. Узкожопых и манкурт вместе будем сажать, блядь. Пусть они друг друга, нахуй, там лижут, как говорится, ебут, нахуй. Вот такая хуйня, блядь. Будем издеваться над ними, пидорасами, нахуй. Так, сирийские повстанцы сжигают российские тряпки, которые побросали спешно драпающие мальчики. Молодцы, молодцы. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazi, flag Rossiya rafaygan. Да, вот. Rossiya Suriyada tamom etdi. Darishdi. Флаги, нахуй, ебаные, нахуй, сжигают, все сжигают. Молодцы, блядь. Просто все вывозить не надо было давать, нахуй. А, вот. Вот это я откопал, блядь, где-то, блядь, одно видео. Turkiyadagi o'zbeklardan вот такое видео. Сейчас сдадим, блядь, тикток, блядь. Тикток, нахуй. Этот пусть записывает. Германиядagi турки. Он тоже говорит что-то. Сейчас я прочитаю сперва. Germaniyaga kelganingizdan keyin turkcha gapirgan har kimdan uzoq turing. Turk ko'rdingizmi, orqangizga qaramasdan qoching. Turk ekan, musulmon ekan, menga yordam beradi, haqqimni yemaydi degan gaplardan voz keching. Bularni musulmonlar qiladi. Haq yeyish masalasida. Ularning oldida ishlamang, oylik ish haqqingizni o'z vaqtida bermaydi. To'liq bermaydi. Mehnatingizga yarasha haq bermaydi. Bu masalada nemislarning oldida ishlang. Ham soatlik ish haqi yuqori, ham haqqingizni yemaydi. Xuddi shunday. Mayerda mana bitta ukaxonim bor, uni ham turklar kidat qilgan. Qanchadan beri gapiraman. Qani uni gapirib eshitaylikchi. Almanya'ya geldikten sonra kimlerden uzak durmalıyım? Arkadaşlar öncelikle Almanya'ya geldikten sonra Türkçe konuşan herkesten uzak durun. Türk gördünüz mü arkadaşlar? Arkanıza bakmadan direkt kaçın. Oradan uzaklaşın. Yok Türkmüş, yok bana yardım eder, yok Müslümanmış, benim hakkımı yemez. Böyle şeyleri pas geçin arkadaşlar. Bunu en iyi Müslümanlar yapıyor hak yeme konusunda. Yani arkadaşlar onların yanında çalışmayın. Maaşınızı doğru düzgün zamanda alamazsınız. Eksik alırsınız. Size hak ettiği maaşı vermez. Maaşınız zamanında hiçbir zaman alamazsınız. Bu durumda saatlik ücretleri yüksek, hem de hakkınızı yemezler bu konuda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Mana shu turkni tilini men полный tushundim. Вот men anladim bu turkni. Полный рост. Даже мне не нужен был внизу перевод, блядь. Но этим пидором, блядь, нахуй, турком, нахуй, когда ты говорить начинаешь, он говорит, я тебя не понимаю. Понимаете смысл? Поэтому я их и ненавижу, нахуй. Гандоны. Ну, это чисто уж навел, так скажем, наводки так. Нечаянно увидел, блядь. Вспомнил, блядь. И вот эта самая интересная тема, как Куштал Байрам удалил это фото сразу, но я успел его перекинуть себе в этот в Телеграм. Башкиры во Франции, 1887 год, Богдан Виллевальде. Фото его. Или рисунок. Фото, рисунок. Хуй поймешь, блядь. Рисунок это, ёпта. Блестит аж. Короче говоря, я ответил такую тему. Я что говорил, давайте прослушаем. Не буду повторяться. Так, сейчас. Да, бұл да бек қызық история енді мына біз бит 99% біз бит тарихны да білмейміз бит енді тарихны білмейміз. Шулардан соң бұл теге башқұртлар во Франция болғаны біз ғұрланырға тиішме или наоборот нешіктір біз нешіктір башқаша тұтырға тиішмізме. Ана шу жағында бит алматырға керек. Бұл теге фотоны мына загрузить еткенсіз суть тарихны, историяны нәрсесін бит халықтан нешіктір әзгене болса да теге алматырға керек деп ойлаймын. И по моим, так скажем, знаниям, понимаю, что было так.
Францию-то они шли с казахом вместе. Казахи, башкортлар, казахлар, бірге барганлар. А кем еще барганлар? Машину ведь конкретно, как говорится, нужно как это ставить, как говорится, ребром. Моржа үшін, Мәскеу үшін барганлар. Французларны қуып барганлар да бит, ну, кем үшін барганлар? Башқұртстан үшін бармаған бит. Французлар бит салқыннан өле башлаганлар. Мәскеу юлында, Подмосковьеларга кіріп барганда. Қоятыр барып жете алмаганлар да енді. Потом мындан башқұртлар келіп, тегелерді қуа башлаган. Примерно вот так. Если даже трактовать, но шулардан соң дағынағыз енді. Что башқұртлар, узбеклерді айтқан кебек, малай кебек. Малай это типа мальчик на побегушках. Это не тот малай, который малайка, как у нас говорят, балана. И малай это по-узбекски это на побегушках юбрдек. Шнырь, шнырь. А шли как шныри во Францию за вот таких подобий путинососов, и кто там был в 1887 году, блядь, нахуй, в этой пидорасии. Примерно мы нашим хуйня, блядь, страдать это барганлар. Поэтому мы да, никак без ворлокна не можем использовать. Не в нашей теме сейчас. Это не показатель. А показатель именно было бы так, что мы нашу башкортлар во Францию шулай барганлар. А башкортлар шулай Мәскеуге барганлар в Сае, шулапата. Вот этим моментом мы могли бы, как говорится, хвастаться. Но вот этой хуйней мы не имеем права хвастаться. Братан, ты в Куштау Байрамич. Ну, примерно прослушали. Это я вчера говорил, блядь. Тамак Сагальяне, конечно. Ну вот, просто как бы то, что я в тот момент говорил, больно дословно не могу повторить, просто поэтому даю прослушать. Вот, потом, ну вот здесь тоже до хрена что-то я говорю, конечно, это точно не буду прослушивать, наверное, дохуя что-то. Но кратко скажу, кураторы психов, одиночек и шутеров спецслужбы Темиров, Мурат Темиров. Как я понял, он черкес, что ли, я так понял. Не знаю, короче, наш такой. Вот он примерно рассказывал, кто что там, как бы, всю эту тему делает против мусульман. Получается, тот этот долбень, который в Германии на днях на ярмарке ебанул, ну это явно какая-то подставная хуйня. Это то же самое, что самокат с узбеком. Ну еще хуже даже. Там понятно, Украина заказала его, и он сделал это. Понятно. А здесь само, может быть, правительство этого ебанутого нахуй создала, чтобы он вот так проехался по людям. Показать, тем самым очернить мусульман в Германии. Чтобы потом на них пойти репрессии, зачистка и отправка в Сирию, особенно дохуя там из Сирии людей. Вот примерно такая хуйня. А до этого как раз он потом еще сравнивает Брейвика, который, блядь, в Норвегии заебенил людей. Вот это тоже из этой категории. Но я там говорил дохуя, я уж слушать не будем, не помню, кратко просто пройдемся по нему и все. Короче говоря, везде, где выходят какие-то уёбки, которые сжигают Коран, еще что-то, какие-то вещи начинают творить, это вся хуйня создается той страной, где это происходит, чтобы очернить мусульман. Поэтому Башкортостан, Татарстан birinchi o'rinda onlarga tez berayverdi. Biz musulmon davlat bo'lashaqmiz. Narsa bo'lsa da. И мы не арабы. Не арабы, саудиты эти ебаные на нефтяных этих сидят, блядь. Нет. Которые просто сосут хуй, блядь, у американцев. Мы не они. Поэтому буйсынмас үшін һәм башқұрт буйсынмый бір қашанда. Мына шуны, как говорится, если мы овладеем свою историю в свои руки возьмем, Алла берса, Башқұртстанны, башқұрт кімлеген, Татарстанны, Татарстан кімлеген и так далее. Кавказ кімлеген. Нас, какой там нахуй? Ни Америка, ни арабы, никто не придет. Китайны даже не сулямим, я даже за людей не считаю их нахуй. Говнонов. Короче говоря, суть всего этого видоса одно. Не надо вестись, что, блядь, там вот ёбнул кто-то, что это сразу понятно мусульмане. Мы не знаем, кто такой. Вот просто вспоминаем, знаете кого? Вот этот ИГИЛ.
Вспоминайте какого-то террориста. Вспоминайте какого-то долбоеба, психа. Вот примерно вот так сравнивайте. Не надо сравнивать сразу кого-то. Кстати, если брать Брейвика, Брейвик это норвежец, который ебанул, блядь, всех детей в школе, блядь, на одном острове заманил, какой-то остров, а на острове дети, что ли, или что, и там чпокнул всех, блядь, сколько там лет назад, блядь, 2000 каком-то, блядь. И после этого он придурок сидит где-то. Но явно он офицер какой-то или там агент, который должен был сделать это задание. Потом ему дадут тюрьму, компьютер, всю хуйню. В Норвегии у всех так, по идее, блядь. Всех поблажек. И он отсидит какое-то время и выйдет. Вот и все. Не кастрировали его, не повесили его, потому что нет таких законов там, в Норвегии. Вот и все. Человек служит Родине. Вот таким способом тоже. А бездегелер манкуртлар. Манашуай кланрага могутлар. Понимаете? Нужно брать со всех сторон толк от этого. Что мы за свой Башкортостан с Татарстаном даже не хотим, не то что там, какие-то жертвы принести. Умереть даже сами не хотим даже. Не то, что там кого-то чпокнуть, допустим, тех же москалят. А вы идете украинцев убивать. Манакойда. Загвоздка, понимаете? Вот где, как говорится, ваша истина. Где вы не можете ответить за свою жопу, блядь. Не то, что за Башкортостан и Татарстан, блядь. Взяться вместе. Понимаете, вот в каждой тематике нужно видеть, я думаю, такой момент, кто никогда не озвучит. Искать надо такие хитрые моменты, где никто не озвучит и не преподнесет его, потому что то ли ему страшно, то ли он перейдет какие-то шаблоны. Я не знаю, блядь. Но мне похуй, блядь, перехожу в шаблон, не перехожу. Главное, блядь, я пытаюсь донести вам, что крути не крути, мы сдохнем. А если мы сдохнем за свободу Башкортостана с Татарстаном, это лучше, чем где-то в жопе мира за ИГИЛ, нахуй. Примерно так сравнить можно. Или там за Украину, точнее против Украины, блядь, сдохнуть. Нахуя, блядь. Украинцы что нам сделали, блин? Понимаете, вот в чем прикол. Поэтому надо вам, в конце концов, кузыгызны ашырга нахуй. Ашылмаса сидик белән юлыгыз иртән. Иртәнге сидик белән юылган күз әйбәт күрә дияләр. Вот иртәнге сидик белән күзегезне юыгыз нахуй и Мәскәүгә бәлкем күзегез төшер. Кем дошманлыгын шунда белерсез. Сейчас запишу. Я уже запутался, в каких номерах стрим просто пишу, блядь. Так, сейчас, секунду. Просто этот. На всякий случай веду двухстороннюю запись, потому что вижу в комментариях всяких утырков, блядь, которые, блядь, пытаются что-то мне нагонять тут. Вдруг этот бахнут. Короче, знаете, у меня есть другие каналы еще. Вот выбор гарантии юг. Блять, глючит, ёпта, телефон. Тут поиски, блять. Так. Итак, ладно, окей. Ну, в тот день опять у меня эфира не было. Это все после эфирные вот эти дни битиндамин, да. Сука, скучный сержант.
Так. Я это читал или нет, я не знаю. Бля, где мой микрофон опять? Азар. Так, в Башкирии много нефти, и в Татарстане я про лес молчу. Салям. Шуны айтам бетинде. Поэтому мы без ошкалны без, Аллаха шүкір. Поэтому мы, как говорится, я плюс еще добавок, вот, братан, я что еще добавил, говорю же постоянно по карте, да? Все, Нумат знают, все знают насчет карты, что Перем с Коми полностью нужно будет забрать себе, чтобы полностью срезать, получается, вот эти наши земли, Аллах верса, я надеюсь этому, мы должны будем перечеркнуть всю историю, потому что самое главное, вот давайте вот это еще озвучим, самое интересное. Вот эта мысль как раз сегодня закрепилась после слов Трампа. Кстати, этот долбень в Панаму, да, пытается какой-то канал отжать. Типа он, хозяин идет, бойтесь меня, да? Инде қараңыз. Бізде, мен оңнамын, бізде мына Башқұртта, Татарда, Қазақта, Кавказда, что, нет таких людей, которые против Трампа стать? Или там против Путина? Вот этого я не могу понять. И тут сказать, допустим, мен Башқұртстаннан болып, мен бұны айтам, мен шу ішке мен барам, мен к этому шу дәрежеге мен барып жетерге тырышам, если я жив останусь. Олавишта, мое дело забрать Перем от этой русских Иванов, блядь, пидорасов. И Коми, это мое дело. Это мое дело, блядь. Кто захватил, значит, это его. Дурыстурено. Как вы думаете? Согласны таким тезисом? Понятно? Этот, как говорится, после развала всегда ждут, блядь, час X и так далее. Нет. После развала, до развала, раньше нет. Просто тупо нахуй зайти, забрать. Вдобавок за то, что, блядь, они нас 500 лет мозги нам ебли, за это забрать полностью Перем и полностью Коми. А он как раз граничит с Татарстаном. Мы граничим. Значит, мы вместе, как их Туган, вместе поднимаемся наверх. Забираем все подряд. Попадает, конечно, Татарстана чуть-чуть корявые места. Получается там удмурты по пути и марийцы. Но с ними тоже можно будет договориться. Само собой, они остаются внутри, но их территория сама по себе будет. Они сами себе будут ставить президента, похуй. А вот именно Башкортостанга попадается вся часть Коми, грубо говоря, Перми. Знаете, получается, Перем, Коми, да полностью будет это Башкортостан. А там дремучий лес, Дурусайтесес, там дремучий лес. Поэтому я считаю, что до моря новой земли мы должны отжать. Это для нашего будущего. Я же сразу озвучил, что там будут корабли всех наших азиат. Все корабли. Почему всю жизнь только моряки это узкожопые? До этого я говорил уже. Почему мы не можем моряками быть на своей земле? Мы будем. Поэтому мы должны сделать этот проход, полностью очистить с Куландыка до новой земли. Безне жилья была. Новая земля тоже безнека была нахуй. Кстати, там, сука, ублюдки во время СССР моего дяди туда в армию забрали. Также служил несколько лет и сердечником вернулся. С Узбекистана, да, грубо. Получается, остался там, хорошо, белые медведи не сажали, там же белый медведь дохуя. И в итоге, получается, под снегом его потом через несколько дней нашли. Хорошо не умер, но стал сердечником. Наверное, от холода, наверное, сердечником стал. Вот так вот, служи нахуй этой пидорасии, блядь. Поэтому, что я хочу сказать, блядь. Всю вот эту территорию нужно таким образом забрать, чтобы урысларны кикирдеген любой yoqdan кысыр үшін. Он что тын аларга үлгермесін даже, блядь, нахуй. Не то, что вздохнуть, блядь. Ол үлгермесін тын аларга, блядь. Mana шулай кикирдегеннен біз аларга тиешбіз. Шуларга айтам бит инде. Үстен, шу Комидан должны идти отряды якутов с бурятами и
тувинцев, а без Башкортостан, Татарстан снизу, чуть ниже, да, идем на Москву. Вот таким образом мы должны пойти на них, понимаете? Вот таким образом мы должны зажать Москву. Только таким образом мы раздолбаем эту тварь. По-другому никак. Если мы будем молчать, скажем, вот даже еще нововылупленный, блядь, Трамп, Кутабаш, говорит, Панама моя, блядь. Ну, мы-то вообще, блядь, имеем на всю землю, блядь, как говорится, зуб, блядь. Не говоря о том, что давайте уж и по вашим землям пройдемся, по землям Казахстана. Весь казахстанская земля отойти должна Казахстану. Нихуя там не будет. Вот то, что я увидел тот день карту какую-то, блядь, озвучил, я так и не нашел, пока не до этого. Вот эту карту, которая, блядь, разделена, хуй поймешь, блядь. Там нихуя Казахстану ничего не дали. Всю внутри пидорасии и разделили, я не понял. И так не катит, блядь. Поэтому все, что по истории должно быть Казахстан отойти, потому что это наша безопасность. Почему я к этому клоню постоянно? Вы должны тоже понимать это. Потому что біздің туғанлар тук болса, біз тыныш боламыз. Понимаете смысл, да? Это как бы глубокие мысли. Потому что әрбір кешені өзіне жиі болған, бізге қатлы, біздің ата-бабаларымыз қалдырған бізге, мы просто их проебали, точнее наши предки до нас проебали их, теперь мы наше время вернуть их. В чем проблема? В чем проблема нам быть хозяевами этого мира? Кто нас держит? Вот этого не могу понять. Путин, что ли? Или Трамп, блядь? Кто нас пугает, блядь? Поэтому вот этот момент мы должны осознавать. Вот этот момент, что Москве без общий украинцам я это доношу уже я не знаю сколько, блядь. Помогите нам, я говорю. Украинцы, очнитесь, свяжите меня с кем надо. Наши не могут, бла-бла-бла, не могут сказать то, что я хочу донести. Донести вот эту всю тему, что разделение России, этой ебаной, блядь, будет только по нашему желанию. Точнее, по нашим кускам, которые мы хотим охватить. Другие хуй сосут пусть. Почему? Потому что там все, как они говорят, эти сраные земли узкожопых. Нихуя, нихуя, мы им не дадим. Принципиально. Это принцип такой. Уничтожение этой маразматической, вылупленной какой-то нации, вот так оно будет. Уничтожение их земель. Как они наши земли раздали, трин-трава. Ташкент казахский, я охуел, когда узнал. И так далее, если так цинично подходить к всему. Тогда будем все на место ставить нахуй. И таким образом забирать лишнее. Чтобы узкожопых когда болмасын вообще. Якында болмасынlar, блядь. Чтобы, блядь, 1000 километров рядом не было их, блядь, сука. Только так. Примерно, надеюсь, я ответил. Просто то, что, блядь, убивает меня во всем этом, блядь, что мана мен сөйлеймін, мені поддержать еткен кіші жоқ, блядь. Үстен бір кім мені құлақ салмай, блядь. Мына шуларға ғана мен ашуланам, блядь, пиздец, нахуй. Хуеть етем, блядь, нахуй. Мен бет как будто жерлерін алғаш өзімді кісәме салып алмайым да енді, блядь, нахуй. Кісәме салып алмайым бет енді, блядь. Біз бет енді шул халық үшін тырышам бет енді, блядь. Меня нахуй нужны эти земли, по сути. Мне 2 метра хватит все равно, рано или поздно все сдохнем, блядь. Просто суть, знаете, принцип, да, мында өзіңнің еркеклігің, мужиклығың, өзіңнің ғұрурлығың, хамма намысың, бүтін нәрсені бұққа қылған ұрысларны күтіне сігуіне точкасы мына шу бола. Вот шунда ғана біздің ғұрурлық һәм ата-бабаларымызға месть шунда ғана біліне. Когда мы оторвем от них все куски ихние. Понимаете? Шунда ғана. Поэтому же я сразу говорю, если украинцы мозга не будут ебать, блядь, дойдут до Москвы, как я говорю, блядь, с левого фланга, Москву отдаем им. Я дарю им Москву, чтобы они все забрали Москву. А если мы не подарим Москву, они хуй возьмут эту Москву, украинцы. Потому что Москву мы сами заберем, если захотим.
Понимаете, вот в чем прикол. Поэтому, исходя от этого, нужно вот таким аппетитом иметь свои дела. Действия такие нужно делать. Прогноз нужно такой выставлять людям. Обширный, притом, прогноз. А не так, что, блядь, говорить, что «Бізге мына шу иске Башқұртстан жеткен. Челябинский да керекме». Нихуя, yok. Bütün жерni алабыз biz, блядь. Нихуя себе. Bütün жерni Қазақстан өзіне ала. Biz osh bulamiz, biz ochmiz. Мы же чурки, голодные, неотесанные. Вот мы и заберем это, чтобы обтесаться об эти земли. И вот тут манкурты наши, вот в тот день грузил, блядь, Эдуард этот хуеплет, блядь, опять с Аскана, блядь, хотел, блядь, тоже закидывал на память. Мына ике снайпер отырайында бірсі, блядь, явно бабай енді, блядь. Ну, яш түгіл енді, бабай ма, яш мамысы, хуй поймешь. Ике снайпер, такой белой одежде сидит, ну, это я в Телеграме у себя, да, смотрю. И самое интересное, и такой Эдуард, наверное, сфоткал, или кто это сфоткал, или ему отправили. Вот так в работе наши братья на защите рубежей в Курске. Пиздец. Башкортлар на защите Курска, блядь, на рубеже со снайперскими винтовками. Вот меня просто вот это, блядь, бесит, блядь, вот такие моменты, блядь, что наши земляки до такой степени оманкуртились, что, блядь, они не могут понять, блядь, где они. Веселые, притом, блядь, сидят со снайперскими винтовками. Ёппитен, шу, снайперские винтовки, блядь, шундау, блядь, шу, сугушта. Просто перехуярь, до своих же там, скрытно. Перескочи в сторону Украины, блядь, а. Работай, блядь, тихо. Хулундан, хунером варикан, снайпер, блядь. Ёп, нихуя, блядь. Пиздец, блядь. Волонтеры Уфы приобрели утеплители нашим ребятам Донецкого направления. Сейчас позвонили, что получили. Спасибо, всем сказали. Пиздец. Утеплители. Чё там нахуй они? Дом строят себе, что ли? Утеплители, изоверы, хуёверы. Сука, я хуею, блядь. Команда Рудика из Уфы 18 декабря доставила личные посылки наших ребят. Все получили также, отзвонились, они проехали от Донецка, Луганск, Херсон, Запорожье. Мана шунда юрилер екен біздің башқұртлар. Запоминайте адресочки. Донецкий, Луганский, Херсон, Запорожье. Когда будет ловля этих манкуртов в Башкортостане, Татарстанда, им будет вопросы заданы. Донецкий, Луганский, Херсон, Запорожье. Кто был? Вот этих всех надо будет ебать. Вот это и будет их тех остатков, которые все там вообще останутся, блядь. Вот из тех военных, которых нужно будет сажать. Или на кол, или зинданга. Ну, на их выбор. Или пуля в лоб. Пламенный привет еще нам да и Кухтарбаш, фуртотышка. Такие жирные, такие крутые из себя, блядь. Понятно. Блясызма. Меня что бесит, блядь? Бу ирлер, мы нашел Оскан, Башкортостандан вообще, блядь. Не именно Оскан, чтобы потом не говорили, то что Оскан, наверное, Аламалысын, блядь. Оскан, наверное, Туголь, блядь. Башка районда, блядь. Уфа, Баймак, Бурзан, любой, блядь. Башкортостан, Татарстан, похуй. Что я хочу сказать? Что, блядь, нахуй, манашулар, үзлерин ир итып, туталар манашу сугышта. Инду карагыз. Вопрос возникает, блядь, на месте вопрос возникает. Ну, синен, Башкортостан менен Татарстанда урыслар сигип турганда, сен ничек, блядь, өзүңнүн петушары, блядь, характериңни Украинага көрсөтөсүң? Вот мне вот это как-то, блядь, в голове укладите, блядь. Как ты можешь, когда тебя имеют, грубо говоря, блядь, в твоей республике подобие Хабирова, Минниханова, в конце до концов, блядь, Путин, Кадыров, чеченцев. Вы такой гордостью там фоткаетесь, блядь, нахуй, с автоматами, блядь, вся хуйня, пальцы веером, блядь, и что-то доказываете. Кому вы доказываете, придурки? Нам, что ли? Нам, не манкуртам?
Biz manqur tugul bey. Allohga shukr. Biz shunday kishilar, которые хотят просто оставить этот Башкортостан bilan Татарстанni o'zimiz o'lib o'tgancha o'zimizni xalqqa qoldirasi keladi. O'zimizni xalq uchungina biz kurashamiz. Bizga ella narsa kerakmi bey? Я до этого говорил. Bizga kunda mana bir kesak aypay suv osharga bo'lsa bizga yetgan. Bizga ella narsa keragi yo'q. У sizga, наверное, ella narsa kerak, если вы идете на эти 200 тысяч. А потом они начинают нам писать, что мы где-то засланные агенты, нам кто-то что-то платит. Нам нихуя никто не платит. Вот этот вы раз и навсегда запомните. Нам ничего никто не платит. Понимаете, нам это, во-первых, у них нет основания нам что-то платить. Плюс мы у них ничего не просили, чтобы нам платить. Плюс мы им ничего не выполняем, чтобы они нам платили. Да хрена вам вопросов и ответов. Поэтому шунардан туганлар, не манкурты Башкортостана и Татарстана максимально распространяйте. Это хак сүзләр бу. Sizga haq so'zlar, men balakaymandir sizdan, блядь. Yashim, balkim oloroqmandir. Yoshlarga oloman. Balakay, olorog'a balakayman. No, мысль одна. Boshqirt bilan totar o'lmasingina deb men tirisham. Menga boshqa bir narsa kerakmi? Siz tiri bo'lsangiz bo'ldi. Vdobavok shu o'zbeklar kelib o'lalar, блядь. Olarga qultaq bormi? Olarni suksam, men olamaman yana, блядь. Вот узбекlarga тоже, блядь, наезжаю, само собой. Нехуй ехать на войну, блядь. Идите пиздуйте к себе. Как я говорил всегда, вот вспоминаю, пока вроде тишина, жив вроде бы. Этот мой, блядь, родственник, блядь, который попиздовал с Москвы, купить в Москве хату хочет. Еще на войне, пока живой. Хадар юг. Вот так. Я буду освещать вас насчет него. Потому что самому интересно. На 1 год ушел, оказывается, долбоеб. Посмотрим. Брилга Аллахом онара берем, как онара юкмаки. Шунный халь. Как говорится, идем дальше. Так, вот как раз нехуй было делать. Я постарался найти, но не нашел досконально, но примерно нашел. Башкирия оказалась на 18 месте по объему поступления налогов в регионах. Но я об этом, это 17 февраля 22 года было РБК. Я об этом пытаюсь везде же ведь говорить. Кто в курсе, закиньте конкретные данные. Как мне этот, блядь, из этого кашаповской администрации, мне в прошлом году говорили, не в прошлом году, блин, ну да, блин, когда они меня вычислили, видите, летом, короче, да, говорили мне, сколько бабла, 1 триллион 246 миллион, короче, этот в 22 году Казань этот отдала, короче, Москве. А вот почему-то Мандай, который я откопал, почему-то я федеральный бюджет 152,1 миллиард рублей. Но тут другой доказывает, что вдвое больше да я. Понимаете? 382 миллиарда да я. Другой аналитик какой-то. Получается, Башкортостаннан, туганлар. Видите, я переключаюсь на разные темы, но то, что идет, я то, что закидывал, по нему идем. Башкортостаннан нужны четкие данные. Сколько бабла уходит из Башкортостана в Москву за то, что им рот заткнуть этим москвичам. Грубо говоря, блядь, из бюджета вообще бабло, сколько они выжимают из Башкортостана. Вот это нужно. И тут проясняется, тут читать до хрена, но я вам коротко только. Вот Всеволод Спивак какой-то это расследует. В исследовании Финэкспертиза идет речь только о налоговых доходах. Специалисты не учитывают неналоговые доходы по тем цифрам, которые давал республиканский Минфин. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов, которые поступили на территорию нашей республики, в федеральную бюджетную систему составила 382 миллиарда рублей. Поэтому и те, и другие данные могут быть одновременно верными. С одной стороны, мы формально дотационный регион, а с другой, на федеральный уровень ушло, может я уже другой нахуй,
Что ушло? Блядь. Ушло почти в 2 раза больше собранных Башкирии налоговых и неналоговых доходов, чем осталось в бюджете республики и в местном бюджете. Потом часть этих средств нам вернулась в виде различных трансферов. Но я этого тоже не вкуриваю. Тут, получается, про налоги идет речь, налоги. А если 1 триллион какой-то херни отдали с Татарстана, почему Башкортостаннан только 382 гына ките? Получается, что? Татарстан 4 мәртәбә күбрәк бирәмени? Вот этот момент что-то неясный. Это пиздеж или это просто про налоги говорится? А в естественном виде, получается, если, наверное, другие цифры должны быть. Оно не может быть меньше, Башкортостан меньше никогда не может дать Татарстана. Потому что Башкортостан, блядь, такой же, блядь, по величине, по богатству, даже может богаче, чем Татарстан, блядь, ёпта. Если на то пошло. Потому что Татарстанда алтын чыга торган җирен ишеткәнем юк. А Башкортстанда алтын җире бар. А алтын чыгуны әле монда язылмаган. Если исходить, блядь, только от нефтяных налогов или от бюджетных налогов, о чем тут идет речь, я даже не вкурил, во-первых. Поэтому нужно нам понять, для нас просто, для общего понимания, сколько бабла Башкортостан с Татарстаном отдает каждый год Москве. Просто так. Просто так. Сколько он отдает. Исходя от этого, почему это нужно? Чтобы разделить на весь Башкортостан по регионам, сколько бы это бабла оставалось бы внутри. Вот примерно с примером Норвегии. Норвегияда мына бүтін ақша өзінде қала. Бір қоят, допустим, шықмай, оның крышасы жоқ. И оларның банкында, швейцарский банкта, сохраняется такая бабло, оказывается, что бүтін халқына, 5 миллион халқы бар оларның, допустим, 5 миллион халқына шу ақшаны, шведский банктағы ақшаны, как мне говорили, блядь, то ли 5 раз, то ли 8 раз нахуй, не знаю, блядь, сейчас не соврать, блядь. Если раздать, вот раздать всем просто, раздавать, точнее не раздать, раздавать, и они могут на эти деньги прожить, оказывается, блядь, всю жизнь бесплатно. Даже там нету XXX, блядь, неизвестно, нету конца, то, что оно закончится. Допустим, одно поколение сдохнет, второе придет, даже им хватит. Короче говоря, столько бабла, блядь, у них на этих 5 миллионов, у них, оказывается, лежит, что, блядь, нахуй, им хватит на все поколение, на несколько веков, нахуй. Или годов, блядь, или что-то в этом роде. Монашуайра, векян. Представили? Вот примерно вот такое сравнение нужно нам привести по Башкортостану и Татарстану. Это, конечно, это полезно и по Казахстану, и Узбекистану, это провести такие коррупционные моменты. Понять, сколько бабло, кто куда пизданул и кому что отдал. Ну, конечно, Казахстан никому ничего не отдает. Он, конечно, в карман все ложит, блядь, они, наверное, эти тукаевские все в карман ложат. А у нас, кроме кармана, блядь, Москва-то есть, блядь, огромный карман. Поэтому нам надо понять, сколько это уходит. Вот примерно эти цифры, если даже мы возьмем, 382 миллиарда, миллиарда, 382 миллиарда, это, грубо говоря, как вот здесь пишется, 100, на 1 января 2022 года поступление налогов, сборов, взносов и т.т. федеральный бюджет из Башкортостана составил 152 миллиарда рублей. Но это же, блядь, мало. Это никак нахуй с Татарстаном рядом не стояло. Там же 1 триллион, блядь. А здесь 152 миллиарда гна. Значит, это не те цифры, блядь. Получается, я считаю, короче, по моим, если уж хуй с ним, туда-сюда, блядь, мысленным расходам, расчетам, Татарстан, если 1 триллион отдал в 2022 году, значит, чем-то 242 миллиона еще есть же там. Ну, Башкортостан пусть отдал 1 триллион. Грубо говоря, икисе 2 триллиона отдали нахуй. 2 триллиона отдали Москве. Теперь представьте, 2 триллиона
Башкортостан, Татарстан оставил себе. И разделите это всем народам, кто там вообще остался. Постройте им дома, мунча, бүтін егірні құрып берегіз. Мектеплер, школ, садик, бүтін егірінде. Короче, и после этого тоже сколько раз это обернется и останется. Вот этот надо, расход, доход надо посчитать. Вот это надо узнать, во-первых, блядь, как-то, я не знаю, где-то выпиздить эти цифры. Экономист нужен, блядь. Вот как Милов, блядь. И потом эту тему разогнать по всем людям. Почему? Потому что, чтобы Эзгина, блядь, может деньги, блядь, нахуй, как-то ошарашат людей. Чтоб чуть-чуть проснуться этим долбоебым манкуртом. Чтоб понять, что нахуя эти деньги отдавать, если можно оставлять у себя. Но в то же время, когда мы говорим оставлять у себя, вы должны понимать, что оставляя у себя, вы должны оценивать такое положение, когда вы берете власть под свой контроль, вы должны таким образом его забрать. Как всегда я говорю, кишины өзіңе қаратыр үшін, нужно так сделать, чтобы эти деньги, оставаясь у себя у нас, вот эти, все, что остается, мы должны обеспечить всю финансовую подушку этих даже манкуртов, которые будут у нас оставаться в Башкортостане и Татарстане. Только потом мы сможем, блять, наверное, я не знаю, попробовать как-то уже себе как-то приманить, что ли, этих долбоебов манкуртов. Вот как-то вот таким образом, понимаете? По-другому никак. Мы не можем им, допустим, сейчас по 200 тысяч платить, чтобы они пошли против Москвы. Потому что им надо 400 платить. Шунага туганлар, я считаю, что здесь как-то вот процесс такой, что вот во всем наших делах, вот где мы вот пиздоболим постоянно, да, ведь, одним делом Руслана Габасова, Кашапова и так далее это дело не пройдет. Вот, допустим, в кашаповской команде дохуя всякой, так скажем, чуваков, которые то знают, это знают, понимаешь? Понимаете? Они набрали себе уже всяких людей, где, может, есть и экономисты. Поэтому-то и те цифры выходят, откуда я это услышал. А Башкортостан командасында юк. Меня ли курганом юк, что где обозрение экономики от Руслана Габасова? Где оно сказано? Нигде. Вот ответ вам. Это один пример. А таких примеров до хрена. А сам вот из воздуха я не могу посчитать. Вот я искал более-менее данные такие, но этими данными я не могу брать, как говорится, так скажем, блядь, цифры, да, правильные, неправильные, хз. Нужно конкретно от нашего человека. Так, здесь что? Так, витаю з Днепра. О, Татьяна, салям. Салам, сводолюбивые братья и сестры. Валейкум салам. Шаурма опять на сваясь закинулся. Короче, я как понял, реально, этой пидорасии не работает YouTube, людей очень мало. Вот от силы 5 человек сидят, и то, наверное, не из Башкортостана. Только этот Туганлар с Казахстана, наверное, сидят, и все. Поэтому я даже не знаю, как это будем дальше вести это все вовнутрь, но они поняли. Главное, мы поняли, что узкожопые поняли в Кремле, что агитация идет мощная, и чтобы это они теперь уже не слышали, полностью уже зомбировать этих манкуртов, досконально уже, блядь, нахуй. Как в Китае, не в Китае, как в Корее. В Китае то же самое уже, блядь. Как в Китае и Корее, блядь, чтобы они уже нихуя не смотрели. Скоро и порно-каналы не смогут смотреть они. Короче говоря, ничего, чтобы не смотрели, нахуй, чисто, блядь, нахуй, как
раньше, блядь, когда не было интернета, просто спать ложились, как говорится, пару палок кинули нахуй и спать легли, и пиздец нахуй. И вот будут нахуй в домах не свет, а свечки, и они будут только еблей заниматься, презервативов тоже не будет, уже импортные же они тоже, блядь. У них нету нахуй ничего такого производящих. Ну вот, короче, дикий мир нахуй. Не железная занавес тут уже, блядь, а бетонная занавес нахуй, блядь, упала нахуй, блядь, на пидорасию. Но мы, как говорится, должны раздолбать эту нахуй всю занавес, блядь, и полностью сжечь нахуй Москву. Другого варианта у нас нету. Потому что Башкортостан, Татарстан не должен жить в 21 веке без Ютуба, без интернета. Такого не должно быть, нахуй, ёпта. Чё они, блядь, быдло народ, что ли? Чё мы, быдло, что ли, блядь? Поэтому, Туванар, вы должны понимать это, то, что бороться надо. За свою, нахуй, свободу надо бороться. Вот же у украинцев борьба идет, у них все есть, интернет есть, все есть. Примерно так. Они, блядь, нахуй сидеть, как говорится, жевать говно там, блядь, нахуй, и думать, что, блядь, как же, блядь. Так, вот как раз до этого момента дошли. Давайте вот его чуть-чуть послушаем и дальше пойдем. Россия — это великая держава, Якутия, Саха. Хангалакском Улусе, Республике Саха, Якутия, жители много сил говорят друг с другом на якутском языке. Казалось бы, что тут такого. Ага, ну-ка, давайте послушаем. Пока сейчас налью-ка этот кипяточков. Сейчас въебем. Чего они хотят там? А вы откуда сами? С Москвы. Из Москвы, да. Да. А как там Москва стоит-то? Москва стоит. Периодически ее сотрясает, конечно, но стоит. В России люди хорошо живут. Вот гуляют на сторону. Россия — это великая держава. А вы откуда сами? С Москвы. Короче, за водой ходили где-то там в пруд, блядь, якуты. Так, Шум Ратулиди Ялгат. вот как раз Здравствуйте, этого. друзья. Давайте послушаем. Я Булян Сирис, кинезор народа Эрдя, ветеран русско-украинской войны и участник Лиги свободных наций. Наша лига – это будущее свободное государство на развалинах бывшей Российской империи. Уверен, что лет через 5 генеральный секретарь парламентской ассамблеи Лиги свободных наций будет подводить итоги за год и поздравлять жителей наших свободных и независимых государств с Новым годом. Мечтаю о невозможном, спросите вы. А почему бы и нет? Тем более, что невозможное иногда становится реальностью. Всего 3 месяца назад у нашего канала было всего 9 тысяч подписчиков, а сегодня этих 1100. Спасибо вам большое. А кто не успел, у вас еще есть 5 секунд, потому что мы начинаем подводить предварительные итоги уходящего года. Много что случается даже между ложкой и ртом. Это пословица. Друзья, Лига свободных наций регулярно делает современный медийный продукт. Практически это голоса наших народов. Мы пытаемся продвигать свою повестку. Мы хотим быть услышанными во всем мире. Но только своими усилиями. Без вас это сделать невозможно. Да, наш канал растет. Но, к сожалению, большинство наших зрителей не подписываются на него. Просим вас ставить лайки нашим видео и подписываться. Посторонние люди, спецслужбы не видят чьи-то лайки и подписки. И вы можете совершенно безопасно для себя поддержать нашу Лигу свободных наций. Мы просим вас, поддержите нас. Спасибо вам. Вот. Поддержать просят. Этот год можно назвать, если не переломным, то близким к нему. Произошло ряд событий, последствия которых трудно прогнозировать. Так, например, выбор президентом Штатов Дональда Трампа. Никакая Ванга не сможет предвидеть, что выкинет эмоциональный популист, способный на поступок. Ситуация на русско-украинском фронте, несмотря на ползучее наступление ценой тысяч жизней русских оккупантов, не стоит рассматривать как угрожающую. Идет перемалывание русско-корейских войск, при котором, к сожалению, гибнут и защитники Украины. На сегодня русские не имеют достаточно сил, чтобы существенно переломить ситуацию в свою пользу. Война идет 11-й год.
И вряд ли русский Генштаб и Путин именно так планировали эту войну. А значит, все у них идет совсем не по плану. Серьезное поражение русские потерпели в Сирии, на Ближневосточном фронте. И последствия этого могут стать для них катастрофическими. События этого года в самой Российской, федерации, развивались по законам трагикомедии. И где смеяться, а где плакать, никто населению не подсказывал. Уроки мужества в школах и детских садах, где позавчерашние преступники и вчерашние военные преступники учат детей мужеству. В республике Коми первоклашек записали в кадетский корпус ФСБ. И они присягнули, цитата, «быть честными и дисциплинированными, стойко переносить тяготы и лишения». Торжественную присягу сегодня приняли ученики 1 и 5 классов столичной школы номер 1. Первый класс. Военная пропаганда в учебных заведениях России начинается с детских садов и заканчивается в университетах. В начале декабря в Печенге открыли новый корпус начальной школы, стены в котором разрисованы портретами военных и милитаристскими символами. Похоже, Путин решил воевать до последнего российского ребенка. Обязуюсь быть честным и верным товарищем. Видимо, поэтому он решил назначать на руководящие посты военных преступников, независимо от их личных качеств. Речь о кадровой программе «Время героев». По мнению политолога Аббаса Галямова, продвижение военных во власть связано с катастрофической нехваткой людей на фронте. Таким образом, Кремль пытается затолкнуть в эту военную кабинку социального лифта молодежь с амбициями. Но полумиллионные потери говорят о том, что двери этого лифта очень часто работают только на вход. Вторая причина в том, что участники войны становятся средним классом, или, как сказал политолог Николай Петров, новым гегемоном. И этого сегодняшнего гегемона Кремль хочет видеть своим союзником. То, что среди участников этой программы люди, или точнее не люди, которые обвиняются в пытках и казнях военнопленных, в массовых убийствах, в уничтожении городов и в насилии по отношению к мирным жителям, власть не беспокоит. Впрочем, как и другие их качества. Например, 3 экс-военных получили назначение в Совет Федерации. Один из них, 30-летний Аргамаков, участник войны в Украине и Сирии, герой России и прочее. Пока, по словам коллег, у него не получается встроиться в парламент, и в качестве причины указывается, что он и двух слов связать не может. Еще один назначенец – танкист Юрий Нимченко, тоже герой России и доверенное лицо Владимира Путина. При этом у нового сенатора, опять же, слов коллег, по информации медиаресурса «Верстка», нет высшего образования, а сам он дубом, извините. Вот она, новая элита. Вот такие Деды Морозы детям под елочку. О, видите как? Охуенно, да? Кроме военных преступников, метастазирует еще один верный союзник власти – русская община, которая активизировалась в уходящем году. Открываются новые ячейки по всем регионам, включая откровенно нерусские. Это ультраправая, нацистская, мигрантофобская и, ох, какая неожиданность, провластная организация. По ее заявлениям она выступает, цитата, «за единение русских людей для всех видов помощи друг другу». Конец цитаты. Поддерживает политический курс руководства страны, в том числе войну против Украины и репрессии, и, конечно же, сотрудничает с правоохранительными органами. Похоже, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ее почетный член. Организация борется с трудовыми мигрантами в России, проводя совместные рейды с полицейскими, в том числе в мечети, устраивает облавы, занимается доносительством. В сентябре этого года на так называемом марше патриотов один из лидеров организации, Андрей Ткачук, назвал мусульман басурманской нечистью. Вот это мощь, вот эта сила, это настоящий русский марш патриотов страны. Кто с Богом в сердце и любовью к своей державе вышли помолиться о победе нашего воинства в спецоперации и защите страны от басурманской нечисти. И это только начало. Если враги русского народа не станут препятствовать нам, то завтра это будут миллионные крестные ходы. Ну, что сказать, лучше союзников Путину уже не найти. В российских СМИ общинников часто называют националистами и очень при этом ошибаются. Национализм – это любовь к своему народу и уважение всех остальных народов. То, что исповедует русская община, это типичный нацизм, почти такой же, как в гитлеровской Германии, только русский. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Ассоциацию с гитлеровской Германией вызывает и активация движения первых. Это уже государственный проект, такой себе Путин-Югенд, созданный... Слышали, да? Я нацист, говорит. Шунарга битинде айтам, туганлар. Это любой нации относится. Разницы нет там, мусульманин, не мусульманин. Вот если человек говорит, я нацист,
и после этого ты на своей земле, ты не можешь сказать, что ты хозяин на своей земле, ну кто ты тогда после этого? Ты чё? Ты не можешь ответить этому черту, который говорит, я нацист. И у нормального человека возникает вопрос, блядь, кто же я тогда? Если этот хуй нацист, который сейчас пиздел этот, какая-то, блядь, свинья рожа, блядь. А кто мы тогда? Башкортостанда, Татарстана, без кем тогда, Это как, блядь, вспоминаю, блядь, Джеки Чана фильм, блядь. Кто я, нахуй? У него память потеряет или что, блядь? Кто я, блядь, будет ходить? Кто я? Вот из этой темы мы тоже. Кто я? Кто мы? Тут не только я, блядь. Кто мы? Если, получается, нахуй, по Башкортостану ходят нацисты, а Башкортостанда, Татарстанда живут башкортлар, татарлар, кто же вы тогда? Как этот пидор Путин говорит, нахуй, идентичность свою ищет они. Ну, ищите тогда, блядь, идентичность тогда свою. Где ваша идентичность, блядь, башкиртов и татар, которые в реальности? Кто вы? Вот эта идентичность. Давайте будем искать. А не говорить, что, блядь, хрен знает, блядь, нахуй, будет каждая сука, блядь, приходить, блядь, говорить, я нацист, и в то же время, нахуй, не будет пизды получать и так далее, блядь. И мы оставаться, нахуй, будем такими же чмошниками, блядь. Но нашла был Шагайу. Шунардан соң син башкырт гаиләсендә, татар гаиләсендә туылган кеше, мин белмим, син үзеңне ничек дәшергә тиешсең. Кем дип үзеңне дәшергә тиешсең син? Инопланетянин дип айт тогда үзеңне, блядь. Шулай, наверное, блядь. Чтобы не позорить хотя бы свою нацию, да? Цитата. Для воспитания подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Конец цитаты. Интересно, что законопроект о создании движения был внесен в Думу в день столетия пионерской организации. В связи с этим по всей стране были проведены научно-практические конференции «Владимир Ильич Ленин и традиционные российские духовные и нравственные ценности». Шутка. Принимают в организацию с 6 до 25 лет. Тут они Гитлер и Юген переплюнули. Там принимали мальчиков с 10, девочек с 14 лет. Движение первых – это еще один инструмент русификации. Отделения движения открылись в каждом муниципалитете России. И дети разных народов привыкают к тому, что они русские. Численность участников более 5 миллионов человек. При этом школьников принуждают к вступлению в движение во всех регионах России. Хотя и без этого во всех равноправных, в кавычках, субъектах федерации уже поют. А знаете, чему это еще одно подтверждение? Русский – это не этническая идентичность. Она слетит как шелуха, как только русский мир последует за Советским Союзом и российским кораблем. Признаков этого уже достаточно. Мигрантофобия, ксенофобия, конфликты между русскими нацистами и кадыровцами. Журналисты-военкоры, так называемые, уже путают берега и требуют извинений от самого Рамзана. Раньше они и фамилию-то его боялись называть. Госдума весь год удивляла и пугала население великой страны откровенно странными законами. Они до этого были. Про шампанское только в России, про валежник, про дачников, про борьбу с нацизмом. Но да, нет. Замглавы Думского комитета по информполитике Андрей Свинцов предлагает ввести штрафы за передачу спиртных напитков другим людям в качестве подарка. Андрей Луговой предлагает ограничить россиянам доступ к иностранной музыке. Госдума разрешила исключить талибов из списка террористов. Хотя нет, это не странно. Если в этом списке нет России, то почему там должны быть талибы? Депутат Нижней палаты российского парламента Александр Ильтяков заявил, что госвыплаты на рождение детей приводят к паразитическим наклонностям, оказывается. А глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
поддержал идею возвращения продуктовых талонов, как в СССР. Ну, это тоже не очень странно. А как вам запрет обращаться к чиновникам по электронной почте? Складывается впечатление, что страной правят идиоты. Вы уверены, что они поднимают страну с колен? Я нет. Создается впечатление, что депутаты уже что-то знают, и поэтому им все равно, что принимать. Кстати, мы часто обвиняем и Россию, и Госдуму в мигрантофобии, хотим принести свои извинения. В Госдуме одумались, пересмотрели свои взгляды и призывают дать гражданство России Башару Асаду, мигранту из свободной от него Сирии. Между тем, центральная власть доедает остатки суверенитета своих национальных республик. В Якутии отменили выборы мэра. Теперь самым большим городом в зоне вечной мерзлоты будут управлять единороссы из республиканского парламента. Они сами якуты. В Татарстане тоже чувствуют, что федеральный центр забирает на себя управление муниципалитетами. И глава республики осмелился выступить против этого. Похоже, что уже не стесняясь, на федерации ставят большой жирный крест. Не все хорошо и на фронте, где 11-й год все идет по плану, и положение спасают с помощью корейских братьев. А что делать? Один народ все-таки. Одна кровь. В этом легко убедиться, просто посмотрев на Путина и Ким Чен Ына. Есть большие сомнения в том, что это хорошее решение. Оно вызывает эскалацию конфликта и срывает розовые очки с последних симпатиков России во всех уголках мира. В уходящем году резко активизировалась так называемая русская оппозиция в эмиграции. Несмотря на все попытки некоторых руководителей консолидировать все движения, объединить их, между ними все сильнее разгорается священная борьба за гранты. И за то, кто же будет тем единственным представителем новой прекрасной России на условном Западе. А он уже понимает, что Россия – это не только русские. И теперь либералам, в кавычках, остро не хватает в своих рядах нас, не русских. Для того, чтобы показывать условному Западу, что смотрите, мол, мы не такие, как Путин. Мы тесно сотрудничаем с порабощенными народами и готовы на все ради их светлого будущего в прекрасной России будущего. Друзья, не ведитесь. Нас будут приглашать на красивые мероприятия, в просторных залах, угощать с красивых сервизов. Не верьте, обманут снова, как уже было не раз. Нас будут пытаться купить, уже пытаются. Не продавайтесь. Не продавайте сами, не продавайте свои народы. Наше будущее в своих свободных государствах. Есть еще одна причина их интереса к нам. Мы растем и становимся заметной во всем мире силой. А нас уже знают в мире. В этом году был утвержден целый ряд деколонизационных документов Европарламента и ПАСЕ. Это уже прорыв. Все больше и больше аналитиков начинают понимать истинное лицо России. Нацизм, колониализм, тотальное уничтожение идентичности. Именно скрепы русского мира являются причиной сегодняшней войны и эскалации противостояния Москвы с цивилизованным миром. Лига свободных наций оформляется как институт, как субъект. Растет число наших сторонников, активистов, симпатиков. И в первую очередь в России. Мы говорим со своими народами. И это дает нам искреннюю поддержку людей. Даже в эти непростые времена, без поддержки, без грантов, мы создаем медийный проект, какой национальные активисты в тоталитарном режиме и при либерале Ельцине не могли создавать. И это дает результаты. Да, 100 тысяч подписчиков – это не так много по сравнению со всем населением России. Но мы говорим о тенденции. Нам пишут из России, и мы понимаем, что очень многие оказались сегодня в незавидном положении. Многие испытывают страх, стыд, депрессию, ужас, неопределенность и отчаяние. Во многом это не только из-за положения в стране. Это и от непонимания, что происходит, что делать. Наша задача – помочь этим людям. Сегодня большинство наших зрителей молодые. Чаще жители крупных городов. И полагаются они на другие источники информации, нежели телевидение. В первую очередь на более независимые медиаисточники. YouTube, каналы Telegram или социальные сети. Кстати, опубликован очень интересный доклад Марии Снеговой. Она занимается международными стратегическими исследованиями. Работа посвящена социальным опросам в России. Так вот, в докладе Мария приводит слова социолога Михаила Соколова. Цитата. «Если вам меньше 30 лет, вы живете в крупном городе, имеете высшее образование и не смотрите телевизор, вероятность того, что вы не поддерживаете действия российской армии, превышают 80%. Совпадение?
Не думаю. Верной дорогой идем, товарищи. И в заключение, перед новым 2025 годом, хочу рассказать об эрзянском пророчестве Инязора Пургаза. Это только легенда. В далеком прошлом, после ордынского пришествия, на берегу озера Инерка, что рядом с рекой Алатырь, Инязор Пургаз молвил: 700 лет нас будут пытаться перетворить, переделать. 70 лет нас будут пытаться уничтожить. 7 лет мы будем собирать силы, и Орда падет. По некоторым признакам речь идет о 2026 году. Это только легенда, друзья. Поживем, увидим. Но не просто ждем, а работаем дальше. Спасибо вам и до следующей встречи. Вас Томазонов Ялгат. Так, Дуслар, вот прослушали, да, и можно вывод делать только такой, что, ну, эти взрослые мужики, ну, грубо скажем, уже бабайлар инде. Если Кашапову, если даже взять 66 лет, он же не пойдет с нами с оружием на Москву. Я же призываю от 30 до 50 лет. Получается, от 30-50 лет шунды егетлер, мужиклар безге керек. И вот этот ветеран войны, украинской войны, считай, вот этот, постоянно забываю его имя, Булоень, вот этот, Сырес Булоень, короче говоря, ну, они все, сходили свое. Наша задача просто брать от них информацию, мотать на ус и делать свои дела. Как мы будем Москву брать, это уже наше дело. Главная задача, они нам дают, как говорится, так скажем, конкретные факты. И по этим фактам, блять, забыл микрофон, по этим фактам, получается, мы должны действовать. Действовать, уже сбор информации у нас до хрена. Житерлик уже, туйванча можно, этот, и тем самым мы уже, блядь, не знаю, уже до усрачки богатые, блядь, информация, истории и так далее. Нам чисто просто надо просто снести Москву, блядь. Трам-парарам, блядь. И бать-то что, блядь. И вот дальше идем. Вот этот хуй, оказывается, депутат, который, помните, про депутата я говорил, блядь, прояснили. Давайте вот зайдем, послушаем тоже. Вроде бы что-то откуда-то звук должен быть. Мы русские, с ними бог. В Башкортостане продолжаются скандалы с имперским флагом. После того, как за дело взялся сам Бастрыкин, властям республики надо было показать, что она контролирует ситуацию. Поэтому с подростками и с имперским флагом сфотографировался депутат Курултая Ринат Культуманов. Он даже записал видеообращение, где признал, что в республике многие люди осуждают фотографию с имперскими флагами, потому что люди малообразованы. Наши простые люди слабы в знании о политике, о геополитике. В этом их легко сбивают с пути многие. Охуеть. В общем, многие даже не понимают, что происходит. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народа. В Башкортостане продолжаются скандалы с имперским флагом. После того, как... Только шу Кутарбаш, Ринат Аляким дедімі? Шулгына понимает, блядь. Другие никто не понимает, получается. Да. Сука, так. Так. Шуларға туғанлар, вот таких Ринатушек, блядь, всех этих, как кто сказал, блядь, Павликов, Морозиков, блядь, всяких вот этих уёбков мы даже, как говорится, будем, блядь, вязать только так. Вот в тот день в ТикТоке увидел бір бәлекей қыз загружать еткен енді өзінің ТикТогында. Алдар Исекеев турында мына башкирский Тархан и Батыр деген. Мына аны меңе ошады, оның историясы жазылған енді мына мында. Шонда бір чтобы понять кем болганын, чтобы мы поняли, там сейчас он весь откроется. Вот. Алдар Исекеев, башкирский Тархан и Батыр.
Алдар Исикеев происходил из знатного семейства башкирского племени Бурзян. Молодым воином он участвовал в Крымском и во Втором Азовском походах. В Азовском походе он совершил подвиги, за которые получил тарханство, потомственное освобождение от налогов. В работе Вильяминова Зернова «Источники для изучения тарханства, жалованного башкирам, русским и государями» приводится указ о канцелярии Оренбургской экспедиции Уфимского уезда Тарханом и Башкиром 1734 году, декабрь 24. Вот представьте, в 1734 году они еще что-то делали, безнам башкиртлар. На Ногайской дороге Бурзянской волости Тархану Алдарбаеву, Исикееву, детям его, племянникам и его внучатам за бытие им Алдаром в Крымском и Азовском походах, за 3 полученные им раны, за убийство сразившего с ним Черкашинина, за поимку языка крымчанина, объявление его императорскому величеству, блаженной и вечной славы, достойной памяти государю императору Петру Первому. Но Манда, конечно, опять-таки, наверное, говорится о том, что все-таки наши, получается, деды все равно так же, как и, блядь, нахуй, воевали, получается, блядь, как и с французами и так далее, опять-таки воевали, нахуй, с царской ебучей этой пидорасии, блядь. Потом, в следующем 18 веке на Северную войну отправился тысячный башкирский отряд, но прославленного воина Алдара в нем не было. В декабре 1704 года он поднял восстание вместе с другими башкирскими старшинами против произвола русских чиновников. Мына курдыгыз, получается, башта ол, блядь, ярдам берген и пиздец нахуй. А потом уже он обжиткан, что не на того, блядь, работает. Понимаете смысл? Вот это и есть, блядь, манкуртство. Манкуртство было уже в то время. Мы просто не понимали этого сейчас в нашем жизни, блядь, в 21 веке. Причиной восстания башкир считаются жесткие меры русской администрации по поимке беглых башкир и отъема лошадей на нужды армии. Это вызвало мощное выступление, когда башкиры под руководством Алдара в декабре 1707 году разгромили местные воинские подразделения Уфимский полк и Усольский стрелецкий отряд. Пришлось русской администрации отдать повстанцам сельскую местность, а самим отсиживаться по крепостям. После этого под знамена Алдара стали стекаться многочисленные отряды степняков. Он смог собрать 30-тысячное войско, с которым вторгся в Казанский уезд зимой 1708 года. Башкиры хотели захватить Казань и возвести на престол одного из чингизидов, восстановив таким образом Казанское ханство. Но казанский губернатор Кудрявцев, взяв в аманаты заложников, семьи татар и башкир, пригрозил им карами и только этим вынудил отступить башкир, которые находились всего 30 верст от Казани. Вот здесь остановимся, туганлар. Алланы юлында. Блять, где мой микрофон, сука? Алланы юлында біз мына шу ішке кіре тұрған болсақ, мына бұл біз үшін бұл дәріс. Бізді плен алалармы, мына как в этом ебучий нахуй, это, Израиль, Палестина, блядь, плен, блядь, вот, да? Башкортостан и Татарстанда эта хуйня вообще не должна котироваться, нахуй. Почему? Раскидаю сейчас, объясню вам, чтобы вы понимали. Плен, когда будут в Башкортостане, Татарстане брать кого-то, вдруг захотят они взять плен, в первую очередь мы должны запомнить, что там наших нет. Запомнили? Вот с таким только лозунгом, таким девизом мы зайдем туда. Онда безникелер yok. Безникелер только безнеменен кире онда. Мына шунда гына біз отып шығабыз мына шунны. Біз шунда гына юткызмайбыз. Только ютып шығабыз. Выиграем только тогда, не проиграем. Когда мы осознаем, что кто с нами, рядом они пойдут. Вот они с нами. А кто там внутри и кого-то будут брать плен, нам похуй будет до этого. Понимаете смысл? Поэтому безде такая старинная тактика, и как сейчас она происходит, блядь, нахуй в Израиле и в Палестине, блин, нахуй у них, такое нахуй хуйня не будет прокатывать. Надеюсь, я вам объяснил.
нам до пизды. Біздің цель кеше түгел. Біздің цель, біздің жерлер и уничтожение Москвы. А кеше қалғаны білән яшәүрәбез. Так что біз де юғалтырға можетбыз. И эчтә да тыловой да үләргә может. Но это, блядь, судьба такая, нахуй. Если мы будем, нахуй, потом думать, вот, Москва сейчас захватила там, допустим, Набиуллину, и какого-то хуя, какого-то Манкурта Татарина, блядь, нахуй, Марата Хуснулина, блядь, допустим. Да нам похуй, блядь. Нам до пизды, блядь. Куда ладно, понимаете? Вот каким девизом мы зайдем туда уловишься. Нам до пизды до них. Поймите это. И никогда нахуй бош ерге тугель, блядь. Бош ерге тугель. Біз шундыюк нахуй, кровожадный нахуй, маньяк был крабзонда нахуй. Потому что біздің цель освобождение всей нашей земли. Башкортостана, Татарстана. А не людей. Люди сами, как говорится, соберутся. Проблемы yok. Кеше табылыр. Жер табылмай. Чөнки ул җирне тартып алырга кирәк бу хайваннардан. Менә шулай гына, дуслар. Поэтому в этот момент, как раз я вчера это находил, или когда я там находил, мне было интересно, и решил я его озвучить. И как раз таки наткнулись вот на этот момент. Шунарга, дуслар, должны понимать, что каждый заезд, проход деген кебек Башкортостанга һәм Татарстанга должен внятно донесен каждому егету 30-дан 50-ге хәтле, что біз идем на смертный бой. Мы там, блядь, хуйней страдать не идем. Там, как говорится, чмырить друг друга не идем. Мы идем конкретно. Первая задача освободить бетон терминальна, как обычно я говорю, и идти уже, блядь, с ними, с какими-то, которые нормальные, реально могут оружие держать в руках, и идти с ними дальше до Москвы. Вот и все. И это, эшләнә торган эш бу, блядь, эшләнмәй торган эш түгел бу. Бу әллә проблема түгел. Понимаете? Здесь всего лишь одна вещь тут есть. Попрощаться с своими родными. Сказать, кайтып килсәм, нәсип булса кайтып киләм, нәсип булмаса кайтып килмим. Алланың юлында, главный, безне күмсенләр. Җәназабызны укысынлар. Кафир итеп, какой-нибудь крест белән күмәсеннәр. Поэтому задача каждого этого момента, так скажем, нашего похода, как всегда говорю, на джихад, этого похода на джихад, грубо говоря, да, должен быть, так скажем, обеспечен так, что за нами только победа должна быть. Беремся до конца. Другого варианта нету. А если мы где-то соскочим, сдадимся нахуй, мы таких не должны набирать. Только идем до конца. Поэтому первая наша задача это, я считаю, что у Руслана вообще-таки жуанын алыр үшін, жүрегін түшірір үшін бір генә юл эшләргә кирәк. Бір генә. Бір кергәч, бір секунд туктамый атларга кирәк Мәскәүгә. Бір кайда тукталмыйча. Менә керәбез икән, зинданнар ачыла икән, каждый отсортированный кешене калдырыла. Алга 5000, 10000 кеше алга атларга тиеш туктамыйча. А өйдә калырга тиеш шундый помогаторлар, которые менә яшь малайлар, которые будут топить за свободу. Менә алар должны будут разруливать весь бардак, который происходит будет внутри Башкортостана, чтобы они там рассортировали зинданы, кого там вытащили, Алсынова, там 80 башкортов, всех, и они тоже должны выдвигаться отдельными отрядами, вытаскивая, блядь, со всех ментовских этих оружейники и так далее. И в этот момент, я думаю, можно попросить к этому моменту Казахстаннан ярдәм, чтобы Казахстандагы конкретные егетлер могли нам помочь, чтобы они остались в тылу, чтобы Башкортостанга с какого-то места не заехали еще узкожопые.
Чтобы не приземлились где-нибудь там на самолетах и так далее, чтобы какие-то захваты не делали. Вот в этот момент нужно будет четко это прослеживать. Само собой, он да безде әлләнинди аэропортлар yok, бір Уфа аэропорта бар да, еще что там есть, я не знаю. Пару аэропортов, блядь, нужно будет в руки взять, так скажем, захватить, само собой, блядь. Ну как захватить? Максимально обесточить, чтобы оно не летало в этот момент. Нелетальный он был. Не уничтожить, а обесточить, чтобы он не летал в этот момент. Чтобы они могли, блядь, ни свет, ни хуя ничего не горело, блядь, там. Вот первая задача это расхуярить электросеть, блядь, всю. Обесточить полностью интернет и так далее, всю эту поеботину. Вот я так думаю. Главное, чтобы у них полеты в нашу сторону не были. Само собой, они могут бомбить и так далее. Москвадан что-нибудь вылетать может. Но мы к этому тоже должны быть готовы, блядь, чтобы у нас были какие-то, блядь, ручные какие-то хотя бы вещи, которых хуярить будет по самолетам их. Но к этому моменту, я думаю, мы должны будем готовы быть. И к этому моменту, я думаю, украинцы должны будут помочь именно теми высокоточными оружиями, которые будут расхуяривать нашу дорогу. Чтобы мы до Москвы шли, как говорится, в открытую, блядь, чтобы нас по дороге никто не мог сверху бомбить. А то, что будет идти впереди нас, блядь, хуйня, мы их будем брать силой и хуяриться так в рукопашку, блядь. По-другому никак. Мына примерно без шунды дәрәҗәгә үзебезне мысленно жеткізергә тиешбез. Мына шул мысленно, когда мы дозреем, мы будем готовы идти на войну. А так нет. С бухты-барахты мы не сможем пойти туда. И кешегә конкретно он оторгай кирәк. Только зигзагом. Башкортостан, Татарстан, Москва. Только зигзагом. Каждый со своей земли. Я же не говорю, что в этот момент, когда мы будем идти, Чечня не будет идти. Само собой, они тоже будут идти. Они расхуярят, блядь, Кадырова и будут идти дальше. В Дагестане там хуярить-то некого. Это Усатого ёбнут и все. Дальше пойдут. Усатого в плен нахуй. А Кадырова нахуй тоже в памперсы, блядь. И дальше идти, блядь. И все. Тут там разъебать-то некого, блядь, нахуй. Там самое главное, вот Кадыров, Хабиров, Миниханов. Вот 3. Другие главы я даже за глав не считаю. Хуесосы одни там, другие. Примерно так. Так, хаза. Этот стрим запишу. Биткен, блядь. Так. Так, идем дальше. Ну, это так, для прикола уже загрузил. Но это тоже, я еще в стриме не обсуждал об этом. Мужик нашел журнал московского автосалона с ценами на иномарке 2013 года. Столетие. Музоны. Сейчас, секунду. Литвин всякая музыка в ТикТоке. Мужик нашел журнал московского автосалона с ценами на иномарке 2013 года. Представили. 2013 год. Тут, сейчас, блять, мелко. Это, допустим, второй какой-нибудь. Renault Duster стоит от 400 тысяч рублей. Представьте, 13 год, 400 тысяч рублей. В то время как раз курс где-то, блядь, 30, наверное, 40, короче, вот так, между 30 и 40. Блядь, даже вру, 30, блядь, курс 30 там, блядь, 28, 30, курс. 400 тысяч. Это где-то 13 тысяч долларов, блядь. Вот такие цены были, представляете? Курс какой был и машины какие цены были. Renault Logan 364 тысячи рублей. Nissan Almera
охуеть, 400 тысяч. Вот. Nissan X-Trail 832 тысячи. Я вот этого я не могу понять. Вот реально. Это же было недавно, блядь. Это был сон, блядь, или что? Это просто ужас, блядь. И вот представьте, это 13-й год. И теперь я помню свой прикол. Тут разные цены, допустим, еще какой-нибудь могу озвучить. Допустим, Kia Rio. 386 тысяч. Пиздец, блядь. Kia Rio. Седан. Баклажан, блядь. И еще вот... в то время как раз вышел Chevrolet Orlando. Американский. От 600 тысяч рублей. Помню, блядь, хотел взять такой, а потом что-то оно мне не понравилось, я взял Кию, короче. И вот прикол. Я решил продать свою тачку, блядь. Покупал его нахуй, сука, блядь, в каком-то хрен знает году, когда, блядь, курс был то ли нахуй, блядь, ну такой 30, что ли. Ну, короче, я купил его дорого, и пришлось мне его нахуй продавать. И продал, если помните, в 2015 году курс стал, блядь, то ли 80 нахуй, то ли почти 100, блядь. Помните, вот такой курс был, блядь, тоже в 2015 году, блядь. Я охуел. Продал, блядь, за 3 копейки, блядь. Купил, блядь, за, грубо, за 5000 долларов, а продал, помню, за 2000 долларов. Вот такая херня была. Приехали в тот момент, как раз у кого доллары были, это у украинцев и у белорусов. А в России сказали, хуй сосать. Это приехали белорусы и у меня тачку забрали. Представили, да? С Белоруссии приехали, купили, уехали. Я охуел. Не знаю, они себе купили, перепродать купили, я не знаю. Как они его нашли? Хз, блядь, нахуй. Вот такая херня. Поэтому, исходя от этого, я понимаю одно, что с 13 года по 24 год, так, Икеа, умрел, блядь, умрел. Короче, за один, ну сейчас, блядь, нахуй уже 12, блядь, 25 год, за 12 лет Путин так, блядь, нахуй опустил эту пидорасию, что, блядь, народ до сих пор не может понять, что, блядь, они живут в нищете. Повышение, блядь, нахуй зарплаты от того, что, блядь, ты получал 40 тысяч, ну, до сих пор, кстати, я же говорил, 40 тысяч они получают, от того, что ты 40 тысяч получал, нихуя ничего не изменилось, от того, что ты получал, блядь, нахуй 200 тысяч, тоже ничего не изменилось, но тут одно но, блядь. 40 тысяч, когда ты получил раньше, вот эти за 12 лет тому назад, они были, блядь, грубо говоря, 900 тысяч баксов. А сейчас твои 40 тысяч, это от силы нахуй, сколько я там говорил сегодня, 395 долларов, блядь. Вот и думайте, сколько вы просрали. У вас получается не... Как там... минус, сколько он говорит, нахуй, процентов, 23%, что-то, блядь, банк сделал, да, просто вот по-человечески давайте считать, мы же не можем, как экономист Милов там, Липсис, блядь, нахуй, считать, блядь, мысли. Давайте просто посчитаем, как просто аульские. Кырык мең, сен ойлап алғансың, әйме, 40 мең. Ол болған 1000 тәңке. 1000 тәңке болғаш, қазір ол 1000 тәңкен, 1000 түгіл бет енді, блядь, 400 гына. Получается, значит, сен 600% проебал. Получается, за 12 лет этих ебаных, пока этот пидор Путин сидит, 600%, а может это, блядь, 6000%, мы же даже не знаем. Башкортостан, Татарстан, особенно дотационный Дагестан. Вот вы столько проебали, придурки. Вы своей сабр, вот этой терпилостью столько проебали. Понимаете? За 12 лет мы в вот этом дерьме копались, оказывается. 12 лет, блядь, нахуй. Блядь, я 25 даже не говорю, те путинские, блядь.
12 вот эти вот, которые мы помним хотя бы пока. Я даже помню мои ебаные склерозом, блядь, своим. 12 лет ішінде туғандар. Бізді 600%-ка сіккенлер полный рост. 600%, блядь, нахуй. Минус, блядь, бүтін нәрсеге, ашарғаға, ЖКХ, блядь, киімнің, бүтін әйбір, бензин, блядь, бүтін әйбір, блядь, 600%, блядь. 600 тәңке түгел, 600 евро деп сөйлемеймін. Оны сразу надо процентка кидать. Мына математика. Просто это деревенская математика, блядь. Теперь представьте это на полный, блядь, нахуй, Башкортостан хакана, Татарстан хакана. Представили? Получается, 12 ел тому назад, если Татарстан и Башкортостан берген всего лишь, допустим, шулу 40 мыңнегіне, а қазір добавил еще шул 600% бере Москве. А может больше даже, я не знаю, просто я предполагаю. Представили, да? Татарстан, Башкортостан давал, допустим, всего лишь 40%, грубо говоря, да, какой-то процент, да, а еще добавьте 600% нахуй. На 600% нахуй больше бізді Башқұртстан мен Татарстан име башлаган Мәскеу за эти годы. Имген. Име башламаган, име. Надеюсь, донес свою мысль. Пусть она неправильная, блядь, но по цифрам, ничего там, как говорится, неправильно не может быть, блядь. Грубо говоря, блядь, 600% бізді полный рост сіккенлер. Вот это нужно понять. Поэтому, исходя от этого, если мы дальше еще будем терпеть, я не знаю, вы ждете, когда, кто там говорил, блядь, по 200 рублей этот сраный рубль будет, нахуй. $1 200 рублей, блядь. Вот этого ждете. Ну тогда еще надо, чтобы Путину сказать, чтобы он жил еще 13 лет, блядь. 12. Не больше, 12 лет, все. Все, задача ему 12 лет, что полностью нахуй, блядь, 1000% минусом нахуй, 1200% минусом нахуй, загнал, блядь, все регионы и всю пидорасию и сдох. Классно нахуй. А потом вышкребай нахуй, Башкортостан, Татарстан, вот из этого дерьма нахуй. Хуй вылезешь, никогда не вылезешь, блядь. Понимаете, да? А если брать еще здесь со стороны машины, сейчас, что за китайцы хуеплеты? По 2 ляма продают вам? В то время нам какие-то шанганы, блядь, нахуй, они пихали по 500 тысяч какие-то, вон, шанганы, блядь, какие-то сраные, блядь. И тут еще Лифан, во-во-во, их не сраный Лифан. Лифан даже гандоны в то время, X60, чможным, блядь, тачка. Один уебок из Челябинска, помню, мой знакомый, купил его, блядь. Долбень, блядь. И как он мучился, блядь, он хотел, блядь, говорил, давай поменяемся, нахуй. Я говорю, пошел нахуй, я говорю, блядь. Короче, вот так, блядь, помню. Долбень, блядь, помню, блядь, у меня хотел мою, Кию отжать, блядь. Я, короче, Кию взял, а он Лифан себе взял, короче, долбень, блядь. И в итоге, короче, он с этим Лифаном заебался, он каждые 5 секунд ломался. И он не мог ездить, блядь, из Челябинска в Москву. А я считаю, блядь, на своей тачке, блядь, и в Уфу ездил, и в Москву, и нормально, 1500 нормально ездил, лалашкой. Как говорится, не жалею, блядь. Короче, суть в чем? В то время, когда, блядь, обычная Рено, блядь, всякая хуйня, блядь, по 364 стоила, а вот этот какой-то сраный Лифан стоил 445, блядь. За то, что он какой-то, понимаешь ли, невъебенный минивэн, блядь. Шунадан соң инде аңлагыз, Китай уже шул вакытта 100 тәңкәне үстен куйган. Инде карагыз инде, 445 меңлек, грубо говоря, 450 меңлек машина Лифан китайский, хәзер стоит 2 ляма. Получается 1650%-ка сигәләр сезне, китайцлар. Заебись. Это просто, это визуальные подсчеты. Просто вот, не надо там, блядь, липсис, никто не нужен. Просто
1650% СССР раком ставит Китай, и Путин доволен. Потому что, блядь, нахуй Путину народ не нужен. Народ, ему вообще похуй. Сдохли, он корейцев завезет, блядь. Корейцы сдохнут, найдет еще кого-нибудь нахуй. С Африки кого-нибудь загонит, блядь. Вот так. А вы не можете этого, блядь, я не знаю, блядь, вкурить, что ли, я хрен знает. Мне просто обидно, что мендан да акыллы башкортлар, татарлар дуңгыз булып утырасыз, блядь, а? Дуңгыз да бит акыллы бит, а? Аузына тышыйм, блядь. Вот этот момент печален, блядь. Гарнадам, блядь. Хуею от всего этого. Ой, блядь. Так. Вот это я озвучил в тот раз или нет, я не помню. Или мы уже дошли до этого. Да, мы уже говорили, наверное, об этом, да? Хз. Не помню, блядь. Когда у меня эфир был, блядь. Так, ну вот закидывали этого. Али Чаринский обратился к Руслану Абдуллаеву. Какой-то Руслан Абдуллаев, короче, боксер или кто он, блядь, там, UFC, блядь. Я в спорте не так уж, блядь. Типа сказал, я русский, я иду до конца, оказывается, он, блядь, нахуй. Этот дагестанец стал резко там, блядь, русским, и он идет до конца, оказывается, блядь. Я не знаю, это озвучил в эфире я или нет. Удивительно, блядь. Давайте по ТикТок озвучим его. Прослушаем, о чем он говорил там. Ты сказал про вот эту вот попытку, да, ассимиляции и очередной позор дагестанского ММАшника, на этот раз не Шарабули, того же другого. Это, кстати, Шарабули. Вот когда говорят же, концепция ислама выстроена каким образом, если не порицать, если не бороться вот с какой-то грязью, грязь начинает распространяться. Мы сказали, зачем Шарабулит это делает. Чтобы понравиться русским, как большой многомиллионной аудитории, на которой он может рекламу в Инстаграм делать, зарабатывать деньги и так далее. И вот это стало, Веном вышел, опозорился, мы русские начали, там, это позорище, там хиджабы, они говорят, запретить, оно выходит, это просто позорник какой-то. И вот еще один вышел. Да, Исрапилова, известная меликовская куртизанка, пишет у себя на канале. Один из самых титулованных грэпплеров России, дагестанец Руслан Абдуллаев, ответил своему иранскому конкуренту словами из песни «Я русский». Давайте посмотрим вот этот фрагмент, он у меня есть. Вот. Убивает таких людей. Спасибо огромное организаторам ФСА. Я хочу сказать следующее. Видел видеоролик, где Буя говорит, что снесет голову любому русскому грэпплеру. И хочу ответить ему как словами из песни. Я русский, я иду до конца. Вот можно я как черный пояс черному поясу по джиу-джитсу заречу? Пожалуйста. Это 9-кратный чемпион мира по грэпплингу, участник хайповых ММА, на большего не тянет. Он реально самый титулованный грэпплер. И недавно в Астане он опять показал свое превосходство даже над американскими спортсменами. Нет проблем в том, что говорит, что он очень крутой борец. Но если интеллект слабый, то заработать на медаль в 9-кратном статусе чемпиона мира ты не можешь. Для этого требуется такая жилка, интеллект, глубина мыслей, такая вот харизма. У него всего этого нет. Когда этого нету, человек хочет взять тот способ, который вот работает. Шарабулит показал, работает, тот показал. И теперь он выходит и вот подготавливает свою речь. Ты сказал русский, а я россиянин. Хорошо было бы, да? Или я дагестанец за русских. Неплохо было бы. Ну, не так было, не претензий. То есть я живу в России, я дагестанец, я за русских готов речь. Все, там как бы... Нет, надо же прогнуться, чтобы русским понравиться. Можно было сказать, вот тебя как там зовут, я забыл. Я дагестанец, я за русских впрягусь. Никаких проблем, мы даже бы не обратили внимания. Нет, ты хочешь им понравиться. И ты сидишь, думаешь. Как... Здесь остановлю, добавлю, как обычно, свое, пока не забыл. Да, когда, если помните,
чпокнули Бирюлева, короче. Ну, я же, блядь, в Москве, блядь, дохуя, сука, жил. Бирюлева, когда чпокнули одного хуеплета со своей тёлкой, блядь, был это Айзер. Потому что Бирюлева там был огромный айзерский рынок. Этого, блядь. Фрукты, блядь. Такой, блядь. Оптовый овощной рынок, блядь. Чмошный, грязный, блядь. И в итоге, короче, там они шли и ёбнули их, короче. И они что-то подрались, и он ёбнул, и не так упал, или что, убил, короче. И пошло-поехало, нахуй. Типа айзера хуёвые. И в тот момент, как раз везде, где, блядь, попадались даги, вот так же даги, всех сразу говорили дагестанец. Кавказец, дагестанец. Прям назначали им нацию. И там потом вышло как раз-то тот ответ и вышел, блядь. От них, самих же вроде и вышел. Какого хуя, блядь, когда, блядь, кого-то ёбнули, блядь, дагестанец, а когда спасли кого-то там с этажей, пожар, туда-сюда, сразу, блядь, россиянин. Победили где-то, блядь, нахуй, в то время еще, блядь, чемпионы были, чемпионаты были, это, блядь, 10-15 назад, я говорю, суть. В то время ездили везде по олимпиадам, везде россиянин, не Кавказ. Там, ну, имя, само собой, озвучивается Мухаммад, там, Магомед, еще кто-то там, Заурбек. Но, нихуя, россиянин. Победил россиянин. А вот когда, блядь, нахуй, здесь должно быть наоборот, типа я вот, типа как этот Хабиб, да? Я вот с Дагестана, не знаю, как он говорил, конечно, я не знаю, блядь, я не могу сейчас сравнить. Допустим, я его беру как нормального человека, да? Вот я как дагестанец с Дагестана, я знаю своего отца, дедов всех. Я вот с Дагестана победил. Правильно. Сказал бы вот так хотя бы. Там за Россию взял эту медаль. Потому что я живу в Республике Дагестан пока в России. Там что-то в этом роде. Нет, блядь, этот уебок, блядь, я просто шарахаюсь. Он говорит то, что я, говорит, блядь, русский. Мен оптырауда қалам, блядь. Ладно, хуй с ним, какой-то татарлар шулай айтса енді, блядь, татарлар енді, ну понятно, по жизни, блядь, в десна тесно целуются с русскожопами этими, блядь, московитами. Ну, Дагестан, блядь, Дагестан. Весь такой, весь бородатый, такой черный Дагестан, такой весь, ну, имеется в виду, эти волосы черные, ну, явно рядом не стоит возле русского. Ну, явно, даже на донского казака не похож он, я не знаю, черного русского даже не сравнишь с этим, допустим, кавказцем, допустим, да? Ну, сразу по физиономии можно понять, что он кавказец. И тут он говорит, я русский, блядь. Ну, не стыдно ли, блядь, а? Конечно, они эту тему берут, как спортсмены, наверное, чмырят его, да, ведь пытаются донести до него, долбоеба, что он такие дела не надо делать. Но, по крайней мере, она со стороны даже мне, это удивительно. То же самое, допустим, қоядыр мен, допустим, кеттім да, мен айтам, мен бит урыс, жоқ, мен бит өзбек түгіл, мен башқұрт түгіл, мен татар түгіл да, енді мен урыс, жоқ, мен китаец, нахуй урыс, мен китаец. Малашвай, да, я вот так сказал бы, да? Ну, понимаете, вот до такой степени, блядь, деградация наших людей меня вообще, блядь, я не знаю, блядь, их дома не ругают мекана, атасы, инасы, yok мекана. Балам, біз вроде Дагестанда енді инаңбаттаға, долбоеб келіп тұрып, шапалак, хуякс нахуй, не тому татарину шапалак надо давать. Где эти бородатые дагестанцы, которые в Казань не поленились поехать? Пиздуйте вот за этим гондоном дагестанцем, МММщиком или УЕПСищиком, блядь. Пиздуйте ему, дайте шапалах, колыбаху, ебаните ему подзатыльник, ёб твою мать, чтобы опомнился, что он дагестанец, блядь. А не так, что, блядь, нахуй, ездить, пиздить в Казань наших бородатых мусульман, татар, блядь. Хоть в каком виде он не прав, блядь. Поэтому я считаю, блядь, башта үзіңні, халқыңны, құлқын, блядь, нахуй, дұрысля, блядь, потом выебывайся на других.
Я так считаю, блядь. Поэтому я же не прыгаю на всех подряд, нахуй. Пытаюсь только доносить. А тут, получается, еще рукоприкладством занимается, понимаешь ли, из Дагестана в Татарстан люди. А татары молчат, блядь. Охуенно. Охуенно, блядь. Это чисто просто вспомнил я. Дослушаем. Да, а что сказать? А вот «Я русский, я иду до конца» — это песня войны. Это песня, в которой выделяются, вас чурок забывают, выделяется нация определенная, титульная, где должны быть все похожи на них. Чурки, дагестанцы, буряты, тоже русскими должны. Это такая оскорбительная, на самом деле, песня даже для бойцов СВО. Она мерзкая по смыслу. И ты ей эту песню используешь, песню войны. «Я русский, я иду до конца». Вот ты, существо, тебе, как и мне, дедушка, говорили, русским не будь, как русский себя не веди. Почему, знаешь? Это концепция защиты наших традиций. Вот этот момент я... Вот этот момент я вспомнил, когда я его послушал. Точно. Любой татар, o'zini татар itgan boshqirt ayta, alla bizda ведь shunday so'z bor. Dagestanda da bor ekan, qora. Dagestanda da bor ekan, просто он звучит это на русском. Но men sizga o'zimizni tilda aytaman. Mana men umrda unutmayman, блядь. Menga aytalar, urus что ли sen? Sen narsa urusmini? Urus kabi qilanasan. Toshbosh, ondi qilaningni tashla. Menga shulay deyirlar, deganlar-da. Потому что мне предъявляли прямо, блядь, sen urusmini alla? Uruslarga nolay qilana? Kit yamsiz. Durak что ли? Deb meni arlab ketirlar. Mana bizning tatorlikda, boshqirdlikda mana shunday hal bor. Mana shu so'zlar bor. Men buni bilan 100% qo'shilaman mana shu Dagestanец bilan. За то, что у них есть, оказывается, такая тема. Urussingmi. Это означает уважай o'zingni millatingni. Я думаю, у любого узбека тоже такое же дело есть. Узбекистана, вспомнил, Узбекистанда то же самое. Узбекистанда конкретно нам говорили, урусмиsan. Yo'q, urusmasman. Nimaga bo'lsa urusga o'xshab o'zingni nima qilyapsan, olib boryapsan. Примерно вот так было бы дело. И было такое дело, блядь. Я с детства помню такое. Сколько было таких моментов, блядь. Вот. Сразу на место ставили. Сразу напоминали, что такие выдвижения, значит, делалось против узкожопых. Почему? Потому что, значит, уже в корень нам вдалбливали, мы просто долбоебы сами отошли от этого. Вдалбливали, мы уже түптен уже келген, что bizga урыслар душман. Просто biz anglamaganmiz shu so'zlarni. Hozir endi men anglab jeta boshladim ona. Har aytilgan nanalarimizdan, bobolarimizdan so'zlar, даже atiyimizdan, ankabizdan hozirgi kimda tirik, kimda bor, kimda yo'q, ularning so'zlari даже to'g'ri kelib chiqadi endi. Biz urus tugul-da endi, tug'anlar. Biz никак urus tugul. Вот наша цель. Узнать, кто я. Возвращаясь к тому слову Джеки Чана. Кто я? Поэтому я считаю, вот такое образование «Кто ты?» мне кажется, вот в Европе нет этого. Я не слышал. В Китае тоже нет этого, мне кажется, блядь. Кто он? Китаец, блядь. Он никак не другой. Урус, что ли, не можешь рассказать? В Америке такая же хуйня, мне кажется, блядь. Только bizda Rossiyadagi ana shu гниль какая-то тактика есть. Почему этот вопрос, почему там именно, блядь, созрел? Вот этот вопрос интересный мне, блядь, сейчас. Вот прикиньте, да? Поразмыслить, блядь. В Африке. Урус, что ли, син? Ёб твою мать. Африканец-ка, представьте такое сказать. Урус, что ли, син? Да у них мыслей нет таких даже. Манкурт, что ли, син? Тоже не сходится, блядь. Понимаете смысл? Ну и то, манкурт можно подставить как-то, если он топит за кого-то, блядь, за колонизаторов, а там народ топит за народ, блядь, примерно. Вот это можно, ладно, разделим. А вот не сходится, блядь. Даже в Мексике это ебано не сходится, блядь. Мексиканцы урос, что ли? Или что, американец, что ли ты? Понимаете, вот смысл какой, блядь. Вот в этот момент я понимаю, что до такой степени
в низость нахуй нашей нации bizni millatimizni шулай осқа бергенлер, осқа түшіргенлер ниже плинтуса нахуй там в говно втоптали наши bizni millatlarni, что мы не можем, блядь, даже осознавать, что biz bit urus tugul ekan-da endi. Biz bit urus tugul, ёпрст, блин. Понимаете? И моментами, но он-то сказал это, но мысль-то не дожеванная. Вот давайте дослушаем эту тему. Традиций, нашей культуры, нашей самобытности, нашей цивилизации, нашей идеологии. Это концепция защиты. Почему? Потому что в Дагестане, Чечне, в Ингушетии, везде эту самобытность, культуру, историю вот этого человека во врага превращают, имама Шамиля, рахимуллах. Кто вот их во врагу, кто борется с нами? Русские, не американцы, не китайцы, никто. С нашей концепцией мысли, ислама и все вот, культуры, цивилизации борются только русские. И мы, наши деды воспользовали момент, и мы это продолжаем делать, только мы уже на политической основе поднимаем этот идеологический тезис. Вы русские для русских, Россия. Мы дагестанцы, как Дагестан для дагестанцев. И ты выходишь, говоришь, я русский, я иду до конца. Вот твоя сила, мощь твоего тела, навыков, вот она разрушена. Вот твою мужественность, которую ты мог проявлять 9 раз, выиграв чемпионат мира, она рухнула под твое и какое-то мерзкое желание побольше заработать. Иного смысла нету. Иного смысла в этих словах нету. Понравится как можно больше русской аудитории, чтобы дать рекламу. Как тренер ты несостоятельный, я давно за тобой слежу. Так как ты тренер, ты не можешь. Тренером не каждый спортсмен будет. Я не оскорбляю, это не оскорбительно. Как тренер ты себя не проявишь. Как боец ты говорить не можешь. Хайпи тебе, ты им не нравишься. Там ты много не зарабатываешь, ты хочешь продвинуть. Единственное, что тобой движет, это поднять бабки. Ты же не зря в спорте столько себя отдал. Делай, что хочешь, другое. Но ты выходишь и вот берешь и вот просто в ноль всю суть твоей даже внешности превращаешь. Говоришь, я русский, иди до конца. Ты мог что угодно сказать. Но вот этот позор, это унижение ты выбрал сам. Я хочу обратить внимание знающих и популярных студентов, да, на вот эту практику дагестанских ММАшников. Одно дело, что они харам вот это продвигают, другое дело, что они пытаются вот эту тему с ассимиляцией еще продвинуть. Вы скажите, что говорит ислам о национальности в плане Джабраилович говорит. Это отдельная тема в исламе, и есть комментарий относительно этого. Гасан, я мало знаю об этом. Я не тот человек, который может это цитировать. Когда надо, мы вынуждены бываем цитировать. Но, пожалуйста, обратите внимание, пристыдите вот этих людей, которые своих предков, Мухаммадов, там, Абдуллы там были, да, и так далее, Иванами вдруг начали называть. Понимаете? Ты, Руслан Абдуллаев, всех своих предков Иванами назвал. Как Путин говорит, Иван и Дамарьи. Вот, ты, вот Иван и Дамарьи, вот всех вот из своих предков, как ты вот, это не я сказал, ты сам из своего рта вытащил, достал и на всю аудиторию крикнул это. Я русский, я иду до конца. Да, видите, конечно, это, блясма, это пример вот с другого вообще народа, Кавказа. Если уже, если сравнивать Кавказ с Уралом, если уже Кавказны шулай сындырганлар, Уралга вообще сөз жоқ анда. Понимаете? Уралга сөз жоқ вообще. Блять, опять тонау тығыла башлады, блять. Шуларға, дуслар, білесің мында, блять, бик нәрсе кейні, блять. Противно порой даже мышление вглубь у меня даже, блядь, какую-то противность приводит к тому, что без үзебезна, просто үзебезна, миллятебезна, мы не можем произнести, что ли, или там пронести. Понимаете, я вот от своего примера беру. Здесь почему-то мне все говорят русса. Потому что, блядь, знают, что из этой пидорасии, блядь, все. Они не знают, что такое Башкортостан. Где это, говорят?
Где это Татарстан? Не знают. Я это вам уже 100 раз говорил об этом, блядь. Поэтому они могут наткнуться, знаете, на что? Казахстан? Они могут сказать, и все. Они откуда-то знают только Казахстан. Даже Узбекистан толком они не знают. Казахстан только знают. Вот примерно вот Казахстан они как-то запомнили, наверное. Не знаю, как они его запомнили. Ну вот как бы Пидорасия есть и Казахстан есть. Все. Больше там нихуя ничего нету. Дальше ничего они не знают, по сути. Вот примерно так. Вот по сути и здесь народ, по сути, даун, блядь. Не говоря, что, блядь, нахуй у нашей пидорасии то же самое, блядь. Исходя от этого, я к чему? Этому народу, бухалакларга, нихуя не нужно с этой пидорасией и подавно с Азии. Понимаете? Ничего не нужно. Это нужно только правителям что-то там высасывать, где-то там колонизировать. Это только им надо. Это только ближний круг этой сука, верхушки только знает об этом. Где что наехать. Как Макрон в прошлом году, или когда там ездил же в Узбекистан, там пооткрывал, бля, французский магазин и так далее, и что? Ничего не изменилось, нахуй. Как был гестаповский Узбекистан, так и есть гестаповский Узбекистан, понимаете? Почему? Потому что Европе, само собой сказано, не вмешиваться. Вот как Кыргызстан до этого читали же, Кыргызстан не дает вмешиваться никому. Почему? Потому что это пидорасия. Ихняя территория, блядь. Разделили, понимаешь ли, землю по частям. Пидорасия, Азия, Китаю там, еще что-то там. Америке, нахуй, Мексика. Вот так, блядь. Англия, Африка. Вот, 3 контингента разделили в эту всю землю нашу. Поэтому, исходя от этого, узнать только, заставить узнать нас только наша интуиция, наше движение. Bizning tavakkal qiluvimiz gina bizga yordam berashak. Shu Moskvani borib dumbaslasak, полный рост. Shunda gina biz, блядь, o'zimizni don qozongan qilarga mumkin. Don qozonirga можем. Onarga xatli qozansang da, qozonmasang da artistiga. Qozon artisti bo'lasan, Ufa artisti bo'lasan, u don qozonuv tugul, u artistlik qana нахуй. Хуйня это все. На палочке, блядь. Поэтому don qozondiraga bularga kerak хотя бы Чингисхан кебек, Амир Тимур кебек, примерно шулай гына. Вот примерно шулай. По-другому никак. Вот так примерно. Шунага, дуслар, bizga кровь из нос. Менять надо свою вот эту, блядь, истинную, так скажем, нацию. Конкретно понимать, кто мы. Мы же не узкожопые. Biz boshqurtlar ham totorlar. Mana shu millatimizga tushirga tiyishmiz. Shuni biz haq deb olirga tiyishmiz. Chunki Alloh taolam bizga bergan shu millatni. Allohga shukr deysiz, siz boshqurt bo'lib, totor bo'lib tug'ilgansiz. U узкий tug'ilsiz. Представили, вы узкий bo'lib tug'ilsangiz. Представьте, hozir butun dunyo sizni ненавидит. И biz sizni o'tiriga kelarayik. Представили? Вот представьте, вот это, вся вот это сейчас Башкортостан, Татарстан был бы узкожопые. И все это было бы. И там чуть-чуть только мы были бы такие, башкорта, татарлар. И вот мы за вами пришли бы. Но вы как бы себя думали, что вы башкорты, но на самом деле вы узкожопые, допустим, да? И как это было бы? Как вы представьте? Вы же, блядь, нахуй, на мировой, блядь, говно народ сейчас были бы, допустим. Ну, шунарга да Аллаға шүкір дейірге керек, что сіз башқұртсыз, татарсыз. Біздің қолда қан жоқ. Урысларны қанында біз yüzіп жүрейбіз. Білмейші. Не по адресату. Не в том бассейне плавайте, дуслар. Надо вылазить из этого дерьма кровавого и завязывать уже от этого. Вот так вот. Так. Ну так, еще что-то тут и поизучал. Коротко просто пройдусь. Вот этот ученый принял ислам после исследований слюны собаки. Неоспоримые истины ислама. Слюны собаки бірнеше мәртәбә юсаң да шығып кетмей екен. Только жир белән генә алып шүйіп була екен. Это так, чисто для общей информации. И этот ученый, короче, где-то там, в итоге, я уж не буду включать это видео из Ютуба.
не знаю, Алиф ТВ, наверное. Короче говоря, опасность собачьей слюны, Мухаммад мог это знать. Дегенінде Мұхаммад пайғамбарымыз білген бит енді Аллахтан келген бүтін нәрсе ол білмейше енді білген бүтін өміріне. И исходя от этого, если мына біләбіз бит енді мәчеткә барганда дай хоть койда этләр белән теге иснәнеп йөрмәскә тиешбез бит инде безнең теге аягыбызны да бер җиребезне дә этләр иснәмәскә тиеш. Во-первых, икенчедән аны селәгә тимәскә тиеш безгә теге селәгә тисә бит инде моны тахарат бузыла и так далее. Мына шуларда как раз вот он доказывает то, что этот ученый это все перепроверил и пришел к выводу, что представили, да? Құран қашан язылған? 600 нешенче елына қашан Құран түшкән? Аллаһ Тәгаләдән Мөхәммәд пайғамбарыбызга 635-тә Кашан, что-то не могу вот эти цифрами, я не способен что-то вам сказать. Ну, короче говоря, Құран түшкәннән бирле, именно шул аят бит инде әле ул сүрәт шу бар бит әле, аны елын. В этот момент приходит вот это про собаку. И ученые в наше время, блин, под микроскопом это проверяют, представьте. Только жир белән генә, турпак менә безнең кара турпак, Башкортстан турпагы белән генә киемебезне чистартырга мөмкин икән. Киемебезне, менә понимаете, ничек удивительный бу нәрсәләр, так скажем, Құранда язылган хак нәрсәләр, что безне уже эндәргә тиеш Құранга килергә. Безне уже әллә кашан эндәргә тиеш мусулманлыкны ныграк тотырга, намаз укырга, Аллаһка тәүбә кылырга, рәхмәтле булырга и так далее. Ә без әле дә уянган кешеләрдән түгелбез. Йоклап ятабыз, яртыбыздан күбесе. Манкурт юлындабыз. Эт юлындабыз. Как раз таки шул эт юлындабыз. Селәгебезне агызганбыз, Мәскәүгә караганбыз, китеп барабыз Украинаны үтерергә. Шунарга дуслар, безгә ничек булса да безгә хәзер аңларга кирәк, что без ислам белән генә горурланып, үскә күтәрелүебез дә Аллаһ Тәгалә белән генә булачак. Аллаһ Тәгалә тагын бер аятынмы, нәрсәсен исләтәм, әйтә. Мине исләгән җирдә Аллаһ Тәгаләне biz исләсәк, ул безне бүтән җирдә исләтәчәк. Шуның өчен башкорт белән татар исламга килсә ныграк, без бүтән дөньяга дан булабыз. Дан казанган исламга булсак, Аллаһ Тәгалә дөньяга безне данлыкка чыгара. Менә шул дәрәҗәгә без җитәргә тиешбез. Уның өчен только мустақил дәүләттә генә ул булачак ул әйбер. Мәскәү белән эшләп булмаячак. Чөнки бездә креслар бик күп, ширкәүләр күп, мәчетләр әз и так далее. Шуларга без беренчедән без бүтән Башкортстан белән Татарстанны кулга алгач реконструкция ясарга тиешбез. Чистартырга тиешбез от нечисти, как они сказали, от бусурманской, да? А мы от этих ушлепков узкожопых должны очистить все это дело. И таким образом срочно этот, так сказать, создать свою политику правильную, исламскую и, само собой, политическую. Вот так вот. Друг другу не касается, само собой. Так. Ну, вот здесь я уже был вроде. Или не был, блин. Я уже не помню, где я был, не был. Высказывался я об этом. Ну да, я высказывался чуть-чуть вроде. Но в ТикТоках туда-сюда, да, ведь больно подробно я не говорил или говорил. Ну вот, да, опять-таки дошли до Узбекистана. Вот теперь, наверное, не говорил. Не знаю, говорил, не говорил подробно. Не помню. В другом стриме говорил я или нет. Стрим вообще делал я после этого, нет. Кисем даёк.
Итак, наверное, я говорил, наверное, это я уже не помню. Или я голосовой, если я туда скидывал, наверное, не говорил. 22 декабря я был, я не помню, блин. Но тут 2 минуты прослушки есть. Что я говорил, не помню. Давайте прослушаем, короче. Давайте лучше прослушаем только и все. Вот, решил этот наткнулся на вот это, какой-то Айран-канал какой-то. Интересно, тут все происходит. Вот видите, как, получается, Мирзиёев не хочет, получается, склонять голову перед Путиным. Сейчас приду. И тут через детей, получается, каких-то, блядь, детей, через Кадырова хотят рулить. Москва хочет войти в этот Узбекистан. И мы нашел, как всегда говорил, Башкортстанда, Татарстанда, туғанлар болмасқа тиіс бір қойдада туғанлар болмасқа тиіс. Только нешек мына халық выбирает Башкортстанда, шул жиында, құрылтайда мына шулай гына кішіні сойларға. Президентні, парламентні, мына шулай. Бүтін жерге только халық сойларға тиіс. И само собой, с одного конца Башкортостана на другой конец Башкортостана бір жерде туғанлық деген нәрсе қойылмасқа тиіс. Бір жерге де туған қойылмасқа тиіс. Самое главное, вот эта задача. Все должны друг другу быть чужими, в первую очередь. Чтобы не этот клан не делался там, коррупция не делалась и так далее. Само собой, коррупцию сразу надо пресекать и, как говорится, вот так вот. Просто ужас. Пиздец просто. Ну, пиздец. Ну, это позор. Хули. Ну, из этой категории, блядь, наши же вон, блядь, на меня наехали, видите, до сих пор пишут. Я просто вот слева, блядь, контакта зашел, блядь. Думаю, нахуй свой, блядь, что-нибудь еще бахнуть, заблокировать, блядь. И вот слева контакта на меня сколько наездов. За то, что, блядь, нужно бомбить Уфу. И мне начали писать, блядь. Уже не могут найти, чего там, вот из этой категории. Они защищают, получается, Башкортостан. И в то же время я, получается, какой-то там изгей Европы, блядь. Или как она мне еще ответила там, блядь, что такое, блядь. Салям, Ямарат. Пытаюсь долечиваться. Короче, много прослушал сейчас. Я не понимал, кто такой. Короче, надеюсь, что я там говорил, я не помню, но повторюсь. Блять, просто жестко, блять, нахуй. Тонал-то, блять. Я еще не долетился. Уже сөйлешерге невозможно, блять. И как будто гуземный шатмин, нахуй. И чё вот, что я хочу добавить отсюда? После этого, ведь на меня пошли комментарии и всякая хрень, короче, да? Ну, добавок нет. Точнее, комментарии пошли до этого, наверное, я не знаю. И на другое, и еще я добавил вот это. Что я хочу сказать? Что я там говорил, я не помню уже. Душницам. Но самое, вот на эфир прям узимает Асинкеля, что Узбекистанда, вот все говорят, типа, разбирайся Башкортостаном, Татарстаном и так далее. Мне, да, пишут. Но Узбекистанны бірәрсі разбор итіп сөйләшіп шыққаны бар ма? Бірсі де шулай шығарып сөйләмейді. Вот что мне интересно, понимаете? Всем похуй. Понимаете? Это люди до такой степени заманкуртились, блядь, что им похуй до своей земли. До своей свободы, блядь. Они не хотят, блядь, после Каримова, там, допустим, поставить своего, воткнули Мирзияева, не хотят Мирзияева убрать, блядь. Пиздец, это что за быдло народ, нахуй, пошел, блядь, 37 миллионов в Узбекистане. Блин, бізге Башкортостанда хуйня кеше. Минимум 6 раз больше, наверное, если по всему Башкортостану у нас около 5 миллионов, или сколько нас там. Я не знаю, блин, нас мало. А там 6 раз, грубо, да? Если бізде 6 миллион болса, енді ладно. 6, 36 десек та 6 мәртебе көп, халық быдло, блядь. И вот этот быдло народ своей тупой головой мне еще что-то предъявляет, блядь.
несмотря вот это. А это Айран ТВ какой-то, блядь. Айран канал какой-то. Ну, явно это про них, про Айран. Айран это говорят не узбеки. Это ведут казахи. Ақыллы тағын. Бұл мақтауға кірмәсін енді. Я не подхалимничаю. Просто факты есть. Опять-таки, ортамызда тұрған, Башқұртстан белән Өзбекстанның ортасында тұрған, опять казахлар пытаются глаза вам, ебанутым узбекам, открыть. Что творится у вас? И получается, в этом эпизоде они рассказывают всякие узбеки, которые тоже Себастьяну нахуй, куда-нибудь нахуй щетилье, и они рассказывают, что происходит. Ну, как вот эти Руслан Айсины, которые выступают, блядь, телеканал «Дождь», туда позовут, сюда позовут. Вот их тоже позвали, и вот так. И главное, как я сказал, 300 тысяч просмотров. И шунардан бір үзбек көтеріліп шықса, оны тығып қоялар, тұтып келелер там. Если помните, в Дубае где-то поймали кого-то, ебанули, все, отправили, все, конфисковали, закрыли, все. Какого-то блогера. Но если вы вот такие пидоры, блядь, которые кидаете друг друга и не помогаете, и за них не бастуете там, революцию не создаете, когда вам спасение придет, а? Мен аңламаймын. Сіз ойлайсыз, блядь, ғұмыр бойы нахуй Мәскеу болып, Мәскеуіне келіп шіпіргені келесілер ме? Ғұмыр бойы. Нихуя подобного. Пока мына мен Аллаға тапшырдым өзімні, жизнімні, Аллаға тапшырдым, Мәскеуіне пока сікмей туқтамай, мен өлмәске тиішмін. Мына Мәскеуіне сігіп туқтым, чтобы показать вам, узбекам, блядь, что Москву ездить подметать вы не будете, нахуй. Не будете, блядь. Ищите другое место, где будете нести нахуй улицы. Если вы в таком униженном состоянии хотите дальше жить. И вот сізге казахлар пытается открыть глаза. Бір құлақтан кіре, екінші құлақтан шығып кетеді, блядь. Вам пытаюсь я донести. Узбек была тұрып, сізге донести. Правильно сделал в свое время я Себастьяна оттуда, нахуй. Потому что от этого халка, блядь, куттак-то алып болмай. Недвижущая масса, блядь. Кубая давит, а толк-то юг. Как говорится, как это было? Не хуй взять, блядь. Взять, не хуй взять, нахуй, у которого, блядь. Ну, что-то в этом роде, блядь. Вот поэтому, узбеклер, Русларым, туғанларым, сіз өзіңізді дәулетні пока қолға алмайсыз, Мирзияев келемін, нахуй, Каримов, блядь, с гроба станет, ублюдок. Или еще кто-нибудь, нахуй, блядь, фарқы yok. Har doim qashshoq nahvoy hayotda bo'lgansan, qashshoq hayotida o'lib ketasan. Chunki qashshoq yo'lni vыбор qilgansan. Понимаете? Вот поэтому из этого qashshoqliga вылазить из этого дерьма. Только вы сами себе должны помочь. Anjonda men har doim Anjonni eslataman, chunki men Anjondaman. Anjon ko'tarilganda qo'ttag'idan boshqa rayon turgani yo'q, блядь. И вы, ублюдки, мне что-то будете писать здесь, блядь, в комментариях своих. Ублюдки. Поэтому, когда вот Андижан встал, Каримов прикол даже пошел. Всегда просыпался утром, говорил: Андижан, тинчмы? Он другие места не спрашивал, даже Ташкент не спрашивал. Андижан, тинчмы? Потому что Андижан дегелер весь Узбекистан, если захотят, раком поставят. Пока просто нет тех людей оттуда. Один из них я. Хотя бы так, словесно вас буду подрывать на какие-то действия, блядь. Поэтому, исходя от этого, туғанларым, пиздализ Москвы не катит, блядь. Бізге ярашмейді, блядь, өзбейлерге. Орыстан тайға кіріп олып, тұмшығыя наху қарап отырыш. Біз бүйік авлодларданбыз. Өзбек Амур Темурны авлодыданбыз. Ошынға бізге авлодымызны маскаровоз қылмастан туруш кереміз, нахуй. А вы не можете понять, блядь,
Pul nahуй. A pul tugamaydi nahуй. Bu dunyoda tugamaydi pul, блядь. O'zbekistonda ham pul topsa bo'ladi. Boshqa davlatingni almashtirib olganingdan keyin можно будет поменять все. Я вам советую так же, как и мы, Башкортостан, Татарстан, будем рано или поздно независимыми. В этот момент начать тоже ваше дело. В идеале начать вместе, чтобы мы помогли друг другу. Потому что у вас людей больше. Вы тоже должны понимать, как Казахстан, что за Казахстаном узбеки нам роднее, чем эти пидоры из Москвы. Понимаете? Километраж, хоть пусть больше будет, разницы нету. Но татар белән башкортка, узбек туганрак, чем урыс, шукынган притом. А сез шуны аңламыйсыз. Аңламыйсыз никогда. Постоянно, блядь, в дискуссиях, нет, рахмат, которые понимают, есть такие тоже. А вот, которые не понимают, тяжело, блядь, вы друг другу начните объяснять, блядь. Мы заебались по Башкортостану с Татарстаном это действие делать. Но в Узбекистане этого продвижения нету. Оно остановилось. Оно было. Базара нет. Против Каримова было. Но, видите ли, видя это, Мирзияев зашел хитро. Хитро выебанная сука. Он зашел как-то көз боямачылык кылып туруп, кирди Өзбекстанга кирип туруп, блядь, так красиво вошел, что эти узбеки, как всегда, блядь, разинули рот, нахуй, правитель хороший, блядь. Все, берем, нахуй, взяли. И чё? Теперь вас он, блядь, ебет без вазелина. Клизму делает, притом еще во все щели. А вы не можете понять этого. Не можете вот этого понять. Вам когда пытаются преподнести это красиво, почему так? Хуй с ним, даже не я. Красивыми словами, вот казахи, братья, красиво вам ведут, такие даже каналы есть у них, вот Айран, канал, все-таки наш Айран, Катык, вода, соль, вот так вот зелень, айранчик. Вот, поэтому, как говорится, понимать надо одну вещь, что Узбекистан, если мы, получается, блядь, нахуй, так скажем, не подымем с 37 миллионом вот этого нищебродского состояния, где постоянно зимой газа нету, хуй знает почему, блядь. Наоборот, зимой надо, у них летом газ 1 метр, а зимой паль-паль-паль-паль нахуй, и все, 1 сантиметр нахуй. Свет суне постоянно, не знаю почему, субы тканкебек, поставь нахуй электросеть, несколько штук, блядь. Непонятно тоже, блядь, ГЭС нету, блядь, или что нету у них, блядь. Тоже вопрос. Поэтому, исходя от этого, дохуя у вас проблем. А это надо решать совместно. А не быть, нахуй, пиздолизом Москвы и думать, что с этой пиздолизства вы не слезете. Мы вам поможем слезть. Не ссыте, нахуй. Боитесь, нахуй, мы вам поможем слезть. Мы потому что идем только уничтожать. Без, блядь, башарыздан сылап турмайбыз, нахуй. Точнее, имеется в виду, узкожопых. Без урысларны, нахуй, әллі-бәллі эшләргә китеп бармыйбыз. Только сыгырга урысларны, нахуй. За всех наших предков, блядь. Начиная, блядь, с конца, блядь, нахуй, этой пидорасии, заканчивая вот Афганистана. За все. За все мы должны, блядь, нахуй отомстить. А мы этого не можем понять. Мы не можем, блядь, сплотиться. Не можем. Мы можем там сплотиться где? Там, окей, там помочь где-то нахуй. Там по работе где-то что-то такое. Это хуйня. Хуйня это. Работа, деньги, это должна быть нахуй второстепенная вещь, блядь. В первую очередь цель любого освободителя своих стран это сама страна. Потом люди, само собой. Шунда гана будет какая-то идиллия, тогда только можно будет найти какой-то нахрен покой от того, что ты же сделал. Вот когда ты сделаешь что-то, ты только тогда находишь какой-то покой. А мы ничего не сделали, блядь. Наши предки сделали, а земля колдырдылар, Давид, но не так, что нужно. Мы это поняли через 125 лет.
Потому что этот уебок Путин пришел. Он дал понять это нам. Если бы был бы еще какой-то мягкий, мы бы опять жили бы лет 100. Не поняли бы нихуя. Или наоборот, жесткий, как Сталин, блядь. Ну, к этому идет. К Сталину идет. Но теперь мы уже, блядь, более охуенно 21 года люди, мы уже не дадим нахуй сталинскому режиму, блядь. Осуществиться, блядь. Без Путина обязательно. По-другому никак. Шо Дуслар. Поэтому я могу много об этом говорить, но то, что я вот увижу, то и говорю, блядь. Мимо не могу пройти, блядь. Особенно Узбекистан, Азия, турында, блядь. Кыргыз болсын да, таджик. Ну, блядь, если я вижу там гадальсызлик, нахуй, это пиздец, блядь, меня накаляет, нахуй. Это означает, что до такой степени, нахуй, нас, блядь, опустили, что, блядь, нахуй, в Азии не могут, блядь, в независимых странах хуй положить на Москву, блядь. Вот это меня убивает, блядь. Поймите одну вещь, напомню я вам одну вещь. Газ в Узбекистане был, я не знаю, куда он делся, блядь. Я не знаю, блядь, газ всю жизнь в Узбекистане был. Точнее, газ есть в Узбекистане, не знаю, почему его не копают они там, не знаю. Сожрали, что ли, сука? Не могу понять. И поймите, что если Москвы не будет, вы должны понимать, все, вот все, что есть в этой пидорасии, это все наше. И каждый узбек, кыргыз, который ноет, что, блядь, без России вам пизда, нет, без нас вам пизда. Bu hali katta gapirdi deb o'ylamanglar, yo'q. Men zo'r ketmadim. Мен высокомерно не сказал это. Просто я вам факты привожу. Напоминаю вам всем, что разговаривать придется вам с нами. С вот этой новой, так скажем, басотой, которая возьмет Башкортостан и Татарстан. Я даже элитой не хочу себя называть, чтобы не быть высокомерным. Карахалок, который возьмет Башкортостан, Татарстан, это будем мы, Аллах верса. И придется вам с нами дискуссировать потом. Газ вам или нефть, или что вам там надо, хуй его, хлопок, может, дадим вам еще. У нас нет хлопка. Вообще говорю, блядь. Вот исходя от этого, вам нужно будет общий язык находить с Чукоткой, да хоть чем, блядь. Где уран выходит, хуян, куян, где это все? Все будет, блядь, исходить от этой бывшей пидорасии. Но это уже мы будем, нахуй. Новоиспеченные. Вот после всего вот этого момента Башкортостан, Татарстан, это понятно. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан должен переобуться, надеюсь. И вот вам сейчас этот момент я вам рассказываю заранее, понимая это наперед, что это будет. Потому что мы идем к нему. Но вы, когда вот этот момент не вкуриваете сейчас, когда вы отчехлиться хотите от этого всего дерьма, блядь. На вас надели вот эти чехлы, гондоны такие, пуленепроницаемые, блядь, нахуй. Никак пробить мы не можем, блядь. Эти узкожопые вам напялили, эти гондоны на головы, блядь. Не можете снять их, оторвать от себя, блядь. И вы не можете понять от всего, что, блядь, нахуй, что Россия, бәрібір қашан болса да жоғала. Россия жоғалғаннан кейін сіз не ішлейсіз? Вот вопрос. Bütün ағаш, допустим, мында бір комментарий yazdı бір брат. Ағаш Россияда. Өзбекстанда ғұмыр бойы ағаш ектік. Фақат ғұзапая қардық тандырға. Отын жоқ. Кыргызстанда, может, где-то найдут в горах хз, блин. И то вряд ли тоже. Таджикистан та же тема, блин. Как вы дальше пытаетесь что-то делать? Даже просто даже куда-то полы даже дома крыть вам что? Из бетона будете полы делать? Или пахса будете делать, как раньше? Глина с соломой? Ну, тоже можно жить, да? Ну, главное, блядь, не унижаться. Можно. И так можно. Но это не вариант. Ғұмыр бойы таким правителем вы не проживете все равно. Он сдохнет.
И поэтому, исходя от этого, общий язык придется все равно находить со всеми. Поэтому, исходя от этого, сейчас, как туганлар, менің қоным үзбәк болғаны үшін, я сейчас призываю таким действиям, чтобы вы посмотрели на наши действия, которые мы творим против Москвы. Присоединились. Хотя бы для начала морально. Мы же вам же автомат не даем, пойдем воевать с нами. Как пидоры узкожопые везут вас в Украину. Нет. Бізге керек ме ондай нәрсеге? Я же говорил до этого, казахлар по желанию в любой момент сами придут в Башкортостан, әзгені қарап тұрауға. Мәскеуге хәтлі мен өзім лично барасым келе. Мына шул Путинны, Алла берса, насип қылса Аллахым, шуны выкуривать сам хочу, искать его, знаете, вот как вот искать хочу его, представляете, вот где он, в туннеле, понимаете, интересно мне, блядь, представьте, блядь, вот до такого идиотизма я дошел сейчас. Искать хочу этого пидораса. Понимаете? Если кому-то интересно будет, как раньше, блядь, нахуй, в детстве играли стрелялки, блядь, вот пойдем искать, блядь, этого гандона, блядь. Вот так вот, Туганна, понимаете? Вот такая тема. Поэтому морально вы можете присоединяться, я срок колам даже, чтобы вы присоединялись. Потому что чем больше реакции, вот допустим, вот как Казахстан. Казахстан сразу сказал, что они против войны в Украине. А Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, блядь, муму ебут, блядь. Муму Герасима нахуй, сгесіз әлі да, блядь. Не начитали, что ли, этого муму, блядь? Герасимов уже сдох, блядь, давно, блядь, со своей собачкой, блядь. Короче, поэтому... Блин, это чисто вам, блядь, какой-то напутствие, что ли, блядь, шын жүректен енді бұл менің айтуларым енді. Чунки независимый давлятка не мое дело что-то указывать вам, блядь. Вы же независимые. Вам решать. Будете вы рабами дальше Мирзияева, там, Икикио килямы, Башкас килямы, Внуга килямы, похуй, блядь, меня. Как хотите. Жизнь ваша. Но 37 миллионов людей как-то, блядь, в таком бедствии жить, блядь, я не знаю, блядь. Мне кажется, блядь, вот посмотрите, через какое-то время Сирия обгонит вас, блядь, за пару лет. Вот посмотрим. За пару лет Сирия, блядь, нахуй так на ноги станет. Узбекистан охуеет. Вы останетесь в таком же рабстве, Сирия уже не будет в рабстве. Она будет гостеприимная, обычная страна. Ну вот в тот день я говорил или нет, но я никак не говорил, я просто это скидывал. Вот, как я и говорил, жена бывшего сирийского диктатора Башара Асада Асма, недовольна условиями в Москве, она подала на развод, чтобы уехать в Лондон. Жена Башара Асада, с которой он состоит в браке 24 года, подает на развод. Асме Асад не понравились условия жизни в Москве, и она хочет переехать в Лондон, сообщает телеканал. По ее информации, с этой целью Асма Асад обратился в российские суды и попросил специальное разрешение покинуть Москву. Заявление по-прежнему на этапе рассмотрения. Этот диктатор больше не годится, дайте нового. Вот так вот. Поэтому, так скажем, все, как говорится, бегут с тонущего корабля. Крыска, как говорится, хватил ее только до того момента, пока его за жопу не взяли мужа. Нахуй нам такие жены, да? Так, нефтехранилище, Башнефть, обстановка, натянули сеточку, но это не поможет. Спасибо операторам за объективный контроль. Ну да, едут, короче. Типа, кто-то снял, блядь. Операторы какие-то, блядь. Тут я что-то говорил, не помню, скажу так. Пока так мысль по Башнефти и нефтехранилище Туландар. По идее, по Башнефти ебашить тоже можно, не проблема. Но самая задача нас в данный момент сейчас, так скажем, блядь,
волнует, это ёбнуть по Хабирову. Вот попробовать реакцию уничтожить Хабирова и Минниханова. Понимаете? Оно поможет, я считаю, поможет какому-то дестабилизации, блядь, как это слово нахуй произнести правильно. Короче, расшатыванию нахуй вот этому ебаному нахуй моменту, что у Башкортостана и Татарстана, что народ охуеет. Просто паническая атака. Понимаете? Вот психологическое давление и вот такое вот явление, знаете, вот подобие такой, блядь, вроде бы не при делах, и хуяс, блядь, почему-то верхушку снесли. Странно, почему? И вот пойдет вопрос. А сіз білесіз бұзық телефон тез ішлей. Бүтін Башқұртстан, Татарстанда, блядь, жеткізелер бір-біріне нахуй. Нәрсе болды нахуй. Вот, нәрсе болды. Хуй поймешь, нәрсе болды, блядь. Поэтому, исходя от этого, но только вот этот процесс исполнить должны мы. Понимаете? Этот процесс исполнения красивого захода и подхода к этому моменту должны мы. Біздің қолдан ұшырға тиішлі бірлер. В идеале высокоточной хуйней надо хуярить. Высокоточной. Не надо эти дрончики, хуёнчики. Их тоже можно для обмана зрения. Их тоже можно пустить совокупно нахуй. Только не с той скоростью, которой она летит нахуй. А скорость должна быть бешеная. Чтобы хотя бы как подобие как ракета. В то же время, блядь, именно ебашить по Хабировской и Минниханским хатам. В первую очередь, блядь, по ихним белым домам. Там Уфа башына, Казан башына, короче. Bütün şu йотлорға енді. И все. Вот. По площадям этим ебаным, блядь. Где должны они вообще сидеть. Само собой к этому моменту подготовиться, когда они там бывают и так далее. И дополнительно в дом. Вдруг в этот момент эти хуи, блядь, куда-то отъехали. Получается, по домам и по Белому дому. И это все должно быть запечатлено, само собой. Подготовить к этому моменту людей, что будет лететь. И издалека кто-то должен это, блядь, для нас снять, блядь, с дальней камерой, короче, да? Какой-нибудь там с мощной камерой, которая издалека будет брать эту цель. На штативах, само собой, блядь, руки, чтобы не дрожали. Вот таким образом, как бы, да, этим. И вот это только, наверное, бзик для народа будет паникой. Но перед тем, как это мы совершим, Аллах верса, мы должны должны быть готовы, я думаю, по ходу к этому делу. Уже мы должны быть чуть-чуть готовы уже к тому, что через какое-то время мы наступаем. Нәрсәгә. Потому что, когда мы поймаем эту панику, Путин охуеет, он начнет искать какую-то, блядь, поеботину, опять узкожопую кого-то менять, Назарова, Хуярова, кого-то надо будет быстро поставить там, разобраться в положении. И вот отправит он, блядь, в Москву какого-то хуя, подобие Эйнштейна, блядь, как Курская область. И что, блядь, через какое время отправил, блядь? И тут то же самое будет. Паника. Блядь, республикалар башлыксыз калалар. Интересно. И тут получается наш заход, блядь. Мы заходим, полностью берем нахуй власть. Если не сдох этот Хабиров, ищем его, находим нахуй. Кастрируем и в Зиндан нахуй пока запихиваем. И идем дальше. И все, и двигаемся на Москву. И все. Вуаля нахуй. Дело сделано, блядь. Понимаете? Таким, так скажем, фейерверком, так скажем, заходить надо туда, блядь. Хорошим фейерверком, блядь. Эти здания, нахуй, все равно построены 30 пизды колена, аля там, блядь, во время СССР. Нам нахуй эти здания не нужны и не жалко. Безда денег, Аллаха шкир, хватает Башкортостана, Татарстана построить нормальные здания, а не эти кровавые, красножопые здания, понимаете? Нам не здание дело. Киши, блядь, движешься. Хуйня. Пару людей, хуйня. Как говорится. Выхода нет. А вот именно цель происшествия, она будет конкретно, блядь, видна уже на весь мир.
особенно телеканал «Дождь» и так далее, всяких поеботин, она начнет кривить. Казань, Казань, Башкортостан, ой, что за хуйня, атака террористов, Нет. Нет. Когда мы уже зайдем, до этого не надо афишировать нас, само собой. Когда уже зайдем, мы уже сами скажем. Телецентр, телебашня, всю хуйню мы возьмем. Уфадада, Пазандада. И сами скажем, выйдем на их первый канал, скажем, пизда, Путин, сука, мы идем к тебе нахуй. Ну, примерно типа того, да? Я уж утрирую, блядь. Ну, вот так. Такие вот дела. Только таким образом мы можем, блядь, делать какие-то движения. А не так, блядь, которые наши бабаи, блядь, сидят, ля-ля-ля, когда час Х придет, не придет. Ёк. Час Х это мы придем, мы, понимаете? Час Х юг. Х это как бы вопрос знака. Где, Диганул, блядь, Х? Хз, блядь. Как дальше жить, блядь. А это мы, Х это мы. Поэтому вот этот Х, блядь, заработал, бізге харакат эшләргә кирәк, к этому идти. И насчет нефтехранилища, возвращаясь. Сейчас бомбить их смысла не вижу. Потому что, когда вот мы говорим, что убиваем холодно, и холод получается жалко, а если мы сейчас вот просто с бухты-барахты будем ебашить по НПЗшкам, Башкортостан и Татарстан, да, я считаю, блядь, это вот реально мескен безнен, ни при чем холодка, это будет давать давление. Это базара нет. Потому что у МПЗдан нефть, ну, допустим, даже, да, оно, блядь, нахуй, никак нахуй, прям прямолинейно нахуй, сушка барып жетмей ол нахуй. Понимаете? Это как-то из 100% 1% то, что сделают плохо. 99% ничего плохого не будет от этого. Понимаете? Вот такая хуйня. Потому что Башнефть, блядь, bütün Башкортостан мен Татарстан бензин ала, блядь. Татарстан үзіне, бұл үзіне. Примерно, да? Горючий. Холодка яшарға керек, блядь. Если это ебануть сейчас, украинцам-то похуй. Біздің холодка, по идее-то, блядь, хуёво это. Просто мескен холодка-то хуёво. А вот по ебануть по горсоветам, где Хабиров и Миниханов, не жалко. Потому что точечно цель надо глохнуть нахуй. Так заглушить, что, блядь, нахуй он больше не пиздел. И Шаймиева добавить, что, блядь. Всех отпрысков, блядь. Этих, блядь, путинистов. Примерно так план. Я так думаю. Потому что уничтожение 30 пизды колена нахуй какие-то нефтебазы, блядь, оно ничего не дает. Ничего не дает. Это, я не знаю, блядь. Минус статуя, плюс статуя, хуйня. Шо? Так, вот здесь что-то написал, кто-то что-то написал. Ну, это видео или что, это или просто, ну, Габасов, наверное, говорил. Скоро русские нацисты начнут убивать, грабить, уничтожать башкирские дома. Нам, башкирам, нужно объединяться. К чему приведет русский нацизм? Объясняет глава комитета Башкирского национального движения за рубежом Руслан Габасов. Ну да, наверное, его где-то видео было, я не знаю. Ну, не помню, смотрел я или нет. Понятно. Безна утрия, как говорится, они в любой момент могут прийти. Они уже это знают, по истории ихней, им уже, блядь, указки были. Не зря, блядь, нахуй, этот ебучий узкий, этот, сука, какие-то, блядь, община, блядь, образовалась и так далее. Это уже все есть. Оно есть, а наших нет. И от этого, я думаю, уже нам поздняк метаться, блядь. Тут как бы бояться уже больно ничего такого нету. Просто самое главное, блядь, я же говорю,
Біздікілеріне, главное, чтобы біздікілер чухнули эту всю тему, блядь, сейчас. Вот сейчас это нужно понять, чтобы пойти на Москву. Вот примерно так. А то, что домой они придут, блядь, они, я же вам говорю, домой они заебутся приходить. Мы именно домой должны заглянуть, а не прямо в Москву идти. Если мы прямо в Москву пойдем, мы вот тут-то и проиграем. Вот там, когда без прямой Москвы барсак, как раз таки они возьмут в плен весь Башкортостан с Татарстаном и будут сжигать дома. Вот там будет пизда. Вот за это они будут сказать: Москву не трогайте, мы не тронем Башкортостан с Татарстаном. А мы по-умному должны поступить. Башкортостан и Татарстан обезоружим, оставим там своих людей и двинемся на Москву. И все. Только так. Главное, тыл. Не забываем Казахстан. Так. Ну вот, до комментариев, что долбоёбов дошли. Просто я слева контакта написал, как насчет взрыва, там насчет Казани. Типа ебанули, и там все сидят, плачутся, блядь. Мен жаздым, шәп, иншаллах, енді Башқұртстан құқына бәрілге керек дейдім. Но Қозанда да бетінде хуйня бәргенler. Я думал, что-то бәргенler, нихуя там ничего бәрмәгенler, блядь. Мне кто-то пишет там бот или не в себе чуток, радуешься, типа говно. Ждите Башкортостан всем по очереди. Кто-то пишет, Марьяшин, не гони, Раушаня Зайнуллина. Бумерангом тебе, чтобы вернулись пожелания. Нацист. Мин нацист екен. Нихуя себе, да, ведь? Просто поражаюсь, блядь, над людьми, которые научились говорить нацист, блядь. Видите, как тавтология, блядь, этих узкожопых распространилась до костей этих малкуртов в Башкортостане, что для них любой, кто хочет бомбить, как говорит, получается, Башкортостан, это нацисты, оказывается. Вот, понимаете, Нищик? Им доводят правду. Вот ихняя правда, она такая. Мы это не сможем вылечить. Мы не сможем это вылечить, Уланар. Поэтому, исходя от этого, мы и не будем это лечить, нахуй. Мы это не будем лечить. Мы тупо просто войдем и все. Будем делать свои дела. А те, которые вот так вякали, они сами потихоньку будут вылазить, нахуй. Мы их будем высыплять, будем лечить их, нахуй, психушки, куда-нибудь, нахуй, там, как говорится, откроем для них, как в Китае, как всегда я говорю, блядь. Вот шулай. Шундыхан. Да, ну да, всякая хрень пишут мне так, само собой, так. Меня, вот это убило меня, блядь. Вот у них мышление вот такое, видите, вот еще добавок. Үзенне бел и күтене үзен сакла. Гей заморский. Бездә шын иратлар белән сегешеп йөрми. Гей заморский икән мин. Получается, значит, у них, видите, как мышление, что в Европе все геи, и уехавшие даже мы, оказывается, геи. Тут, получается, все геи в Европе, и вот эти все геи, получается, значит, сейчас воюют против Москвы. Представили, да? Представили, вот по ее мышлению, вот так получается, да? Вот если вот этой взрослой женщине, этой дуре, вот эти, блядь, Раушанье Зайнуллина, если вот так просто по-человечески вот обсуждать дома, да, вот на кухне, сказать, блядь, эй, Раушаня, тажбаш, ишет мана. Блядь, если Европа да Америка да гейлар болса, мына гейлар инде шундай мужиклар гейлар инде 2 метр кутаклары белән гейлар, получается, сегенеп нахуй сезне атып үтереп яталар, блядь, сугышта. Получается, значит, что в Украине все геи, которые, как говорится, воюют, получается, с башкиртами, с чеченцами, со всеми, все геи воюют. А драпят, как они говорят, штрапят, драпят эти тиктокерсы, чеченцы от геев, получается. Башкиртлар, татарлар убегают от геев, получается. Урыслар убегают тоже от геев.
Интересно, нахуй, интересно тут, блядь, нахуй. Мышление, да ведь? Вот. Трансформация разная она бывает, блядь. Понимаете? Поэтому я считаю, когда мышление Кишиневке, что довелось до того, что, блядь, этот зомбоящик довел людей до такого, блядь, мышления, блядь, я не знаю, блядь, скажем, блядь, нахуй, мозг блохи, так скажем, блядь, если у блохи мозги есть, блядь, вот примерно такого размера, блядь, то, конечно, блядь, нахуй, как может, блядь, эти мозги думать по-другому, блядь. Шулай. Ну, да, я его даже грузить не хочу, просто чисто увидел ВКонтакте. Какого-то, блядь, махсус харби операцияда вафат bo'lgan rayondashimiz Руслан Дергуновны so'nggi yo'lga uzatdilar. Почему у него фамилия Дергунов? Но главное, его вытащили, и как его хоронить будут, крест или не крест, блин, вроде бы джаназа укрывали еще. Получается, меня поражает, блядь, вот этих, блядь, в Татарстане это происходит, блядь, людей, такие смиренные, блядь. Они хоронят чуть ли не каждый день, там, боткак, блядь, кор, блядь, күнде кумелер килген кишины. Там, наверное, мулла уже заебался каждый день, блядь, ходить по этим поминкам, блядь. Похоронам, блядь. И получается, и для них это как-то на видео снимают. Елылармы, нәрседешли, дуа оқилар, и это все для них это, так знаете, как будто бы так и должно быть. Да, мы согласны, нормально, чё. Приехал, ну, похоронили, чё. Главное, один умер, а вышли вся деревня, человек 50-100 там, блядь. Понимаете? Вот деградация нашего народа. Потом, а то мне, блядь, тут еще Кашапов орет, типа, юк, Татарстанда ондилар түгел, нахуй. Они дилер. Мен мына оптырып жүрген кішілерні Башқұртстан білен Татарстан пытается ярышырға, блядь. Башқұртстан ондай түгел, Татарстан ондай түгел, да ведь? Башқұртстан аламарақ, Татарстан юк, әйбәтрәк. А похорон это, блядь, я вижу, блядь, так же, блядь, Татарстанда күмәләр дә инде, блядь. Поэтому любой татарға да айтам, Татарстандағыларға да, блядь, татаристларға да айтам, блядь. Вы одну вещь научитесь, блядь, не разделять башқұртларны, Башқұртстаныбызны, мына менің Башқұртстанымды. Татарстан менікі түгел, по сути. Татар менің қаным болса да. Башқұртстан менің жерім. Менің ике нәнәм де, қартатайым да Башқұртстаннан келгендер, шыққандар. Бірісі башқұрт, бірісі татар. А бірісі вообще Узбекистаннан. И вот, получается, Башқұртстан почему-то должен унижаться перед Татарстаном. Какого хуя? Вот это мышление, если есть даже у Кашапова, как можно, блядь, это народу обычному, блядь, донести этим манхуртам? Никак. Поэтому, туалар, давайте не будем забываться, хуйней страдать не будем. Вот. Как пиздят, допустим, узбеки, блядь, син-татар, блядь, начинают мне хуйню какую-то писать, блядь, не понимая мою нацию, блядь. И шуларға айтам, что башқұрт белән татарның арасында, как говорят, черная кошка должна, даже если даже пройдет, ничего не должно быть. Сори. Блять. Юталь кильда даже. Так. Вот это мы прослушали или нет? Русская община ловит россиян на СВО. Послушаем и этот. Жуткий рейд русской общины в Пензе. Она охотится на россиян, точнее на мигрантов, которые вот-вот получили гражданство.
Их ловят и отправляют на СВО, чтобы мигранты воевали за свою новую родину. Охота на мигрантов идет вместе с ОМОНом и Следственным комитетом Бастрыкина. Поймали 16 человек. Их сразу везут в военкомат, потом на войну. И в это же время Путин заявляет, что каждый день в России находят 1000 добровольцев. Видимо, вот так и находят. Большая часть этих якобы добровольцев – это мигранты и представители коренных народов. Те, у кого нет денег, чтобы дать взятку. Они не могут себя защитить. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народов. Жуткий рейд русской общины в Пензе. Она охотится на россиян. Точнее, на мигрантов, которые вот-вот получили гражданство. Их ловят и отправляют на СВО, чтобы мигранты воевали за свою новую родину. Охота на мигрантов идет вместе с ОМОНом и Следственным комитетом Бастрыкина. Поймали 16 человек. Их сразу везут в военкомат, потом на войну. И в это же время Путин заявляет, что каждый день в России находят 1000 добровольцев. Ага. Видимо... Понятно. Короче... Блять. Томакра. В итоге... Везде, получается, идет, как говорится, давление на всех, короче. Поэтому иммигранты, мигранты, как их вас... Минграуляр, блядь, которые никак не могут утихомириться в погонях за длинным рублем, не могут уехать домой. Вам еще добавлю к ним этой узкая община. Не только они, да и все, как говорится, узкожопые, по сути уже давно уже, да, ведь против вас. И получается, вы даже в этом, получается, моменте, как бы как герои, да, ведь по сути, возможно, даже, как говорится, поздравить как героев, которые рискуете и зарабатываете в этой ебаной нахуй московских нахуй землях, блядь, пытаясь заработать деньги. Но таким образом, вы, я не знаю, ну, как сказать, блядь, не то, что, блядь, нахуй зарабатываете, да, вы опускаете полностью уже, блядь, аллиге. Ёк, как узбеки говорят, блядь, ёк, как это, блядь, слово, ёк авторитетами, ёк обрума, чүргүрмей, и вот так они говорят, ёк обрума, чүрмеген, deyishadi. Вот именно. Өзі ёк обруйларны чүргүрүсүлөр. Понимаете? Примерно это вспомнил я, блядь. Поэтому, узбеклар, кыргыз, таджиклар, завязывайте вот этой всей хуйней, блядь. Вот. Просто тупо вот то, что заработали, блядь. Уезжайте домой, нахуй вам это все нужно, блядь. Уедьте на время, блядь, хотя бы. Пока мы не разберемся. И всегда напоминаю, как вы уедете, это экономический коллапс будет, нахуй. Вы, как говорится, экономически будете ебать их. Для нас это плюс. Я же вам говорил до этого. Морально хотя бы помогать научитесь, морально. Мы вам автоматы не суем. Еще раз повторюсь. Вы морально уедьте просто. Оставьте Россию в своем дерьме, блядь. И чтобы они охуели в этом дерьме. Может, даже сегодня где-то видел, где-то какой-то пенсионер, блин, конечно, не пенсионер, а колясочник, инвалид, чистит снег возле своего подъезда. Некому чистить. Прикиньте, это уже класс. Поэтому вам срочно надо Себастьяну по домам. Так что давайте, гуляйте на время. И приезжайте вон в Европу, мир посмотрите, погуляйте нахуй. Время проведите. Езжайте по другим странам. Да темали нахуй. Шулай. Вот как раз здесь брат один узбек пишет. Afg'oniston insonlari haqiqiy mujohidlar va o'z dini va vatani uchun hech narsadan qaytmaydigan xalq afg'onlarni hech bir bosqinchi kofir yengolmadi. Da.
Вот этот чувак осознает это. Откуда он, не помню, с Ферганы вроде. Вот этот чувак осознает это. Узбек, вам примерно, давайте, наводку дает. Ваш земляк. Чистый узбек, надеюсь, он. Не как я. Метис. Вот. Получается, afg'onlar kabi o'zbeklar bo'lolmaydimi? Afg'onlarni ruslar sikolmagan. А нас всех раком поставили. Начиная, блядь, с Татарстана, заканчивая до края Афганистана. До начала, точнее, да, Афганистана. Поэтому, туганлар, вам нужно понимать, что с этой пидорасией нужно на время завязывать, пока мы не разберемся по своим, блядь, ебучим делам. Вот так вот. Потом вот еще одну хуйню. Не говорил вроде бы. Хуй Хинштейн, вот этот, блядь. Что сказал? Прослушаем. Средств нет в бюджете. Сейчас говорю по Курску, не про наши ГНР, но вообще про бюджет со страны. Средств. Вот. Хинштейна, мне кажется, принципиально отправили, чтобы он говорил. Это вместо этого. Вместо Жириновского. Говорит все, блядь, как есть, нахуй. Этот долбень сказал, блядь, что в бюджете нихуя ничего нету. Хуй сосите в Курской области. Так что будете вы, как в Сирии, жить в палатках. Mana qaytar dunyo degani mana shu bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Qaytar dunyo deganda Siriyadan, IGILdan bo'lsa ham kulgan mana shu o'rislar, IGILlarni bo'lsa ham, pусть они хуй с ним, блядь, сектанты bo'lsa ham мусульманlar-ku. И таким образом бомбили все эти палатки, издевались и так далее. И они говорят мне, ну, в комментариях, да, вот Раушанялар пишут, qaytar dunyo, bumerang, pupuma, mana shu qaytar dunyo. Mana shu o'zbekcha qaytar dunyo называется. Что Украину бомбят, qaytar dunyo. Mana hamma narsa bu qaytar dunyo. Biz ham ashini kutyapmiz. Башкортостанда, Татарстанда то же самое, как говорится, расход будет. Но как оно будет, когда мы зайдем? По-другому никак. Кто его на них нападет? Никто не нападет, кроме нас. Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, вот он конкретно и сказал, что в Курской области всем вам сосать нахуй. И я вообще думаю, после этих слов, сегодня мне мысль в голову пришла, знаете, какой? Казак, блядь, плана, правда? Если они не хотят вкладываться, точнее, блядь, нет, бюджет юхты не лайма, окей. Ну, если бюджета нету, на самом деле это есть. А почему нету Курской области бюджета? Мне кажется, знаете что? Они думают, что Курская область нахуй останется в Украине. Понимаете смысл? Поэтому они хотят там ничего делать. Вот эта мысль просто проскочила через мои мозги, я не знаю, блядь. Правильно, неправильно, угадал, не угадал, хз, блядь. Но шел мысль Кирколда. После его слов, вот, это еще, это когда я его слушал, да, не сегодня я его не слушал, считаю. А мысль пришла сегодня. Просто я подумал, что нахуя им, блядь, нахуй вкладываться в Курскую область, вспоминая как раз вот его ебанутые слова, людям, блядь, если это Курская область, по сути, это не ихняя уже, блядь. Нахуя туда вкладываться, блядь? Получается так. Потому что они знают свою сторону. Они же берут там Донецк, Донбасс, Луганск, что они там взяли. Вот они туда вкладываются. Они знают, что это уже ихнее. А Курский под вопросом. Из-за того, что он под вопросом, нахуй в него вкладываться. Понимаете? Вот так вот. И тут опять еще одна хрень. Убила меня вообще вот это видео, блядь.
потрясающее историческое видео. Это грады, так называемой Новороссии. Одна установка стреляет по позициям ЗСУ. Ну, в сторону Украины, наверное. А другая ровно в противоположную сторону по Донецку. Вот вам и ответ на вопрос, кто 8 лет бомбил Донбасс. Прослушаем. Ужасный звук, блядь. Ужасная вещь, оказывается, это. Пиздец. С праздником, укропы, блядь! С праздником укропы, блядь, говорит. Видите, как укропом получается, ну, примерно уж я понимаю, что написано тут. Получается, блядь, нахуй, впереди, получается, новые места, захвата, получается, да, а сзади уже ихние места, захваченные. Они, получается, назад и вперед бомбят. В итоге, что получается? Типа говорят, что, блядь, нахуй, это от украинцев прилетело. Понимаете? Люди умирают и так далее. Вот оно как работает. Теперь мы понимаем, блядь, что за пидорасы там вообще орудуют это оружием, блядь, гондоны. Понимаете? Просто охуительные, блядь, нахуй, видосы, которые сами себя, блядь, нахуй разоблачают, блядь. Полная, блядь, гондонская война, блядь. Как можно в такой войне, нахуй, вообще, блядь, получается, служить? Получается, блядь, оларға даже те захваченные места с людьми не нужны. Им не нужны люди, украинцы. И башқұрт білән татар шуны аунап жетерге тиіш бит инде, а? Сіз сандый, что ли, блядь, а? Сіз бит Украин халқын қырырға барғансыз екен, блядь. Это, брат, ну, блядь, 3 жыл сугуш буйында мен қазір аунап жеттім, блядь. Через 3 года я это вижу, грубо говоря, да, ведь, как началась война. Просто я охуеваю. Шунардан тугандар, это непорядок, блядь. Это явно непорядок, блядь. Шулай. Просто уму непостижимо. Блядь. С какими шайтанами, блядь, вам приходится идти. По идее, вы тоже такие же отбросы шайтанов, блядь. Отпрыски, блядь. Из этой пидорасии, нахуй. Ну вот, да, вот. 45 лет назад советские спецслужбы провели в Кабуле операцию «Шторм 333». Видите, у них шторм, везде шторм, штурм, блядь. Вот это вся поеботина, одно и то же, блядь. Блядь, все идет за одной доктрины, блядь, эсерского, нахуй, блядь, ебаного, нахуй, архива. Так началась война в Афганистане. Вторжение в Афганистан называют одной из причин распада Советского Союза. Число погибших в войне афганцев варьируется от 1 до 2 миллионов человек. Советские потери долго тщательно замалчивались. На исследовании Генштаба под руководством профессора Валентина Рунова приводится цифра 26 тысяч безвозвратных потерь. Все, кто участвовал в этой войне, рано или поздно задавались вопросом, а что мы тут вообще делаем? Ответа на него так и не было. Маджахедов не удалось победить, и установить русский мир не получилось. Русские ушли с позором, ничего не добившиеся, с большими людскими и экономическими потерями. Сейчас такое же повторилось в Сирии. Уверен, такое же снова повторится в Украине. Аминь. Инша Аллах, таки будет. И таким же макаром Башкортостан и Татарстан будет тоже свободным. Поэтому, туганлар, бізге хазір ышқынырға керек, нахуй. Хазер, басмасак, блядь, хазер. Вот, я не знаю, уже будет поздно потом. Бізге хазер манашу юлга басырға керек. Всех поднять. Всех наших муджахедов. Поднять всех, кого можно, которые против этой пидорасии. И согнать в наши ряды.
Всех. Пригласить всех. Сказать, Мәскеуге барасыңмы, бармайсыңмы, давай. Все, біз уже жиылабыз. Мына шулай, понимаете? Әлі бір кім шулай әйткәне жоқ. Мен сізні уже сколькодан бері шул нәрсекеге юлға шақырам. Давайте дейм, жоқ. Бір кім күтін көтергені жоқ. Хәзір кіріп шул Мәскеуне сігіп қалайық. Герой исемін алырға мына шунда ғана біз мүмкіндігіміз болашақ. Если хотите, где там героический поступок сделать, за Родину, вот это и есть за Родину. Как украинцы бьются за свою землю, мы тоже должны помочь им. Помочь как просто люди по-соседски. За уничтожение просто людей. Шулай, туганлар. Сейчас чуть-чуть глюк у меня. Так. Икенче стримда 78 кеше караган монда уже. Шулай. Так. ТикТок включать, не включать уже, что-то этот. Что-то по 10 минут я заебался там записывать, блядь. Тяжело, оказывается, записывать по 10 минут, блядь. Эфир у меня блок, блядь. Ну-ка, кстати, проверить надо, эфир у меня открылся, нет? Блядь. Сраный. Еще валится нахуй. Держатель, сука, не держит. Так, эфир. Нет, до 24 декабря у меня блок, блядь, эфир, блядь. Придурки, блядь. Достал этот меня, блядь. Так, ладно. Хер с ним. Сидим уж здесь тогда. Так. Вот. Как раз до этого уёбка дошли. Куртуманов Ринат Уразбаевич. 24, 12-84. О, Куттак башка иртәгә 84. Булгач, ничә яшь була, блядь, ташакка, блядь. 40 яшь. Иртәгә 40 яшь була икән монау ташакка, который, блядь, нахуй, депутат Госсобрания Курултая Республики Башкортостан. Без моны, само собой, уже взяли на примету. Если он, пидор, живой еще будет до нашего прихода, блядь, моны приведем, как говорится, боевому исполнению деген. Участник оккупационной войны против суверенной Украины. Принимал участие в убийстве украинских мирных жителей, в том числе женщин, стариков и детей. Захватывал и разрушал города Украины. На данный момент активно участвует в пропаганде жителей Республики Башкортостан, агитируя их участвовать в оккупационной войне. Будет привлечена уголовной ответственности и понесет условное наказание после падения путинского режима. Уголовный түгел нахуй, мана башыңды алаган нахуй. Нахуй керек бізге аланы, блядь, әрем тамақ нахуй, тұтырға, блядь, ташакланы, блядь. Виссеге бутырыган нахуй, тұтырысын, блядь. Бутырыға, блядь. Так, ярославских срочников заставили подписать контракт и увезли в неизвестном направлении. Мать ярославского 19-летнего срочника Ильи Курочкина Полина Ладыгина рассказала, что ее сына обману принудили подписать контракт. Илья прибыл в учебную часть при ракетном училище в Ярославле, а спустя неделю представитель части Анна Кушнир предложила ему и его пассажиру подписать бумаги о переводе в другую часть поближе к дому. Парни, конечно, согласились. А через некоторое время выяснилось, что их обманули вместо обещанных бумаг и подсунули военный контракт. Мать уверена, что сын не собирался заключать контракт. Их позвонил Кушнир. Женщина заявила, что отменить контракт уже не получится. После мать срочника удалила видео со своей страницы по просьбе
заинтересованных лиц до окончания разбирательства. Ее сына хотят убить на войне, а теперь ее саму заставили удалить обращение. Лохундра, блядь. Что я могу сказать? Лохундра, блядь. Лохопетовка, блядь. Так. Ну вот это вернете с мужиками. Я слушал уже, блядь. Поеботина. А, вот здесь вот братан один отправлял, вот убило меня нахуй вот это, блядь, нахуй. Это мы точно не говорили, не слушали. Короче говоря, одно видео, где, блядь, нахуй, этих долбоебов из Башкортостана, получается, из-за того, что, блядь, номера сняты с учета и тырым-пырым, блядь, по дороге где-то, блядь, на Ростове или где-то, блядь, наебали, короче, менты, гаишники, получается, все-таки сняли 5000 рублей штраф, блядь. И вот шуна сюля барайна, блядь, нахуй. Что дыхали. Ну, просто кино, блядь, нахуй. Да. Так, и тут и проходил по этим. Абраха бин Салман аль-Сауд. Этот хуй, получается, американский этот, блядь, шнырь, короче. Это Саудовской Аравии, блядь, нахуй. Который не может помочь, блядь, Газе. Понимаете? До такой степени, блядь, зазвездиться, я не знаю, блядь. Вот араб, который не может помочь Газе. Поэтому поймите одну вещь, Туганар. Только, как всегда я до этого тоже говорил, только наша независимость волновать должна только нас. Там с Арабских Эмиратов и люди, подавно кто там просит, блядь, из Турции, вам никто нахуй рукопомощи не подаст. Ошанмагыз. Yanında тұрған Палестинға уже, блядь, уже бір жылдан артты бетінде соғыш бара, блядь. Сколько кіші қырылды, блядь. Сирияда кебек, блядь, почти қырылды бетінде. Неизвестно. Кімдір ярдәм берген бар ма? Бір кім ярдәм бергені жоқ. Вот и думайте. Чё, как, блядь? Вы не думаете, что вот эта вся, блядь, вышеставленные вот эти пидоры, нахуй, араб, мол, башкасана, нахуй, помогут? Даже вот, напротив, у меня магазин, вот здесь, хуй, блядь, мне что сказал? Мусульман много на земле, говорит, я же вам говорил до этого. Да хули всем помогать, что ли, сказал. Понимаете? Понимаете как? Это нужно же так хорошо соснуть, нахуй, у американцев этому арабу, блядь, что, блядь, он не может, нахуй, сказать, иди нахуй, это менің туғандарым, мен ярдәм беруге тиішмін, блядь. Так, Руслан, қайырлы түн, қарындаш. Қарындаш, бізге военный частный қолға түшіруге шулай ғана жеңіл бұла орысыны. Правильно. Воен частьны мен бит инде аларга хәтле сөйләгән идем. Хәерле төн, бездә 12, короче. Нәрсәкәй. Воен частьны само собой без кулга алабыз. Беренче бит инде мен әйткәнем бит инде мондан хәтле Башкортстанга без килә торган булса, юк, без само собой отчаливать будем Украинадан, допустим, плацдарм нам нужен. И Башкортстанга кергәндә беренчедән без зинданларны ачабыз. Любой зинданларны юлында, любой, блядь, нахуй, вот этот ментовской, блядь, это часть, как это можно сказать, блядь, ментовская зона, да, есть оружейки. Все оружейки нам забрать, даже обчистить, да я не произношу, потому что забрать это наше. Все, этот, как говорится, оружейки забрать. Потом, блядь, пойти зинданы открыть, вооружить всех этих наших товарищей. И по дороге, когда Уфадан шыққанда, Алкина, да, есть военчасть. Само собой, его въебнуть сразу на месте же. Все там в Алкино служат, нахуй, одни гандоны, приезжие по всей этой пидорасии.
там не найдешься, не найти наших. Он обязательно юг. Он все узкожопые. И сержанты, и парапара, все узкожопые там. Все рулят там узкожопые. Кстати, имейте в виду, там нету наших. Пидорасы они там. Его полностью ёбнут. Его можно накрыть полностью нахуй. Просто взять, вот, допустим, Бишмен, Умменкише, Китабарабазикян, прямо заезд нахуй, Алкинга, Уфадан, Чекажик, Алкинга, Креган нахуй, полный, обчистить эту всю тему нахуй, всех засунуть туда же, в обезьянники, в оружейники, их же закрыть, этих гондонов узкожопых, оставить кого-нибудь там, чтоб жрачку им давал нахуй, и все. И дальше Себастьяну, блядь, М5, как раз это, и сверху М7. По М7, по М5 выдвигаться на Москву. И по дороге зачищать всю шваль, нахуй, которая встанет против нас, блядь. Кто с нами, забирать с нами, нахуй. И дальше хуярить. Только таким образом. Само собой, Алкин это первая задача наша. В других местах я не помню, где еще есть, блядь. На М7 есть где-нибудь военные части? Нету, не знаю. Но Алкин нам, само собой, вытащить там БМПшки, БТРы, блядь. Все это вынести, блядь, оттуда. Само собой, там есть все. Металлолом этот вынести нахуй. То, что нам нужен, то, что он ходит вообще, блядь. Вот так вот. Само собой, блядь, вынести оттуда этих уёбков в кандалах, нахуй. Чтобы они были в кандалах, пидорасы, и вели, нахуй, этот, как говорится, этих, сука, машинисты, блядь, нужны нам, блядь. Мы же не будем ввести его, нахуй. Внизу, в кандалы, нахуй, и машина рулена, бля, койрана, нахуй, чтобы он вел только, и все. Не дай бог, куда-нибудь не туда поедет, нахуй. Пуля в лоб, нахуй. И все. И до первой заправки, нахуй. И дальше хуярить. Ну, своим, а? А наводчиком будем сами. Вот же я наводчик-оператор, нахуй. Наведу нахуй куда-нибудь, нахуй. Если что-нибудь прилетит, нахуй. Шуай. Вот. Это не мечта. Это цель. Так. Ну, да, как обычно, Астандағылар, блядь, как будто вот әбилер, блядь, қазір қос үмәсіне шулай жиылмайлар, блядь. Мында, блядь, менің бәтәге әбилер, нендейдір хуйта жиылғанлар. Мен білмеймін нәрсе бұл, ақ пакетлар, блядь, ақ пакетлар, нәрсесін бұл бәтәге, блядь. Ақ пакетта нәрсесін бұл, блядь. Нәрсе жиылғанлардыр, блядь. Целая куча какой-то поеботина они собрали из пакетов. Что такое, я не знаю, блядь. И все понавешали, блядь, на какие-то, сука, я не знаю, что это такое, кульки, что ли, это нахуй, что-то такое понавязали они, блядь. Нихуя не понял. В итоге, короче, опять я нашел Оскан районы, әбиләрне кушканнар, бұлар мал кебек, шуны эшлиләр инде, блядь. Вот все, блядь, вот, блядь, пенсионерлар инде, мне, я не знаю, блядь, мне их по сути жалко, они же манкурты, блядь, которые, блядь, не при делах вообще, блядь. Олар, блядь, утырып табылмайды, блядь, как можно их убивать, блядь. Пиздец, просто. Вот до чего давили наш народ, понимаете? Вот что убивает меня, то, что наш безнын халыкны довели до мал кебек состояния, блядь. Мал кебеклер, блядь. И тут вот какую-то хрень, давайте вот прочитаем, блядь, чуть-чуть, блядь, о чем она пишет, эта дура, блядь, Кульнас Зинурова, блядь. Что делать, если долго не выходит боец на связь и что такое без вести пропавший? 90% жен и матерей участников СВО не обращаются в военкомат или воинскую часть, когда их боец долгое время не выходит на связь, а бегут в различные фонды, паблики к военкорам, волонтерам. Даже если родные и близкие пропавшие без вести обращаются в официальные воинские структуры, то им не поясняют алгоритм действия, нет никаких внутренних методичек, и юридически неграмотные женщины становятся жертвами мошенников и вербовщиков из ГУР, СБУ, а также тратят время на мошенников хайпажоров. Что делать, если ваш боец пропавший без вести? Обращаясь в воинскую часть, к которой приписан боец. Воинская часть при выравнивании на себя держит удовольствие бойца, имеет право родителя супруга. Ага. Сдаем ДНК в ростовский морг.
Ну, сразу. Третий пункт, морг, блядь. Обращаемся в военкомат по месту прописки бойца. Мана, блядь, вот такие методички, да, ведь вот именно вот еще скинули нахуй, это, да, ведь до такой степени нахуй, вот, ну, так скажем, блядь, оттупление, блядь, нахуй людей, что, оказывается, блядь, даже сделали такие методички, которые нужно им это скидывать, и чтобы они вот это прочитали, вот по этим пунктам делали. Понимаете? А дальше такая. А потому что, блядь, нахуй, чтобы они не афишировали, блядь, по телеку, туда-сюда не ходили, нахуй, хуйню не страдали, а просто прямиком сказали, блядь, нахуй, чтобы доклад шел именно в ментовку, грубо говоря, блядь, военкомат, военчасть, и чтоб там сказали, что он жив, все нормально, скоро выйдет на связь. Или что-то в этом роде. Ну, короче, наебалово, блядь, какой-то напишут, блядь, и все. И сильно шан yapasın, блядь. А сильно улан, балан, ирен, блядь, уже элла кашан, мәйт болып, аны üstünde уже ağaçlar üsken 3 yıl içinde, блядь. А сильно даже bilmeysin kayda ol. Вот и все. Суть басни такова, блядь. Нехуй посылать туда детей. Секс-символ против коренных народов. Вот это я нихуя не понял, конечно. Ну, давайте прослушаем. Секс-символ против коренных народов. Русская оппозиция презирает коренные народы. О чем речь? Хз, блядь. Лига свободных опять наций. Секс-символ русской оппозиции Божена Рынска называет Кавказ проклятым, калмыков – дикими, а удмуртов – ватяками. Русская либералка считает, что деколонизацию придумали чекисты. Якобы коренные народы не хотят независимости, а ФСБ использует методичку по деколонизации, чтобы мешать хорошим русским строить прекрасную Россию будущего. А давайте вспомним времена молодого Путина. Он был демократом и либералом, каких Россия еще не видала. А чем все закончилось? Диктатурой, угнетением коренных народов и войной. Чем же русская так называемая оппозиция отличается от Путина? Ничем. Их устраивает имперская политика России. Единственное, что хотят хорошие русские, это стать новым Путиным. Да и ФСБ не против такой рокировки. А коренные народы им не нужны. Им нужны нефть и газ. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народа. Коротко и ясно. Ишитегес. Что от вас требуется? Siz киряк миссис, понимаете? Как вот в Америке индейцы против вышли, сказали, мы не хотим нахуй этих новых янки нахуй. Янки нам не нужны, они сказали. Окей, услышали они. Янки что сделали нахуй? Грубо говоря, взяли и истребили нахуй весь народ почти что, блядь, нахуй. И все. А ебаные пидорасии, это происходит постепенно, потому что они уже увидели, что американцы сделали, и они как бы делают его чуть-чуть по-свойски, так скажем, по-аульски нахуй. И вот и все. Вот и все. Безнекляр никак это не могут понять. Ладно, хер с ним, блядь, это было бы, блядь, в течение этого 25 лет. Этот, сука, микрофон мой, блядь. Если было бы оно в течение 25 лет вот этих, просто при Путине, ладно, сказал бы я, хз, блядь, ладно, дырим, блядь, но это же, блядь, происходит, блядь, с 1552-го, если еще до этого не было это, понимаете, 1552-го, как пало Казанское ханство, грубо говоря, может оно еще раньше было, я не знаю, это надо наткнуться на такую историю, потом, может, я вам скажу. А так, хотя вот в течение 500 лет, да, возьмем, в течение 500 лет это было у нас уже. И тут, блядь, нам негде, блядь, отмазываться. То, что мы, блядь, мы не знали, мы нихуя не знали. В течение 25 лет только мы поняли это. Ну, это пиздец, нахуй. Это лицемерный маразматик, нахуй, будешь ты, блядь.
который, блядь, занимаешься 500 лет, нахуй, садомазы, нахуй, и ты думаешь, что, блядь, узкожопые такие братья тебе, блядь, и тут хуяц, нахуй, блядь, узкожопые своих же этих крестных, так скажем, ну, имеется в виду крестных братьев украинцев мочат. Заебись, нахуй. Твоими же руками башкиркам татар кулында. Как вот этот хуеплет до этого читал, Харакляш, блядь, Ташака их была, Ренат. Башкирт Ренат, блядь. Вот. Получается, нәрсәгәдер шул манкуртларда кулы күтәрә кешеләрне үтерергә, ә безнең кулыбыз күтәрелми шуларны үтерергә. Вот тоже парадокс, блядь. Понимаете, безгә шуларга безгә нык, блядь, нахуй, үзебезне эшебездә каты булырга тиешбез. Нык каты булырга тиешбез. Без жәлләмәскә тиешбез, нахуй, буларны. Берсендә. Жәлләүне онытырга тиешбез, нахуй. Потому что булар безне беренче үтерәчәк. Жәлләсәк буларны. Бер кашанда буларга жәл дигән нәрсәне без вообще даже в уме не должны использовать даже. В уме должны, у нас должно быть только отсечение, нахуй, головы ихнего, блядь, нахуй. С плеч долой, блядь. Блядь, тонов-то была. Вот здесь опять куда-то наткнулся, но я не помню, я его смотрел, не смотрел. Навальный, Яшин и прочие хорошие россияне против Грузии. Вспомню, как делал полное поражение Грузия, да, Леша. Ну давайте вот эту тему тоже послушаем, о чем он говорит, блядь. Про Навальнюк, что-то, блядь. Чависам, всем привет, друзья. Вчера развлекал себя с помощью приложения, которое с помощью искусственного интеллекта составляет и придумывает изображения. Придумал себе концепцию и сделал серию таких изображений. На удивление остался доволен очень результатом. Сильно продвинулись, конечно, и в качестве, и в скорости вот эти самые приложения, и вообще искусственный интеллект в целом. Потом я начал думать, друзья, в какую информационную обертку мне завернуть эти изображения, потому что уж очень я хочу ими с вами поделиться. И придумал. Концепция, конечно, должна быть войны. Войны и Алексея Навального. И вот надо было вспомнить войну, которую Алексей Бутерброд Навальный, знаете, так сказать, был очевидцем от начала до конца. Ну, и это, конечно же, последняя оказалась это война России против Грузии. Война России против Грузии, которую Алексей, так сказать, лицезрел лично. И даже информационно участвовал. Так вот, друзья, сейчас я вам буду зачитывать пост Алексея Навального, датированного 8 августа 2008 года, в день, когда началась война России против Грузии. Это был разгар Олимпийских игр. И потом я вам запущу, значит, вот эти самые изображения. Ну, а если получится, я, в общем, может, как-то так их в тексте тоже как-то приложу, друзья. Итак, давайте зачитывать 8 августа 2008 года, начало войны, атака России на Грузию. Друзья, что пишет Алексей Навальный в этот день. Утром потратил целый час на то, чтобы полностью посмотрел прямую трансляцию Совбеза ООН. Смотреть было неприятно. Россию просто водили мордой об стол. Единственный, кто сказал хотя бы ритуальные слова, высоко оцениваем работу российской делегации и ее попытки, Вьетнам. Китай ограничился тем, что возмутился нарушением олимпийского перемирия. США, Великобритания, Хорватия больше напряглись на некий коридор, по которому, по словам грузин, в Южную Осетию идет помощь и какие-то мифические добровольцы. Мифические добровольцы. Интересно, Алексей Навальный так думал в 2014 году? Думаю, что да. А остальные промямлили что-то из серии «Мы выражаем озабоченность». Наш Чуркин, это, наверное, представитель России тогда, в ООН очень возмутился и говорил резко, упирал на то, что делегация США даже озабоченности не выразила. Естественно, никакой резолюции принято не было. Друзья, поправьте меня в комментариях, если я помню, что Россия тогда еще обвинила Грузию, что это они именно осуществили вот это первое нападение на вот этих российских миротворцев, так называемых.
Очевидно, что ООН, ИСБ, ООН, Совет Безопасности перестали быть местом, где принимаются серьезные решения. А весь пресловутый подъем авторитета России на международной арене существует только в голове у Маргелова и на госканалах, которые эту голову показывают. То есть, видите, даже тогда, в 2008 году, Алексей Навальный очень, даже больше, наверное, его, чем Путина, вот, интересовал подъем авторитета России на международной арене. Потрясающе. Что говорит лишь о том, что Навальный доволен. В России до самого последнего дня просто завидовал, что не он во главе этой самой России. Друзья, напишите в комментариях, если вы с этим согласны, либо не согласны. Итак, не существует. В современных условиях авторитет базируется только на силе и способности применять эту силу разумно и там, где надо. Еще раз. Алексей Навальный про атаку России на Грузию. В современных условиях авторитет базируется только на силе и способности применять эту силу разумно и там, где надо, говорит нам Леша Бутерброд Навальный. Уверен, что сейчас как раз надо, говорит Алексей Навальный в день атаки России на Грузию. Конечно, ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в Южной Осетии сейчас и речи идти не может, но Россия должна предпринять следующие шаги как минимум. Итак, в день атаки России на Грузию Алексей Навальный пишет, какие должны быть предприняты шаги, друзья. Внимание! Оказать серьезную военную и финансовую помощь Южной Осетии и Абхазии. Ну, прям ЛНР и ДНР. Найдите две разницы. В тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в Южной Осетии. Объявить Южную Осетию зоной, закрытой для полетов, и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне. Итак, Алексей Навальный в день атаки России на Грузию предлагает объявить Южную Осетию закрытой для полетов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне. Как вы думаете, когда был сбит малазийский Боинг? Я думаю, что Леша не очень сильно-то и расстроился. Я думаю, что он, в принципе, очень понимал вот эту саму возможность, как это самолеты летают над территорией Украины. Дальше. Объявить полную блокаду Грузии, пишет нам Алексей Навальный, директор Фонда по борьбе с коррупцией, кандидат в президенты Российской Федерации, несостоявшийся. Прекратить с ней любое сообщение. И номер 4, друзья, что же пишет Алексей Навальный? Выдворить за пределы Российской Федерации всех находящихся на территории граждан Грузии. Алексей Навальный, вот этот националист, фашист, предлагал в день, когда Россия напала на Грузию, выдворить за пределы Российской Федерации всех находящихся на территории граждан Грузии. Интересно, как Алексей Навальный, да и вообще ВБК сейчас вспоминает эти слова. Вот как сейчас оказывается поддержка грузинской оппозиции, которая борется за европейский путь развития Грузии, Саакартвелу. Дальше, друзья. В дальнейшем действовать по ситуации, но при этом отдавать себе отчет в том, что, конечно, запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов, ну так называются грузины, в тексте Алексея Навального, грызунов очень хочется, но грызуны только этого и ждут. Грызуны. Сейчас грызуны воюют с пророссийским правительством, который, думаю, что Алексею Навальному очень бы даже понравился. А теперь, друзья, давайте прочтем текст, который доказывает, что так думал и самый близкий соратник Алексея Навального. Сейчас узнаете, кто. Итак. Кстати, сейчас в одном из подвалов Цхинвали укрывается от обстрела Миша Романов. Миша Романов, он всю ночь передавал Яшину сообщения типа «по городам лупят из гаубиц, установок град, минометов, людей распихивают по подвалам, по убежищам десятки раненых». Ну, то есть господин Яшин тоже был очень сильно, знаете, я думаю, что на таком подъеме, раз с ним делился информацией друг значит, Навального, бутерброда Миша Романов.
а давайте все вместе пошлем Межгану и всем гражданам Российской Федерации, особенно нашим военным, находящимся в Южной Осетии, в оккупированной территории. Напомню, что Россия оккупировала 20% территории Грузии, лучи сохранности, безопасности и скорейшего возвращения домой, друзья. Вот этот текст российского оппозиционера Алексея Навального, большого, грозного противника Путина, который развязал войну и в Грузии, и в Украине. Если в Грузии Алексей Навальный поддержал и даже был недоволен, наверное, мягкостью вот этой самой ведения войны, как мы видим, то, я думаю, в ситуации с развязанной войной в Украине Алексея Навального, ему не нравилась только одна вещь. То, что не он руководит этой самой Россией. Ну, если он грузинов называл грызунами, то украинцев, скорее всего, называл бы, вы сами знаете как. А вот, друзья, давайте пошлем лучи любви Яшину. Вот, кстати, друзья, вы видите перед собой вот эти составленные мною и искусственным интеллектом изображения российских оппозиционеров, ну, тех, что вспомнил, те, что нашлись в памяти. Вот, буду еще играться, тоже вам как-то закидывать интересные фотографии, картинки. Вот, пишите в комментариях, что вы думаете вот этой самой российской оппозиции, как вам фотографии. Подписывайтесь на канал, друзья, становитесь спонсором. Большое спасибо всем тем, кто уже стал. Поделитесь этим видео, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Друзья, воскресенье рано утром, практически в субботу ночью, я начинаю свой путь в Украину, в Сумскую область. Это будет долгие там 2,5 дня. В общем, займет эта дорога. Буду стараться вам записывать видео такие дорожные, знаете, небольшой роуд-муви. Поддержите канал, становитесь спонсором. Всем приятного дня. Да и все это мы сумели. Нет, Кориго, Латвию, слава Украине. Ну и, конечно же, большого успехов желаем мы, конечно же, грузинской оппозиции. Грузины должны показать, что они не Россия. Чтоб Россия отстала от нас. Дайте нам жить, как мы хотим. Чтоб мы жили, как грузины. Ваши русские, кремлевские плачут, что Советский Союз разрушился. Я родился в Советском Союзе. И не хочу возвращаться туда. Охуеть, да? Охуеть. Это кто-то, короче, получается, я нихуя не понял, откуда его нахуй достал. Это вроде я закидывал, блядь. В Телеграме откопал, блядь. Где я его нахуй нашел? Короче, чувак. Ну, можно узнать, блядь, в YouTube зайти. Сейчас в YouTube зайду. Название сайта, чтобы вы поняли, откуда это взято. Никита Клементжевс. Тжевс. Ну, короче, Никита Клементжев. Кто такой, не знаю. Из Латвии, короче. Чувак какой-то. Чувак из Латвии, короче. Который сделал какую-то игру. Получается, вот этот... что за хуйня? Что он сказал? Что за игру? Блять, забыл. Ну, вот это, блядь, интеллект, блядь. И тут у меня сразу зародилась идея, блядь. Если он такую хрень сделал насчет этих пидорасов, понятно. Искусственный интеллект, блядь. Вот, Казахайбер, сейчас мне мысль пришла. Вот, по идее, блядь, нахуй, быть может, оно, блядь, и правда, блядь. И интеллект может, блядь, по ихним высказываниям, блядь, нахуй, уже где-то, блядь, этих уёбков, нахуй, Яшкина, блядь, какую-то этого, нахуй, Мурзы, блядь, этой, блядь, и Каца ебаного, блядь. Вот все они в военной форме там у него, и это Навальнюга сраная тоже в форме зеленой сраной, блядь. Получается, это просто хотят даже эту власть сделать Себастьяна, нахуй, путинскую, нахуй, и завладеть всей этой хуйней. Почему они Грузию, насчет Грузии, именно он взял такую тему, я не знаю, но суть идет от того,
Ну, как он игру играл эту, как-то он, блядь, это... Вот. Если кто шарит, короче, интеллекте, да, Башкортостан, там, Татарстан, я к чему это? Если уж мы наткнулись на такую тему, так скажем, цивилизация, так скажем, да, это пришла к нам. По их фотографиям, высказываниям выходит такой аргумент, что интеллект это думает, все-таки это компьютерные мозги, нахуй, так скажем, да, думает, блядь, за них, угадывает, не угадывает, похуй. Главное, блядь, тут раскидывает цель, о чем они могли думать, о чем вообще шла цель, ну, вообще ихняя мысль и так далее. Вот вам, нахуй, ответочка, блядь, что эти гондоны, блядь, такого же Макара, блядь, как и Путин, которые не хотят отдавать Грузию. Почему? Потому что если Грузию отдадут, точнее, вот, они хотят отдать, и это плацдарм Ичкерии, Чечне, понимаете? Если Грузия отойдет в данный момент, это то же самое, как и Сирия будет, что Путин будет сосать хуй. А эти, блядь, получается, навальнисты не хотят этого. Поэтому-то и не топят они, блядь, ни за Украину не топят, хихихаха, только у них, блядь, какая-то нахуй. Ни за Грузию, блядь, ни за Молдавию, блядь. Нет, это все полностью кузбоямачелик, нахуй, мозгоебство. Красят нам глаза и думаем мы, ага, да, они за нас, блядь. Нахуя, они никак не за нас, блядь. Это мы точно должны понять. Узкожопые, нахуй, во власть, нахуй, в пидорасии не придут. Не придут. И мы, блядь, когда мы разъебывать будем Москву, нахуй, не для навальнистов это мы будем брать, нахуй. В Москве, нахуй, будет это Киев-1 или Киев-2. Как хотят. Это будет место Украины. Там нихуя не должно быть, нахуй, правительства этих узкожопых. Понимаете, да? Вот какой договор нужно будет нам заключить, что Москву мы за тебя берем, все мы берем Москву, вот Украина пока мнется там с этими манкуртами нашими, мы идем, блядь, через Башкортостан, Татарстан, Москву, берем, Кавказ тоже идет, вместе берем вот 4 мусульманские нации. Нас даже хватит. Нам буряты, хуяты даже нахуй не нужны, по идее, блядь. Пусть сидят дома, блядь, дрочат. Бізге Дагестан, Чечен, татар, башкорт, нам хватит Москву взять, блядь. 3 дня. 3 дня. 2 эшелона снизу пошли, справа мы пошли. Если хотят, украинцы с Курска могут дойти до взятия, до, ну, как бы, как вспомогательное движение могут прийти к нам. Базара нет. Таким образом, вот там же и будем заключать тему. Путинососов это все поеботину мы, само собой, пока берем под себя, чтобы они куда-нибудь его не ликвидировали, нахуй, украинцы. Я же в них хочу, блядь, чтобы видеть их в памперсах, блядь. Исходя от этого, нахуй, Лукашку, нахуй, выкуривать будем. Лукашку вытащим сразу, нахуй, из этого ебучего Белоруссии, блядь, нахуй. Оставим Белоруссию для объедения, так сказать, разъебения, нахуй, народу. Как говорится, пусть ставят своего нормального президента тоже они. Чтобы, нахуй, диктатор больше не был там. И в итоге получается, что, блядь? Получается, блядь, полностью с Киева, начиная, настоящего Киева, до Москвы, это будет все Украина. Чтобы полностью вот это полушарие, чтобы закрывало все это, Беларусь, все вот это, Псков, Хуев, блядь, все это должно быть Украиной стать. Вот огромный кусок до Ингрии, до Петербурга, это должно быть, быть Украиной. Чтобы мы спокойно спали, нахуй, Башкортостан, да, блядь. Чтоб никогда, нахуй, мы не услышали, что с Москвы кто-то залупнулся, нахуй, на нас вышел, блядь, снова пригнали, нахуй, коней, блядь, против Татарстана и Башкортостана. Не дай Аллах, блядь, вот этой хуйни. Поэтому мы раз и навсегда должны и закрыть, нахуй, это ебаные, нахуй, ворота под названием эти московской чмошники, блядь. Вот это все мы должны расхуярить. Москва-Сити тоже снесем, нахуй. Украинцы пусть себе другое что-нибудь строят, нахуй. Это не ихни, нахуй. Кремль тоже разъебем, тоже их не ихни, нахуй. Закопаем, нахуй, все. Разровняем, блядь, нахуй, с охотным рядом месте, блядь. Все, вот только таким образом. Итак,
возвращаясь к этой хуйне, если вот эта поеботина реально это работает, вот этот, блядь, интеллект, блядь, задание башкир татарларга, компьютерщикам, срочно сделать эту же игру, сыграть эту игру насчет Хабирова и Минниханова и Шаймиева. О чем они думают? Разработайте в срочном порядке вот эту игру и скиньте нам. Мы растиражируем это нахуй везде, посмотрим сами, оценим, сравним мышление ихнее и будем более-менее уже готовы к ихнему нахуй заднепроходному варианту или какой у них будет вариант. Они или будут чухать нахуй где-нибудь, блядь, штрапать, хуяпать, блядь, куда-то, блядь, в теплые края, или они что-то будут против нас иметь. Давайте будем теперь ломать стратегию нахуй через эти игры. Хотя бы визуально, морально, искусственно, в конце концов, блядь, будем понимать, что они думают. Также можете такую же тему сделать насчет еще кого-нибудь нахуй по Башкортостану и Татарстану, чтобы мы понимали, что почем. Кадырова также можете заебенить, также сделайте. И дальше уже. Смотря каждый день, как вы будете расти по своим навыкам, блядь, по вот этой IT-поеботине вот этой. Вот так. Так что идея хорошая. Вот этого чувака, который сделал эту тему. Мне понравилось. Думаю, блядь, нахуй я его скинул. Ну вот, наверное, поэтому я и скинул. Я его даже не смотрел, наверное. Нахуй я его скинул, но интересно, мне понравилось. Короче, поэтому, туганлар, мы должны будем вот эту тему проработать. Башкортостан татарларына, башлы егетлерына я вам кидаю заявку, сделайте. Это уже не касается вам 30 или 50 лет. Как раз таки это тем молодым айтишникам, или кто это делает, я не знаю, блядь, вот эта хрень, блядь, как интеллект, блядь, этот ебаный интеллект. Пройдитесь, вы тоже пройдитесь. Кто шарит в интеллекте, сделайте для нас, именно вот для тех, которые против Москвы будем бороться, чтобы мы понимали хотя бы внутреннюю кухню, что думает, блядь, Хабиров с ее женой. Во-первых, у Хабирова, наверное, то же самое будет. Жена захочет уехать в Армению. А у Минниханова, я не знаю, куда она захочет уехать, нахуй. Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, туганлар, это интересная тема, мне понравилась. Так. Вот здесь вот. Идем дальше. Вот на карту мы наткнулись. Это я в ТикТоке у кого-то скопернул, короче. Этот, как обычно, наш этот братан, казах, короче, этот, как у него на канал называется, я не знаю. Короче, время у него каждый день что-то меняется, блядь. Время этого у него, политический что-то разговор у него всегда. Урок какой-то, урок, короче. И он постоянно разговаривает там. И вот, короче, вот здесь мне не понравилась его карта. Не знаю, как он, откуда эту карту он берет, то ли он сам рисует его, я не знаю. Но зато мне понравилась именно вот этот, как сказать, зарисовка. Но он только много до хрена здесь оставил этим узкожопом. Прям край Чувашии и вот здесь, блядь, я удалил. Мариэль, наверное. Мариэля, это все, это пидорасия, оказывается, будет. Не, нихуя. Когда я говорю Киев-1, Киев-2, это вот потолок, нахуй, Рязань. Потолок. Глубина заходов в нашу сторону — это Рязань. Вот со стороны Рязани туда вглубь, даже Рязань нахуя, блядь. Подмосковье нахуй. Вот это все, вот глубь, это будет Украины. Дальше наружка это будет Эрзя, Мокша. Про них вообще тут не пишется, блядь. Пиздец нахуй. И в итоге получается, вот этого Руси, пидорасия не будет. Вообще надо поставить цель одну. Это нужно продвинуть всем это. Что русский мир, он искусственный. Как до этого договорились, все. Это будет вся Украина, нахуй. Как хотите, нахуй. Вот
Все, нужно цель поставить такую. Зеленскому тоже передайте. Цель такая. Если, как говорится, мы по нашему плану будем действовать, хотите, чтобы победить, помогаете вы сейчас нам, вооружаете башкиртов, татар, чеченцев и дагестанцев, мы вам делаем вашу Украину красивой, побольше, как говорится, с Москвой вместе. Но только, сука, чтобы эта Москва больше не называлась Москвой. И будет это Киев-1, хоть как назовите, хоть горшком назовите, блядь, его. Как хотите. Какие-нибудь нахуй. Хоть туалетом назовите его, блядь. Примерно так. Получается, вот с этого ебаного нахуй московского области в нашу степь, это в сторону Чувашии, Мордва, которую мы сказали не называть Мордвой, ну, примерно Саранск, блядь, Мордовия, вот это Эрзя, Мокша, его тут нету, я даже хз, я не вижу. Итог какой? Это все вот оттуда начинаться будет Идель-Урал. Крайняк, да, если что-то в этом названии, чтобы вы понимали. А так, с Подмосковья, это потолок Коломна, не Рязань, блядь. Коломна, потолок в нашу степь. Это Коломна, может, даже дохуя сказал. Ну, Коломна, хуй с ним, блядь. Вот оттуда все это будет Украина. А вот ниже Воронежа, хуй догонежа, это будет все Кавказ. Поймите, вот примерно вот так. А тут все, блядь, левая сторона у него белая, блядь. Он чисто, наверное, рубится чисто за нас, наверное. Ну, понятно, я понял. Это это учителя нашего, казаха. Я, окей, я как бы не спорю с ним, но по карте я с ним не согласен. И вот получается, заходя теперь в его карту, примерно, Кавказ мы поняли, что откуда, да, это с Воронежа, примерно, они должны разделить всю кавказскую территорию между собой. Потому что недавно я вам прочитывал про это, про Черкесию, черкесы, которые живут в Сирии, хз почему, потому что их не пустил Сталин, считай, может они тоже хотят вернуться в Россию, нахуй им там в пустыне жить, блядь. И вот Шунарга, Туганлар, до Воронежа это будет чесноком. Почему? Потому что мы идем еще выше них. Они выше уже не могут прорваться Кавказ. Ну, это их не аппетит, мне похуй. Хотят с Украиной пусть договариваются, и Москва пусть будет это Кавказом. Да похуй мне вообще, блядь. Короче, левое полушарие нам до пизды. Вот правая сторона это наша, нахуй. Вот за это нахуй вам пизда есть, кто полезет. Вот примерно так разговор будет. Откуда начинается? Вот Üstten давайте, Оскат Шебзинда, блин, постоянно Остан, Üskar Сулимбитинда. Давайте Üstten. Вот этот, где он написал? Комиланд. Комиланд он назвал его, нихуя себе. Наверное, английскую карту какую-то он взял. Вот этот Комиленд, само собой, вот с этими огромными, как он выглядит, блядь, не будет. Комиленд не будет. Потому что Коми, он где-то будет маленьком. Сыктывкар у них, оказывается, центральный город. Вот Сыктывкар, блядь, нахуй. Вот где-то вот Сыктывкары, блядь, хомяки, эти хомячки, если мы их найдем, этих хомяков, блядь, хуй с ним, пусть живут. Но дальше вот этого Сыктывкара, нахуй, с правой стороны как раз ниже идет Пермь, и ниже уже Башкортостан, никто нахуй не должен лезть, блядь. Получается, вот с этого ебаного края Перми, грубо скажем, блядь, и наверх полностью будет это Башкортостан. Это наш проход всех. Азии и нас, и татар, и всех. Ну, я говорил, конечно, и татарам, чтобы что-то там упало. Если татары захотят, могут сделать так. Мы-то на пробивную возьмем это все. Полностью. Коми, хуёми, там. Расчленение будет конкретно, блядь. Не должно сыграть никого, блядь. А вот именно Татарстана, там у них бардак, блядь. Потому что Пермь, Диян вообще он да юг, он да миллет, нахуй. Поэтому Пермь вообще вы забудьте делить его.
Bu Башкортостанның жерлері, блядь. Он делить даже не надо. И Удмуртия, мында. Вот с удмуртами мы как-то решим, блядь, дадим мы им туда-сюда больше. И Мариэль, и Чувашия здесь. И вот слева, вот кто такие слева? Саранск, блядь. Хуй поймешь. Это вот эти, что ли, Мордва, блядь. Вот туда приплюсовал их, что ли. И внизу, вот здесь что? Оренбург, что ли, внизу? Что-то нихуя не понимаю. Короче, здесь у него неправильная дележка идет. Реально вам скажу, неправильная дележка идет. Земли Казахстана не отобраны, не собраны, неправильно идет здесь. Низ давайте не будем обсуждать пока. Давайте вот вверх. Именно вверх, получается, Башкортостанна Куандыгынан, как обычно. Куандыктан башлап тұрып, Татарстанны астын мен білмеймін әлі. Онда разбор еттерге керек. Самара кіремі, кірмеймі? Қазақларға ма Самара нәрсе? Онда разбор. Окей. Самара кіріп кетті, Татарстанға нихуя ілікмей. Татарстан үстен алайын деп тогда. Значит, Татарстан, Чувашия, вот это, Удмуртия, Мариэль, оно все будет двигаться наверх. Получается, Мариэльга будет тоже заходить туда наверх, будет идти. Это все будет их заходить Татарстан, Башкортостан жерлеріне. Они будут у нас внутри, но в то же время они будут сами. Вот как, блядь, вот здесь возле меня Люксембург, блядь. А вот возле меня Люксембург рядом, блядь. Никому нахуй не нужная страна, блядь. Живут же, блядь. Отдельная нахуй хуетация. Понимаете? Отдельная. Поэтому, туганлар, исходя от этого, Перемна вообще не затрагиваем. Удмуртлар бар, Мариэлар бар, Чувашлар бар. Мына аларның жерлерін көбәйтер үшін, во-первых, бұл керек була екен. И мына үсті комен білән разбор-сырбор итәбіз де, мына шу үске мінәбіз. Чтобы мына шу бүтін дәулетлер, которые присоединялись всю жизнь с нами, бок о бок мы жили с ними, рахатлянып раньше, оказывается, да? Пока эти узкожопые не пришли, не захватили. Все они будут иметь в проход туда. Вообще, по идее, они и должны иметь туда. Марийцы это тоже вот эти, часть вот этих, блядь, грубо скажем, блядь, этих северных людей, как они говорят, луговые, там, горные и так далее. Они оттуда как-то спустились сюда, приперлись оттуда. Вон, северные люди они. В итоге, получается, им тоже море, океан надо. Получается, значит, біз бірге қушылып, мына шу Иділ, Урал дейіп тұрып, өзімізді үске таба ябырылабыз да, полностью Коми проглатывается Башқұртстаннан Татарстанға. Все, сікмей нахуй. Коми деген исім только шуны ішіндегіне была, как вот Люксембург, как еще раз повторяюсь. Также Удмуртия, Мариэль, Шупашкара, бүтінісі мына шу темада булалар. И мынанда Саранск, если это на самом деле Саранск, если я по его карте вижу Саран деген, ну, или білмеймін, ненде сөздер мынанда, блядь. Как-то у него карта построена странно. Итог какой? Суть, короче, вот это Эрзя и Мокша, если они тоже прилегают к нам, но у них не земли же, он сам сказал, Сырыс Булаян сказал, что с Нижнего Новгорода начинаются их земли. Значит, я вам сказал, здесь что-то непорядок. Получается, значит, мы их чуть-чуть передвинем налево. Долево выходит до Коломны, чтобы Рязань тоже их не было. Рязань, которые с Рязани сходили, он сказал, Москва горела с Рязани. Это Эрзя Мокша же сожгли Москву, блядь. Или Рязань, или что они сожгли там. Примерно так. Исходя от этого, там наверху, вот здесь вот, давайте настоящую карту зайдем, быстренько посмотрим. Нормальную карту, блядь. Карта, блядь, это не такая, живая, блядь. Сейчас. Вспомнить вот это место. Оно там, блядь, Шузирно. Сейчас я вам напомню. Эти земли, которые нарисованные Москвой, мы никак не будем это принимать. Я вот это хочу вам донести, чтобы вы не зациклились, блядь, на том, что это земли
будет это все, вот это то, что они нам дали, это все наше. Не, нихуя. Так, сейчас. Вот Белое море, это, блядь, финно-угры, вот это вот Ингрия, что я говорил, давать надо? Блядь, какая-то земля. Вот подобие Коми, но только еще рядом были. Карелия, блядь, вспомнил нахуй. Карелия, ёпта. Вот, карелы. Вот так будет. Короче, Карелия будет попадать низ, получается, вот этот Нижний Новгород, эта вся тематика, это будет Эрзя. Все вот такое. Почему я до Нижнего Новгорода говорю? Потому что анда татарлар бар. Төкүнгө бетин бир татар жазды бетин биз Нижегород татарлар, цыца-мыца дегенлер. Шулар бар. Алар үчүн уйланам да энди, блядь. Чтобы, блядь, нахуй бизге урыс Ирак буларга тийиш, блядь. Понимаете? Урыс, точнее, блядь, урыс дегечте энди буларга тийиш, блядь. Имеется в виду, с этого Нижнего Новгорода это ворота, так скажем, блядь, в ад, блядь. Примерно так, да? Имеется в виду, вот с Нижнего Новгорода в эту сторону, нахуй, никто не должен двигаться, блядь, сокращая земли. Никогда в жизни. После нас. При нас, само собой, мы это сделаем. И после нас. Шунарга туганар. Оно должно двигаться только таким образом, что, блядь, нахрен, получается, из наших земель, получается, Башкортостана, Татарстана, вверх подниматься до вот этих земель новой земля, которая, блядь, Карское море, как она называет, Баренцево море, вот это все, в эти моря будем выходить мы. Понимаете, что я хочу донести вам? И тут как раз вспоминая, блядь, увидел Гренландию сейчас, блядь, нахуй, которую, блядь, слева, да, на которой, блядь, нахуй, Гренландия или еще, какая земля еще была? Ага, там Шпицберген еще там есть. Гренландия, насчет Шпицбергена тоже попиздим сейчас. Гренландия, короче, на всякий пытается вроде бы у Дании, да, пытается что-то, блядь, этот американцу хуй, блядь, этот отжать, блядь, как бы Трамп, блядь. Что-то мне такое чувство пошло, что у Трампа пошла после Путина такая лихорадка отжатия земель чужих, блядь. Вот сегодня я теперь такой вердикт выставляю, блядь, я так понял. Это что за хуйня, блядь? Заразный Путин заражает этого хуеплета Трампа, получается, своими какими-то методами, блядь, по захвату других земель, блядь. Залупа ему нахуй. Утырсан нахуй уже на Америка, блядь. И вот, исходя от этого, туганлар, вот здесь, когда я жил в Норвегии, вопрос возникал о том, что Шпицбергенге одна какая-то часть, нахуй, это пидорасии. И в этой части заблутали в свое время эти украинцы какие-то. С Украины. И таким образом они попали в российскую сторону. Потом оттуда попали в норвежскую сторону. Там какая-то часть норвежская, какая-то... Ну, короче, на несколько частей разделенная. И получается, попали они туда. И в итоге, получается, каким-то образом приперлись в Норвегию. И таким образом получили гражданство или что. Короче, они замутили что-то. Короче, вроде остались они там. И что я вспоминаю? Как раз-таки вспоминаю вот этот момент. Как раз к тому, что почему будем верха все эти мы... захватывать Шпицберген нахуй, если это земля, кусок пидорасии, и развал пидорасии, когда мы создадим, Шпицбергенскую землю нахуй, само собой, заберем мы. Заберут те, которые выйдут на моря. А это мы. Башкортостан и Татарстан полностью нахуй будет владеть этими нахуй островами. Но можно подключить туда, само собой, для больно, так скажем, честного подхода Кавказ. Именно почему?
Именно нас. Почему? Потому что там по жизни имперцы владели, а теперь будут владеть мусульмане. Вот задача наша должна быть вот такой. Цель это, понимаете? Все эти земли, острова, блядь, боз кисягами нахуй, любой нарса, что, блядь, претендовало это сраная нахуй пидорасия, все отойдет нам. Как они наши земли ебли 500 лет, мы будем ебать по жизни теперь. И не нужно нахуй тут, блядь, приписывать потом меня, блядь, не прокатит нахуй. Без кригеш не нужно приписывать тут американцев, европейцев, которые будут что-то пиздеть. Нихуя. Без Москвы барып сиккеннен кейін бізге пиздеть никто вякать не будет нахуй. Положение и все расположение строить будем мы только. С нами, если захотят, будут договариваться. Не будут, пошли нахуй. Вся власть будет наша в этой ебаной пидорасии. И мы его сделаем таким образом, чтобы она была, блядь, красиво, ухоженная и гармоничная, блядь, с природой. А не так, что, блядь, гандон Путин просрал, блядь, пол нахуй Дальнего Востока нахуй. Сука, все просрал, пидор, блядь. Про Японию я не буду говорить. С Японией я уже 1000 раз вам говорил об этом. Там мы им выделим землю, продадим. Мы им продадим, бабки разделим. Мы им просто так не дадим. Богатые. Пусть раскошеливаются. Вот так вот. Или крайняк договоримся, чтобы они нам по каждому регионе построили нахуй по заводу нахуй бесплатно. Какой-нибудь нахуй завод. Пусть построит нам. Вот так. Посмотрим это. Договор. Дороже денег. Так. Шунарга тугалар мана шундай халь. Мана еще возвращаясь вот здесь. Давайте еще раз посмотрим. Вот. Кумертау, салават, царитамак, само собой это безнаки. Так, мынанда. Нашу енді Орский битінде. Оста қалып кетті, Солилеск, Оренбург, само собой мында уже біз керек меп, Сорочинск, мында Тольятти, мында Тольятти. Вот эти места нужно будет сыр-бор разобрать. Вот с казахами сесть, посмотреть и разобрать. Вот Самара, Тольятти, вот в этот момент, и вот эти места нужно будет конкретно разобрать. И итоги или с края Самары, или с края Тольятти, все будет это Татарстан. Вот в этот момент тоже нужно будет рассмотреть. И потом уже вот здесь мына Пенза, бля, Саратау, само собой, Казахстан, дегешин Казахстанға өтәу, бізге ол керегі жоқ. И самое мында интересно, мен сізге айтқан кебек, су артериясы как раз Казахстанға өтә тұрған болса, Казахстан как раз таки бізді мен айтқан ішні ішлей башлайбыз енді. Нижний Новгород мынанда ғана екен бітінде, блядь. Само собой, Нижний Новгород это отходит к нам. Этим Эрзя Мокша. И вот если саратовская вот эта вся вода, короче, перейдет к Казахстану, Волгоград и так далее, там сыр-бор, разбор, вот здесь, надеюсь, казахстанские пустыни мы сделаем зеленью, иншаллах, рано или поздно, потому что наша задача как мусульман, в первую очередь, создать везде оазисы, так скажем, да, ведь, блядь, перестроить, точнее, блядь, помочь природе перестроиться. Қолымыздан келсе. Харакат етіп қараймыз. Главное, как говорится, бұлған нарсаны бұғын шығармасқа. Бұлған нарсаны, как вот этот пидор Путин разлил, блядь, нахуй по Черному морю, этот ебаный нахуй сақыш, блядь, қара, так скажем, блядь, яд, балыққа бүтіне бірге, блядь. Вот такой херней мы не должны страдать. Понимаете? Вот такой херней мы не должны страдать. Поэтому мы везде должны будем четко контроль нести. Отвечать за свою жопу, нахуй, везде. Поэтому везде вот это суны главным образом сақларға керек. Потому что еще тұрған суымыз, блядь. Как менің қарт нәнәм айтқан, балақайым енді әңгейге айтқан. Эшер сулар булмас деген. Шундай вакытлар килә икән. Менә ул нәрсә кайдан әйткәндер ул? Коръәннән әйткән инде. Эшер сулар булмас деген.
Понимаете? Ишар сулар булмас деганы бу пиздец деген сөзінде. И это человек, который закончил, училась всю жизнь в медресе, укымышлы каршык. Ну, сөзләре бу. Вот шунарга ишар суны без сокларга тиешбез, беренчедән. Шулай, поэтому, туганлар, такая уж географическая тема пошла у меня просто. Мне самое интересное, чтобы народ понимал, что захват в принцип, это принцип будет, принцип захвата этих земель будет именно принципиальность тому, чтобы уменьшить пидорасию. Вообще не то, что уменьшить, уничтожить, блядь. Уничтожить. Моя же цель, блядь, уничтожить. Я же уничтожитель, блядь. Уничтожить. Полностью. Как вот они уничтожили наш башкорт, татар телен. То же самое. Мына шу гына безнең беренче дәрәҗәдә тора торган проблема. Беренче мына шул дәрәҗәне без шул дәрәҗәне үтсәк, Аллаһы бирсә, без шунда гына Мәскәүне полностью игдергән булабыз. Буйсындырган булабыз тагын. 300 ел Казан ханлыгы сиккән дияләр бит инде. Мына шул 300 ел түгел, уже гомергә без аларны буйсындырган булырга тиеш булабыз. Понимаете, чтобы какие-то вот по этим IT-технологиям, чтобы Навальный и Каца не думали, что будет война в Грузии, захват Грузии и так далее. Нет, такой херни у нас не должно пропусков быть вообще. Больше никаких захватов не должно быть. Потому что, если даже переходя к Грузии, где это Грузия, давайте посмотрим, прикольнемся, где она. Грузия это, да, не с Кавказа, ёпта, это маленький кусок земли, где, блядь, сука, блядь, это пидорасия, что от них хочет, блядь. Это же пәттәге бубит Башкортостаннан да бәләкәй жирләсәң, блядь. Ёб твоя мать, их нахуй их вообще не могу понять, трогать, блядь, а. Вот ненасытность этих гондонов, блядь. Ёх. Алла сакласын, вы чё? Этот Грузияга вообще аяк басырга түгел безгә, Алла сакласын. Аларны наоборот сакларга безгә. Первая задача нам всем, это касается будущей этой ебучей пидорасии, всем маленьким этим давлетләргә, которые маленькие, которые, всех их мы подпишем договор, что защищать будем мы. Поэтому это и хочу, чтобы мы дошли до моря, чтобы мы взяли эти все земли, вот эти ебучие нахуй, вот эти сыктывкары, блядь, всякие, блядь, Ненецию, вот это Ненецию, новую землю и так далее мы должны взять. Почему? Потому что мы поглотим внутрь себя как раз вот эти маленькие Удмуртия, там, Казанга, Храпита, и все эти вот эти. Перем, само собой, забудьте, нету этого нахуй. Вообще, Перем деген нәрсә юк ул нәрсә, блядь. Онда милләт юк нахуй. Перем милләте бар мыны, блядь. Юк анда, блядь, менің қортатайым барған шахталарда эшләргә, анда шахталар болған, ёпты майматлар. Бүтін анда татарлар яши анда, кстати, блин, башкортлар яши. Вот такая территория там. Кстати, это все наше, блядь. Вот, Шунарга, само собой, до Челябинска, как я вам всем говорил, и дальше уже Тюмени, там, Сыр-Бор, это вот Казахстана, все Казахстана, это не наше дело. Там сзади меня не волнует, хоть сыгіліп қатсынлар, мына деген нәрселер. Буряты, блядь, эти, что хотят, пусть делают, нахуй. Главное, чтоб, нахуй, их Китай не сожрал, блядь, по сути, блядь. И вот, шулай, туганлар, поэтому мы должны будем все эти земли поглотить под себя, чтобы они, блядь, в первую очередь не выебывались. Во-вторых, блядь, не сдали нас с потрохами, нахуй, опять, блядь, какие-то уебки придут нас захватывать, чтобы этого не было. Все, что под нашим контролем. Все будет просто называться Башкортостаном, а внутри они будут жить как хотят. Как хотят. Вот, еще раз повторяюсь, Люксембург внутри Европы. Живут же, никому нахуй не нужны они, блядь. Кому они нахуй нужны? Если к ним кто-то придет, как к ним придет? Это тут и Франция есть, и Бельгия есть. Кто к ним придет, блядь? Кто придет Люксембург захватывать? Также я и повторюсь. Кто придет внутри Татарстана и Башкортостана захватывать Удмуртию, допустим? Или Мариэль? В Татарстане кем кірсін? Это нужно будет суицидом, нахуй, чтобы туда зайти, блядь. Без нәрсе. Қарап отырабыз, что ли, анарға? Шуларга туганлар, вот с такой тактикой мы должны подходить. А вот Сырыс Балаян вроде бы красиво говорит, да.
Но цель. Наши цели нужно уже озвучивать, понимаете? Цель такова у нас. Идil Урал дегенде мына шуны, мына бүтінісін біз алғаш Дамарей. Мына шуны хоть Идil Урал дегіз, Урал дегіз, хоть как хотите называйте, блядь. Хоть пнем называйте, блядь. Главное, все это должно быть наше. Наше состояние. Это как бы не богатство, хазар как-то я прозвучало, да, а именно то, что мы, как говорится, нос, жопу, как говорится, натрем, блядь, этим узкожопым. Вот это цель. Именно куанар үшін бұлардан соң. Вот за радость, да, так скажем, блядь, за победу, блядь, узкого мира, вот для этого это земли. Понимаете? Принцип такой. За то, что они нас оскорбляют 500 лет. Вот за это. Ненасытность ихнюю мы поглотим ихним же методом. Дальше там в сторону, так скажем, Сибирь, я даже не говорю, там ебать там полушарие огромное, там ёпарасата, там мен сүлямим даже, оны өзінің хужалары бар, өзлері пусть разбираются. Я не хочу даже, уже говорил ведь один раз, не хочу лезть даже к ним. Главное, чтобы они, блядь, рабами не стали китайцев. Поэтому я считаю, там нужно будет больше оторвать кусок казахам, чтобы казахлар оторвали там огромный кусок, чтобы контроль над Китаем был у казахов. Также мы Казахстану поможем, как и Башкортостан, Татарстан, чтобы если Китай дырок қырын қарасан бізге, блядь, қисық көзі білән, узкоглазый көзі білән бізге қараса, такой хитровыебенным, чтобы мы вздрючили нахуй сразу Китай, блядь, на место поставили нахуй. Понимаете? Смысл вот такой должен быть. Поэтому, чтобы Китай на место поставить, мы должны поставить на территории Башкортостана именно, вот выбирайте любой кусок, хотите вон туда наверх нахуй, блядь, Сибирья куда-нибудь нахуй, атомную бомбу, атомный завод нахуй, или как это называется, блядь, атомную станцию, блядь, мы должны будем поставить туда. Вот общее что-то мы должны будем поставить. Понимаете? Вот за всех нас мы должны будем куда-нибудь поставить, блядь. Вот за это мы должны поручиться. Вот за эту тему мы должны будем выделить какую-то землю. Придется, само собой, изгадить эту землю. Выхода нету. Но мы по уму, это мы должны сделать нахуй. По уму, правильно, с практикой 21 века. Профилактикой, блядь, чтобы ничего не заразить там, никого не испачкать, нахуй, этой атомной хуйней, блядь. Правильно все сделать, блядь. Хранение, защита, военные. Чтоб никакая сука не пролетела там мимо, нахуй. Просто так оно не ёбнулось там где-нибудь, нахуй. Как обычно у нас происходит, блядь. То, сука, что-то пролили, то это пролили, то бензин слили, нахуй. Конкретно. Конкретно, чтобы у нас была мощная нахуй защита. А чтобы эту атомную бомбу защищать, значит нужна мощная армия. Как раз Башкортостан, Татарстан должен будет создать свою армию. И те вот эти маленькие, внутри нас маленькие государства, у них должна своя армия быть. А вот когда вдруг пойдет беда какая-то, Аллах сакласын, на всех или на кого-то из нас, из всех этих вышестоящих людей, которые будут в нашем группировке, так скажем, да, государств, сразу должны оккупироваться все в одну мощь, как говорится, да, и должны отстоять свою вот эту. Как Европейский Союз. Представили, да? Охуенная тема, да, ведь, блядь? Вот и все. И нихуя никто не рыпнется, блядь. Я вам говорю, блядь. Главное показать это на объеме, нахуй, захватов земель. Потом все. Все заткнутся, забудут, нахуй, и мы заживем. Понимаете? Вот так будет. Главная задача будет потом
а культивация Украины, контроль это мы будем держать уже, мы заключим контроль с Украиной, точнее, блядь, заключим договор с Украиной, само собой, со всеми, блядь, о культивации этих узкожопых украинцев. Они же сейчас, блядь, культивируют 700 тысяч украинских детей, блядь, под узкожопых со своими ебучими песнями. Русские мы, блядь, все с ними бог, блядь. Ташаклар, блядь. Таким же методом Украина, Белоруссия добавится еще вдобавок, что вот это, так скажем, блядь, узкожопый мир полностью должен будет исчезнуть внутри Украины. И в Украине тоже будет задача никогда в жизни, ну они, надеюсь, уже за 3 года запомнили это, никогда в жизни в украинском посту президентском, не дай Аллах, блядь, нахуй, какая-то узкожопая шваль, нахуй, там появится еще раз. Надеюсь, я донес свою мысль, чтобы и Беларусь, и Украина стала независимой. А вот Украина, само собой, как я вам сказал, будет это вся до Москвы. Питер это Ингрия. И вот это, что за хрень, опять забыл, блядь. Карелия, блядь, тоже это Ингрия будет, нахуй. Блядь, там, главное, чтобы не было, нахуй, Москвы, блядь. Но нашла туганар. Вот примерно вот так, блядь. Вот тогда только будет мир. Вот только тогда будет мир. А то, что вот эти всякие геополитики, так, Турция, хуюрция, блядь, это все. Олар өзіні нахуй кутағыны астындағыларını қорасындар нахуй. Вот пусть он там рулит Ираком, Сирией, там есть, дадут им нахуй хуй пососать. Аравией, блядь, Йеменом, Оманом. Вот это ихний кусок Турции. Пусть вот там все они разбираются. Иран пусть захватывает, нам похуй, нахуй не нужны эти все шииты ебаные. Пусть вот он там владеет, нахуй, Турция. А к нам, Башкортостан и Татарстан, пусть даже нос не точит, нахуй. Надаем по носу так, что, блядь, охуеет, нахуй. Харкаться кровью, блядь, ублюдок эрдоганский. Поэтому бізге олар нахуй керек түгіл, туғандар. Бізде мұнда да хуя с кем можно дружить. Оны Афганистан, қарасам астында, Афганистан астында Пакистан да бар екен. Бізде да хуя нищебродские страны, которым нам надо помочь. Понимаете, Пакистанда столько миллион людей в нищете живут. Нам надо всех подтягивать. Вот наш мусульманский мир өзімізге жетерлік мында. Әтігіндегілер Турциядағылар өзіні полушариясында қылансынлар, блядь. Сігінмәсін нахуй бізні жерге, блядь. Мында өзімізде іш біткен міне, блядь, нахуй. Да хуя мында өзімізде проблема, блядь. Поэтому получается, блядь, разделяй и властвуй. Вот это будет, нахуй. Мы будем разделять, блядь, эту полушарию земли, а они пусть там ебутся, как хотят. Американцы там. Все, никто никому не лезет. Мозгоёбством не занимаемся, живем дружно, блядь. У каждого атомная бомба, все. Кто-то рыпнул, бабах, нахуй, атомная бомба. Все, пизда. Поэтому, надеюсь, уже потом, подобие Ким Чен Ына, блядь, всяких уебков, нахуй, мы, само собой, уничтожим. И больше таких в жизни никого не будет. Само собой, дадим волю, добро, так скажем, блядь. Ну, воевать, я не знаю, пойдем или нет. Само собой, у нас пока не будет войска своего. Южная Корея должна будет победить Северную Корею обязательно. Вот там, оларға біз қоллаймыз. Соғышқа бармаймыз онда. Япония пусть помогает, блядь. Монголия пусть помогает. Я не знаю, блядь. Китай, в конце концов, пусть помогает. Похуй кто, нахуй. Главное, блядь, нахуй, чтобы северная сторона, нахуй, тоже стала это все южное, нахуй. Все. Чтобы это, блядь, хуеплеты узкоглазые разобрались между собой, нахуй, эти ебаные чимчи, блядь. Вот и все. Вот так, только так. Че, мне только кишея, блядь, нахуй, пытаюсь, блядь, жизнь донести, блядь, потому что сами в жопе, блядь, Башкортостан һәм Татарстан, блядь. Мен кишея, блядь, душманлык, блядь, чакырганым юк, берсенә дә, блядь. В первую очередь, минем душманым, блядь, бу Мәскәү. Мәскәүне сигеп ташласак, бөтен әйбер юлына, үз юлына төшеп китәләчәк. Бөтен әйбер будет чики-пики, все классно, блядь, нахуй. А так, Украина, нахуй, не знаю, блядь, не знаю, какими мозгами они, нахуй, там рулят, конечно, блядь, мне обидно порой иногда, блядь. Я еще раз, блядь, мне не лень, повторюсь, блядь,
Смотри рядом, блядь, кто тебя просит, чтоб ты помог им, блядь. Кавказ и Урал, блядь. Вот нам помоги, украинцы. Я вам обращаюсь, блядь. И вы поймете, блядь, смысл и стимул, какой пойдет помощи, блядь. Вот только тогда вы осознаете, блядь, нашу, как говорится, мусульманское братство. А не то, что, блядь, нахуй, вы сейчас воюете с нашими манкуртами. Мы не из той категории манкуртов, понимаете? Истинные мусульмане не могут быть, стать, или там вообще, блядь, нахуй, мыслить о манкуртстве, нахуй. Потому что мусульмане, в первую очередь, в моем понимании, это те, которые буйсынмыйлар біркімге. Вот саудиты буйсыналар Америке. Нет. Шунарға бит инде әйтәм, туганлар, біз бірләшәбез. Ни өчен? Буйсынмас өчен. Бір-бірімізні, буйныбызны кимдер сындыра алса, бір-бірімізге ярдәмгә килергә. Мына Чечняга біз ярдәмгә бармадык. И это наш косяк. Аларны буйнын урыслар сындырды. Вот это наш, блядь, косяк. Имейте в виду. А афганцам они не смогли проломить хребет, так скажем, блядь. Понимаете? Они поняли, что лучше умереть, чем быть рабами. Вот и все. А мы боимся умереть. Шулай. Шондай хәл, туганлар. Наверное, уже ике тула җитәр нахуй бүгенгә. Пиздец нахуй. Ничә сагат? 7 сагат 40 минут мен сез белән икән монда. Кем белән булган, рәхмәт сезгә. Я сегодня пиздец эфирчик дал, да, конечно, блядь. 7 часов 40 минут. Надеюсь, оно загрузится, блядь. Просто в ахуе от всего. Столько можно, что ли, говорить, блядь. Я даже не понял, как время прошло, знаете. Вроде ничего и не делал, блядь. А время пролетело. Уж и, короче, күршеләргә да йокларга кирәк бит, блядь. Не буду орать, нахуй. Так, хорошо, микрофон не ору уже, блядь. Забыл даже микрофон, что у меня есть, блядь. Нахуй. И этот уже как ночь опять, блядь, этот нос начинает забиваться, блядь. Надо этот... продуть, так скажем, клапана, блядь. Машина, да. Шулай. И этот... Шундай хәл, туганлар. Поэтому ашу меня тотмагыз. Үзбәкләргә дә мин нык бәрдем бүген, блядь, чтобы, блядь, не расслаблялись. Запомните, блядь, пока я жив, мои слова, блядь. Хоть и молодой, кем, блядь, нахуй, кто-нибудь ёбнет меня еще. Безнең дошман Мәскәүдә. Шуны онытмагыз. Блядь, йокларга ятасың, шуны ислә, торасың, шуны ислә. Бәлкем шул мысльләрең буенча, бәлкем мы даже победим. Кто его знает? Аллах Та'аля, все в его руках. Поэтому, исходя из этого, мыслим позитивно только по уничтожению Москвы. Все. Вот представьте каждого украинца, который сейчас в окопе. Просто представьте. Не говорю даже про Сирию. Просто наша цель сейчас Москва. Или там Палестина. Даже, давайте не будем их пока затрагивать. Каждый украинец мечтает уничтожить Москву. И шо, бичаралар, это думают всегда, как бы уничтожить Москву. И каждый день это они думают. Они там не спят. Они, наверное, я думаю, чередуют. Потому что день и ночь там бомбежка идет. Как можно спать на войне, блядь? Никак. Я даже не могу представить, как это вообще спят они. По очереди. По 2 часа, наверное. И в итоге, как это происходит? Они каждую секунду думают, как уничтожить Москву. А вы засыпаете в своих теплых одеялах, подушках, не сырые, не в сапогах, в вонючих портянках, грубо говоря, да, носках. А просто, блядь, засыпайте в теплом хате, в теплой хате. Жылыңыз бада, йоклыйсыз, рахатланып, блядь. А онда егетлер, яш егетлер, блядь, украинлар, похуй, крестоносцы, похуй, какая разница. Не мусульмане, просто думают, как бы уничтожить Москву. А мы это, блядь, с ебучей колокольни какой-то рассматриваем сейчас, мы друг другу рассказываем какие-то вещи, блядь, чтобы мы как-то что-то двинулись. И даже не можем понять, блядь, как им хуёво там, блядь.
Поэтому бізде шу месть, каст. По-узбекски, блядь, татарша так емен таба алмадым шу сөзіні, блядь. Месть как будет, блядь, по-татарски? Үш алу, блядь, үш алу, блядь. Ну, нет, не так, блядь. Должно быть какое-то слово еще. Исян Махаму, салям. Самое такое вот каст, ну, это месть, блядь. По-узбекски кастымны алдым. Каст. Месть. Отомстил. Вот это месть, слово месть должно быть нас пробуждать, блядь, против Москвы. Пробуждать. Чтобы мына шу Мәскеудегі отырғанларны фарқы жоқ ненде милләту. Похуй, кто вот над Башкортостаном, Татарстаном дает права рулить, вот они. Значит, они наши враги. Исходя от этого, вот отомстить им наша цель. Это наш долг, блядь, за всех наших земляков, которые сейчас лежат просто так, в тупой этой ебучей войне, блядь. И за украинцев, и за наших манкуртов, за всех месть, блядь. Потому что если бы эти узкожопые вели бы правильные действия, то не было бы этих манкуртов. Не было бы нахуй этих смертей. И мы не знали бы, что такое вообще даже манкурт слово. Но они не захотели. А почему? Потому что Аллах Та'алям бізге есть как это слово забыл. Закон, да, так можем сказать. Нет. Долг? Нет. Ну, жауабы бар енді, короче, давайте так скажем. Не могу это слово сейчас вспомнить. Что рано или поздно вот такие черти подобие Путина, как его прилетел к нему осадик, блядь, все лягут, все куда-то уйдут. Но к этому идти мы тоже должны. Стремление. Когда Аллах Та'алям зачистит нам, мы не должны ждать, мы же не знаем этого. Может, 1 век пройдет. Может, Путин такой бессмертный нахуй. Мы же не знаем. Может, есть Путин. И шунарданцы, вот и думайте. Наша задача, чем быстрее, тем лучше. Так и так уже все трезвонят, блядь, больше 1 миллиона сдохли уже. Только что говорили где-то 800 тысяч. А уже больше 1 миллиона хотят, говорят. Понимаете? Шундай хал. Бізге түркилерге бірге болырға керек. Yok, түркилерге понятно, но Эрдоган білән түгел. Эрдоган білән Алла сақласын. Күтләк нахуй. Күтләк дегенне башқұрт білән татар білә инде кемлеген. Надеюсь, вы поняли, о чем речь идет. Поэтому без күтләкләр білән, по-русски уж тоже скажу, шлюхалар білән мы не работаем. Мы не шлюхи подзаборные, блядь. Если он не может, нахуй, ответить за свой базар, блядь, нахуй нам такие турки нужны. Я до этого прочитывал вам про турков, кто такие, нахуй. Кидальщики, нахуй, пожизненные, блядь. За базар они никогда не ответят, потому что они не знают, что такое узкий мир. Они не жили в узком мире, понимаете? Что такое узкий мир, пидорасия, СССР, знаем только мы. И базар тюремные, и вся вот эта сленги, все это поеботина мы только знаем, кто из СССР. Грузин была, армян была, разницы нет, хоть кто. Поэтому, когда ты базаришь подобием вот таких пидорасов из узкой общины, Путиным подавно, вот таким, блядь, гопстопщиками, мы только таким образом умеем разговаривать. Турки так не умеют, поймите. Они не с той нахуй каши сварены, блядь. А мы стой. Потому что мы в этом дерьме нахуй выросли, блядь. 39 лет впитывали, вот, допустим, меня, впитывали вот это дерьмо. А турки в это время прохлаждались Европой. Демократией, красотой, кайфовали. А мы в дерьме жили. И никто нам нихуя не помог. Поэтому, туғанлар, мына
Не зря же про полушарие Земли я говорил. Bir полушариядagi xalq bilan ikkinchi полушарияni не нужно сравнивать. Jahannam teshigidagi нахуй Turtsiyani подавно Boshqirdiston bilan Tatariston bilan вообще yoqin keltirga tugul нахуй. Сравнение nol. Tili biz похуй, birmi, ikkimi нахуй. Tili bizga da qutag'ama qo'ydim, ularni особенно ularning tilini нахуй. Biz ularni anglaymiz, ular bizni anglamaydi. Нахуй такие нам братья нужны, блядь. Пусть они научатся нас понимать, нахуй. Если не могут, учат пусть нахуй наш язык, блядь. Заставим, нахуй. Когда у нас будет независимость Башкортостан с Татарстаном. Шуларга, дуслар, нужно понимать, что иң bizga yoqin туганлар bu qozoq, o'zbek, qirg'iz, tajik. Даже tajikni tili bir bo'lmasa da. Chunki biz shu SSRdan chiqqan manqurtlarni bolalari. Понимаете? Shu manqurtlikdan endi biz anglab yetib shig'irga yuribbiz. И поэтому нас никто не может сравнить, дать, блядь, какую-то тавтологию, подобие того, что мы вот такие. Нихуя мы не такие. Мы нихуя не эрдогановские, нахуй. Эрдогановскийлар шупряклар, нахуй. Шупряк, нахуй. Тряпки, нахуй. Амлаталар. Вот из этой категории. Если вы из этой категории, хуй с вами и пиздуйте туда. Но я не с этой категории, нахуй. Я себя из мусора не находил, Аллах шкир. А те им похуй, с кем, блядь, в десна целоваться. То с Путиным, то с Трампом, блядь, похуй им, блядь. Понимаете? Который уже, блядь, вот уже с сентября, да, если я говорил, уже вот декабрь, до сих пор в Палестину он зашел. До сих пор напал в Израиль. А кто мне говорил, что Турция охуенные вещи? Ой, люди, где? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, я вам вот в конец года говорю об этом уже. 4 aydan beri пиздабол Эрдоган нападает в Израиль, блядь. Вот что не вижу нахуй, как он нападает в Израиль, блядь. За палестинцев. Что-то не вижу нахуй. Тут вообще другая стратегия, блядь. Тут он не может разобраться со своими сраными курдами, нахуй. А Сирии он хуйней страдает, блядь. Шулай. Поэтому я не хочу даже про них пиздеть уже, нахуй. Зурбук, нахуй. О нем что-то говорить, блядь. Обесценить человека, самое главное, не говорить о нем, нахуй. Я пытаюсь обесценить его, чмошника, нахуй. Шумдыхаль, туганлар, давайте лучше мы будем не отходить от кассы, блядь, будем пиздеть постоянно лучше. Наша задача. Башкортостан, Татарстан, Казахстан, Украина. Вот наши задачи. Разъеб Москвы. Вот от этого мы должны не склоняться никак, ни налево, ни направо. И сотылмасқа тиішбіз. Урыслар кебек обычно олар то американецларға сатылып кеталар дейлер бит, то Европаға саталар, то, как меня пишут, блядь, гей заморский, блядь, туда-сюда. Мана біз шундай булмасқа тиішбіз. Біз ондай түгел. Біз теге шығып кеткеш та біз мында просто өзімізге башпана, как өзбеклер айталар, беженство гына сұрарға туры келді. Потому что у нас нету места, где найти защиту. Поэтому мы здесь пока находимся. А в Турции нас с потрохами сдали бы нахуй. Особенно в моими темами нахуй. Я их ненавижу, блядь. Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан проверенные. Там я не могу. Мне как бы, ну, тоже не прокатывает там. Больно откровенен я. Шулай, дуслар. Поэтому нейтральная территория в данный момент мана шулай. Душманыңны душманында ішінде мана шулай яшасаң, бәлкім будет более-менее безопасность. И то, если они, как говорится, тоже не заднеприводные. Вот так вот, потому что один раз уже заднеприводные меня скинули, один раз из Норвегии. Ублюдки. Поэтому шундыхаль. Шундыхаль.
Vadim, anlaşıldı. Ну, yo'q endi, yo'q. Ularni endi turklar birga bo'lgan kerak. Yo'q olay tugul. Angladim endi. Qozoq, boshqirt, tatar, qirg'iz, o'zbek, qarashay, nag'ayta. Yo'q endi. Samo soboy. Men ularni qisqachagina aytaman, men ularni butunisini aytsam pizdes. Только bizga eng tigi muhim kishilaringina men конкретно озвучиваю. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston. Внутри Кавказ, внутри Крым aytirga можем, Кавказгina deb qo'yam. Кавказ и Крым еще. Крым татарлары еще отдельная делегация, так скажем. Вот из этой тематики. Понятно. Bu endi Rossiya ishine kirib bitdilar bit endi ular. Qrimni da so'rdi bit endi o'zine. Mana ular endi из этой категории, так скажем, Кавказ. Поэтому bit endi men aytam, Кавказ o'zine borag'a tegish Moskvaga. Biz Уралдан o'zimizga borag'a tegishmiz. А вот если буряты еще добавятся с этими щукшами, этими якутами, блядь, ну, базара нет, блядь. Поэтому я и говорю, блядь, с каждой республики должны выдвигаться Москве. С каждой республики. Только таким образом мы можем уничтожить Москву. Қорқып, тащып, сейіп, отырып болмай был. Уже бітті, өмір бітті уже. Мен де вечный түгіл, сіз де вечный түгілсіз, блядь. Мында бет замана өтелесең. Уже 3 жылны просто так мына отырдып қойдық мына. Мында, грубо говоря, блядь, 2 ел мына мен қошақта жүрем. 2 ел. Мне нахуй керек, а меніңкі бұл малайлар да хрена? Франция тулы, блядь. Татарстаннан да, Башқұртстаннан да хуя. Европаны вообще сөйлерге түгіл. Понимаете? Поэтому бізге бұл қошып отыру файда түгіл бұл. Всегда же напоминаю, қошып отыру во время Мухаммада пайғамбарымыз это не оценивалось. Это не оценивалось, это не то. Қошып отыруға можно қойда. Когда вот Башкортостанга, когда мы зайдем, вот не захотят кто-то с нами идти на Москву, хуй с ним, блядь. Мы их не будем заставлять. Вот я им говорю, оставшиеся дома, пусть сидят дома, сторожат дом, похуй, наезда не будет. А вот с тюрем будет жесткий наезд, потому что тюремщики должны будут отдавать свой долг. Если они хотят выйти наружу, они пойдут на Москву. Урыс боламы, мары боламы, сикмей, кем болса да. Бүтінісі бара Москваге. Чунки бізге нужно, блядь, больше, как говорится, людей. Понимаете? А к заходу вообще, Башкортостанга, вот я даже вообще сейчас в данный момент думаю, где-то слышал, ведь постоянно я говорил, 1000 человек. 10 тысяч нам надо набрать людей. Минимум. 10 тысяч для первого захода. 10 тысяч людей мы должны собрать на зоне Украины. Это неприкасаемая, так скажем, неприкасаемый отряд, который только будет управляться нами. Нами дегенда, это вот примерно вот с нами, которые с нами, кто пойдет, вот с нами. Шо начинда минда была, само собой. Оно не будет нахуй подчиняться ни Украине, нихуя никому нахуй. Это просто люди с зачистка уничтожители, как я себя называю, уничтожители Москвы. Мы чисто идем поцельно. Башкортостан, Татарстан, Юлдага давлетлер, хэм Москва, бітті, все. 10 000 киші деп ойлаймын для начала. Аллахның yolunda бәлкім 5 000 да жетірге может. Біз білмейміз. Но главная задача, мы должны будем это вот быстрее бы это объявить, понимаете? Вот это я и прошу украинцев, чтобы они, блядь, я не знаю, услышали меня, позвали меня куда-нибудь на дискуссию, я вам все расклад раскидаю бойцам. В эфир же я не могу все расклад раскидывать. Итог, тут много чего говорю, да ведь? Но там детали будем обсуждать уже с военными. Исходя от этого, вот этот весь расклад нужно сделать таким образом, чтобы как снег на голову нахуй. Чтобы Путин охуел. Вот таким образом мы должны попасть туда. Чтобы просто он охуел.
Пусть они будут знать, само собой, разведка будет стукачить дохуя, будет работать, что вот этот черт, блядь, из Франции начал собирать людей, блядь, против Москвы, блядь, уничтожитель, туда-сюда. Похуй. Похуй, но заход, блядь, они не поймут, когда мы зайдем. Вот наша задача. Шуларга туганлар, уянагыз, йоклап ятмагыз. Бу замана, беләсезме? 50-гә кирсәң дә шул ук, блядь, үләсең. 80-дә дә шулай ук булып, бабай булып үләсең. Какая хур разница? Какая хур разница? Никакой нет разницы, блядь. Понимаете? Разница кеше булып калырга һәм үзеңнең дәүләтеңә какой-то польза китерергә нахуй. Моны манкуртлар кебек Украинада биҗмәй, блядь, үлеп яталар, нахуй кирәк. Позор ләсәң бу, блядь, позор, блядь. Безнең халыкка бу нык позор, блядь. Не говоря, что, блядь, нахрен, если оценивать все нации, регионы, блядь, России, которые просто, блядь, тупо нахуй ради денег пошли, блядь, убивать украинцев, ну это вообще пиздец. Ни в какие рамки не влазит. Видя это, блядь, американцы, блядь, европейцы насмехаются же, блядь. Понимаете? Представили? Вся Европа поперла в Англию. То же самое. Вся Европа, это же Евросоюз, а Англия не Евросоюз. Вот что-то они, блядь, не хотят в Евросоюзе. И хуяк вся Европа поперла в Англию. И что будет, как вы думаете? Интересно, да, блядь? Интересные, блядь, такие мысли можно затрагивать, блядь. Или, допустим, вся Америка пошла, блядь, в сторону Мексики, нахуй. В нищенскую Мексику, блядь. И полностью захватывать всех. Перу, хую, блядь, Бразилию и так далее. И как это будет смотреться на мировой, блядь, тенденции, блядь, всего этого бардака, блядь. Это тоже ебанизм, блядь. Ну, получается, значит, там какие-то умные люди сидят, а здесь этот пидор Путин, значит, что-то не то с него головой, блядь, туганлар, блядь. И шунардан сіз, блядь, просто так, блядь, нахуй, видя, слыша это все бардак, блядь, вы не оцениваете сверху, блядь, вот эту всю херню. Хотя бы один раз смотрели вы карту, блядь? И видя вот это все, блядь, нахрена это все творится, вы не можете понять, да? И зачем это все надо? Если мы вот это все до мелочей понимали бы, каждый, который вот идет, как этот Мурзаголов, долбоеб, вспомнил, блядь, Мурзаголов, Кутабаш допрашивал какого-то бабая, алкаша, которому 53 года, а выглядит как 80, блядь. Мне аж, блядь, в тот день, я же говорил вам, реветь охота, блядь. После этого улягазында, блядь, что или ищашлик бомж түгел енді, блядь, ауылдағы алкаш енді, ауылдағы алкаш бізде дохуя андайлар. Мен шуларға бет енді айтам, біріншіден арақаны сразу тыйырға нахуй. Башқұртстанда арақы болмайшақ. Самайда болмайшақ нахуй. Бір нәрседен нахуй. Қымыз ғана ішесіз, блядь. Спорт и қымыз, и все, бітті. И шулардан соң бет енді, и представьте, блядь. Представьте, что эти вот действия, которые, блядь, убийственные, которые, блядь, происходят сейчас, блядь, в Башкортостане, Татарстанда, перенаправили, получается, блядь, на Украину. Двухсторонняя, блядь, нахуй, вот эта лживая, блядь, нахрен пропаганда, которая, блядь, идет с Москвы, а тут, получается, вся вот эта херня, которая идет в сторону, блядь, Башкортостана и Татарстана, она такова, блядь. Типа, блядь, тут нацисты, а получается, блядь, нахуй, Москва, типа, пытается помочь русским. Ну, вы сами понимаете эту хрень, да, ведь? Но после этого, как можно вот из этой, блядь, двухсторонней, нахуй, лживой хуйни, я не знаю, блядь, как можно вот это, блядь, ну, понятно, блядь, вот этому алкашу с деревни понятно, ему похуй, он не знает даже, что творится, он телек, что ли, смотрел, даже он телек даже не смотрел, его просто забрали. И шунардан соң енді, яш халыққа айт енді, блядь, кулығызда бет, долбоебларына айфон ләсәң, блядь. Шунда бет енді, әзгені оқып бұладыр бет енді, ненде соғыш бара, нәрсеге соғыш бара, блядь.
narsa ketib borasiz ekan, блядь, kishi o'tiriga. Men olmayman shuni, блядь. Исходя от этого, туғанlar, вы должны понимать, что все это лживая ситуация, она рано или поздно закончится, и Аллах Та'алям откроет всем вот эти глаза, я не знаю, окна, окно, зеркала, все. Ну, конечно, будет поздняк. Что останется, то останется, что поделаешь. Но двухсторонняя лживая ситуация, она дает о себе знать в таком понимании, что самое главное, здесь вот эти борцы, подобие нас, которые вам пытаются открыть глаза, остаются очерневшим состоянии, которых, блядь, очерняют со всех сторон, блядь, нахуй, пытаются нам загонять, нахуй, всякую тупую тематику в том понимании, что без, понимаешь ли, такие, блядь, какие-то, блядь, хуёвые, как мне сказали, геи заморские какие-то, блядь, люди, которые типа баламутят, манкуртов баламутим, оказывается, блядь, чтобы перестали убивать сами себя, блядь. Понимаете? Мында ведь логично можно понять, что Москва, допустим, даже тот алкаш, 53 года, Moskva bizni jiberdi Ukrainaga o'lir uchun. Mында mana Ruslan Gabbasov, Kashapovlar oqirib yotalar, mında butun billat radiodan, butun yerdan oqirib yotalar, YouTube'dan, что siz o'lirga ketib borasiz. Billat kimga ishonirsan, ha? Bular bit billat o'lmadi ya, a bular o'ldi ya. Ну, блядь, это же легко думать, нахуй. Тут даже переводчик не нужен, блядь. А азбука Морзе, да, суляшми без ничего не надо, блядь. На 33 пизды колена языках вам уже это высказали, блядь, за эти 3 года, блядь. Что вы страдаете хуйней. Ёк, блядь, нахуй. Олар бар кетіп баралар, блядь. Нашулай туғанлар, поэтому я не знаю, как это будет, блядь, исходить, но мне это уже реально бесит, нахуй, блядь. Не можем донести людям, чтобы они не умерли, блядь. Это вот это и есть, значит, какие-то отголоски охразамана, әзгене, шундай, алама, сызғы, шундай. Моментлары, что халық, мына шу күрге айланган, типа, слепые стали, да? Слепые стали, глухие стали, в чем-то другом озабоченные. Пелена, как говорится, да, перед глазами. И эта пелена, получается, охватила вот этот весь контингент, как раз-таки вот этих манкуртов, которые не могут понять, что на этой ебаной войне они умирают хрен знает за что, блядь. Вот самое обидное, что, блядь, эти придурки, блядь, как, блядь, Миша Галустян говорит, придурки, блядь. Вот типа того, блядь. И не можете вы понять, что, блядь, нахуй, что вы реально, блядь, ну, я не знаю, блядь. Только одним словом всегда я это пользуюсь. Садомаза, блядь. Сами себя пытаются убить, что ли, блядь. Шулай туғандар. Поэтому очень обидные вещи, блядь. Шундай хал. Сейчас что-то білмеймін. Башқұртстан уянып кеттімі, 40 кіші отыра. Туркам ышанмайым, екі отырғыста отыралар. Шулай, анда бар и балкарцы, и кумыклар. Ну, инді, оларны инді. Кеттім юқларға хау болығыз. Давай, тыныш ұқы. Франко Сурази. Салям. Да, долой Татспиртпром Татарстана. Вот, как раз таки вот напомнили насчет того, что вот как-то я не мог, ну, дать более такую, так скажем, ответ, что бы, блядь, вместо, чтобы бензин не взрывать, блядь, Башнефть, да, ведь, блядь, это вот эти бензиновые колонки, блядь, как эти, блядь, эти сборные пункты.
лучше сбивать нахуй в данный момент пока хотя бы, блядь. Вот эти спиртные водяровские, блядь, все заводы нахуй. Заебенить нахуй спиртобазы все, блядь. Ну как их найти-то, блядь, интересно, блядь. Вот что интересно, блядь. Вот в таких местах надо создавать пожар, хуяр, блядь. Мына шуны сыгырга керек. Башкортостан, Татарстанда. Вот это будет результат, блядь. Шулай. Как раз оно хорошо горит, блядь. Эзгенегина уткана туртурга керек, эзгенегина, и все. Шумляр бик рахат была. Бик яхшы янгын была ул, блядь. Ул спирт бүтін жерде бар вроде, блядь. Стар тамақта тығылып ята вроде, блядь. Андай хуйта, блядь. Қойда еще бар, блядь. По-моему, блядь. Всяким, блядь. Белебей, налей, блядь. О, Белебей, да. Блядь, в каждом районе нахуй это есть, блядь, сука, я думаю, блядь, сука. Каждый район надо ебашить, получается, значит. Также и Татарстанда. Башкортостанда, хазыр Татарстанга ләкті бет енді. Хазыр Башкортстанға сыграя керек. Потом Татарстан. Вот так, чередовать надо. Татар, башкорт, татар, башкорт, татар, башкорт. Вот так, короче, блядь. Юкларга бирмәскә буларга нахуй. Понимаете? Как вот страдают украинские дети, женщины, бабушки, дедушки, блядь. Просто обычный халок. И буларга да юкларга бирмәскә. Нашулай. Но для этого я вам говорил всегда про инвесторов. Про инвесторов, которые должны хотя бы в данный момент, я не могу же это, ну, я призываю этому. Габасов я не видел, чтобы призывал. Призываю, как раз у Габаса вроде где-то на карту там закиньте деньги, деген жерлері бар ана. Помочь там, кто хочет. Ну вот, от моего имени, чтобы Габасову закидывайте бабки на дроны против Башкортостана и Татарстана. Вот, закидывайте. Закидывайте каким-то образом, который не попадает под просмотр этих узкожопых. Закидывайте донаты каким-то образом, блядь, я не знаю, на что-то, блядь, допустим. Помощь другу, нахуй. На что-нибудь, нахуй, хуй знает. И каким-то образом, блядь, чтобы оно попадало, блядь, Руслану Габасову. И чтобы этот Руслан Габасов только эти деньги отправил в Украину. И да, именно на заказ. Как до этого я когда-то тоже я говорил, заказ на дроны украинцам. Чтобы украинцы взялись, ну, получается, мы им, получается, донатим, блядь, ёб твою мать, что за слово, нахуй, да? Мына шул аузына тышим, шул акчаны берген кишилерге, чтобы алар, получается, создали для нас дрон, который долетит до Башкортостана, обозначим цели, в первую очередь, блядь, не спиртзавод, нахуй, в первую очередь, нахуй, Хабиров, нахуй, вместе с женой, этой ебучей армянкой, блядь, и Миниханов с Шаймиевым, этим бабаем по башке, нахуй, настучать. Похуй, не жалко их, нахуй. Хватит им жить, нахуй. И вот, по ихним хуйнуть по ихним домам. Именно домам, где они, блядь, живут. В идеале, конечно, чтобы у них и дети там не были. Только по ихним побушкам, нахуй. Ну, поэтому надо в рабочее время, наверное, по Белому дому ебануть, нахуй. Каждому, туда и сюда, нахуй. И дополнительно на следующий день, блядь, докурить, нахуй, добить их в хатах, блядь. В бункерах, в хатах, блядь. Ну, узнать. Все это надо подготовить, конечно. И вот дать заказ украинцам. Донатить. Каждую неделю. Допустим, один дрон столько-то там стоит. Окей. Сколько надо? Окей. Сколько запасных дронов должны летать, которые точно, чтобы они полетели. Вот примерно шулай, понимаете? Но цель должна быть конкретно указана, и они должны по цели проработать. Не промазать, как Казань, да, блядь, какое-то здание залетело. Хуй поймешь, нахуя, блядь. Вот так не должно быть. Оно лететь должно конкретно, как пуля. Фу, нахуй. А не вот так, как, блядь, стрекоза. Не надо лететь, нахуй. Жестко, нахуй, что-то надо такое. Пульнуть, нахуй, на скоростях что-нибудь такое.
А, наверное, оно дорого стоит на скоростях. Вот, значит, надо донатить хорошо. Вот шулай туганлар. В идеале, конечно, можно было бы сразу задонатить на, блядь, на эти вот эти, которые понадавали европейцы, на такую хрень, на одну бомбочку. Прямо по Кремлю. Тоже согласен. Сразу нахуй, Москва, блядь. Бабах! Нормально. Но там надо больше, потому что там вся защита там. А Башкортостана, Татарстана юг защита. Поэтому, получается, тут дешевле пока. Шундыхан дуслар. Поэтому самая главная задача bizda, bilasizmi, уничтожить, получается, Москву. Нәрсә булса да. Без Башкортостан белән Татарстанга, блядь, по сути, кагылмас иде. Если Башкортостаннан, Татарстаннан вышли бы люди, сказали бы, туганлар, җитте, блядь, нәрсәкәй, Мәскәү өчен үләргә, кашан безне ирләребез безне коткарыр икән, которые уехали за границу. Дигән кешеләр булса ия, мына шунда без уже начали бы действовать. Вот это было бы то, что это ответочка тому, что вы уже готовы, и вы не будете препятствовать нам. И мы уже начали бы свои действия, я думаю. И очень быстро начали бы. Но пока этот манкуртский режим у вас в голове, блядь, вы не хотите так говорить. А в идеале надо так сказать. Мы ждем. Понимаете? Поэтому исходя от этого, туганлар, нужно внятно понимать. Не как вот эти узбеки, которые мне писали до этого комментарий, да? Сегодня вспоминаю их, блядь. Которые мозг выносят нахуй. Кто ты, чё я, почем я, блядь. Их не ебет, блядь. Именно у них цель, то, что они видят книгу, видишь фигу, нахуй. Шунанин, блядь, из этой тематики, нахуй. Они не понимают даже, как они в этот канал попали, мой канал, блядь. Нахуя они этот видео мой смотрят, если оно тебе не подходит, нахуй ты его смотришь, блядь. Если ты не против Москвы, нахуй ты его смотришь вообще, объясни, блядь. Если ты не вкуриваешь, если ты вообще даун, блядь, по жизни, еблан, блядь, по жизни, блядь, нахуй ты вообще, блядь, лезешь в этот YouTube тогда, блядь. Иди дергай нахуй траву свою, блядь, нахуй, кури нахуй и дыши нахуй. Никто тебя не трогает нахуй. Крайняк, подметай вон Москву, пока мы даем тебе подметать нахуй. Потом, исходя от этого, битинда, все должны понимать, Башкортостан на Татарстан самое интересное, блядь, нахуй. Внутри этой пидорасии. И безгә чыгып ычкынырга урын юк. Без чыгып китә алмыйбыз, без не можем, блядь, это мы не остров где-то, блядь, хуяс отшарфовались, или как это называется, блядь. Все, оторвали нахуй от берега, отошли куда-то нахуй, уебали куда-нибудь нахуй. Сибиря, блядь, или в Индию нахуй, уплыли нахуй. Мы не можем, мы внутри, блядь. Огромная суша. Поэтому көрәшергә только эчтә. Менә шулай туганнар. Поэтому шундый хәл. Бик күп алып бардым. 8 сағат 18 минут сезнең белән утырам. Ну, короче, как будто бы, блядь, за те дни, которые у меня не были. Отдал вам долг. Ну, так обычный день 5 часов веду уже. Ну, сегодня что-то 8 получилось. Сағат 2 мен, короче, наверное, завязываю, потому что этот күршеләргә йокларга бермим, бәлкем, может, они пиздеть будут там, блядь, потом. Плюс этот, надо завязывать уже. А так, и тем до хрена. Тут еще новостей. Я Куштау Байрам даже не открывал сегодня. Там, наверное, новых новостей хуево туча новых, блядь. Я его даже, ашып та караганым юк. Может, ашканмындыр инде, но не помню. Шулай. Ну вот здесь же вот новости кидали мне. Вот как раз, вот. Батыр Толпар. Давайте по людям.
За период с 16 по 22 декабря Идел Реале установили имена 494 военных из 15 регионов Поволжья, погибших на войне в Украине. Таким образом, по состоянию на утро 23 декабря погибло по меньшей мере 25 118 человек из этих российских субъектов. Количество установленных имен погибших за прошлую неделю по регионам. Я охуеваю. 6 kun içinde 15 регионнан 25 мың киши өлген. Siz вообще, блядь, хыял бар ма вообще? Мен крышам кетяпты, блядь. Я просто, блядь, это я хуею, блядь. Это я, ну я же вам, блядь, вот чуть-чуть, блядь, кто-то правдивую речь начал писать, что ли, блядь. Я уже это, блядь, полгода вам долблю, наверное, если не год, блядь, о том, что такие, блядь, ценник, блядь, ценитули. Числа не те, блядь, которые вам дают, блядь. 3000 да 4000 нахуй елана. Кутагым. 25 мың 6 күннің ішінде өлген. 25 мың. Не зря ведь Жаханам Тишегенда где-то нахуй в Астрахани, блядь, на мусорке хоронят людей, блядь. Чтоб скрыть следы, блядь. Куда они хоронить-то будут, блядь? Эшелонами идут, блядь. В одном гробу 3 нахуй трупа, блядь. Ой, блядь, просто... Ну, вот здесь опять пиздеж, конечно, пиздеж. Это реально пиздеж. Башкортостан 93, разделили это. Üstleri 25 мың diye. И тут я не могу понять, нахуй, что за цифры, нахуй. 25 118, я так вижу цифры, блядь. Как-то они цифры странно пишут, блядь. На утро 23 декабря погибло по меньшей мере 25 118 человек из этих российских субъектов, блядь. Я так понимаю, блядь. Башкортостан 93 человека. 6 kun içinde 93 kişi. Блядь, мен күніне бетінде сізге мен айтқан ем бетінде. 10 кіші күніне деген ем, мен что-то өзімнен қорқып кетіп, латына дедім да, 300 не может дедім да, әз айтып қойған ем тегі раз, блядь. Нихуя, блядь, мында уже бұл данныйлар, блядь, доказывает, что 6 күнде 93 кіші, блядь. Это что такое, нахуй? Это күніне получается, блядь, я твою мать, 15 кішіден, что ли? Это надо разделить, блядь. Ладно, сейчас не могу разделить. Пермский край. Или 4 киши, Татарстан, или 2 киши. Татарстан, странно, или 2 киши. Что-то не верю. Саратов, Кыргызида тоже не верю. Саратов не верю, Кыргызида, блядь. Он да, полный Казахстан, он да, служит, блин. Саратов-то ничего. Казаклар меня, тикток-то все постоянно мне твердили, что там одни казахи. Оренбург, Кыргызбеш тоже не верю. Оренбургта қазақ білен башқұрт тығылып ята, мен туғанларым анда яши. Что за хуйня? 45 не верю. Мариэль 38, ну, блядь, тоже не гарантия нахуй. Удмуртия 31 тоже не гарантия. Самара 26, блядь. Кировская область 21, Нижегородская область 20. Астрахань 18. Астрахань 18, если на мусорке хоронят. Я сегодня вам только об этом сказал, блядь. Не может быть, блядь. Чувашия 17. Чувашия? Не верю. Ульяновск, Умбиш, тоже не верю. Пенза. Пенза, Умбар. Не верю. Мордовия, Алта. Не-не-не-не-не-не. Это все пиздеж. В 2 раза больше. Это тех установленных имен. Вот, давайте вот так будем сосредоточиться. Установленных имен, блядь, погибших за прошлую неделю. Это просто где-то нашли их трупы, блядь. Вот давайте так говорить. А которых не нашли. Добавьте туда нахуй. Вот как раз эти 25 тысяч примерно можно будет верить. В 2 раза больше погибших за неделю из Башкортостана, чем из других регионов Поволжья. Главное, что мелкому спятившему кремлевскому шайтану не скучно. Ну, а верный баскак Радик Хабиров согнулся в позу, чего изволите, царь-батюшка. Идут на запад эшелоны пушечного мяса для мясных штурмов. Это, блядь... Просто, блядь, мен шуна ғана айтып отырайын, блядь. Мен оқымайым деген, мында брат закинули вот меня.
Уходом енді. Кіші закинул, думаю. Оқып қоем дедім енді. Чтобы не обидеть человека. В Твиттере вспоминает представители Российской Федерации, ООН гадают, сейчас ли движухи в Казани, Орле, Ростове или его радость распространяется только на события в Украине. В общем-то, для служащего культа смерти разницы не должно быть. Для движухи не важно, свои умирают или чужие. Все одинаково хорошо. Движуха. Категория вне сторон. Качество, морали, важное движение как такое само по себе. В парадигме движухи служители культа смерти должны радоваться разрушению и смерти. Неважно чьи. Ну, я сегодня уже об этом говорил, что этого, блядь, у этого путинососа крышняк поехал уже бабай. Айталар бит инде, блядь, теге олыгайгач, блядь, бала нәрсәсенә килеп чыга, теге олы кеше балага әйләнә. Вот. 72 яшьлек, блядь, бабайдан движуха деген сүз чыгамы инде инәмбәттәге, блядь. Вот чё нахуй? Вообще, рамсы попутал, ублюдок. Какая нахуй может быть движуха, блядь, нахуй, а? Сукин сын, блядь, столько людей положил, блядь. До сих пор ложит, блядь. 25 мың, блядь, 15 регионнан 25 мың, это, блядь, не могу понять, нахуй. Давайте просто, блядь, давайте разделим, нахуй. 25 мыңны 15 регионга просто по регионам. 25 мыңны бүләбез 15-ке. Блядь, 1666, блядь. Бля, меня хуёво, блядь, мне тут нахуй смех, блядь, такой, знаете, блядь, нахуй, реветь охота, блядь. 1666, блядь, өлген 6 күн ішінде есіне то пошло, блядь. 16 по 22. Хуй с ним, блядь. 16 по 24. Сегодня какой нахуй? Вот 24, блядь, вторник. 8 күн ішінде. Atna, хуй с ним, блядь. Bir atna ішінде, блядь. Bir atna ішінде 1666, блядь, 166 да түгіл бит, блядь. 1666. Это которые имена есть. Надеюсь, запомнили, да, блядь? 1 и 3 шестерки, блядь. Дьяволское, нахуй, как говорят, да? Число, блядь. Нихуя, да? А хули? Олар явно джаханнам кишләре, блядь. Олар жүннәштә түгел инде олар, блядь. Ну, самое интересное, блядь. Больше 1 ярымнан артык, блядь. Больше 1 ярымнан артык, блядь. Ну, это пиздец, нахуй. Ну, уму непостижимо. 1 ярымнан артык кеше үлгән 15 регионнан, блин. Ну, уж китәрлек хәл бу. Уж китәрлек. Мин белмәм, мондый нәрсәкәгә сез если подписываете үзегезне мына туып үстергән бу әнкәйләргә әйтәм. Туып үстергән балагызны шунда җибәрсәгез, сез, значит, кадерләп үстергән балагызга төкергән буласыз. Урыс өчен җибәргән балагызны Башкортстан һәм Татарстан өчен җибәрмисез сез моны. Шуны белеп куегыз. И безгә нихуя сезне жәл булмаячак, блядь, без кергәч. Без сезне жәлләп утырмыйбыз. Башыбызны сексәгез, нахуй, башыгызны алабыз, нахуй. Понимаете смысл? Вы должны понимать это. Без урыс түгел, нахуй. Мы сигеп утырмыйбыз, нахуй. Төрмәләргә тыгып, нахуй. Әрәм тамак. Мен аларны шулай гына әйтәм. Әрәм тамак итеп утырмыйбыз, нахуй. Сразу лучше, нахуй, кикердәңнән генә асырган, нахуй. Бетте. Нахрена вы нам нужны, блядь? Придурки, которые, блядь, отправили детей, чтобы их замочили, нахуй. Просто так. Нахрена вы нам нужны? В идеале, блядь, Башкортостан, Татарстан, да. В новом Башкортостане и Татарстане. Манкурты там, по сути, нам не нужны, блядь. Мы нарожаем, Аллах верса, нормальных, свежих, адекватных, которые не будут эту историю вообще знать. Мы дадим им новую историю. Нехуй им знать, нахуй. Это ебанизм, который был при нас. В Подмосковье пенсионерка подожгла автомобиль полицейского, пока его отвлекала ВТО. В подмосковном Риуте мошенники разыграли спецоперацию по поджогу полицейских автомобилей, пишет база. Ну, блядь, ну это уже какой-то тупизм пошел, я вам скажу, блядь.
поджигать вот это все, вот это, блядь, автомобили, пенсионеры, что за хрень, блядь. Ну это детский сад, я вам же говорю, блядь. Тупизм пошел жесткий, я вам скажу. Башкортостан, Татарстан, надеюсь, до этого не докатится, блядь. Если вы захотите что-то сжигать нахрен, или что-то делать, блядь, я вам советую вообще мощнейшую тему, блядь. Идите, блядь, брать нахрен силой, блядь, тюрьмы, нахуй, где сидят те 80 башкортов, алсынов. Вот, захватывайте тюрьмы, освобождайте тюрьмы. Вот, цель ваша. Машины сжигать не надо. Толок юг от этого. Освобождайте тюрьмы, блядь, если результативность вам нужна. Вот ваша задача. Если вы вот такие деловые бабушки, херней, которой страдаете, блядь, освобождайте толпой тюрьмы, где сидят ваши сыны. Шулай. Что тут, блядь? Вот, что-то, блядь, про турков скинули. Глава партии турецких националистов МНР Девлет Бахчеле заявил, что Дамаск – это первая остановка до Иерусалима. Те, кто сейчас целится на Дамаск, должны знать, что османы дадут им пощечину и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме. История говорит нам, что первая остановка до Иерусалима – это Дамаск. Если Дамаск ждет, то освобождение Иерусалима тоже не за горами. Он напомнил Йемене известной исламской личности, освобождавшей свежий мусульманский город от оккупанта прошлого, включая второго праведного халифа Умара ибн Аль-Хаттаба, победителя крестоносцев Салах-ад-Дина, а также османского султана Селима I. Сначала халиф Умар взял Дамаск в 636 году, а затем Иерусалим в 637. Сначала Салах ад-Дин взял Дамаск в 1184 году, а затем Иерусалим в 1187 году. Султан Селима I впервые взял Дамаск в 1516 году, а затем уже Иерусалим. Это лишь вопрос времени, когда те, кто обнажает свои клыки на голландских высотах, сломают свои зубы в Иерусалиме. У нас нет толерантности к исламистским негодяям. У нас нет страха. Так, засекаем. Что я сказал сегодня? 24 декабря, 24... Нихуя. Интересные события, блядь. 24 декабря и 24 год. Запоминаем. Турки пизданули опять какую-то пиздоболину, блядь. Будем смотреть. Будем, как у нас говорят, посмотреть, нахуй. Будем посмотреть. Давайте поставим, нахуй, на заметку. Егерме Дуртенче декабрь. Эфир идет, да, ведь до сих пор. Егерме Дуртенче ел, нахуй. Корарбас. Барил Дансон. Встречаемся в Иерусалиме. Надеюсь, это будет Палестина. Так. Что за хуйня? Ну вот, конечно, вот это им нужно, блядь, нахуй. У них, блядь, пиздец, нахуй. Вот это им и надо. В Ставрополе чиновники компании за бюджетные деньги устроили себе корпоратив со стриптизершами под вражеский Рамштайн. Знаете, что самое смешное? В регионе регулярно пропадает свет, его не было и в день корпоратива. Главного, разумеется, уже уволили. Ну да, а хули, блядь? А хули, блядь? Воюют лохи, блядь. А эти, блядь, нахуй чё, блядь? Они рулят. Стрип, нахуй, и так далее. Ну, и, конечно, у лохов есть стрип, нахуй, по 20 тысяч, нахуй, за палку, блядь. И там тоже, мы же узнали уже, что шлюхи подъезжают, которые по 500 тысяч зарабатывают. А эти лохи, блядь, в кирзачах, нахуй, 200 всего лишь. А эти пидораски 500 тысяч в месяц. Заебись, нахуй. Вот так вот. Кто как работает. Как говорится, кошелки зарабатывают по 500. И шлейсенинды. Шулайкен, пятаклер в цене в армейке, блядь. Башкирские татарские иммигранты с семьями в центре сын башкирского народа, один из отцов-основателей Башкурдистана, Башкортостан, первый муфти Японии и лидер мусульман Дальнего Востока Мухаммад Габдулхай Курбангали, Япония, Токио, 1929 год.
Да, я когда-то что-то натыкался на них тоже. Этот что на всякой Японии, да? На всякой біздің муфти болған этот знаменитый. Иммигранты повод задуматься, по чьей причине они оставили свои дома и родину и лишились всего. Лишись всего. Само собой. До этого, если помните, какая-то часть после развала, блядь, этого Казанского ханства бежали в Турцию и так далее, все такое. Мы говорим, да, ведь? Но мы не обсуждаем о том, что, блядь, какого хуя они тут это бежали, а вот это ебучие, нахуй, османы, нахуй, нихуя не приехали помогать, блядь. Почему они, блядь, смотрели развал, блядь, этого Казанского ханства, блядь? И потом, блядь, этот Кашапов, тварь ебучая, блядь, пытается целоваться, нахуй, в десна, блядь, с этими турками, блядь. Блядь, вы уже определитесь, нахуй. 500 жил назад, блядь, Симбикяне, как говорится, насиловали, когда, блядь, грубо говоря, да, и она выбросилась, блядь, с башни своей, блядь. Что-то, нахуй, турки никто не подошел к этой хуйне, блядь. Получается, геноцид, блядь, татар было, никто не подошел, блядь, помочь, нахуй, из Турции. А тут, понимаешь ли, сука, сейчас что-то, они вспомнили, что, оказывается, понимаешь ли, блядь, эцикян турклер могут помочь Татарстану победить Узкостан, блядь. Вот постоянно это я буду напоминать, блядь. Постоянно, блядь. Это будет моя подъебка вам, нахуй. Чтобы, нахуй, блядь, меньше целовались, блядь, с турками, нахуй. Чмошниками, блядь. Шулай, тугалар. Вот каждое вот это какое-то напоминание истории, если оно приводить будет, блядь, к туркам, вот оно будет вот такое. Акция «Хватит России» в Братиславе. В тот день я так и не нашел. Я нашел только картину, закинул. Но я еще не вкурил. Но мы в следующем, наверное, найдем, поищем. Что произошло, нахуй, в Белграде, блядь? Против Вучича нахуя эти, блядь, эти долбоебы вышли, блядь. Которые тесно, нахуй, любят гондоны, блядь, эти сербы, нахуй, целоваться с Путиным. Что-то я не понял вот этого. Какого черта они в Белграде шествие какое-то сделали? Я таки не вкурил, блядь. Я чисто увидел это в Фейсбуке и чуть-чуть увидел в этом. Куштау-Байраме я так и не понял, что это было, блядь. Что это было? Пока что-то я не нашел на него ответ. А вот в Братиславе что за хуйня была? Хватит России. Перед зданием правительства в столице Словакии, Братиславе, сегодня прошел многолюдный митинг под лозунгом «Хватит России», организованный активистами движения «Мир Украине». Участники акции выступили против поездки премьера Роберта Фицо в Москву, где он 22 декабря встретился с обвиняемым в военном преступлении Владимиром Путиным. Словения. Словакия. Это, блядь, вот та, блядь, возле Украины, блядь. Всегда их путаю, блядь. Словакия или Словения, блядь. Я в Словении бывал. Сука. Понятно, это Словакия, это это же ебучее место, блядь. Как и Венгрия, блядь, одинаковая хуйта, блядь. Так, Роберт Фицо в Москву, где он 22 декабря встретился с обвиняемым в военном преступлении этим пидором Путиным. Митингующие развернули в лагере Словакии, Украины и Евросоюза и начали выкрикивать: «Предатель, хватит Фицо, слава Украине!». В протесте приняли участие бывший премьер-министр Игорь Матович и Эдуард Гегер, представитель местной оппозиции украинские беженцы. По мнению активистов, Фицо, который обсуждал с Путиным проблему транзита российского газа, находится под угрозой возбуждения дела о сотрудничестве с агрессором. Объединение «Мир Украины» собирается подать жалобу в словакскую генпрокуратуру. Визит премьера осудили также украинские власти. В течение года действия Фицо были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять из европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и составлять наш континент
заявили представители МИД Украины. Украинская сторона призвала ЕС коллективно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей, укрепления энергетической безопасности Европы. Да, добавлю от себя, что этот гондон Фицо, гондон натуральный, знает узкий язык. В идеале, притом говорят, блядь. Откуда, интересно, да? Ну, явно нахуй двусторонний шпион, блядь. А шпионы должны знать несколько языков. Нормальная тема. Вот так вот. И получается, нахуй, европейцы, блядь, по сути, блядь, аж танцезларины друсляются, блядь. Оларда, я же вам до этого говорил, у норвежцев нету хитровыебанности. Вот мы хитровыебанные народы. Мы все из СССР хитровыебанные. Это запомните. Это вы такие все. Мы все такие. И нас нелегко наебать. А вот европейцев можно наебать еще 3 раза, нахуй. Еще без гондона отыметь, блядь. Вот олар ыштансыз, блядь. Бізде шулай нәлелер айталар, ыштансыз, что ли? Бұлар ыштансызлар. Потому что ыштансызлығы бойынша они держат вот этих ебучих своих маленьких ебучих венгров, блядь, вот эти Словакия, нахуй, Польша, Литва, Латвия, вот это поеботину, нахуй, которая остатки СССР, блядь, никак не могут с ними разобраться, блядь. Сменить там полностью власть, полностью разобраться с их, блядь, нахуй, экономикой и так далее, чтобы они тоже начали жить нормально. Почему не хотят? Потому что они знают, что там, блядь, полон он, блядь, из узкого мира состоит, блядь. Узкожопа хуева туча там. Особенно в Риге, блядь. И вот таких всяких местах. Поэтому только уничтожение Москвы, нахуй, им перекроет кислород. И это тоже надо доносить, блядь. Вот была бы у меня возможность, блядь, встретиться с Макроном, я бы весь расклад свой, нахуй, жизненной позиции рассказал бы ему. Ну, тоже до него не могу достучаться. Че я, блядь, обычный карахалок хули, блядь. Я же не человек в галстуке, блядь. Вот шулайрах туанар. О спадке СССР ухах. Ну, типа, да, блядь. Да, вот именно, блядь. Поэтому им, блядь, не знаю, блядь. Вот это, особенно Венгрия, блядь, меня вообще бесит, нахуй. Это уебок, нахуй. Как его зовут, блядь, этого гандона, блядь? Блядь, не помню, блядь. Ну, хуй тот еще, блядь, нахуй. Блядь, еще с Эрдоганом он, блядь, нахуй, вась-вась, блядь, и с Путиным, нахуй. Ну, полный отстойник. Орбан, во-во-во, блядь, спасибо. Орбан, сука, блядь, этот Орбан, баран, блядь, сука, баран, блядь, натуральный. Пытается, блядь, нет, блядь, главное, живет, блядь, за бабки Европы, ублюдок. А еще, блядь, нахуй, глотает, блядь, нахуй, у Путина, блядь. Вот этого не могу понять, блядь. Кишиге нәрсе керек екен, вот туктап башларга нәрсе керек екен, мен аңламайм, блядь, Но если тебе не нравилось, сука, в Евросоюзе, нахуй ты тогда туда вошел, блядь? Явно это Венгрия, эти пидоры просились ведь, блядь, Евросоюз. Они сами просились. Евросоюз нахуй их не брал, наверное, всяко. Просились. Вот как сейчас Украина просится, так и просились. Кстати, вспомнил тему. Насчет Украины. Украинцы, блин, я вам тоже, вот тот раз тоже говорил, давайте еще раз скажу, блин, чтобы вы понимали суть. Вот этот Зеленский, РСС, вот РСС это нестыдливый, блядь, наверное, да, примерно вот так перевод будет. Этому Зеленскому, мне кажется, блядь, позориться, не позориться, ему похуй, мне кажется, он же еврей, блядь, ну, реально, признайте, он же еврей. А вы украинцы, вот как моя тетя украинцы. Я думаю, блядь, у украинцев есть своя гордыня. Да, у каждого народа должна быть своя гордость, блядь. А у Зеленский перешел эти рамки. И где-то, блядь, просится, блядь, у Америки в Европу, блядь. Или у кого там в Европу просится. Возьмите нас, им будет чики-пики, все классно, блядь.
Я вам еще раз повторюсь. Вот, просто эта тема вошла, я сейчас вспомнил. Повторюсь еще раз. Украинцы, блять, я вам, не знаю, по-хорошему, да, скажу, дорогие мои, даже таким образом выскажусь. Блять, забейте на этих американцев, на европейцев. Хуй положите, просто работайте по оружию, по этим, и все, долг это все у вас. Я так понимаю. Работайте по такой теме. Чтобы, блядь, у Путина ни одной земли не осталось, чтобы не осталось, и Крым все отошел вам, как раньше, спокойно, еще добавок, я вам говорю, Москва вам. Нужно, блядь, действовать по моему методу. Только помощь нам, вам придет отдача. А от американцев, европейцев вам ничего не придет. Только придут деньги, а смерть будет вся ваша, на вашей шкуре. Грубо говоря, блядь, на ваших людях. Вот и все. И солдат вам никто не будет посылать. И то, что сегодня где-то мы читали, что какие-то отряды пошли с Украины, готовые, пошли, оказывается, какие-то подготовились в Латвии, ну, это явно украинцы, которых завезли туда, наверное, и подготовили их, и обратно везут. Но явно это не латыши пошли к вам, блядь. Это вряд ли латыши пойдут к вам. Если латыши пошли бы к вам, подготовленные с Латвии, да Путин бы давно уже, блядь, туда привел бы войска, блядь. Это явно украинцы, которых просто подготовили. Вот и все. На своей территории готовить, наверное, опасно им или что, блядь. Бомбят постоянно. И вот они решили тут подготовить вас, обучить и отправить туда. Ваше же мясо это. Там путинское мясо состоит из корейцев, блядь. А теперь ваше мясо состоит из вас. От украинцев. Поэтому вы должны понимать. Помочь только мы можем. Кавказ, Башкортостан, Татарстан. Все. Ну, говоря еще другие, окей. Только мы. Поэтому вам срочно нужно поднять эту тему. Не знаю, вот сорвите этот кусок прям просто запишите на другой телефон то, что я говорю. Скиньте куда-нибудь. Скиньте нужным людям. Что вот эту тему и по этой теме связались со мной. И все, мы начнем по этой теме работать. И точно, блядь, к 9 мая 25 года, к 80-летию победы над Гитлером, наших предков, общих, где мы воевали все вместе, мы уничтожим, блядь, Москву ебаную, блядь. Только так. Другого, блядь, варианта у вас нету в данный момент, блядь. Просить клянчить нахуй где-то, блядь, это не дело. Вы уже доклянчились уже, блядь, 3 года клянчитесь, нахуй. Особенно меня бесит, когда вы клянчите. Возьмите нас в Европу, вы же не берете нахуй. Да нахуй вам Европа. Вам нужно самим, блядь, самим, единственно самим стать, блядь, отдельным государством, нахуя. Пусть Европа сама по себе. А вы отдельно, Беларусь отдельно, вы отдельно. В чем проблема? Опять, чтобы вы не забывали, Москва это все ваше будет. Нахуй, какая вы, если Москва тоже будет ваше все, как вы станете Европой? Нахуя вам это? Да забудьте эту идею, нахуй. Нахуй вам это нужно? Вам нужно стать самой единственной страной, Украина, которая раком поставила Москву. Мы будем помнить так. Мы должны помнить так. И Москва стала Киев-2. И все. Мы все регионы подпишем это нахуй. Я буду нахуй у всех подпись собирать, блядь. Всех подыму я нахуй. Все регионы. Чтоб нахуй никто не вякал нахуй. Не пиздел даже вообще, блядь. Москва переименоваться должна Киев-2, блядь. Как всегда я говорю, остановка. Следующая остановка Киев-1 центральный. А вторая остановка Киев-2. Типа задний двор нахуй.
Задний двор Украины, блядь. Север Украины, так скажем, блядь. А юг Украины это Крым, Киев и так далее. Вот так. Примерно вот так вы должны, блядь, обсуждать свою технику, блядь. Если уж брать нахуй, надо брать так. Не мелочиться. Только так. А вот уже дальше Коломны, как я вам говорил, блядь, дальше Коломны уже это уже не ваша, не наша. Это все наша проблема будет. Не Европа проблема, не Америка. Никто нахуй не будет лезть туда уже. Мы к вам не лезем, вы к нам не лезете. Чики-пики. Все. Мозгоебством не занимаемся, как эти узкие пидорасы, блядь. Вот так вот. Вот это и есть, блядь, та тактика честности, демократичности и, самое главное, мужского слова, который этот пидор пальцы в веерах, блядь, Путин, весь, блядь, бандит, нахуй, не может ответить за свою жопу. Понимаете? Вот исходник какой идет, Туанлар. Вот поэтому у нас, вот в этом-то и есть проблема наша. То, что мы не слышим друг друга. Этот косяк и башкорт-татарларда, Дагестан, блядь, Чеченда, шулок, херня, блядь, даже жестче, чем у нас, блядь, нахуй. Да, братоубийства идут они, блядь. Какие-то, блядь, у них мести какие-то кровные, блядь, долбоебские. Аллах шкир, у нас такого нету, блядь. Вот поэтому вот этого у нас не должно быть. Подавно, если по-мусульмански обсуждать это, мы крестоносцам, мы вообще не должны что-то претензий давать. Повод даже не должны давать, чтобы они сомневались в нас. Потому что мы мусульмане, мы истинные мусульмане, которые не должны даже криво посмотреть на их крест или так далее. Почему? Потому что мы должны, как вот это слово постоянно забываю, так скажем, примерно неприкосновенный, а вот всегда это слово забываю. Короче говоря, мы не должны так скажем, блядь, это не могу вспомнить сейчас это слово, нахуй, уже мозги не варят, нахуй. Не должны мы, получается, так скажем, блядь, грубо, возбуждаться на то, что они крестоносцы, а мы мусульмане, и как бы нам, по сути, должно быть до фени, нахуй. То, что кто они такие, блядь. Главная задача должен быть мир. А не как нахуй в этом ебаном Израиле, где они перешли эти все рамки. Понимаете? Вот в чем прикол. Суть дружба народов. Не СССР только, блядь, нахуй. Это вы не путайте это, блядь. Просто это я так, это слово привел это. Просто дружба народов, что есть нация украинцы. Они крещенные, так скажем, да? Шоколанлар. Ну, окей. А мы мусульмане. Кавказ, Урал. Ну, а вот эти вот есть еще среди нас даже. Марийцы крещенные и многобожники, может, они еще вдобавок станут в дальнейшем после этой пидорасии, блядь. Мы не знаем. Блядь, чтобы их мордво не назвать. Короче, вы поняли. Вот эти, блядь, двух. Мокша и Эрзя, блин. Мокша и Эрзя. В итоге вот они. И у нас как бы им претензий нету. И у нас не будет претензий. Вот это и есть человеческое житие-бытие, нахуй. Вместе. Совокупно. На одной земле. И всем это все хватит. Только один эго, нафс, тыя білмеген хайванлар, подобие Путина, Асада, еще как и всякой, блядь, это Нетаньяху, вот это пидораса, вот это и есть страдальцы со своим эго, ненасытным эго своим. А мы, как мусульмане,
должны уметь сокращать это. Асад не мог, потому что он тварь не мусульманин. И тут саудовский черт тоже самое, блядь. Хуй какой-то. Хоть и он араб, блядь. Понимаете? Поэтому мы должны быть лучшие из лучших. Стараться. Хоть пусть у нас, может, у всех не пятикратный намаз, но самое главное, у нас душа чистая. Мы не баллотируемся за чужую землю, не хотим отжать. Нам не надо ничего. Да, мы отожмем только, чтобы этот возле нас, само собой, это не обговаривается. А вот дальше лишнего нам нахуй не надо. Мы же не лезем куда-нибудь нахуй, блядь, в Америку или в Мексику, блядь. Нахрен там нам надо, блядь. А у них есть. Потому что тоже из той же категории, но только чуть-чуть голова работает, не как Путин, блядь. Маразматик. Вот так вот. Шундай халь. Ну, здесь почему Путин зарезал YouTube, блядь. Ну, уже мы поняли, зарезал. Я это уже понял, что кеше утырмаганы, мында да непонятно же, откуда люди сидят. Вот 40, то 50 человек, то 90 человек было, короче. Вот так вот. А, вот здесь почитаю сейчас комменты. Привет из Харькова. О, салям. Из Харькова. Салям, салям. У меня брат сейчас там. Вблизи Харькова. В Сумах, короче. А при чем тут еврей или нет? Ну, потому что мы мусульмане. Так, Зеленский вырос в Украине, а человек, который маленький в семье растет, его воспитывают до 15 лет, грубо говоря, родители, а после улицы, окружения вокруг, поэтому и Зеленский такой. Не знаю, какой он, короче, я не вкурил. Так, Украина не Россия. Когда Украину рвут, а вы стоите в стороне и ничего не делаете, у вас душа чистая. Ну, не знаю, Артем Евдокимов, ты не в то время врубился, мне кажется, ты не можешь понять этого, о чем я говорю. Я об этом и говорю, о том, что, блядь, что Украина сейчас страдает. Каждый день в окопе, я только до этого говорил, ты поздно зашел просто. Можешь потом пересмотреть эту запись. Украина вот именно страдает. Мы когда, блядь, в теплых одеялах спим, под одеялами, подушках, нахуй, спим везде дома, блядь. А в Украине, блядь, эти все солдаты стоят, там бедные, блядь, стреляют, хуйней маются там, блядь, полуживые, грубо говоря, да, ведь? На смертном бою, блядь, стоят. Пока эти хуеплеты хуярят на них, блядь. Вот. Я ничего этого не оправдываю. Самое главное тут суть. Понимаете, вот это тоже из той системы, что узбеки вот так зайдут нахуй в трин-парара, блядь, нахуй, прочитая какую-то хуйню из моих, блядь, ютубов, видосов, блядь, скажут, а ты пиздец, пидорас, блядь, да уебок, ты зайди сперва, блядь, посмотри, что за канал, нахуй, блядь, изучи, о чем речь, почитай, если, блядь, у тебя мозгов нету. Ну, явно, блядь, у украинцев мозги есть, не узбеки все, блядь. Поэтому, исходя от этого, Туанар, самое главное, вот если ты из... Кстати, ты же с Украины пишешь мне, да ведь? Что я тебе не скажу? Вот, Артем, вот смотри. Я задавал вопрос, если ты слышал или нет, украинцам. Пусть меня подведут к тем людям, которые могут разговаривать насчет боевых действий. Я вот как человек, гражданин из Башкортостана, я, блядь, нахуй, не из этой пидорасии, меня не надо нахуй из пидорасии говорить, блядь. Я вот именно из Башкортостана, хочу независимость Башкортостана. Я, получается, иду против Москвы. Мне нужна полная, получается, нахуй, защита того, что я должен создать на территории Украины, получить добро. Для этого нужно с кем-то связаться, вышестоящими, чтобы мы там запустили кампанию свою по сбору людей по походу, блядь, в Москву. Вот такая задача наша.
Для начала. Поэтому, если у тебя есть такие связи, если ты знаешь, куда позвонить в Украине, то ты можешь смело, как говорится, написать мне. У меня там везде где-то там телеграм-каналы, напиши мне, куда связаться, или куда-нибудь комментарий оставь потом под любым видео, которое ты там увидишь в этом на моем сайте. Напиши что-нибудь там. Лучше в телегу напиши сразу. Когда ты найдешь, куда позвонить мне, что сказать, допустим, в Украине, что вот такой чувак, короче, хочет связаться, поговорить с вышестоящими военными людьми насчет Республики Башкортостан и Татарстана. И мы, которые хотим создать независимость Башкортостана, готовы пойти, получается, против Москвы, конечно, за счет помощи Украины, оружием. Мы от вас людей не просим, ничего не надо. Нам нужно, так скажем, место, плацдарм, где мы эту всю тему соберем, подготовимся, потом будем выдвигаться в свой Башкортостан с Татарстаном, освобождать свои земли, а потом уже выдвигаться на Москву. Но в этот момент, само собой, как мы начнем эту тематику, я думаю, и Кавказ подключится, и Кавказ также присоединится в эту тему, и мы будем собираться все вместе. Каждый по своим хатам, каждый по своим землям, имеется в виду, путь движения делать. Мы на Урал пойдем, а не на Кавказ. Вот и все. Разъеб нахуй полностью своих территорий и поход на Москву. Вот наша задача. Если хотите, вы через Курскую область, я уже 1000 раз предлагал это, через Курскую область дойдете до Москвы. Вот и все. С 3 сторон мы зажмем этого ебучего дряхлого медведя, блядь, узкожопого. Вот и все. Если можно его вообще медведем назвать. А мы волки, нахуй. Нам поебать до медведя, нахуй. Вот так вот. Поэтому, Туранар, давайте заканчиваем, наверное. Я уже реально что-то... Где-то в 7 часов, во сколько я? В 6 часов, да, начал, блядь. Время 3. 9 часов я с вами, ровно 9 часов. Надеюсь, это все загрузится. Я хуй знает, блядь. Если удалится оно, я не знаю. Надеюсь... Не знаю, надеюсь, много людей услышала, увидела. Короче, Туранар. Буду завязывать, наверное, потому что что-то... Сағат 3, блядь, отырға керек. Так, ятам дейді ме, ятмадым. Так, 82 кіші, рахмат. Кім отырадыр, аңнап болмай. Короче, Башкортостаннан. Так, при должном вооружении Украина сама разберет Россию. Ну, окей. Это твое высокомерие сейчас говорит. Понимаешь, да? Доброй ночи. Чуть-чуть спустись с небес, окей, Артем? Спустись. Это так высокомерием ты далеко не уйдешь. Вот так же Зеленский своими петушарскими ходами просится уже 3 года нахуй под Евросоюз, блядь, и Америка хуй ложит. И просится каждый день, блядь, дайте нахуй. Таким дайте нахуй, вы далеко не пойдете. Я вам скажу, блядь. Поэтому лучше самое то, надо смотреть, как говорится, по сторонам, кто хочет вам помочь. Потому что это наш интерес, я уже озвучивал это, наш интерес, потому что нам нужна свобода Башкортостана. Вам нужна свобода, как говорится, Украины, значит, нужно действовать, как говорится, вдвоем. А не так, блядь, искать где-то за кордоном, в ебенях в Америке помощь, блядь. Так что вот так. Помощь берите у них, хитро выебанным еврейским вариантом, блядь, берите. Базара нет. Оружие надо всем. А нам люди не нужны. Вам и оружие надо, и люди нужны. Поэтому мы, как люди, вам идем как помощь. Оттянуть какие-то войска этого пидораса Путлера, нахуй, в сторону, нахуй, нас. Они пойдут на нас, а мы пойдем на Москву. Смысл понимаете? А вы будете заходить по свои захваченные земли. Будете обратно их забирать. Смысл такой. Я же не могу здесь все озвучивать. Поэтому я говорю, озадачьте кого-нибудь, пусть свяжется со мной. Вот и все. Я все раскидаю. И все это по ебутину здесь я не могу сказать. Здесь хуеплеты тоже сидят.
половина из них хуеплеты сидят. Понимаешь, да? Узкожопый мир сидит здесь. Вот так вот. Нам нужно оружие и соратники. Ну, понятно, у вас 3 года война идет. А я 2 года уже не могу достучаться до вас. Как я до вас должен достучаться? Руслан Габасов. Все ездят. К вам ездят. Толка-то нету. Толка-то нету. К пленным ездят. А моя тактика другая. Я вообще другой человек, блин. Не видишь, даже я свою рожу не показываю, чтобы меня не ёбнули сразу. Хочу, как говорится, до Москвы дойти. Выкурить Путина. Потом похуй мне уже. Давайте. Спокойной ночи. Гутен Нахт.